виноватой жидкостью. Излечивает отравление. Понадобится спарки и 3 ведра молока. Ну, сорян, ведра молока у меня нет. Коровы есть, но нам понадобится железо. Надо будет обязательно этим заняться, но пока что здравствуйте, путеводный скин. И скажите мне, пожалуйста, можете ли вы телепортировать меня вот, к землянке Сайрисы? Переместиться. Благодарю, мистер Скинт. Так, ну и что, нам, получается, нужно найти зараженного... О, монстра. Олень. Подожди, сначала, наверное, мне нужны все-таки ингредиенты, которые валяются где-то здесь. И честно... так, что же он там просил-то? Ну вот, да, как раз я и начал задаваться. Пучок ярко-голубой травы, белые ягоды и еловые ветки с иголками. Нет! Я помню, там были серые ветки, там были красные ягоды и... Вот, темно-зеленая трава. Одно из этих. Темно-зеленая трава, красные ягоды и серые ветки. Идеально. Все, мы типа взяли? Слушайте, прикольно. Но при этом я мог ошибиться, даже так. Так, вот он, пучок темно-зеленой травы, серые ветки с иголками, и вот они, красные ягоды. Небольшая ветка с ягодами красного цвета. Интересно, какие они на вкус? Хотя нет, я не думаю, что мне стоит пробовать. Теперь нам, получается, нужна зараженная... нет, стоп. Он еще говорил что-то про пыль. Во. Чарующая пыль. Кажется, об этом мешочке говорил Беренгарий. Теперь с его помощью нужно успокоить какого-нибудь... оленя. Да, все, я понял. Хе-хе-хе. Олень, приветики. У меня, кстати, оказывается, уже была пыль. Видимо, несколько серий подряд ношу. Эй, привет. Так, а ну иди сюда. На! Теперь соскрести зараженную пыль. Ну-ка. О, господи. Как это странно. Ну ладно. Зараженная пыль. Лучше не вдыхать. Просто представьте, если бы, кстати, заразился Джон или я. Вот это дикая смесь. Здрасте, путеводный скин. Мы снова здесь. Мы просто берем, перемещаемся. Измерение сновидений, перемещаемся. Эй, Беренгарий, у меня все готово. Что, неужели все получилось? Абсолютно все получилось. Держи. Так. Эва. Так, ладненько, сейчас. Ну-ка. Прям раскладывает, молодец. И у тебя тоже были какие-то ингредиенты. Ну, получается, можем приступать, ложка. Давай. Как это интересно будет? Подглядываем. Обязательно подглядываем. Вален и Гимлин все еще болтают там, но нам это сейчас... О, господи. Не так важно. И... мы сейчас, типа, должны это будем проверить на Альфреде? Ну да, забыл зараженную пыль. Ну, слушайте, Беренгарий-то молодец, все знает, все умеет. Нет, стоп, мне же еще свою кровь надо добавить, точно, там наручи. О, господи, что это? Так. Что? Ну... наручи? Ну да, все, наручи. Так, и чего теперь? Да, откуда же я знаю, ложка? Леди Эльфика очень неохотно делилась любыми знаниями. Ты, наверное, это тоже заметил. Так, ладно. Наверное, стоит попробовать передать свою энергию, как делал это Джон. Только в этот раз придется еще и кровью делиться. Черт. О-хо-хо-хо! И энергию, и кровь. Так, ложку шатает, мне это не нравится. Все, да, убирать не надо. Ну-ка. Эй, подожди, а ты уверен, что нужно все это греть? Да, конечно. Смесь должна быть сухой, иначе это не порошок будет, ложка. Прогреем, выпарим, а потом еще раз растолчем до порошкового состояния, само собой. Эй, ложка, а ты как? Ты в порядке вообще? Выглядишь что-то ты неважно. Да, все хорошо. Я просто много сил отдал, Беренгарий. Сколько отдаешь, тебе нужно научиться контролировать. Давать нужно ровно столько, сколько другие готовы взять. Остальное в пустоту уходит, понимаешь? Но с порошочком мы закончили. Можно пробовать. Так, и на ком? Да, действительно.
У нас тут-то животных-то и нет. Испытывать-то не на ком. Не волнуйся, я разберусь, Беренгарий. Ну ладненько, как скажешь, как скажешь. Держи. Так, спасибо, Беренгарий. Конечно. Всегда рад тебе помочь, Лолошка. Всегда рад. Я тут приберусь пока. Ну ты если что надобно, то зови сразу. Зови. Ага. Какой добряк Беренгарий. На нем все держится на самом деле. Так, наручи, наверное, стоит забрать. Спасибо. И по итогу у нас... Так, теперь 100% к Альфреду. Если мы все сделали верно, то он наконец-то будет здоров. Что? Подожди, Лолошка! Так ты же не хотел экспериментировать на Альфреде. Образец пыли, полученный в ходе экспериментов. О последнем ингредиенте думать не очень приятно. Да, энергия и кровь. Ну-ка, теперь я могу... О, да, теперь я могу зайти. Альфред, не волнуйся, это я, если что, Лолошка. О, привет, Лолошка. Если что, я к тебе по делу. Ну давай, выкладывай. Короче, мы с Беренгарием немного поэкспериментировали. Новая версия пыли может избавить тебя от заражения окончательно. Так что сейчас мы наконец-то сможем... Стой, подожди. Еще раз. Экспериментальная... Слушай, понимаешь, я думаю, что... Я не думаю, что это хороший выход, Лолошка. Что? Почему? Ну, потому что, Лолошка, какая от меня, обычного охотника, будет польза? Альфред, ты вообще... Тихо, Лолошка, не перебивай, пожалуйста. Пока у вас есть такой я, есть возможность связываться с отцом. Я приму это твое лекарство, когда буду уверен, что такое мое состояние больше не понадобится. Давай повременим, пожалуйста. Обалдеть, ничего себе! На самом деле об этом я даже не думал, но это звучит очень логично. Типа, а кто, если не Альфред? Настоять на развоплощении, высыпать порошок на Альфреда без его согласия. Ну нет, как Джон я не буду поступать, согласиться и повременить. Хорошо, Альфред. Не потому, что я хочу использовать тебя в своих целях, а потому что я уважаю твое право на выбор. О, спасибо, Ло. Я знал, что ты поймешь меня. Если это лекарство действительно работает, это огромный шаг к спасению Архея. Вы большие молодцы. Да, Альфред, спасибо. Да. Все, получается, не хочет. И как же нам быть? Отказ Альфреда немного привел меня в чувство. Я повел себя чересчур импульсивно. Мы ведь не провели ни одного испытания с этой пылью. А вдруг мы ошиблись? Я ведь раньше сам был против испытания сразу на людях. Что сейчас-то произошло? Ой, кажется, я слишком воодушевлен. Перестал думать о возможных последствиях. Интересно, это во мне так проявляются черты Джона? Или это во мне всегда такое было, но я стеснялся признать, что могу быть похожим на него? Ай, хорошо, что Альфред отказался. Очень хорошо. Не зря Беренгарий про животных сказал. Испытаю на тех, которых спасла Сайриса. Уверен, против этого Сайриса бы точно ничего не имела. Ага, задание «Кровь и пыль» обновлено. Так, ну давай прочитаем на всякий случай. Испытать пыль на животных Сайрисы. Мы сделали это. Давно не был в таком воодушевлении. Неужели у нас получится вылечить Альфреда? Ой, кажется, у меня даже дрожат руки немного. Волнуюсь. Это мы, получается, пережили. И дальше... Ладно, я поторопился. А вообще, даже на руку, что Альфред не согласился на испытание пыли. Сначала стоит испытать пыль на животных. Мне даже никого не придется ловить. Вокруг дома Сайрисы такое разнообразие. Ну, кстати, это правда. Так, а мы Джону ничего не расскажем, не? Джон, получается, ушел, да, и он не дома. Так, ладно, путеводный скинт. Опять землянка Сайрисы. Все, супер. Теперь нужно привлечь внимание сразу всех, чтобы максимально эффективно использовать пыль. То есть ты хочешь сразу на многие... вот они. Привет, ребят. Ребятки, давайте. Оп. Ко мне. Давай. На! Сюда. Сразу на всех попал. Олени! Черт возьми. Неужели получилось? Оно получилось! Надо срочно рассказать Беренгарию.
Задание кровь и пыль обновлено. Подожди, реально получилось? Не, ну на самом деле так-то дорогой ингредиент. Точнее, ингредиенты. Вы видели, сколько всего разложено у Беренгария? И при всем при этом для этого понадобились наручи и кровь лололошки. Это что, меня придется выпотрошить? Я ради 3 оленей чуть с ума не сошел. Точнее, чуть в обморок не упал. Блин, ну дорого выходит для такой-то пыли. В любом случае, у нас, ну, вроде как олени стали оленями. Надеюсь, через время они не превратятся в монстров. Снова обратно. О! Что? Не понял? Нормальный сон? Почему снова обычное небо? Эй, Беренгарий! А какого черта? С каких пор небо стало нормальным? Стоп, Беренгарий. Эй. Так, по итогу Беренгарий реально куда-то делся. ВТФ, как говорится. И небо поменялось. Что происходит? Альфред? Вот, держи. Спасибо. Так. О, юный Лолошка. Альфред рассказал, что ты собирал... Прости, Беренгарий, да, я знаю. И я знаю, что мне не стоило этого делать. Но просто послушайте. Я только что вернулся из дома Сайрисы, и у меня хорошие новости. Пыль смогла развоплотить животных. О, невероятно. Да, теперь у нас есть способ эффективной борьбы с заражением. Да, но... Только вот... Ой... Зараженных слишком много, а время распространения заразы всего пара капель, Лолошка. Твоей крови не хватит на всех, даже если мы используем всю твою кровь. Чего мы, конечно, делать не станем, если что, не станем. В общем, юный Лолошка, даже с учетом скорости восстановления твоей крови, этого явно все еще недостаточно. Но еще раз назад мы представить себе не могли, что у нас наконец получится. То есть ты сомневался в наших силах, Беренгарий? Да нет, что ты, Лолошка, я не это имел в виду. Просто ты у нас не отсюдашний. Тебе сложно понять, что мы-то всю жизнь свою жили с этой заразой. Мы знать-то не знали, как это может быть по-другому. Мне нравилось думать, что когда-нибудь получится, но я не мог подумать, что... Это когда-нибудь наступит, когда я буду еще живой. Да, мы молодцы, Беренгарий. Вы молодцы. И мне кажется, стоит рассказать всем остальным. Жаль, что благородная эльфийка Сариса не увидела этого момента. Она положила свою жизнь на это, но лекарства открыли без ее участия. И ведь она даже не узнает об этом. Пожалуйста, не говори так, Беренгарий. Пускай открытие произошло без ее участия, но ведь главное, что произошло. И когда мы ее спасем, Сайриса будет рада узнать о наших продвижениях. К тому же я уверен, с ее знаниями она запросто усовершенствует формулу. Придумает что-нибудь еще. Ну, в этом ты, конечно, прав, Лолошка. Вот, я тоже так думаю. Вы все молодцы. Да, поэтому, Беренгарий, не надо грустить. Просто не надо. Наш сегодняшний эксперимент очень сильно приблизил конечную цель. Сейчас мы имеем право на небольшой момент радости. Остальные тоже на это имеют право. Так что самое время рассказать им. Ну, ладно. Да уж. Единственное, кому я не хочу рассказывать, это Балсмогу. Он не поймет всей значимости, только настроение испортит. А мне кажется, поймет. Ну а чё бы не понять-то? Типа, как будто бы он не видел заражения. Видел, конечно. Самое главное, кого это точно воодушевит, это Невер, я прям уверен. Эй, Невер, привет! У меня чудесные новости! Да, Рожка. Я не верю в чудесные новости, но ты такой воодушевленный. Аж небо здесь посветлело. Давай, рассказывай. Мы с Беренгарием смогли закончить формулу той пыли, с помощью которой ослабили заражение Альфреда, помнишь? В общем, теперь у нас есть действенное средство против заражения. Кар, не думал, что когда-нибудь услышу это. Я рад, Ророжка. Впервые за долгое время рад. Это огромное достижение. Мне даже почти не верится в такое. Подожди, а ты уверен, что оно действительно работает? Уверен. Я уже даже испытал порошок на животных. Они развоплотились. Кар, может быть, теперь действительно есть надежда вернуть покой в Архей?
Жаль, что Марк не дожил до этого. Что? Но, Невер, я же даже не Не надо, Ророшка. Я слышал ваш разговор. У меня же буквально нет двери. Мне все слышно. Если вы хотели сохранить это в тайне, то не стоило обсуждать это под моим гнездом. Ох, не буду врать. Мне тяжело, правда. А еще более тяжело от того, что вы так и не удосужились сказать мне об этом сами. Да, я понимаю, Невер. Прости, что не сказал тебе об этом сразу. Я просто не мог найти нужных слов. Я помню, как ты переживал на этот счет, правда? Испугался, что от моих слов тебе станет только хуже. Вот оно что. Я должен сказать спасибо за заботу, да? Нет, ты ничего не должен. Скрывать и даже во благо все равно было нечестно по отношению к тебе. Я виноват перед тобой, Невер. Я все еще раздосадован, Ророшка. Но нет, я не обижаюсь. Я очень надеялся, что смогу встретиться с Марком снова, это правда. Все представлял себе, как снова буду ругаться с ним. Но чаще я представлял, как скажу ему, что он друг мой. Как я рад, что он приходил ко мне поспорить, когда тебя подолгу не было. Это, кстати, он мне подарил. Сказал, что настоящий воин должен уметь защищать себя и без магии. Он был настоящим воином, Ророшка. Почему он не смог защитить себя? Но я рад, что он хотя бы не мучается. Теперь не мучается. Иди, давай, иди. Расскажи о лекарстве остальным. Да уж. Окей. В итоге... Я пойду и расскажу, действительно, не будем мучить Невера. Получается, он все знал, но в этот раз, заметили, он не начал говорить мне «Кар, и ты не рассказал», и все такое. Невер действительно стал супер понимающим. Так, по итогу. Да, я не могу поговорить с Балсмогом, потому что, Лолошка буквально не хочет ему ничего рассказывать. Но зато мы можем Вот наверняка так вот поговорить. получается у нас... Здравствуйте. Гимлин, привет, можно тебя на пару капель? Ну, давай, пойдем. Ну, батюшки, как светло-то стало. Ну, давай. Чё такого тайного обсудить хотел? Слушай, я почему тебя попросил выйти? Я просто не знаю, как об этом правильнее твоим друзьям рассказать. Поэтому ты сам решишь, стоит ли. Они ведь не в курсе, что у нас тут, да как. Да ладно, давай уже выкладывай. В общем, если коротко, мы с Беренгарием закончили с лекарством от заражения. Оно готово, Гимлин. Так это же здорово, Лолошка! Ох, ребята, наших найдем, сразу вылечим! И Бруню тоже. Чего когда-то? Сейчас прямо пойдем давай! Прямо сейчас и отправимся с Валином! Он хорошо отнесется, он даже только рад будет! Я ему сейчас скажу и только... Подожди, стой, Гимлин, успокойся. Запасы лекарства небольшие на самом деле. Мы не сможем вылечить сразу всех. Ну так, еще сделайте, не? Может, помощь нужна какая? Сейчас Валина-то позову, детишек позову! Поможем, чем сможем, Лолошка! Да нет же, дело не в этом, Гимлин. Там есть ингредиент, который восполнить быстро не представляется возможным. Поэтому я и не хотел давать ложную надежду твоим друзьям. С тобой дольше знаком, объяснить ситуацию будет проще. Лекарство, да, оно есть, но мы не можем сейчас взять и вылечить сразу всех. Понял. А я уж понадеялся. Гимлин, ты уж прости. Да чё уж, ладно там. Это я, дурак, не дослушал тебя. Главное же, что лекарство нашли. Но я в тебе не сомневался, Лолошка. Я давно понял, ты невозможное сделаешь, если захочешь. Ребяткам я так и быть пока говорить не буду, ладно? Мне надо самому как-то это в голове уложить, а то новости такие. Если сразу всех спасти не получается, не думаю, что стоит выбирать любимчиков, правда? И спасать кого-то отдельного тоже не стоит, верно? Ай, ладно, короче, я разберусь. Сейчас... О, опачки! Ну ладно, я, наверное, пойду. Окей. Так, ну что, герой, давай выкладывай. Получилось? Получилось, Джон, оно получилось. Так, теперь по порядку. Что получилось?
Новости, видимо, действительно хорошие. У тебя даже твой сон преобразился. Знаешь, я все еще чувствую волнение. Ну и радость, конечно. Положительные эмоции — это хорошо. Отличный двигатель прогресса, Лолошка. Короче, у нас получилось с Беренгарием сделать порошок от заражения. Так. Я же надеюсь, вы образец-то испытали? Конечно, испытали. О чем ты? Подожди. Ты не удивлен? Ну, знаешь ли, у меня было очень много времени пораскинуть мозгами. А много времени-то мне и не нужно. Признаться честно, я удивлен, что ты додумался быстрее, чем я. Но крайне рад, что все получилось. На ком испытывал образец? На животных, которых ранее поймала Сайриса. Заражение прошло прямо на моих глазах. Угу, это замечательно. И сколько образцов вы сделали? Всего лишь один. Это плохо. Мало, Лолошка, мало. Ну, это был экспериментальный образец, поэтому... и кстати, Беренгарий говорит, что моей крови относительно количества зараженных и скорости распространения болезни недостаточно. Может быть, раз мы с тобой похожи, можно было бы как-то... О, не-не-не, даже не продолжай. Нет, нет, нет. Можешь считать меня брезгливым, но нет. Пользоваться лезвием древнего артефакта в условиях полнейшей антисанитарии я точно не согласен. Даже в качестве эксперимента, Лолошка. Тем более, я все еще ценю свои обещания не трогать артефакт, данное Сайрисе. Не буду трогать его больше, чем было необходимо, понятно? Но, Джон... Я сказал нет. Ладно, я понял. Вот и славненько. А теперь я, пожалуй, пойду проверю твоих развоплощенных животных. Ты же наверняка не потрудился убедиться, что эффект длительный, верно? Да, было дело. Я еще сам об этом сказал, типа мы быстро ушли и даже ничего не проверили. Пойдем, на самом деле, тоже проверим. Че нам мешает-то, да? По-любому эту деталь прописали. Переместиться. Так, здравствуйте. По-любому ведь эту деталь продумали, да? Ну-ка. Ну-ка. Так, и что ты делаешь? Та-та-та. Ну-ка. Ну то есть он просто читает, проверяет, снова читает, снова проверяет. Короче, я понял. А что читает, кстати, непонятно. Ладно, пусть тогда читает. Я надеюсь, что они заново в зараженных не воплотятся. Пожалуйста. А вообще у меня сейчас есть супер цель. Клинки Мркгрштраклара проверить на лешем. Привет! А ну-ка давай, на! Ой, что-то мне подсказывает, что это будет супер быстрая битва. Так, хорошо. Сколько у него хп остается? Не вижу, не вижу, не вижу. Половину, больше половины снесли, найс. Так это я еще и бил, кстати, одним клинком, а не двумя. Какой же я дурак. Я бы его убил уже наверняка. Сейчас, тогда погодите, попробуем еще разочек. Так, теперь бьем. И он умер. Боже, как это было быстро. Теперь используем суперспособность и восполняем все хпшечки. На! Как же приятно драться и не терять хп. Я называю это лютый кайф. Погоди, а что мне мешает улучшить эти клинки? А ну-ка. Та-та-та, я же могу их зачаровать, точно! Точнее, не зачаровать, а заточить. Понадобится необработанная крупица искаженного скинта. Вот именно искаженного. Сейчас как раз проверим, как это работает. Так, получается, поднимаемся. Далее все это дело кладем. Здесь на всякий случай заполняем одной штучкой. Далее кидаем сразу много. Так, главное, чтобы вот эта штука не работала. Я бы ее, честно говоря, даже убрал. Мне в целом приятно посмотреть, как это здесь доделается, и я сам потом заберу. Так что да, давайте вот даже сделаю вот так вот. Так, давай, наверное, киркой. Все, шикарно. Стой где-нибудь здесь. Далее забираем, подбегаем и, наконец-то, улучшаем. А ну-ка. Я могу, по идее, так только до 3-го, да? Плюс 3. И в итоге у нас 38 урона плюс 28. Я вообще в тотальном шоке. Я до этого чувствовал себя просто непобедимым. А сейчас я как будто буду убивать за один удар. И ведь я обязательно захочу это проверить. Поэтому привет, леший. Так, давай, поехали. У ворот, потом снова бьем. У ворот. Сколько я ему снял, интересно? Больше половины? Скорее всего, да. Дальше бьем. Непонятно, умер он или нет. Да, все, вот теперь точно умер. Это пока что самое быстрое убийство лешего. Ну, то есть, наверное, это заняло секунд 10 максимум. Раньше, помните, я убивал леших примерно 1,5 минуты. Или даже 3 минуты на некоторых леших тратил. А тут всего секунд 10. Как говорится, здравствуйте. И, как говорится, на этом мы будем постепенно до свиданькать. Надеюсь, что вам понравилась данная серия. Клинки Мркгрштраклара — это та самая имба, которую я давно хотел. Обязательно потом надо как-нибудь попробовать копье отца, но потребуется интеллект. А также потребуется ваш лайки, потому что если мы хотим делать дальше больше,
то нужно и лайков больше. Ладно, если серьезно, то все ваши подписки, все ваши лайки, комментарии — это огромный буст мотивации не только меня, но и всей команды. Потому что вся эта мотивация, она распространяется реально на всех. И мы постепенно хотим делать все круче, лучше и больше. Надеюсь, вы это замечаете, и надеюсь, что вы также нас поддержите. Спасибо большое. Лекарство от заражения найдено. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, и клинки Мркгры Штраклара, и пыль, убирающая заражение, и, конечно же, наручи. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Я хочу снова попробовать пробраться в сознание отца. Вот, если что, я здесь остановился. Пытался что-то разглядеть и услышать. Открыть. А. Тьма тьмущая. Господи, где я? Да, этого должно хватить на последний эксперимент. Обалдеть, клинки Мркгры Штраклара. Мощнейшее оружие, которое не просто где-то там, а у меня в руках, черт возьми. Как дань памяти в честь Марка, я сохраню их и продолжу использовать. Но что еще важнее, дамы и господа, лекарство. Лекарство от заражения наконец-то создано. И главный ингредиент помимо трав — моя кровь. Вот здесь появляется проблема. Зараженных тысячи и тысячи, а я всего лишь один. Пожалуйста, не иссушайте меня досуха. Как сделать много лекарства, пока что неизвестно, но будем думать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы между крутостью и отстоем. Да, с одной стороны мы имеем лекарство, способное лечить от заражения, а с другой стороны главный ингредиент этого лекарства — моя кровь, черт возьми. Лолошка в предыдущей серии чуть в обморок не упал, пока делал единственный образец, поэтому сделать производство массовым вряд ли получится. Надо понять, что делает мою кровь такой особенной, и, возможно, либо что-то зарядить, либо найти заменитель. А раз уж заменителя пока нет, пойдем и проверим, как поживает, например... Как, например, поживает Джон Дэви Харрис. Ага, ну, привет. Давненько мы, кстати, не играли за него в начале серии. В инвентаре появился Mana Skint, и, знаете, мне интересно, что думает Джон о том, что Лолошка создал лекарство. Так, здесь у нас ничего. На всякий случай проверим еще здесь. Тут у нас просто книга, которую не прочитать. Ой, не нравится. Очень мне не нравится тот факт, что Лолошке удалось сделать порошок. Это, конечно, огромное достижение, которое, по идее, нам сильно упрощает жизнь, но... Моя-то теория о том, что для развоплощения нужна эльфийская кровь, не подтвердилась. Означает ли это, что Луки и отец с самого начала знали, что в Лолошке что-то есть? Почему Луки, несмотря на наше противостояние, каждый раз дает нам уйти? А еще все эти его слова про особый план отца на моего двойника. Зачем он вам нужен, черт возьми? Джон, все нормально. Я уверен, нужен не только Лолошка, но и ты тоже. О, кстати, а вот и Лолошка. Далеко не уходил. Эй, привет. Поговорим? Эй, привет. Отдыхаешь у теплого костра? Привет, Джон. У какого еще костра? Ну, я про то, что ты тут сидишь у Скинта, будто греешься. Нет, я чувствую, что потерял много сил вчера. Вчера? Карас назад, Лолошка. Ты хотел сказать карас назад. Привыкай уже, а то никто не понимает, о чем ты говоришь. Ой, Джон, сейчас здесь только ты, зануда. Это я, да. Так, а что с твоими силами там говоришь? Знаешь, учитывая, что мы постепенно превращаемся в одного человека, силы-то вроде должен терять я, а ты наоборот, получать. Ой, опять 25. Когда ты так начинаешь говорить, абсолютно не хочется продолжать общение. Что? Как продолжать? Правдиво, что ли? У меня, конечно, немного пошатнулись принципы, кстати, из-за тебя. Но я не стал патологическим лжецом. Зато так и остался патологическим болтуном. Короче, я не знаю, что с моими силами происходит. Кажется, это из-за изготовления порошка. Когда наручи пронзают мою кожу, я чувствую, что становлюсь слабее. У тебя, кстати, Джон, есть идеи, как ускорить выработку крови в организме? Пожалуйста. Мне на весь архей точно не хватит.
Что? Успокойся, юродивый! О, нет, Невер, как ты забрался в Джона? Да нет, Лолошка, я не об этом. Если мы разберемся с отцом, возможно, нам даже не понадобится твоя кровь. Так что давай осторожнее, ладно? Ладно. Это мило, Джон. Что? Что мило? Ну, то, как ты переживаешь за тех, кто тебе дорог. Не думал, что увижу такое, но ты уже не первый раз меня удивляешь. Ай, все, отстань. Так. Ладно. Я восстанавливаюсь. Ага, ну восстанавливайся. В итоге не поговорим. Так, путеводный скин пока что не используем. Давай, наверное, проверим, что там с Невером. Hello, птичка. Что? Невер, ты куда делся? Ладно, давай проверим других. Эй, Говорю, Сариса, ваш олень опять свои дела сделал прямо в доме. И вы знаете, что сотворила эльфийка? Она привела оленя и ткнула его носом прямо туда. Как будто ему стыдно от этого должно стать, представляете? Ой-ой-ой. Я, конечно, все убрал, но потом ты подошел к ней поговорить-то, подошел. А она мне, так он уже убрал за собой? Ничего же нет. Олень умнее, чем ты, человек, говорит. Я, знаете ли, себя таким оленем тогда почувствовал. О, Джаво, вижу. Здравствуй, Джон, здравствуй. Тоже пришел моих историй-то послушать, да? Вообще, я не ожидал увидеть здесь Невера. Кар, мне тогда не понравилось, что когда Ророшка меня у облачка показывал, все поняли, что речь обо мне. А я не такой, не такой я. Пожалуйста, Невер, осторожнее. Тут и так очень мало места, еще и твои крылья. Ой, знаешь, Джон, облачко нам очень помогло осознать, что мы тут вообще-то все вместе живем. И мы можем проводить время тоже все вместе. Ой, да ладно тебе, Гимлин. Тебе бы с кружкой время провести, не обманывай себя. Ну, то-то, Джон. Вообще-то сейчас Гимлин пьет мой особенный чайный гриб. Да, и вообще, кстати, освежает. Ай, ладно. Вам, может быть, и нечем заняться, а у меня дел полно. Я пошел, давай. Джон, стой, подожди. Мы можем поговорить? Давай, слушаю. Желательно наедине. Проведешь меня ко мне, пожалуйста. Ну да. Нет, говори при всех. Ладно, заинтриговал. Ну, у меня нет времени на пустую болтовню. Так, ну, заинтриговал, само собой. Так, ну ладно. Это Альфред, ты, если захочешь вернуться, кричи. Я проведу тебя. Да, только не слишком громко. Ненавижу шум. Так, ладненько, проводим. Все нормально? Давай. Оп. Нащупали кроватку. Ну давай. О чем поговорить хотел? Слушай, Джон, я заметил, ты более решительно настроен, чем Лолошка. Ну да, это еще мягко сказано. Ну вот, я тоже не люблю медлить, Джон. К тому же теперь, когда Лолошка может меня вылечить, я особенно сильно хочу помочь, чтобы потом со спокойной душой вернуть себе зрение. Так, и что ты предлагаешь? Я хочу снова попробовать пробраться в сознание отца. Он ведь ничего не заметил в прошлый раз. Я специально выжидал, но никаких последствий не было. Я за себя, если что, совсем не боюсь, Джон, правда. Да, я готов ко всему. Мне кажется, я просто... Тихо, да ладно тебе, Альфред, успокойся, я не Лолошка. Меня не нужно убеждать долгими, самоотверженными речами. Если готов, значит готов. И вообще предлагаю, чтобы в этот раз ты отдал мне ментальный контроль. А? Это как? Ой, ну блин, как я тебе это объясню, если в прошлый раз мне пришлось к метафоре коридоров прибегать? Ты в телеге когда-нибудь ездил? Конечно. Ну, вот здесь примерно то же самое. Представь, что твой разум — это запряженная телега, где ты извозчик. Куда ты мысль направишь, туда телега и поедет. А ты тогда в этой истории кто? А я вор. Я запрыгну в твою телегу и возьму у тебя вожжи. Телега останется твоя, разум твой, а управлять им буду я. Так, если так можно было, почему ты в прошлый раз так и не сделал, а? О, ну знаешь,
Может быть, потому что я практически физически ощущал желание Лолошки открутить мне голову? Просто за то, что я вообще предложил эту идею. Он такой, да. Знаешь, а я ведь, если так подумать-то, с ним почти и не знаком. Он ничего мне про себя не рассказывал. Совсем не рассказывал. Но скольких людей в своей жизни нужно потерять, чтобы так сильно волноваться за каждого? Что ему пришлось пережить, что первая его реакция почти на любое дело — это попытка защитить остальных? Что меня еще беспокоит, так это, что его душа не стала черствой, что ли. Да, вот это действительно проблема, да. Ну, вообще-то я серьезно. Когда я проходил обучение на лекаря, мне многое пришлось повидать. Я видел искореженных заражением людей, видел страх, боль их родственников, видел, как догмы церкви о принятии очищения сталкивались с человеческим страхом, да и обычных ран, болезней, травм я тоже навидался немало. И знаешь, в какой-то момент мне даже захотелось выйти от всех этих историй, с которыми я сталкивался. Я плакал после каждой смены. Плакал от усталости, от бессилия, от злости. Я плакал, не понимая, как может мир быть настолько несправедливым и жестоким, пока в один момент не перестал. За пару капель я просто принял это решение. Я больше не буду пропускать это в себя. И долгие карасы моя душа только черствела, становилась жестче. Единственное, что меня тогда сумело пошатнуть — смерть Эрнольда и Готфри. Так, окей. Так а к чему ты это все ведешь? Ну, к тому, что Лолошка, он же явно пережил куда больше, чем я. Но не потерял мягкости своего сердца. Не стал жестким, как ты или я. Эй, давай не приплетать сюда меня, хорошо? Я устроен не так, как вы все. Я хоть и слеп, да вижу, что ты такой же, Джон. В любом случае, я что хочу сказать. Мне кажется, тебе стоит быть добрее с Лолошкой. Ведь он выбирает куда более сложный путь, чем мы все. А, нет, никто не выбирает путей сложнее моих. Никогда я еще не слышал, чтобы кто-то так рассуждал о сострадании. Удивительно, как же много понимает этот юный охотник. Возможно, в чем-то он даже прав. Так, ладно, хватит лирических отступлений. Давай ложись уже. Так, а что надо будет сделать? Сейчас. Ничего, я все сделаю сам. Тебе нужно только позволить мне. Позволить войти в сознание? Расслабься, ты слишком напряжен. Легко тебе говорить-то. Так это у тебя уже не первый раз, ты знаешь, что будет. Давай расслабляйся. Так, кажется, получилось. Ух ты, странное ощущение. Да, у тебя тут немного камерное. Так, и в итоге... О, Джон, Лолошка, Готфри, о боже, Эрнольд! Те самые первые охотники, с которыми мы встретились, и они... того. Так, погоди, а в итоге... Я реально играю за Альфреда, обалдеть! Так, в итоге что мне сделать? Ой. О, это моя мама. Не продолжай, я не хочу ничего знать. Еще одна история семейной драмы мне не понадобится. Так, просто скажи, где тут выход? За барной стойкой. Там начинается коридор, по которому я нашел отца. Ну, коридор. Мне нравится, что ты так буквально воспринял мои метафоры. Это удобно. Так, а в итоге, кстати, смотри-ка, Альфред здесь говорит совершенно нормально. Он контролирует свои мысли, и он не ощущается зараженным. В итоге здесь ни с кем не поговорим. О, это Скотт, тоже охотник. Скотт. Ладно, мне нужно сюда. Здесь мы ничего не возьмем. Это получается мама Альфреда. И если так подумать, то у Альфреда в целом не так много людей за его жизнь. Таких весомых людей для него. Куда идти-то? Где? А, вот. Боже. Серьезно? Вы чё, рофлите? Это же похоже на какой-то скример, один большой. Ай, да уж, всегда считал, что сострадательность — это бесполезное качество.
Удивительно, что Альфред считает это признаком силы. Джон, а чем еще она, по-твоему, может быть? Что? Эй, не лезь в мои мысли, слышишь? Чего? Вообще-то это ты в моей голове, а не наоборот. Ай, все, господи, 8 800 5553. Джон, что ты делаешь? Вспоминаю заедающие рингтоны из рекламы, чтобы ни о чем больше не думать. Заедаешь что? А, да забей. Знаешь, ты вроде как говорил, что нам стоит быть осторожнее, а сам в итоге шумишь. Не-не-не, это тебе кажется, что я громкий. Потому что я у тебя в голове. Давай, идем дальше. Так. Окей, ну вроде бы я спокойно иду и все получается. Ой! Что это, бляха, сейчас было? Пожалуйста, можно я просто пройду спокойненько, да? Спокойно до двери дойду, вот. Вот, если что, я здесь остановился. Пытался что-то разглядеть и услышать. Ну так, давай просто зайдем. Не получится. Почему? Открыть. А! Тьма тьмущая. Господи, где я? Да, этого должно хватить на последний эксперимент. Как же я надеюсь, что в этот раз все получится. Отец? О! Эй, но опять ты торчишь в своей лаборатории. Луки, что ты? Сколько раз говорить тебе не подкрадываться ко мне, когда я работаю? Прости. Ой. Сейчас. Давай, рассказывай. Как у тебя исследования продвигаются? Да. Никак. Я чувствую, что в этой энергии есть такая сила, что способна на невероятное. Но что бы я ни делал, я не могу ее себе подчинить. А ну-ка. Это Скинт. А это уже получается, когда он появился. Знаешь, выглядит впечатляюще, да. Я бы даже сказал притягательно, но с чего ты взял, что это может быть чем-то полезным? Да с того, что я чувствую это, Луки. Слушай, дружище, я очень рад, что после произошедшего ты начал выходить из дома и все такое. Но мне кажется, ты слишком увлекаешься. У тебя вообще-то есть сын, и ему сейчас как никогда нужны твои внимание и забота. Да, Эй, кстати, эльф! Эльфийский совет вообще согласовал тебе финансирование исследований? Да, Луки! Положи кристалл туда, откуда взял! Ну, ладно. Так, а это у нас... Ну-ка... Черт! Что это было сейчас? Что это такое? Сын, похвастался своим изобретением. Наручи, которые никому не могут нанести вреда, кроме владельца. Хороший у тебя мальчишка, погляжу, растет. Хочет быть похожим на тебя, да? Слушай, это, конечно, все не мое дело, друг, но ты бы все-таки как-то поласкивее бы к нему. Поласковее. Ну так вот именно, Луки. Это не твое дело. Да что ж такое-то, дружище, ты вообще уверен, что ты такой гений, каким себя считаешь? А то, знаешь ли, вещи, которые мне кажутся очевидными, находятся где-то за гранью твоего понимания. А эльфийский совет знает, что ты в очередной раз пробрался в нашу лабораторию? Не злоупотребляй нашим гостеприимством, Луки, а то ваша дипломатическая миссия закончится ничем. Да, брось, она никогда не закончится. Сколько мы уже здесь? 8 лет? Да с той скоростью, с которой работают эльфы, наша миссия завершится уже после моей смерти. Я что, неясно выразился? Проваливай отсюда, Луки! Да что ж такое? Знаешь, пошло оно все! Ты что наделал? Это было последнее! Луки, ты хоть знаешь, насколько сложно добывать это вещество? Нет, я не знаю. Потому что ты никому и никогда не рассказываешь, откуда его берешь. Даже мне, своему близкому другу. Да какой же ты мне друг после этого? Ах, так значит. Нет. Пожалуйста, не кристаллизуйся. Ой, черт.
происходит? Что за... Черт. А, так вот это как было. Это что-то новенькое! Опять. Вот оно. Я чувствую силу. Эй, с тобой все хорошо? Я просто услышал шум и решил вернуться. Да, все в порядке. Знаешь, Лукей, ты прости меня. Я погорячился. Ты прав. Мне стоит меньше работать. Знаешь, и ты меня прости, дружище. Не стоит мне так давить на тебя. В конце концов, ты имеешь право искать способы забыться. А наука не худший из вариантов. Ну так что, получается мир? О, конечно, мир, дружище. Ну, значит... Обалдеть. Черт, что это было? Альфред, зачем ты меня выбросил? Это же только что была очень важная информация. Прости, что-то не так, Джон. Что-то явно не так. В прошлый раз я ничего не мог разглядеть. Я ничего не мог услышать. Дверь... Та дверь, она не поддавалась. А тут... Ты открыл ее, будто она хотела быть открытой. И то, что мы с тобой сейчас видели... Что это было, Джон? Ну, очевидно же, Альфред, это были воспоминания. Не нужно быть гением, чтобы это понять. Стоп. Погоди. Да, вот именно, Джон, и я об этом. В прошлый раз я слышал его мысли обрывками, кусками. Но явно то, о чем он думал. А сейчас мы увидели полностью очень яркое воспоминание. Причем очень конкретное. Да, мы узнали, с чего началось заражение Архея. И узнали, что Луки первый зараженный. Если не считать отца, конечно. Но это никак нам не помогает. Тебе нужно было выяснить, где находится Лукий. Какой следующий шаг отца? А вместо этого... Я понял. Он показал мне фильм о его жизни. Интересно, зачем? Чего отец хочет добиться? Ну, зря мы это затеяли. Никакой информации не получили. Но только подвергли себя лишнему риску. Знаешь, похоже, Лолошка был прав. О, не-не-не, мой дорогой охотник, нет. Это, может быть, ты ничего полезного для себя не вынес. А я вот за окнами горы видел. Но они были не такие, как горы вокруг Ингентафа. Но... Что это значит? Стоп, подожди. А ведь действительно, там в баре были занавешены окна. Но в моменте, в каком-то кадре можно приглядеться, что за окнами растительность. То есть мы могли посмотреть, блин. Какой Джон глазастый! Это означает, Альфред, что наш дорогой отец находился в городе эльфов, где неподалеку есть горы. Кроме того, мы узнали, что в этом городе был эльфийский совет. И туда даже прибывали люди. С дипломатическими миссиями. Во-первых, это говорит о том, что до заражения культура Архея была развита куда лучше, чем я думал. Во-вторых, понятно, что город должен быть огромным, чтобы иметь такую значимость. А еще у отца была бутылочка с пламенем искры. Совсем как то, которое давал нам Беренгарий. Беренгарий научился делать пламя искры из спарков. Он мне показывал технологию. А вот отец сказал, что он эти спарки добывал откуда-то. Понимаешь? Ты считаешь, что источник искры находится где-то рядом с большим эльфийским городом? Именно, мой дорогой охотник, именно так. Я бы, конечно, не называл ее источником искры, она же все-таки существо, но в остальном ты в целом прав, да. Супер. Я не знаю, конечно, о ком ты, но я рад, что смог как-то помочь. О, Альфред, ты даже не представляешь, как сильно ты помог. Эй, привет. О, а чего вы тут делаете?
О, нет, 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 только не говорите мне, что вы только... Ложка, это я предложил. Ах, Джон, ну ты же понимаешь, насколько это все может быть опасно, правда? Понимаю, Лолошка. Но ты послушай, что мы узнали. Да. Что? Подожди, ты хочешь сказать, что Луки заражен? Ну тогда понятно, как им удалось прожить столько времени. Я-то думал, он мироходец, а все оказывается куда сложнее. Только, пожалуйста, пообещайте, что больше не будете так рисковать. Но... Ой. Хорошо, просто пообещайте больше не скрывать свои решения от меня. Доверие штука хрупкая, знаете ли. Вот с этим уже можно работать. Ладно, Лолошка. Пожать руку, не пожимать руку. Пожать. Так и быть. Мы же вряд ли сейчас станем одним целым, да? Нет! Нет! Я просто надеялся, что нет! Вот как я знал, что тебе не нужно руку пожимать! Ну и кто мы теперь? Жена-ложка! Эй, а чего это ты первый? Мне больше нравится Лоло Джон! Фигня! Нет, не фигня! Ой, давай еще поспорим. Я чувствую, что это помогает. Ай, Джон, ты невыносим. Подожди, что? Знаешь, что я заметил? Наше слияние ощущалось как-то очень... Я понял, да, естественно. Угу. Я не испугался, не разозлился. Чувствовал какое-то невероятное спокойствие, что ли? Тогда понятно, чего ты про Джуно-ложку рассуждать начал. Показалось очень важной темой для раздумий в тот момент. Да, но подожди, тебе не показалось странным, что наше слияние развалилось из-за того, что мы начали спорить? Не думал, что для порядка во вселенной будет важно наше мнение по этому поводу. Насчет этого надо подумать. Много информации, слишком много. Надо расположить все правильно. Да, именно поэтому мы живем в моем сне, а не в твоем. Ну ладно, все, я занят. Так, Альфред наверняка вообще охренел просто. Поговорим? Что там у вас сейчас произошло? Вы, знаешь, как-то странно звучали. Знаешь, Альфред, есть у меня ощущение, что если ты согласился на развоплощение, то ты еще сам это увидишь. Словами тут это не объяснить. Ладно, но я обязательно соглашусь. Очень уж хочется на вас посмотреть. Но... Что? Но я чувствую, что моя связь с отцом — это очень для вас большой плюс. Вряд ли получится добиться такого же результата с кем-то еще. Это нужно быть рядом с человеком, когда его заразят. Потом его нужно перенести сюда. Потом нужно использовать тот порошок, который еще не идеально работает. И не факт, что он сработает на другом так же, да? А потом еще... Тихо, ладно, Альфред, не напрягайся, я тебя понял, я понял твою мысль. Супер. Знаешь, после сегодняшнего успеха, который я сначала принял за провал, я только сильнее убедился. И так просто ваши преимущества не отдам. Слушай, я невероятно устал, если честно. Ты не против, если я вздремну? Да, конечно, Альфред, отдыхай. И... спасибо тебе. Да, блин, обалдеть. Зараженный Альфред, который отказался от развоплощения, нам очень-очень пригодился. То есть, получается, прямо сейчас мы, Альфредом и Джоном, увидели воспоминания отца. Но это отец нам показал эти воспоминания. То есть, если бы он запретил, мы бы не увидели. Получается, теперь он знает, что мы пытались пробраться в его мысли. Вот тена-то. Так, ладно, значит, Луки первый зараженный. А само заражение появилось в момент спора. Ага, то есть это вообще совершенно случайно. Сейчас об этом знает Лолошка, Джон и Альфред. Эй, Балсмак, ты чё тут сидишь? Поговорим? Эй, привет, Балсмак. Ты чё такой грустный-то? Да блин, скучаю по кентам своим. Твои обитатели тусят у чокнутого деда, болтают о чем-то. Я раньше так тусил со своими друзьями. Так а в чем проблема? Иди, присоединись к Беренгарию и остальным. Да. Они, конечно, не худшие представители своих рас, но... Мне как-то орки по душе, если честно. Так ты же даже не пробовал. Да я просто знаю, что орки друг друга куда лучше понимают, и вот это все. Может, ты орк сюда притащишь, а? А лучше даже какую-нибудь орочку симпатичную, а? Балсмэк! Ну, а чё?
О боже. Могу привести к тебе Садыку. Вы даже знакомы, кажется. О, кстати, Садыка. Я вообще уже забыл про нее. Это вот арчиха. Засунь себе свой расизм куда подальше и иди пообщайся с остальными. Могу отправить тебя в Архей и сам себе ищи компанию. Какую захочешь. Так, засунь себе свой расизм куда подальше и иди общайся уже с представителями этого острова. Да, я, может быть, и не был бы таким расистом, если бы все остальные не называли нас идиотами. С чего это вдруг орки должны ко всем хорошо относиться, когда все к оркам относятся, ну, вот так? Все, короче, я не хочу больше болтать. Человеку никогда не стать моим кентом. Никогда. Угу. Ну что ж, во всяком случае мы пообщались. И поторговаться я сейчас не могу, кстати. Так, ну и ладно, как говорится. Какой расизм, а? Сколько же в Архее проблем, а я даже не задумывался об этом. Вот реально, только заражения этому миру не хватало для полной картины. Ладно. Разберемся с заражением, а потом, может быть, посмотрим, что можно сделать с остальным. Да, хорошая идея. Так, давай на всякий случай проверим, что у нас здесь. А здесь у нас... Вален и детишки. Поговорить я, кстати, не могу. Ну ладно. Так, слушайте, на самом деле прямо сейчас у меня есть еще кое-какая тема на повестке. Интеллект 16. Я хочу прокачаться до интеллекта 16, чтобы наконец-то использовать копье отца. А для этого, как вы понимаете, надо фармиться. И, кстати, надо проверить желание. У меня же появилось вот это. Желание сталь. Будучи заключенным в сферу, увеличивает урон от любого стандартного оружия на 20%. От любого стандартного оружия. Блин, у меня не стандартное оружие, у меня супер клинки, поэтому не используем. Переместиться. Алые луга. Переместиться. Эй, несостоявшиеся багрянники, привет! Решил я тут немножко пофармиться. А ну-ка дайте свои плоти из парков. Вот и оно. Интеллект 16 уровня. И на все про все у меня уходит примерно 100 тысяч спарков. Ради 6 уровней уходит уже реально так много. Повышение. И... Ребята, неужели прямо сейчас я могу использовать копье отца? Я же могу, да? Да. Оно, я понимаю, да, оно сейчас вообще не улучшенное, не заточенное. Оно прям максимально не очень. Получается, я могу делать вот так, махать, окей, это мы знаем. Но если мы прямо сейчас будем убивать вот этих монстров быстро, то... Так, окей, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. А теперь суперсилу, давай! Красота какая! Ладно, на самом деле, без каких-либо заточек я убил их даже быстрее, чем при помощи клинков Мырка-Грыштаклара. Да, смотри, у копья больше урона, чем у клинков, хотя клинки даже заряжены. Точнее, вот, на +3 заточены. А здесь заточки никакой. Но мы можем заточить. И мы обязательно это сделаем, но в следующей серии. Итак, мы видели отца, мы видели зарождение всего вот этого заражения. И мы понимаем, что заражение появилось так. Кровь эльфа, спарки и скинт. Объединив это, мы получаем... Ну, вот, что-то фиолетовое. О матери пока что ничего не известно, но я думаю, когда мы о ней узнаем, все базовые цепочки сложатся, и мы сможем более-менее хорошо понимать историю. Мне невероятно нравится все вот это вот произведение. Надеюсь, вам тоже. И если это так, то не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Ваши нажатия по этим кнопочкам очень сильно помогают и очень сильно продвигают. Спасибо большое. Я бы даже сказал то, что без вашей помощи давно бы ничего не было. И никакого дальше больше не существовало бы. Еще раз благодарю. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Копье Отца, Клинки и огромный кусок воспоминаний отца. Всем удачи, всем пока. Пока. Мы тут по такому вопросу. У вас это, зараженные есть? Нет, Ой. только не это. Нет, Ливия. Что, кто, где? Оу. Нет. Нам нужно на северо-восток за башню Эвитерус. Где-то там отец и проводил свои опыты. А значит, там и находится тело матери. Что? Я правильно понимаю, кровь эльфа, спарки и кусок скинта. Смешиваем и получаем первое в мире очищение. Или все-таки заражение. Именно это воспоминание вместе с убийством Лукия из прошлого мы увидели через мысли отца. Возможно, поэтому были истреблены все эльфы, чтобы никто из них больше не смог догадаться, как отец смешать кровь эльфа со спарками
Спарками и Скинтом. Это звучит очень логично. А вообще, что мы понимаем? Первое, мы понимаем зарождение силы заражения. Второе, мы понимаем, что Луки является первым зараженным, именно поэтому он буквально бессмертен. И, наконец, третье, мы до сих пор ничего не понимаем про мать. Мать, которая именует себя Началом. Данное существо, погибшее в Архее и подарившее всем живым существам Скинт и Спарки, до сих пор общается с Лолошкой и Джоном. Но как? Ты же вроде как типа погибла, не? Хотя в то же время она говорила, ей недоступна концепция смерти. Короче, давайте разбираться. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы увидели зарождение, заражение. Да-да, совершенно случайно, смешав кровь эльфа, Спарки и Скинт, была создана первородная сила очищения, а также заражен первый человек. Луки. Это все воспоминания. Но куда после этих воспоминаний делся отец? Почему Луки является адекватным зараженным? И кто такая мать, общающаяся с Лолошкой и Джоном, предстоит выяснить. Здесь самое приятное, что цепочка постепенно складывается, и мы все лучше понимаем природу магии и заражения. Да и сюжет в целом. Короче, напоминаю, прямо сейчас нам нужен GDH, который, по идее, изучает... Не догонишь, не Изучает. догонишь. Воспоминания Альфреда и... И наше слияние. Нормально, Невер? Ох уж эти дети, да, Невер? Ох уж эти дети. Ой-ой-ой. Надеюсь, Джон уже успел расположить все у себя в голове, или что он там хотел сделать. Очень хочется, чтобы он ответил на мои вопросы и про наше с ним слияние. А еще про то, что он увидел с помощью Альфреда. Это слияние. Оно ведь действительно ощущалось каким-то обыденным, что ли? Мы просто пожали друг другу руки, так же легко рассоединились, как и слились. Может быть, мы даже можем контролировать это? Ой, что за... Ох, Гули, да. Осторожнее. Ты как, не ушиблась? Ты вода! Эй! Слушайте, детишки, вы бы тут не бегали, а то еще упадете случайно. А я уже падал. Это не больно. Что ты... О, я ведь твоему папе-то сейчас расскажу, что ты балуешься. Не надо, дядя. Давайте, Бежишь, не надо. А, какие же шумные, а. Отвык я от такого, отвык. Ох, Гимлину-то отпрысков, надо своих воспитывать, это Ой, тоже. тихо, Невер, успокойся. Чего ты здесь сидишь-то тогда, раз они шумные? Признайся, по своим горюешь. Кар, а вот и нет. Я просто... Я приглядываю. А то еще мало ли, разнесут тут все. Ой, да брось ты, Невер. Они же дети. Что они здесь могут разнести? Кар, я не знаю. Вот и слежу, Ророшка. Ну так, скажи им, чтобы не бегали, если мешают. Не хочу. Они меня не слушают. И передразнивают. Что? Передразнивают? Кар, да. Я им говорю, ко мне на дерево не лезть. А они лезут и лезут. Еще и лапами машут. О, мне кажется, ты им нравишься, Невер. Вряд ли они видели много птиц у себя в поселении. Да, Кар, я не знаю, что они там видели, но такое поведение меня не устраивает. Ладно, ладно, дедуля. Поговорю я с Гимлином. Спасибо. Ох уж этот Невер. Что, до сих пор не признаешь, что тебе это нравится? Да тебе нравится, признай. На всякий проверим, можем ли еще поговорить. Не можем, понятно. Так, получается, детишки у нас, вон они, сидят, что-то там играют, походу. Балсмак стоит. Давай на всякий случай сейчас проверим еще Альфреда. Он у нас как-никак самый ближайший. Ой, Ой, это кто? это я, Альфред, привет. Лолошка, привет. Все никак не могу отличить звук твоих шагов от шагов Джона. Я вот тут ноги пытаюсь размять и научиться получше ориентироваться в пространстве. Ну, хотя бы в этой комнате. А то я уже пару раз наткнулся на что-то острое, пока пытался выйти.
Ну, рад, что тебе есть чем занять себя, Альфред. Насчет лекарства, ты не думал все-таки О, протестировать? нет, нет, Лолошка. Прошу, я тебя прошу, пожалуйста. Давай не будем еще раз это обсуждать. Хорошо? Пока я полезен, никакого порошка. И, кстати, попробовал постучаться в эту дверь еще пару раз. Уже один. Но нет, ничего не смог увидеть. Или даже разобрать. Заперто. Просто заперто. Подожди, что, Альфред? Ты пробовал прочитать мысли отца один? Давай как-нибудь без подобной самодеятельности, ладно? А вдруг бы что-то пошло не так? Да, я знаю. Просто... Нет, Альфред, никаких просто. Мы же с тобой договорились. Я буду информирован обо всех этих ваших попытках. Понятно? Больше так не делай. Иначе я насильно тебя развоплощу уже окончательно. Ладно, Ложка, ну чего ты? Не переживай, не переживай. Хорошо, но просто не делай никаких глупостей. Я не хочу, чтобы с тобой произошло что-то хуже, чем вот это. Так, ладно. Я почти уверен, что у тебя сейчас очень забавное выражение лица. Но я тебя услышал, Ложка. Все попытки прочитать мысли отца только под вашим с Джоном контролем. Вот именно. Спасибо. Ой, и кстати, Альфред, забыл рассказать. Скотт продолжает дело Годфри. Скотт? Как он там? Ему нормально. Но кажется, одному ему все-таки привычнее, чем с кем-то. Это да. Он всегда такой был. Теперь мне почти захотелось восстановить зрение, чтобы посмотреть, что он там понаписал в дневнике. Там наверняка будет куча ошибок, которые придется исправлять. Так что ладно, точно с этим повременим. Ой, как же глаза чешутся. Так, я, наверное, тогда Беренгария к тебе позову, хорошо? А ты пока не твори всякого. Даже из добрых побуждений, Альфред. Все? Ой, не нравится мне вся эта история с попытками прочитать мысли отца. Да, возможно, пока что этот отец не замечает нас, но когда-то ведь точно заметит. Надо как-то уговорить Альфреда воспользоваться этой пылью. Подожди. То есть отец все-таки не показывал это воспоминание. Это благодаря Джону мы смогли его прочитать. Понял. А я-то думал, что это именно отец показал. Кстати, стоит испытать пыль еще на человеке, чтобы убедиться, что на людях она все-таки работает. Кстати, да, мы ведь до сих пор на человеке-то не пробовали. На всякий случай, Беренгарий, проверим, как ты здесь. Ух ты. Как-то здесь пустовато стало. Ладно, Невер попросил, чтобы я поговорил с Гимлином. Поэтому пойдем и поговорим. Только перед этим, Балсмэк, привет. Поговорить. Привет, Балсмэк. Прохлаждаешься? Да, ну чё, ты же ничего не заказываешь. Чё делать-то? Ну, что угодно. Не стоять здесь с кислой рожей, например. Чё? Ты чё до рожи до моей докопался, а? Я тебе чё, клоун, что ли? Иди кого другого доставай, коль болтать не с кем. Понятно. Ну, Балсмэк, такой Балсмэк. Эй, привет, детишки! Чё? Что? Что? Не сметь про меня говорить гадости! Не сметь! Они там явно что-то сказали плохое. Что, я плохо выгляжу? Я нормальный, у меня нормальные очки. Хотите, зарежу? Так, ладно. Гимлин! Что вы? Ее совсем недолго-то варить надо. Не больше киафа. Иначе вкус-то не тот получается. Совсем уж не тот. Так вот от чего Домидира-то тогда полоскала. Земля ему пухом. Привет, ребят. Слушай, Гимлин, меня тут Невер просил, чтобы ты внимательнее за детьми следил. А че это? С чем ему там ребятня наша мешает, а? Ну блин, Гимлин, ты ведь знаешь Невера. Я просто передаю тебе. Так нетушки, Лолошка. Они только-только оклемались. Ну что? Тихо, Гимлин, тихо. Эй, Лолошка, это же дети. Во-во, дети. Уж куда лучше, если они тут резвиться будут, чем реветь. Да, Гимлин, я все прекрасно понимаю. Я просто, прошу более уважительно относиться ко всем обитателям сна. Невер вообще сказал, что они пытались залезть к нему на дерево. Вот раз-то. Я-то им... Блин, это... Тихо, Гимлин, не горячись. Я с ними обговорю.
Вот так вот. Ай, ладно. Совсем сын меня не слушает. Отвык, поди. Да ладно уж, Гимлин, ты ему время дай. Тяжело ему без матушки-то. Да, ладно, я пойду с Невером побеседую. Извинюсь за малышню, что ли? О, Икста, чуть не забыл, ложка. Ща, вот. Возьми. Сделал-то давненько. Вот запамятовал что-то. Забирай. Что? Да, ты только не обессудь, ложка. Всё, ладно, я занят. Ладно. Так, слушай, Беренгарий, там Альфред жаловался, что у него глаза чешутся. Эва, конечно, чешутся. Если он их там постоянно руками-то своими трет. Глаза промоем ему тогда, авось получше станет. Ой, Альфред. Да. Ой-ой-ой, какое тут отчитывание, ты погляди, Вален! Ну, уважаемый дворф, ну, уважаемый! Так, здесь у нас, получается, мы больше не поговорим, не подслушаем. И, господи, реально! Амулет из пера белой сипухи! Я уже забыл, что когда-то давным-давно мы получили это перо. Амулет, созданный из пера Фалхтры. Фалхтра, это, если что, вот эта сова. Дарует носителю невероятную легкость в теле. Падения больше не причиняют боль. Что? Имба. Так, погоди, надо что-то тогда это выкинуть. Например, вот это убираем. Амулет берем. И как это работает? Типа, я могу сейчас спуститься прям с высокой высоты и ничего не будет? Не, ну понятно, что в этом сне у меня и так не получается урон. Ну-ка. Но прямо сейчас я упал и даже не приземлился на руку. Типа, мне буквально пофигу. Сейчас, еще раз. Не, вот сейчас приземлился. Но урон все-таки не получил. Так, короче, давайте не будем медлить. Пойдем проверим, как у нас JDH. Эй, Джон, привет. Ты где? Здесь? Нет, здесь его нет. Так, блин, мне это не нравится. Если его не будет даже в спальне, то это проблема. Джон! Нет! Куда ты ушел, черт возьми? Зачем ты ушел? Да, замок в итоге пустющий. Эх, немножко обидно, конечно. Досадно. Но ладно. Ребят, как у вас дела? Что Дядя Ворон, я... Опа! О, что за прелестная картина. Решили поприветствовать меня детской песенкой? Джон, ты, кажется, немного помешал. Да, давай, продолжай, Синдри. Дядя Ворон, простите нас, пожалуйста. Ну, нормально? Да. Да уж. Слушай, Лолошка, мне от этой трогательной сцены придется тебя немного отвлечь. Я узнал кое-что крайне занимательное. Пойдем за мной. Ладно, ребят, вы это... Ну там, как-нибудь сами разберетесь. Ой. Так, и что ты узнал? Пока ты здесь сопровождал детский утренник, Лолошка, я изучил книги, которые хранились у Сайрисы. Ой, Джон. Мне кажется, Сайриса будет крайне недовольна, когда узнает, что мы оба копались в ее вещах. Да ладно тебе, ладно. Это же для важной цели. И ей, кстати, знать не обязательно. Ай, так ладно, не суть. Я нашел очень интересный и очень древний атлас. Территории эльфов простирались намного дальше Сан-Хагола, Лолошка. Им принадлежал почти весь север, включая северо-восток. Там и располагалась их первая столица, у подножья гор. Я понял, куда нам нужно идти, Лолошка, я понял. Простите, Что дяденька, это? вы говорите про южные горы. Эй, отчего это ты взрослые разговоры подслушиваешь? Мне папа про них рассказывал. Он говорил, мы там когда-то жили. Он рос там. Да, так. А чё это вы тут обсуждаете? Дядя Гимлин, они говорят про места, где мы жили раньше. О как, про Гахридол, что ли? Да, давненько я про него не слыхал. Особенно от долгоросликов. Подожди, вы там раньше обитали, что ли? А чего же ушли тогда? Так, ты думаешь, что я помню, что ли? Я тогда вот таким был, когда уходили. То есть такого же роста, как и сейчас? Да, иди ты. Неспокойно там было, Джон, неспокойно. Жутко. Только вот не помню я, почему жутко. Мать с батей ничего конкретного-то и не говорили никогда. Взяли нас в охапку, да и пошли оттуда. Говоришь, неспокойно было. А? Да, неужели настолько неспокойно, что вы предпочли тому месту Шахтерский предел, где на вас постоянно осуществляли набеги монстры? Да, ничего вы не понимаете, долгорослики. Да. Ладно, давайте, пошли. Есть пора.
Пока, одинаковые дяди. Пока. Тор! Ребята, это гиблые места. Гиблые. Так, давай поподробнее. Говорю сразу, там ни одной живой души. Ой, Невер, ты только что описал примерно весь Архей. Тор. Так, ладно, все, хватит болтать. Лолошка, пойдем. Нам нужно на северо-восток за башню Эвитерус. Если я все правильно понял, а я все правильно понял, где-то там отец и проводил свои опыты. А значит, там и находится тело матери. Но... тело Так, подожди, Джон. А что ты там планируешь делать? Просто искать непонятно что? Ну как это непонятно что? Нам нужно искать источник Прокса, Лолошка. Ее останки. Да, но почему ты уверен, что это все именно там? Ты видел, как отец собирал скинт? Нет, но... Вот именно нет. Все, что мы знаем, что отец проводил там эксперименты со скинтом, тронулся головой и заразил Лукия. Все. Но, Лолошка, мы... Джон, мы нашли лекарство от заражения. Мы же можем просто использовать его. Но... Лолошка, но ты хоть уверен, что она работает на всех существах? Так давай просто возьмем и проверим. Ай, какой же ты иногда невыносимый. Зачем нам тратить время на это, если мы уже почти у цели? Да затем, Джон, что наша главная цель — остановить заражение. Ты же сам мне говорил об этом, сам. Так давай останавливать. О, я просто сейчас не могу поверить. Джон, подумай сам. То место наверняка очень важно для церкви. Думаешь, мы вот просто сможем пойти туда и начать что-то искать? Правда? Кар, да что ж вы, там же полчища зараженных. Ну, вот видишь, даже Невер это говорит. Нам нужно тщательно подготовиться. Ты сам говорил, Лукий опасен. Представляешь, как опасен должен быть отец? Эти земли за башней... как ее? Эвитерус наверняка тщательно охраняются. Да-да, ладно, хватит отчитывать меня как ребенка, Лолошка. А я и не отчитываю, Джон. Я просто говорю, что нам нужно повременить с исследованием этой территории. Подготовить больше чарующей пыли. Да и разобраться с нашим слиянием в конце концов. Вдруг мы снова соединимся в самый неподходящий момент, а? Все, ладно, успокойся, паникер. Твоя позиция предельно ясна. Но что ты предлагаешь сейчас? Наварить килограммы порошка и просто пойти туда с этим? Я предлагаю попробовать порошок на человеке. Или на дворфе. Или на орке. Да на ком угодно. Чтобы убедиться, что эта его версия действительно работает. И уже от этого отталкиваться. Не-не-не, Лолошка, все-таки я с тобой не согласен. Возможно, в твоих опасениях есть доля смысла, но сейчас это выглядит как менее приоритетная задача, понимаешь? Ох, блин, вот это спор. Блин, на самом деле здесь и GDH прав, что, казалось бы, можем реально туда пойти, и Лолошка прав, потому что очевидно там опасно. Ну, блин, только дебил будет думать, что какая-то супер важная составляющая для отца и его планов будет не охраняться. И в то же время я согласен, что нам нужно изначально лучше порошок сделать, потому что там, возможно, его можно будет использовать на... Лукие? Что думаете? Ладно, Джон, давай разделимся. Иди искать тело матери, а я буду заниматься своими делами. Ладно, Джон, возможно, ты все-таки прав. Давай отправимся на поиски источника скинта. Если нас сожрут в процессе, это будет твоя вина. Джон, ты ведешь себя безрассудно. Я понимаю, что это открытие тебя воодушевляет, но нам действительно нужно подготовиться. И начать нужно с чарующей пыли. Да, я думаю, надо. Ай, ладно, окей. Я послушаю тебя, но только в этот раз. Только в этот. Но только в этот. Неужели тебе самому не интересно? Да интересно, но не так же сильно, как, например... Все, ладно. Пойдем в лагерь беженцев. Наверняка там есть кому помочь. О, надо же! Наш милый Лолошка будет использовать выживших, как лабораторных крысюк. Пойдем. Ага. Ну, пойдем. Так, Невер? Не поговорим? А, типа телепортироваться надо, да? И ты за мной. Так, ну в целом, если подумать, оружие у меня есть, поэтому просто... О, что? Джон! Ты куда делся? Так, ладно, я буду... Я просто надеюсь, что он телепортировался. Так, ладно, переместиться. Мне нужен Сангхогол. Получается, алые луга. Ага, супер. О, Джон! Джон, все, да, ты все-таки здесь. Так, и в итоге... Выжившие! Мы помним, что... О, выжившие все-таки... И чего предлагаешь? Там Сорван. Пойдем к нему. Да, Сорван. Ой, ребята, вы что делаете?
Что-то вас как-то маловато. Еще меньше, чем было. Боже. О, чего пришли? Я же рассказал вам все, что знаю. Спарков тоже больше нет. Ну, я больше ничем не помогу. У меня новая жизнь. Переоперение, да? Да, Ладно, все, ребят. Сорван, привет. Мы тут по такому вопросу... у вас это, зараженные есть? Ну, держать в лагере зараженных? Зачем? Мы здесь вообще-то выжить пытаемся, а не умереть. Ну, что могу сказать? Рад видеть, что ты успешно учишься сарказму, Сорван. Ну, Так, не надо. Сорван, короче, мы просто нашли одно лекарство. Может быть, кому-то получится помочь? Ну, лекарство? От заражения? Да, от него не может быть лекарства. Нет, Ой. только не это! Что? Нет, Ливия! Что, Дитя что, мое, кто, где? пожалуйста! Какого черта? Так, Лолошка, нам кажется туда. Да, понял. Та. Я так понимаю, что-то сейчас будет связано с заражением, правильно? Оу. О, черт, что здесь? Виена, что произошло? Садыка, крыса! Ее укусила зараженная крыса! Черт. Виена. Ты знаешь, что нам нужно сделать? Мы не можем дать заразе распространиться. Подожди. Успокоились, мы... Нет, только не это! Что угодно, только не это! Пожалуйста! Виена, нам... Нет! Чёрт. Я сказала нет! Я не дам вам убить мое дитя! Нет! Эй, герой. Смотри-ка, удача тебе сегодня улыбается. Что? Джон, ты чего такое говоришь, а? Да, давай уже иди. Дамы и господа, прошу вас прекратить панику. Вот этот молодой человек сегодня поможет вам. А? Вы чего удумали? У меня все это время пыль была? Почему? Что это? Когда мы... Типа он реально держал какие-то сюжетные закрома? Нет, не надо! Что ты делаешь с моей Ливией? Что ты делаешь с моей Ливией? Пустите меня! Ну давай, работай же, работай. Пустите! О, Супер. боже. А? Что это? Заражение, Джон! Ливия! Оно исчезло? Чего? Да, кажется, да, оно исчезло. Джон, оно сработало. Пыль сработала. Задание? Вы чё только что сделали? Как это вообще возможно? О, да! Вот оно! Вот оно настоящее благо! Да, это оно! Чего? Какое еще благо? Господа, дамы, мы только что смогли узреть настоящее чудо! Воистину божественный дар! Посланники Бога явились к нам, и мы стали свидетелями священного исцеления! Ложка, что за бред он сейчас несет? Джон, вы что, действительно все это время посланники Бога? Боже, Садыка, и ты туда же. Так, ладно. Слушай, ты что Посланник, посланник! Да, черт возьми. Эй, вы что, рехнулись что ли совсем? Вы еще пожинаете плоды вашей первой религии, а уже принялись создать новую? О, боже. Знаете, начинаю прекрасно понимать, почему Церковь Очищения истребила почти всех, кроме людей. Да потому что вы настолько безмозглые, что готовы поверить во что угодно. Лишь бы только оправдать свое магическое мышление. Если бы вы занимались наукой, а не воспринимали все как явление свыше, Архей бы никогда не был такой дырой, которой является сейчас. Эй, Джон, что ты делаешь? Тихо! Все, что вы называете чудом, даром и благом, все это просто ваше невежество и остолопость. Никаких чудес не бывает, запомните. А что насчет этого?
Это результат наших бесчисленных научных экспериментов, проб и ошибок. Джон, пожалуйста, прекрати. О, нетушки, я не прекращу. Я видел, каким был Архей до Церкви Очищения. Эта секта откатила прогресс на сотни лет назад, Лолошка. Ау, куда откатила? И если они просто примутся за старое, Лолошка, вся наша работа будет бессмысленна. Да угомонись ты, Джон, пожалуйста. Религия дает людям надежду и веру в то, что их труды и страдания будут оправданы. Да, Церковь Очищения сделала много ужасных вещей, но в этом виноваты не ее последователи, а ее основатель, который изначально создавал религию только чтобы подчинить себе Архей. Ты не можешь просто так отметать ценность веры, если она действительно чиста. Блин, Лолошка, серьезно? Ты сейчас внезапно решил поддержать их только потому, что они начали поклоняться тебе? Ой, не неси чепухи, Джон! Ты слишком жесток, вот и все. Эти люди и так уже настрадались, ну ты посмотри на это. Пожалуйста, ну дай им хоть немного порадоваться. Исцеление зараженного это ведь действительно сакральный момент. Да, плевать. Пожалуйста, ладно, верьте во что хотите. Просто не будьте такими ведомыми. Никакие мы не посланники никакого бога. Да, Джон хотел сказать, мы просто смогли сделать лекарство и все. Наконец-то заражение можно лечить. Он сказал слово «наука». Ладно, здесь наша задача закончена, Лолошка. Я собираюсь назад. Пока. Исчез. Вот как-то так. Ребенок живой! Живой ребенок! Сорван. Это что же получается? Да, это что получается, Лолошка? Вы действительно нашли способ остановить заражение? Да, но это лекарство очень тяжело создавать. Для него требуется очень и очень ограниченный ресурс. Но вы не волнуйтесь, мы найдем способ улучшить его, чтобы заражение можно было истребить раз и навсегда. Поверить не могу. Да, кстати, мужик, насчет религии. Ты как-то резко принялся за старое. Да. Ну, ладно, я пойду посмотрю, как там Ливия. Давай. Слышь, Лолошка, вот я честно тебе скажу, я в шоке от таких новостей. В какой-то момент я реально подумала, что вы с Джоном какие-то ангелы-хранители. Скорее апостолы, Садыка. Нет, это я шучу. Кстати, рад видеть, что вы все в порядке. Ну да, живем потихоньку. Стараемся, не подохнуть как минимум. С такой толпой людей уживаться непросто, но вот справляемся. С орками, кстати, стали относиться вроде даже получше прежнего. О, кстати, насчет орков. Садыка, я нашел Балсмага. Он сейчас у меня в безопасном месте. Не хочешь повидаться с ним? Чё? С Балсмагом? С этим отбитышем? Не, фу, не. Ни за что в жизни. Ладно. Не ожидал, что ты так сильно его недолюбливаешь. Да, ты его никто недолюбливал никогда. Мерзкий тип, мерзкий. Да даже если он останется последним орком в Архее, я лучше с дворфами водиться начну, чем с ним. Я пойду периметр осматривать, чтобы зараженные крысы здесь больше рядом не ошивались. И буду обдумывать сегодняшние новости. А ты держи лучше этого типа, Балсмага, подальше от нашего лагеря. Ага. Так Балсмага, оказывается, много кто не любит. Ну тогда понятно, почему он такой. Тоже недолюбливающий всех. Так, здесь у нас в итоге... Ливия, с тобой все нормально? Кровь больше не идет? Как говорится, спасение рук утопающих не всегда дело рук самих утопающих. И очень хорошо, что мы помогли, правда. Так, в итоге скин сновидений давай используем, телепортируемся обратно. И Джон, по идее, наверное, нам что-нибудь скажет, да? Ну и, короче, он начал говорить, что мы посланники бога, представляешь? А-та-та, типичный кардинал. Всем привет. Ха, радуйся, герой. Твой порошок, судя по всему, действительно прекрасно работает. Для полного исцеления Архея тебе нужно всего-то... Сейчас... пару сотен тонн порошка. Невер, это не смешно. Почему ты смеешься? Джон, что бы ты ни говорил, но это правда ощущалось как самое настоящее чудо. Если бы ты сейчас знал, как я рад на самом деле. Да, я всеми фибрами души это чувствую. Ну пойми же ты, Джон, беженцы и так неплохо справлялись, но теперь... Люди как тараканы. Всегда найдут способ выжить. Ну, вообще-то я не это имел в виду. Это не важно. Эй, дядя Ворон!
Ты обещал рассказать историю про птиц. О, так, ох уж эти дети. Я отлучусь, пожалуй. Давай. Знаешь, Лолошка, я тут подумал по поводу останков Прокса и тела матери. Думаю, ты все-таки прав. Что? В чем именно прав? Ну, я про то, что идти туда, не зная, где конкретно и что конкретно мы ищем, это немного безрассудная идея. Да, но мы же вроде как это знаем, разве... А, да! Вот как мы заговорили. Точно! Мы же и правда знаем, как выглядит тело прародительницы всех мироходцев, и уже 1000 раз бывали в этой области Архея. Что-то тупануло, ложка. Действительно, идем прямо сейчас. Ай, господи, Джон, ладно, извини. Наверняка там будут луки и остальные разумные. Нам необходимо узнать, что конкретно искать. И пока что у нас только один вариант, как это сделать. И этот вариант пока спит. Да, Лолошка, я не настолько бессердечный, чтобы будить его. Поэтому пока что просто предупреждаю тебя. Как проснется, обязательно посмотрит, какие еще воспоминания отец даст нам увидеть. Ой, а ты уверен, что это вообще хорошая идея? Ну, других-то вариантов у нас все равно нет. Короче, я пошел восстанавливать свои способности ментального контроля. Чао. Нет, стой, Джон, подожди. Я хотел поговорить про наше слияние. Нет, Лолошка, потом. Чао. Чао. Замечательно. Не, ну вообще все более-менее замечательно. Мы поняли, что лекарство реально работает на людях. Это очень хорошие новости. Также мы все-таки понимаем через Джона, что я был изначально прав. Альфред обязательно посмотрит, какие еще воспоминания отец даст нам увидеть. Получается, да, смотрите, какая цепочка. Мы через Альфреда идем в отца, через воспоминания отца узнаем, кто такая мать, где искать эту мать и, собственно, что в итоге такое мироходцы, Скинт, Спарки и так далее. Короче, мы узнаем местонахождение, откуда все началось. Кажется, я начинаю понимать, почему этот сезон называется «Сердце Вселенной». Эй, Каркарыч, чё, как, сдружился с детишками? Эй, ты погляди, какой у тебя молодец. Ай, да недовольное лицо у него, но все рассказывает. Как это мило. Так, здесь у нас тоже какое-то объяснение, пояснение, обсуждение. И у меня нету, кстати, спарков, вот что я понял. Я самый-самый бомж. Ой, кстати, а чё с Балсмогом? Да. Балсмог все еще одиночный. А, поговорить. Ну чё опять? Привет, Балсмог, еще раз. Я просто хотел сказать, что виделся сегодня с Садыкой. Опа! И чё, как она? У нее, если что, все хорошо. Ха-ха, по мне-то небось скучает, да? Ну, слушай, если честно, то не особо. Сказала, что лучше будет водиться с дворфами, чем с тобой. Да, типичная Садыка, да. Ну ничего, я вот выйду и тогда... Стоп. В смысле выйдешь? Ты говоришь так, будто срок здесь отбываешь, Балсмог. Ну, знаешь, братан, чувствуется примерно так. Ага, и все. Что ж, но новые вещи, кстати, у него не появляются. При всем при этом мы, кстати, старые вещи не особо приобретаем. Я вообще думаю, что все это сейчас хуже, чем клинки Мракогрыштраклара или, например, копья отца. Так что покупать мы точно не будем. На всякий случай проверим Альфреда. Действительно спит. Беренгари. О, здорово. Так, можем поторговаться, но поговорить не можем. Ладненько. Так, ну окей, получается, порошок мы все-таки можем создавать. И, видимо, Лолошка с Джоном создают его сами. Следовательно, мы просто примерно понимаем, что он у нас есть, но в очень-очень маленьких дозах. Но на самом деле я кое-что не забыл. Начиная с предыдущей серии, мы можем использовать копье отца. И сейчас это самое лучшее оружие. Вы посмотрите, у меня 40 урона без заточки. А здесь 38 и заточка плюс 3. Копье отца — это действительно сейчас самое-самое мощнецкое оружие, которое хочется улучшить. Так. А потом еще разочек. А потом еще разочек. И следующее уже стоит такой кристалл, которого у нас никогда не было. Увы и ах. Урон 46 плюс 31. Какая красота. Слушайте, это прям нормально. Учитывая, что заточка, опять же, всего лишь плюс 3. Давай проверим, сколько спарков мне дадут. Сейчас 8332. Мы делаем вот так вот, а? Всего лишь 300? Чего? А почему так мало? Короче, я уверен, что мы зря не поторопились. Хорошо, что Джон в итоге в конце со мной согласился, и очень хорошо, что он это сделал, потому что иначе бы мы снова начали спорить. Мы дали жителям надежду, и мне кажется, сейчас в этой серии это самое важное. Ну и, конечно, то, что нам нужен Альфред, который пока что спит. Как вы понимаете, на этом мы будем постепенно заканчивать. У нас есть наметки на то, куда двигаться дальше, и нам нужна некая земля эльфов, где когда-то давным-давно
свои опыты проводил отец. И та самая земля, где погибла она. Мать. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк. Надеюсь, вы не забыли подписаться. Спасибо большое, если это так. Пожалуйста, если вы это слышите, не пропускайте мимо ушей. Это правда большая поддержка, которая позволяет нам двигаться с одной большой фразой. Дальше больше. Чмок в пупок. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Заряженное копье отца и Надежда. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Огромный кусок поросший скинтом плоти. Эй, Ваму, кажется, у меня для тебя шикарное лакомство. Слушай. О, боже. О! Черт! О, господи. Альфред. Нет, что-то начинается. Лолошка, готовься. Сейчас будет полный трэш. Надежда. Уж больно емкое слово, о котором частенько забывают. Надежда. Напомню, все эти серии мы находились в одном информационном коконе, ничего не рассказывая остальным выжившим. Десятки серий они жили в неведении. Но в предыдущей серии мы мало того, что рассказали, лекарство есть, но и вылечили первого человека, маленькую зараженную девочку. Как говорится, надежда есть. Также напомню, прямо сейчас нам нужен Альфред. Через него и через вселение в мысли отца можно наконец-то узнать, где появилось первое заражение, и впервые понять, где находится тело матери. Мама, мы наконец-то готовы найти тебя. И самое главное, понять, где все началось. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы ищем маму. Да-да, маму, тот самый голос, именующий себя начало. Зная, что мы можем аккуратно читать воспоминания отца через зараженного Альфреда, надо вновь пробраться в сознание и узнать, где лежит мать. Мы готовы с ней познакомиться. А также нужно найти место, откуда впервые появилось заражение, некую лабораторию эльфов. Или же лабораторию отца. Короче, прежде чем начинать, у меня шикарные новости. Красные земли, дамы и господа. Тяжело. Как же неуютно себя чувствуешь, когда на тебе такая ответственность. Еще и время поджимает. От этого прямо не по себе. А вдруг не успеем? А вдруг что-то пойдет не так? Мы пытаемся всех спасти, но где гарантии, что не сделаем только хуже? Кажется, я начинаю понимать, что Джону на самом деле не наплевать на всех. Скорее наоборот, он постоянно берет на себя ответственность за все эти серьезные решения. У меня бы от такого давно бы случился нервный срыв. Ладно, спокойно, спокойно. Надо отвлечь себя чем-то, пока Альфред не проснулся. И стоп, он же не проснулся? Надо пойти проверить. Так, слушай, да, я согласен, но, ребята, у меня тут шикарные новости. Дело в том, что... Та-дам! Метательные ножи. Кучу серий подряд я думал, а как же мне убивать гарпий? И тут до меня дошло. Вот оно, метательные ножи. Я же могу сделать много-много и убивать. Нам всего-то понадобится руда. Здравствуйте, железо. Пережарить эту руду. Объединяем с палочкой и получаем... О, целых 32 и еще 12. Обалдеть. Напомню, работает это примерно следующим образом. Мы стреляем и радуемся жизни. Так, ладно, я прекрасно помню, что мне нужно проверить Альфреда, поэтому... Привет, Альфред. Доброе утро. Нет, походу, все-таки спит. А еще меня, кстати, смущает Балсмэк. Орк, который что-то ходит туда-сюда. Какой-то загруженный, грустный. Тебе что, делать нечего? Привет, может быть, поговорим? Привет, братан. Да, привет, Балсмэк. А ты чего тут слоняешься такой грустный? Чё? А тебе реально разве не ясно? Ты меня упек в это измерение. Забрал мою свободу. А для одинокого волка свобода это... О, нет, только не начинай, Балсмэк, прошу тебя. Опять ты за свою шарманку. Шарман? Да, я тебе еще раз повторяю, там небезопасно. Возвращаться туда — это безумие, Балсмэк. Если тебе скучно, я не знаю, ну займи себя чем-нибудь. Ну, за бесплатно? Сейчас. Или платили, я ничего делать не буду. Да нет, Балсмэк, я не про это. Я предлагаю заняться чем-то своим, не для меня. Чтобы вот так вот не страдать от скуки, понимаешь? 5000 спарков. Что? Ты серьезно?
Но ведь это тебе нужно, а не мне. Ты чё в натуре глупый? Я повторяю, 5000 спарков. Это еще и я глупый? Логика у тебя отсутствует напрочь, Балсмэк. А, плевать, шатайся тут дальше со скорбным видом. Мне-то что? Иди давай. Обалдеть! Что? Займи себя чем-нибудь, 5000 спарков. Вот это новый уровень тарантиновского диалога, реально. О, кстати, да, Беренгарий, надо пойти, наверное, проверить его. Эй, привет-привет. Так, могу поторговаться, но нет, не поговорить, понятно. Короче, если мы хотим найти тело матери, то мне по-любому нужен Джон. А Джон у нас... Понятно. Джон? Ну что, говори. Альфред проснулся? Привет, Джон. Нет, пока не проснулся. Спит и не шевелится. Ну ладно, пусть тогда отдохнет как следует. Я тоже еще помедитирую. Ладно. Слушай, Джон, по поводу нашего слияния... Потом. Мне нужно подготовиться к рейду на отцовское сознание. Эй, но... Все ясно. Только ведь я начал проникаться к нему теплыми чувствами. А, ведь, кстати, правда. Лолошка же хочет обсудить слияние, когда Лолошка и Джон превращаются в Джоноложку. Они оба описывают эту силу как междумирскую... Ну, то есть, когда они якобы маску надевают. Пока что не особо понятно, но именно поэтому Лолошка и хочет это обсудить, а Джон не хочет. Почему потом? Почему не сейчас? По мне, так данную силу надо действительно контролировать. Научиться контролировать. Эй, Беренгарий, в итоге поговорим? О, а теперь поговорим. О, здравствуй, Лолошка, здравствуй. Да, очень рад тебя видеть. Ты чегось хотел? Так, слушай, вообще на самом деле не то чтобы, просто поболтать зашел. Что я вообще могу от тебя хотеть? Да, честно говоря, мне бы зелье для Альфреда. Так, вообще я просто так пришел, но зелье это прикольно, давай. Ну, конечно, без проблем. Буду рад помочь. А для чего зелье надо? Слушай, ты уж извини, что я снова с заказами лезу. Я даже сам не знаю, какое зелье нужно. Наверное, что-нибудь типа... успокаивающее. И чтобы проще было сосредоточиться на очень-очень важной задаче. Ну, хорошо, да. Сейчас попробуем чего-нибудь до такого сварганить. Интересные ты задачки задаешь, Лолошка. Это здорово. И другу помог, и старику досуг скрасил. О, ты не извиняйся, самое главное. Мне в радости зелье варить и мордашку твою почаще-то видеть. Всегда отрадно на молодежь смотреть, на надежду нашу. Все-то у тебя получится обязательно, Лолошка, давай! Блин, Беренгарий, спасибо тебе большое за поддержку. Конечно. Ты там давай, иди, ступай. Я займусь зельем и сам тебе все принесу. Ну, как готово будет. Сами даже не поняли, какой заказ сделали, но Беренгарий, он такой Беренгарий. Как говорится, мухоморчики в голову ударили. Че, все еще ходишь, да? Ну, во всяком случае, с ним можно торговаться, и на том спасибо. Тем временем, Гимлин... Че, как у тебя? Стоп, а где Гимлин? Что? Вы что, тут настолку сделали? Вы что, издеваетесь? Это что? Так, на что похоже эта настолка? Не, сори, я не могу понять. Гимлин, привет. О, поговорить. О, Лолошка. Хе-хе, приветствую. Привет, Гимлин. А что это у вас тут такое происходит? Ой, я скажу, нам Гимлин такую классную настольную игру сделал. Да, очень крутую. Я никогда в такую не играл. Вау. А что это за игра-то? А вот тут-то нам и пригодилось мастерство Гимлина. Он такое поле нам изготовил из обрезков разных материалов, которые в мастерской завалялись. И фишки такие смастерил. О, диву даешься. Да, сейчас. Смотри, я играю за Лолошку. Да, здорово, наверное. Я не понимаю, это льстить мне должно или настораживать меня? А, и, кстати, правило. Правило-то Вален придумал. Хе-хе-хе. Ща, смотри, какой тут получился талмуд. Лолошка, с нами поиграть хочешь? Давай, соглашайся, не пугайся.
Мы тебе быстренько это правило объясним. Серьезно? Да, с удовольствием. Нет уж, спасибо. А почему бы вам Невера не пригласить поиграть? Блин, кстати, вот это хороший вопрос. Это невероятно крутой вопрос. Мы понимаем, что да, мы можем как бы согласиться. И знаете, как я это вижу? Скорее всего, просто будет какая-то кат-сцена, где мы поиграли и все. Насчет Невера куда круче, да. То есть, если он сюда присоединится, то это шанс, что он выстроит хорошие отношения. Гоу. Ай, да ходили мы уже к нему, ходили. Само собой. А он, знаешь, бедняга, даже обругал нас как-то вяло. Не так, как обычно. Без смака. Пытались мы его с нами утащить, да нет, не пошел. Что уж тут. Да, я уж даже задумался, а нравится ли ему вообще наша компания? Вален, конечно нравится, ты чего? Только благодаря вам он и держался последнее время, правда. Ему ведь стало лучше, неужели вы не видите? Вы, главное, не расстраивайтесь, что он не пришел. Ему просто время нужно. Ну, да, прав ты, конечно, Лолошка, прав. И я даже больше скажу, мы обязательно заглянем позже проведать его. Это точно. Время-то оно чудеса творить может. Да, подождем. Вот и замечательно. Увидите, Невер с вами не пропадет. Так, получается, удачной вам игры. Спасибо, Лолошка. Так, ну чё, ребятки, продолжаем? Блин, прикольно. Ну, да, то есть я не зря, думаю, спросил про Невера. Все-таки это куда лучший вопрос, чем просто согласиться поиграть. И, кстати, насчет Невера. Мы можем с ним поболтать? Hello? Так, расширение владений, поговорить. Эй, Невер! Так, оставить в покое. Аккуратно докопаться еще раз. Начать трясти. Давайте аккуратно докопаться еще раз. Невер, ты прости меня за настойчивость, но... Ты как? А? Рожка. Да как я там могу быть-то? Ну, так. Что значит так? Ты уж объясни, пожалуйста. О, да не знаю я, Рожка, не знаю. Оставь меня. Не могу я больше. Ой, Невер, ты же знаешь, что это пройдет, да? Знаешь же, что все это не навсегда. О, конечно. Ну уж, наверное, если сам Рожка так говорит, должно быть правдой. Неприлежной истиной, я бы даже сказал. Фух. Вот это уже больше похоже на нашего Невера. Вот только ему опять стало хуже. Хотя недавно стало лучше. Его состояние развивается как-то нелинейно. То улучшение, то откат. Ладно, надо просто ждать. Хорошо, я тебя понял, Невер. Я тебя понял. Ухожу. Отдыхай. Но у тебя один карас, потому что потом мы снова не дадим тебе покоя. Кар, только попробуйте. Юродивый. Что ж, я думаю, на самом деле, да, выжидательная позиция — это скорее хорошая тактика, потому что в этот раз у Невера есть детишки. В предыдущей серии он сам сидел с ними, объяснял им, что-то рассказывал, поведывал историю. Я думаю, рано или поздно эти детишки выкрутят его состояние в более-менее нормальное русло. А пока что, знаешь что, давай-ка мы, наверное, купим у тебя экспериментик. Давненько мы такого не приобретали. Появилось что-то новое или нет, сразу проверяем. О, что? Огромный кусок поросшей скинтом плоти? Так, сразу проверим что-нибудь другое. Невер, а с каких пор ты делаешь лакомство для этого плотоядного червяка? Большой кусок зараженной плоти. Хватит на неделю прикорма. Купить? Так, это... Слушайте, ну как будто очевидно, я походу знаю, что нужно сделать. Эй, Ваму, кажется, у меня для тебя шикарное лакомство. Слушай. О, боже. О, боже! О, надо же, как он быстро вырос. Надеюсь, он не... Нет. Надеюсь, он не нападет. Вот и расти, потом, значит, заботься о них. Прав был Невер. Надо было держать червя подальше. Бляха-муха, слушайте, это все, конечно, правильные мысли, но... Что делать-то? Эй! А! Ты что делаешь? Ваму! Я твой папа! Ты, пожалуйста, отдай мои вещи! Мои вещи! А! Ваму! Ваму, черт возьми, мне очень нужны эти вещи! Это слишком дорогие для меня вещи, понимаешь? Так, а ну! А ну, иди сюда! А ну! О! Ваму!
Маму, прости! Маму! Так, нормально. Так, он не может меня здесь убить, потому что я же в сонном измерении. Это мое место! Мне вот просто реально не иллюзорно. Черт, нет, он может меня бить. Ладно, я понял. Все-таки какой-то урон может наносить. Хорошо. Я убил его. Ваму! Ложка! Эй, там Альфред проснулся! Нужно уже срочно и... Ты что, тут решил перестановочку сделать? Ага, одобряю. А то твоя хибара уж... Джон, мой червяк! Я накормил его чем-то не тем, и он стал неконтролируемо расти. Он напал на меня. Мне пришлось устранить его. Это произошло так неожиданно и... Да, я понял. У тебя в очередной раз кризис на пустом месте. Давай потом с этим разбираться, ага? Я же вижу, стадию отрицания ты уже прошел, значит все не так плохо. Мы правда вернемся к этому, но позже. Мне жаль, Лолошка. Нам нужно идти. Конечно, жаль ему. Ладно, пойдем. Да, в смысле, какой пойдем? Какой пойдем? Вещи! Вещи! Сейчас срочно плевать на все, вообще на все, на всех. Верстаки. Зачем мне столько верстаков? Что я делаю? Боже, так простите, у меня уже просто мысли путаются. Так, быстро делаем. Ага, дубовые сундуки. Соединяем. И просто все, что можно, складируем. Нам нужно спасти вещи. Мне нужно спасти одежду Лолошки, кстати. Так. Отлично, замечательно. Мои вещи просто так не пропадают. Я за своими вещами глаз да глаз. И вот такой красивый дом у нас получается. Ну что ж, вы просили достроить его, и вот... достроено. 10 из 10. Смотри, что с него выпало. Необработанный кристалл искаженного скинта. Сырой необработанный материал. Даже в таком виде от него сложно отвести взгляд. И из него можно сделать какой-то кристалл. Давай все-таки заберем копье отца, добротный двуручный меч, все остальные нужные предметы. И вроде бы больше ничего не упуская, мы получаем, ну, более-менее даже чистый инвентарь. Спасибо. Меня, знаете, больше поражает, что всем остальным как будто плевать. Так, ладно. Привет. Лолошка, ты? Привет. Джон, спасибо, что привел его. Да, не за что. Только я все еще не понимаю, зачем тут Лолошка? Ну как же, я обещал Лолошке, что не буду делать такие вещи у него за спиной. О, Альфред, спасибо, это правда большое облегчение. Будучи в неведении, я все время за тебя волновался. Впрочем, я и сейчас волнуюсь. Да, я понял. Прости, пожалуйста. Я понимаю, что ты уважаешь мой выбор и не будешь препятствовать, поэтому... Да, ты всего лишь хотел быть в курсе. Давай, Джон, начинаем. Ну окей. Стойте! Успел. Ух ты ж, ё-моё. Беренгари, мне кажется, тебе нужно заняться регулярными кардионагрузками. Отстань ты от меня со своими глупостями, Джон. Ой, короче. Вот тебе, Альфред, зельице мое. Лолошка вот попросил. Ну, я сделал. Надеюсь, она поможет тебе. Ой, держи. Не знаю, правда, поможет ли и в чем поможет. Мое дело подсобить, а вы уж тут сами как-нибудь занимайтесь тут своими этими самыми. Я пошел, в общем, Лолошка. Беренгарий, спасибо. Да, удачи вам. Да, давай. Так, я не понял, это что ты у него тут такое заказал? А ну-ка, дай сюда, Альфред. Так, седативное, значит. Еще и наотропом попахивает. Ой, да нет же, ну вот это уже слишком. Я отказываюсь верить, что он это понимает. Как ты это понял, Джон? Да ну просто, ну не может быть такого, чтобы ты по запаху это определил. Ну это же бред какой-то. Подслушивал, небось, да, как мы с Беренгарием разговаривали. Много чести, Лолошка. Ты серьезно обо мне такого мнения? Ай-яй-яй, обижаешь. Зачем мне тратить драгоценное время на подслушивание ваших глупых разговоров? Я просто логически предположил, что ты там такого мог у него попросить. А потом сделал вид, что определил это по запаху. Ну и ты, как всегда, взял и повелся. Ох, господи, спокойствие, только спокойствие. Друзья, вы уж меня извините, но... Может быть, не будем драться, ладно?
Мы ведь тут по делу все-таки не... Я немного нервничаю, так что хотелось бы поскорее расправиться с этим. Ха, ну так ты вот возьми, зелье выпей, полегчает. Да, точно. И правда, гораздо лучше себя чувствую. Так, да, совершенно спокойно и, знаешь, как-то сосредоточенно, как будто... Что ж, Беренгарий все-таки мастер своего дела. Ага, респектуля дедули. Знаешь, Лолошка, я чувствую себя даже увереннее, как будто... О, сейчас-то я этому отцу покажу. Хорош, Альфред, вот это настрой. А то... Так, ну чё, поехали, может быть, тогда не? Пока запал не растерял. Ну да, точно. Давайте начинать. Все, я готов. Ну-ка. А я смогу в итоге как Лолошка видеть или без разницы? Лолошка потом все узнает. В этот раз никаких сомнительных персонажей. Чистое сознание. Альфред действительно сконцентрировался на цели на все 100%. Окей, в любом случае я уже знаю, куда идти. Даже интересно, что в этот раз приготовил для нас отец. Хе-хе, я прям как в театр собираюсь. Такой новаторский театр. Эй, мое сознание это тебе не прогулка до театра, знаешь ли. Давай все-таки посерьезнее, а то я тебя сейчас выгоню и сам буду справляться с этим делом. Что? Выгонишь? О, да-да, посмотрю я на тебя. Так, смотри, мы снова в баре, но в этот раз, кстати, здесь как будто окна по-другому расположены, да? Так, нам нужно сюда. Ой, подожди, вот сюда. О, в этот раз здесь светло. Не так темно, как раньше. Походу, мысли Альфреда в этот раз намного чище, и все пройдет намного лучше, и мы сможем больше узнать. Подожди. А где дверь? А, Что-то я не помню никаких поворотов в прошлый раз. бляха-муха. Страшно. Тихо! Пожалуйста, не надо, скримеры. Я ненавижу длинные коридоры, ребят, я ненавижу длинные коридоры. Но тут при этом светло, поэтому я как-то не особо-то и прям сильно пугаюсь. О, какой длинный коридор, сколько можно идти. Что, неужели там опять нет никакой двери? Походу опять какой-то заворот. Эй, да что ж такое-то? Я же так обратно в бар вернусь. Альфред, ты чё, сбрендил там? Ой, мне кажется, дело не в Альфреде. И, кстати, Альфред, знаешь, должен признаться, не ожидал от тебя такой силы сознания. Да, зелье Беренгария безусловно помогло, но... Зелья не могут полностью преобразить человека. Или уж тем более наделить его способностями, которыми он сам не обладает. Так что, судя по всему, в тебе большой потенциал. Что-нибудь из тебя да получится в этой жизни, это точно. Ты только коридор поправь, пожалуйста. Хватит комедию ломать. Сделаю вид, что твои попытки подловить Лолошку на всяких мелочах — это не комедия. Ну подожди у меня. Доберусь я до тебя еще, доберусь. Так, слушайте, ребятки, может вы все-таки там, не знаю, успокоитесь. Ой, дверь. Так. Главное, что все нормально. Давайте только без ссор. А то мы уже дошли. Итак, давай попробуем еще раз, но в этот раз без фокусов. Ясно? Ну, видимо, ясно. Погнали. О. Что? Какого черта? Эй! Темный коридор. Писец. Мне что-то вообще не по себе становится, ребят. Я не хочу. Ладно. Ни на что не обращаем внимания, ни на что не обращаем внимания. Все будет хорошо. Так, сзади свет. Все нормально. Без скримеров. Так, вот она, дверь. Здравствуйте. Не открывается. Подожди, а что делать? Мне что, обратно бежать? Бляха-муха, да вы издеваетесь, эти коридоры, я их ненавижу. О, открылась. Так, ладно, открылась. Ой, не нравится. Альфред, почему ты молчишь? Меня больше всего смущает, что Альфред постоянно молчит. Так, ладно, нужно постараться не думать. Что значит не думать? А, типа бесконечное множество коридоров, и ты не знаешь, куда зайти. Я понял.
Да. Все еще ничего не может найти. Как будто это звучит как обман. Ах, не нравится мне это. Это становится очень опасно. Нужно срочно убираться отсюда, пока еще помню, откуда пришел. Подожди, а откуда ты пришел? Откуда? Сюда? Я просто бегу обратно, просто бегу обратно, все будет нормально, просто бегу обратно. Боже, я вижу свет, свет в конце туннеля, это бар. Все должно быть хорошо. Альфред, а ты почему молчишь? Меня больше реально постоянно напрягает вот это молчание Альфреда. Жить, пожить. Здравствуйте. Ой. Что? О, нет. Мне не нравится это. Что происходит? Черт! О, господи. Альфред. Нет, что-то начинается. Дела плохи, Лолошка. И кажется, я даже знаю, что начинается. Что? Что, Джон? О, нет. Все ясно. Лолошка, готовься. Сейчас будет полный трэш. А сегодня в нашем театре премьера! Не пропустите! Трагедия о двух детишках, которые заигрались и слишком много на себя взяли, а также об их друзьях, которые им доверились и были жестоко обмануты. Крушение надежд, крушение судеб. Ха-ха-ха-ха! Крушение! Нет! 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 Боже мой, что Лолошка, происходит? тихо. Нам нужно срочно телепортировать всех в безопасное место. А Альфреда нужно развоплотить. У тебя остался порошок? Нет, Джон. Хорошо, у Беренгари остался. Повезло, что дед умнее тебя. Эй, Джон, ну не говори этого. Боже, нет, пожалуйста. Нет. Так, ладно, мы разделились, мы, видимо, договорились. Сон. О, нет. Минус кинт. Это писец. Невер, прошу тебя, сейчас нужна твоя помощь. Только ты сможешь это сделать. Кар, да дайте уже мне спокойно умереть. Что я могу с этим сделать, Рурошка? Ничего я не могу сделать. Мои друзья все равно по одному умирают. Кар, мы должны просто принять свою судьбу. Тише, прошу тебя, Невер, я понимаю, что тебе сейчас тяжело, но если ты не соберешься, эту судьбу примешь не только ты, но все мы. Кроме тебя тут никто не летает, Невер, пожалуйста. Я сейчас как никто другой понимаю, что это очень опасно, но ты единственный, кто может развоплотить Альфреда. Кар, опасность меня как раз не пугает. Давай сюда свой порошок. А, да ладно! Воу-ху-ху, Невер! Сюда! Хорош! Ох, как же я надеюсь, моей магии будет достаточно. Эй, Джон, я с тобой. Что нужно сделать? Да, мне нужно просто больше силы. Я понял. Давай. О, так, ладно. Лолошка умеет передавать. Я понимаю. Что? О! А, мы всех тем! Папа! А я чуть даже и не догадался, что он там кастует. О, как это эпично. Эва, Джон, Лолошка, что произошло? Беренгари, я боюсь, у нас больше нет дома. Нет того единственного оплота безопасности, который защищал нас от беспросветного мрака этого мира. Короче, мы все обречены. Что? Но как это нет дома? Снова нет дома? Нет, только не это! Блин, я не знаю, что он это говорит-то. Так, пожалуйста, ребята. Получается, Я что понял, заткнитесь. ребятки! Альфред-то наш не дышит! Кар,
Ай-яй-яй, пульс-то хоть еще и есть, но слабенький. Так, тихо, тихо, тихо. Сейчас разберемся. Что? О! О! Ну вот и все. Как вы разводите тут драму? Я уже одну трагедию только что посмотрел. Спасибо, мне хватило. О, Эва, Альфред! Альфред! Эй, ты как? Живой? Да. Ну давай, говори. Болит чего? Или не болит чего? Где болит, если болит? Показывай. Ой, да все тело болит. Тихо, все. Не разговаривай, мой друг, не разговаривай. Ой. Выходим тебя тут потихонечку, сейчас выходим. Отдыхать тебе нужно, Альфред, отдыхай. Ой, блин. Даже не знаю, чем помочь-то. Эй, Беренгари, успокойся. У тебя не осталось никаких целебных зелий? Да нет же, вот и пропало все, ложка. Сгинуло все оно. О, черт. Альфред. Это все моя вина. Эй, ребята, монстры! Черт, только этого не монстры! хватало. О, Так, нет. сейчас все, кто не может сражаться, группируются в центр. Быстро! О, Сюда, к черт. Альфреду! Живее! Нет, ну Твари! пожалуйста. Покоя от вас никакого! Ну сколько можно? Тихо, сейчас все будет нормально, Невер. Тише, ребятки, вы же знаете, все не так страшно. Вот если бы отец знал, где мы находимся, то... Да ё, сколько ж вас здесь, твари! О, кажется, я слишком стар для таких приключений. Ребята, все будет хорошо. Невер, ты куда в меня попадаешь? Своим отравлением. Обалдел! Ох, кажется, отбились. Да, отбились. Но от этого вообще не легче. Теперь придется думать, что делать дальше. Кстати, Джон сказал очень интересную вещь во время битвы. Если бы отец знал, где мы находимся... Да, было бы гораздо хуже. Надо спросить его об этом. Ребята! Это... А что делать в таком случае, когда больше негде переночевать и все такое? Поговорим? Да, Лулошка, говори, я тебя слушаю. Джон, ты начал что-то очень интересное говорить во время битвы и... Да. Я всегда говорю что-то интересное, Лулошка. Так, Джон, прошу тебя, давай только без этого. Почему ты уверен, что отец не знает, где мы находимся? Ну, во-первых, он бы уже давно послал за нами. Да нет же, он же может наблюдать. Да тихо ты, это все, конечно, верно, однако, Лулошка, отцу действительно неоткуда узнать, где вы с Невером были, когда впервые переместились в Сонное. Из абсолютно всех нас он имел доступ только к сознанию Альфреда. А Альфред тоже не в курсе таких деталей ваших биографий. Так что можно расслабиться. Пока что. Ладно. Хорошо, я понял. Я никогда еще не расходовал столько сил за раз, если честно. Этот перенос дался мне с очень большим трудом. Во, и я о том же. Только вот я-то никуда нас не переносил. Я просто защищал. Я думаю, твой сон вытолкнул нас через известный ему проход между мирами. Ха. Да уж. Что, вытолкнул? То есть это не ты телепортировал? Друзья мои, простите, что перебиваю. А как вам идея поискать безопасное место для привала? Дети очень сильно утомились. Еле на ногах держатся от пережитого. Да и все остальные тоже так подавлены, что нету сил ни на что. Я надеюсь, вы не собирались опять на поиски чего-то или на бой с кем-то. Чего молчите? Ну вообще у меня были идейки, которые... Так, Джон! Не интересуют меня твои идейки! Ты уж извини меня! Ох, это что ж такое-то, а? Ложка, вам двоим в первую очередь отдохнуть-то надобно. Так что сейчас же собираемся и ищем место для привала. Понятно? Это не обсуждается. О, да уж, Беренгарий. Знаешь, тут-то и добавить нечего. Да ладно, я же просто пошутить хотел. Сейчас даже моя вспышка не вынесет никакой идеи. Предлагаю обосноваться где-нибудь в замке. Да, хорошая идея. А потом надо бы в лагерь беженцев. Сейчас у меня точно нет сил на то, чтобы всю нашу араву туда перемещать. Мы вроде бы перебили почти всех монстров в округе, по крайней мере на какое-то время.
Так что, Лолошка, давай ты пойдешь впереди, а я буду закрывающим, чтобы со спины не напали. Расчистим какой-нибудь участок в замке и там обоснуемся. Ты лучше всех знаешь замок, так что найди нам подходящее местечко, ага. Ладно, Джон, я понял, конечно, без проблем. Так. Во-во. Задание. Отель разбитых сердец обновлено. О май гад. Столько экшена буквально за 1 секунду. Перебить по дороге всех монстров, найти в замке укромный уголок для привала. Ай-яй-яй. Надо срочно найти место, где можно было бы временно расположиться нашей группе. Желательно с отдельными помещениями и минимальными удобствами. Самое минимальное удобство — отсутствие воплощенных. Ну да. Звучит очень хорошо. Ни с кем поговорить не можем. Все в афиге, все уставшие. Батюшки, Джон просто сразу же наготове. И по итогу самое главное — найти в замке укромный уголок для привала. Получается, замок-то не так уж и далеко. Вот он. И монстры... Вот тоже. Погоди, а как все спустятся? Типа, это не моя забота, я правильно понимаю? Оп. Такс, ждем пока выносливость. Потом снова... Оп. Нормально. Здравствуйте, крысы! О-хо-хо! Как давно мы не виделись, боже! Какие же вы на самом деле стали простые. Я могу буквально одним клинком Мрыкагрыштраклара вас убивать. Окей, как мне пробраться в этот самый замок? Может быть, здесь лучше всего подошел бы тронный зал. Но до туда не добраться ни Альфреду, ни Беренгарию. Может быть, найти что-то пониже? Стоп. Этого раньше не было. Ну вот, я еще и думал, как в итоге все пробираться-то будут. Этого действительно раньше. Теперь понятно, почему не было. Здравствуйте. Тихо! Так это новый... О-хо-хо! Пошел! Так, хорошо, у меня мало хп. Тихо, молодой, все нормально. Давай вот так вот. На! Умри ты, зараза, господи, сколько у тебя хп-то, я не понимаю. Аккуратненько. Хорош. Фух, ну вот вроде бы и все. Этот ублюдок смог выбить у нас почву из-под ног. Ощущение полной дезориентации, усталости и потерянности. Ладно, все важные решения потом. Сейчас пора и правда отдохнуть. Беренгарий плохого не посоветует. И в итоге это наше новое убежище? Ребята! Сон! Черт возьми, сон! Джон по итогу на стороже, просто готов защищать всех и каждого. Молодец, Джон, молодец. Невер единственный, кто не спит, но грустит. Ладно, ребят, я в полном шоке. Я в полном афиге. Лолошка, который буквально все серии Джону и Альфреду говорил о том, что все это небезопасно, лезть в воспоминания отца, был прав. Вот к чему приводит... лазанье в воспоминаниях. У меня реально просто слов нет. Я понимаю то, что прямо сейчас мы буквально выкинули несколько десятков серий. Ну, я не в плане сюжетно, а в плане ресурсно. У меня было столько ресурсов в сундуках. Черт! Каким образом нам сражаться против отца, который даже через Альфреда сделал вот это? Вы посмотрите, трещины. Сон разрушался. Какую силу имеет отец, если он даже через воплощение может делать такое? Все это мы будем узнавать уже в следующих сериях. Я не знаю, что делать. Я правда, у меня нет идей. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться, потому что, напомню, дальше больше. Хотя куда больше, черт возьми. Спасибо вам за вашу поддержку. Не забывайте также переходить на Boosty, которая вот ссылка сверху, а также на мерч мироходец.ру и поддерживать нас финансово. Спасибо большое, чмок в пупок. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Джон, Вален, Невер, Балсмэк и многие-многие другие. А самое главное, отец, который спалил нас. Всем удачи, всем пока. Пока. Вы прямо сейчас забираете всех, даете жилье, еды. Не думаю, так не думаю. Мы уже выяснили, что думать это не твое. Давай делай и побыстрее. Мне кажется, или воздух стал более тяжелым. Чувствуешь? Что-то не так. Вы очень близко. Здесь мы можем поговорить. Да ё-моё, ну кто же ты такая-то? Объясни. Я та, кто отдал свою плоть, чтобы создать миры. Я настоящий междумирец.
Что? Все пропало, все просто обалдеть как плохо. И это буквально тот случай, когда я не знаю, что сказать или сделать, чтобы стало хотя бы чуточку лучше. Червяк конец, сонное измерение конец, все мои вещи пропали, а дома и торговля каждого, кто жил в сонном измерении, тоже конец. Напомню, отец, вселившись в Альфреда, через сонное измерение смог разрушить целый мир. Также путеводный скин, ты... Ага. Вот мы здесь. Ребят, если отец смог сделать это с ограниченными силами через Альфреда, то мне тяжело представить, какой же этот отец мощный на самом деле. Также напоминаю, сейчас мы в замке из первой серии этого сезона. Здесь все обосновались, Беренгари уже даже костер делает, и давайте будем думать, что делать дальше. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы все потеряли. Да, мы потеряли все, что находится за пределами моего инвентаря. Сонное измерение, торговлю с его жителями, вещи в сундуках, а самое главное, безопасность. Этого больше нет. На нас в любой момент могут напасть монстры, и все, что нам нужно делать, это защищаться, драться и драться. Но ни люди, ни дворфы, ни орки, ни тем более птицы не хотят этого. Все устали. Короче, одним словом, безопасность. Вот что нам сейчас... Черт. Я надеялся, что если немного посплю, то после пробуждения придут хоть какие-то мысли, хоть какие-то идеи. Но нет. Вот вроде бы ничего не снилось, а все равно вымотан. О, и кстати, интересно, мне ничего не снилось, потому что моего сна больше нет, или... Ладно, неважно. Надо проверить, как себя чувствуют остальные. Так, ну да, я примерно об этом и говорю. Короче, безопасность. Надо подумать об остальных, поэтому... И не паникуем. Гимлин, А теперь, привет. детишки, вы уж простите, у меня тут важный разговор. Эй, Лолошка, ну и чего? Куда мы теперь вообще? Еще раз привет, Гимлин. Я думаю, пойдем в поселение людей. Единственное место, где более-менее безопасно. Да, а других вариантов что, вообще никаких, что ли? Долгорослики-то не то чтобы прям приятная компания и... Эй, Гимлин, успокойся, ты это кому сейчас говоришь-то? Да, черт, ну вы-то другое дело, Ложка, ну ты сам-то подумай. Ну как они такую компанию из орка, 4 дворфов и ворона принимать будут, а? Прекрасно будут принимать, прекрасно. А если нет, то мы сделаем так, чтобы приняли. В поселении и так не только люди живут. И птицы там есть, и орки. Насчет дворфов, конечно, не уверен, но если нет, то появятся. Ой-ой-ой, не разделяю я твоего энтузиазма, Лолошка. Если бы не дети, никогда бы не согласился к долгоросликам идти. Да вот только Синдри и Гулида за себя постоять-то совсем не могут. Так что выбор у нас невелик. Кстати, а как они? Дети-то? Ой, Лолошка, они-то получше нас с тобой держатся. Многое не понимают, да и во сне твоем пробыли не так долго, чтобы сильно привязаться. Ой, напуганы, устали от постоянных перемещений, но вот не унывают. Невер, кстати, пошел еды раздобыть. Беренгари вот кошеварить собрался. Чего? То есть, Невер пошел за едой? Серьезно? Да мы все, если честно говоря, удивились. Но я рад, что он оживился, так Дяденька, что... в следующий раз с Невером на охоту я пойду. Эй, нет, я пойду. Я сильнее и... А ну-ка, тише, ребятки. Невер птица-то гордая, самостоятельная. Пойдете с ним, только если он сам согласится. Но Невер никогда не согласится. Вот и я на это надеюсь. Все, поговорили? Что ж, ну ладно, по крайней мере дети не унывают, потому что я, честно говоря, в первую очередь о них думал. Эй, Беренгарий, собрался кошеварить, так понимаю. Поговорим? Привет. Слушай, а ты уверен, что разводить костер в здании это хорошая идея? Так а чего ж не хорошая-то, Лолошка? Чего ж не хорошая? Полы тут каменные, а щели в стенах такие, что уж не угорим. Ты-то не волнуйся. Ты, кстати, уже слышал, что Невер нам пропитание добывать пошел, а? Да, слышал. Да. Че это он так оживился-то?
Хотя, впрочем, я даже, если честно, рад. Рад уж я. Ой. Ой-ой-ой. Погаснет ведь, погаснет сейчас. Так это... Извини, Лолошка, занят, я занят. Ох, Да, конечно, Беренгари, я не отвлекаю. Так, ну ладно, костер пусть делается. Балсмэк спит, понятно. Вален, поговорим? Лолошка, знаешь, что я думаю? Чего же? Я вот смотрю на Гулиду и Синдри и думаю, сколько же прекрасных маленьких жизней было загублено. Я-то вот долгую жизнь прожил, очень долгую. Она была полна лишений, страданий и тяжестей, но она-то все-таки у меня была понятная и осмысленная, что ли. Ой. А этим ребятишкам что им осталось-то? Вален, слушай, я понимаю, что сейчас так не кажется, но все будет хорошо. Мы с Джоном приложим все силы, чтобы это осуществить. О-ха-ха-ха! Долгорослики всегда будут долгоросликами. Уверенными, что мир вращается только благодаря им и вокруг них. Впрочем, кто знает. Может быть, эта уверенность в итоге приведет к каким-то изменениям. Твой брат, кстати, говорит, что нам нужно прибиться к другим выжившим долгоросликам. Ты вот как думаешь, сможем мы там ужиться или нет? Знаешь, я в Архее уже достаточное количество времени, и представители всех рас постоянно говорят, насколько же сильно они отличаются от остальных. А я вот так и не увидел ни одного существенного отличия. Вот честно, во всех из нас течет кровь, все хотят, чтобы их близкие были здоровы и счастливы, и... Я понял. Ой, хочется мне, конечно, верить в твои слова, очень хочется. Ой, да вот только вряд ли люди нас с распростертыми объятиями-то примут. Да. Да. Что ж, ну, мы будем пытаться сделать так, чтобы все приняли, и все было хорошо. Здесь в итоге мы больше ни с кем не поговорим. Вот поэтому Ребятки... всё и должно... О! Лолошка! Как же я рад тебя видеть! О, взаимно, Альфред, привет! Как твои глаза? Как себя чувствуешь вообще? Ну, отлично чувствую! Ты... Это... Если что, прости, пожалуйста, что разрушил твой сон. Ай, за что тут извиняться? Какая ерунда! Это не ты был, Альфред. Тобой управлял какой-то чокнутый эльф. Знаешь, я уверен, если бы твой сон был разрушен, ты бы реагировал совершенно по-другому, Джон. Ну так конечно! В моем-то сне хранится ценнейшая информация, поэтому... Не надо! Сон Лолошки для нас всех был домом, включая тебя, Джон. Если быть до конца откровенным, в разрушении сна есть и твоя вина. Ты ведь постоянно меня подначивал и подбадривал лезть в голову отца. Эй, Альфред, мне кажется, не нужно... Ну что, я Да же... хватит! Ладно, я признаюсь, Альфред прав. Мне жаль, что так произошло с твоим сном, Лолошка. Я не думал, что до такого дойдет, честно. Но есть и хорошие новости. Как только мы закончим здесь свои дела и снимем завесу, твой сон должен вернуться в норму. Сонное измерение восхитительно хорошо восстанавливается. А? Но откуда ты это знаешь? Ну, я же все-таки вторгался в твой сон, и... Ты же не думаешь, что я это делал без предварительных исследований? О, ну то есть ты переживал обо мне. Как это мило. Спасибо, Джон. Ай, только не начинай. Я скорее переживал, что не смогу выбраться из твоих клишированных фантазий. Но ладно. Будем считать, что о тебе я тоже переживал. Так, ладно, что у нас в итоге? Когда наша птичка вернется с червячком в клювике, а? Уф. Невер, получается, реально ушел добывать еду? А почему тебя это так удивляет? Ты же у нас больше всех кричишь, что все могут меняться. Да, но... Ух ты ж, ё-моё. Господи! Охренеть. Что я слышу, Ничего себе. Какой богатый у нас будет прием пищи, Эва, как! Очень полезно, очень! Обалдеть. Невер, я рад видеть тебя в движении. Карл, не надо! Я не хочу слушать твои издевки. Да нет, я не издеваюсь, Невер. Я абсолютно серьезен. Ну, тогда спасибо. Ребят, слушайте, если мы закончили... Джон, пойдем поможем Беренгарию с готовкой, а? Чего? Ты думаешь, он сам не сможет справиться?
Вот именно так я и думаю. Пойдем. Ой, ладно, пойдем. Ладно, Невер, ты как? Что такое? Умотался, блин. Ророшка, ты ведь на самом деле хочешь спросить, это у меня временное просветление или надолго, да? Ну, получается, да, вроде того. Я ведь просто сильно запаниковал, когда ты отказался сначала помочь мне во сне и... Да. Ророшка, если проще, я не знаю. В какие-то моменты я чувствую, что мне вроде лучше, что все не так ужасно, но потом... Потом меня снова бросает в такую пучину, из которой я совсем не вижу выхода. Я понял. Спасибо, что рассказываешь мне это, Невер. Мы всегда рядом, помни это. Мы готовы поддержать тебя. Скажи, из-за чего тебе стало лучше? Не уверен, как это объяснить, но... Я проснулся, увидел дворфийских детей, и они так сладко спали, они... Я сразу вспомнил моих малышей, как они засыпали, пригревшись под крылом матери. О, это было много карасов назад, Ророшка, так давно. А я до сих пор помню, как сильно я любил их. Я потом подумал, дети дворфов ведь наверняка тоже просыпаются голодными, как и мои дети. И вот, решил добыть еды. О, в прошлый раз я всех подвел. Но нет, в этот раз я точно знал, в этот раз не подведу. Мне хочется быть рядом с этими дворфийскими отпрысками. Хочется помогать им, если проще. Что, это странно, да? Нет, Невер, нет, это не странно. Мне кажется, дети тоже успели к тебе привязаться. Будет здорово, если вы и дальше будете жить вместе. Стоят, смотри, болтают о Если честно, я чем-то. хочу еще. Привет, ребят. Эй, ложка, Невер! А вы-то чего не пришли кушать, а? А мы не голодные. Что, в итоге отправляемся? Эх, это вы зря, конечно, отказались. Очень вкусная стряпня у Беренгария вышла. Так, кстати, какой отправляемся, Невер? Ты что, пешком, что ли, идти собрался? А как еще? О, ну нет. Такой толпой мы будем идти несколько карасов. И вообще, ходить ногами, когда есть магия, полный отстой. Но, Джон, какая магия? Мы с тобой почти все силы потратили на защитные заклинания. Может, все-таки стоит поберечь силы? О, нетушки. Заклинание телепортации, оно же простенькое. К тому же тут у нас трое сильных магов. Правда же, Невер? Ну, допустим, я бы мог помочь. Но для этого нужны спарки. Спарки! Балсмэг, точно! Где Балсмэг? Мы чуть не забыли про Балсмэга! О, я Ай, ну сбегаю. ты серьезно, Лолошка. Он нам точно нужен. Ладно, я почти готов с тобой согласиться, Джон, но... Давай, пойдем, там уже все собрались. Видимо, уже все. Ну чё тут, блин? Вот надо вам обязательно наводить кипиш после пары скифосов сна, а? Вообще-то прошло почти 4 скифоса. Так, ладно, не об этом. Давайте организуем симпатичную толпу, чтобы мы сразу всех переместили. Так, погоди, а как мы спарки? У меня нет спарков, ну их немного. Так. Пошел процесс. Ой, да молодцы. Хорош. Ой. Ладно, хорошо, это была плохая идея, я согласен. Я почти физически ощущаю недовольство моей вспышки. Почти ощущаешь? Я его буквально ощущаю, Джон. Надо быть осторожнее с этим. А ты что, предпочел бы переться пешком всей толпой? Ну, мы вам вообще не мешаем, не? Ой, что же, вы чего, ребят? Эй, Балсмэг, ты куда убежал? Ой, ты, Подожди, серьезно? зачем он побежал? Ну, вообще, знаете ли, мешаете. Вы прямо сейчас забираете всех, даете жилье, еды, и нам с Лолошкой нужно поговорить наедине. Ну, не думаю, так не думаю. Что за... Слушай, ты чё сейчас о себе возомнил, а? Мы уже выяснили, что думать это не твое. Давай делай и побыстрее. Ты как разговариваешь с управляющим, ты чё? Если ты думаешь, что эти коротышки будут жить с нами, то ты сильно ошибаешься. Как он сейчас нас назвал? О, ну нет, только нет, у меня нет времени для ваших российских разборок. И что еще важнее, Сорван, мне абсолютно неинтересно это слушать, поэтому... Слышь ты,
Не смей так говорить про моих друзей! Ну, ворон, который дружит с дворфами? Я был готов предоставить тебе убежище, но ты, очевидно, слишком низко пал. Кар! Да, давайте, подеритесь тут! Ведь воронов осталось так много в Архее, будет же здорово! Ну а что, разве не здорово, если воронов станет меньше, а? Я не понимаю, в чем ваша проблема с дворфами, Сорван. В Эшхолде же жили дворфы! Ни у кого не было с этим проблем! Ну так это были нашинские дворфы, а это не нашинские. Я напомню, мы вообще-то за вас в битве за Эшхолд дрались. Свою кровь за вас проливали. Я своих товарищей на верную гибель повел, чтобы вас, долгоросликов, защитить. Да? Ну и где же сейчас Эшхолд, а? Толку-то от вашей помощи было. О боги. Слушай, кардинал, мне кажется, или не тебе сейчас об этом рассуждать? Не называй меня так! Я отрекся от этой должности! О, но это же не помешало тебе сохранить свою шкуру, спрятавшись в церковных архивах. Ой, Да, Что такое? это тут при чем, а? Дворфы, несмотря на свои размеры, едят как несколько человек. У нас не так много еды. Так, бога ради, прекращайте эту ерунду, прошу вас! Так, да, Лолошка согласен, что-то бред какой-то. Указать на то, что разным расам лучше работать вместе. Указать на то, что все имеют свои минусы. Предложить Спарки за то, чтобы дворфов приняли. Не-не-не. Указать на то, что разным расам лучше работать вместе. В Архее столько разных рас, у вас столько возможностей работать вместе. Ну сами подумайте. Вы столько времени ищете друг у друга недостатки, когда могли бы объединять усилия. Пока вы занимаетесь грызней друг с другом, отец наращивает свою армию. Если не научитесь уживаться, а так и останетесь горсткой разрозненных упертых идиотов, вас, таких гордых, по одному перебьют зараженные твари. Ну да, вообще А правда. еще я сказать хотел. Вы если за пропитание боитесь, то мы с Валином вообще-то хорошие охотники. А еще и за скотом следить умею. Бруня научила. Да. эй, Сорван, вообще-то нам и правда нужны пастухи, которые умеют обращаться с оружием. Что за... Да и подумай сам, этот в очках, кажется, дело говорит. Хорошо. Мы дадим вам приют. Но на особое отношение не рассчитывайте. Будете работать наравне со всеми. Ну конечно. Конечно. Другого-то мы от тебя и не ожидали, кардинал. Сорван, я сорван! Если кто-то из вас еще раз назовет меня кардиналом, отправлю мыть посуду в реке! Пойдем! Объявим о нашем решении остальным и выделим вам места. А с каких пор Эй, он стал ребят, управляющим, а? Я, наверное, тоже в поселении останусь. Да, непривычно, конечно, будет жить среди людей, которые всю мою жизнь меня презирали. Я думал пойти к Скотту, но, честно говоря, здесь оборона выглядит не очень надежной. Думаю, им пригодится опытный воин, это точно. Вы, если что, заглядывайте в гости, ну, хоть иногда, ладно? Да. Бывай, Альфред. Береги себя. Да, удачи тебе, Альфред. Да. Ну ладно. Хорошего тебе там... ну наконец-то, наконец-то. Хорошо, ты их всех осадила, ложка. Я прямо видел, как у них шестеренки в головах зашевелились. Так, ладно, Джон, а мы-то где будем жить? О, забей, это сейчас не важно. Сейчас мы с тобой в такое место отправимся, где, я надеюсь, все ответы и получим. То есть ты все-таки считаешь, что нам стоит отправиться на поиски тела, да? Именно, именно. Разрушение твоего сна многое меняет на шахматной доске наших планов. Ой, раньше ведь отец не мог завладеть сознанием Альфреда, даже когда пытался, помнишь? А теперь он стал силен настолько, что не просто смог завладеть его разумом, но и разрушить с помощью магии путеводный скинт. О, а ведь, кстати, правда. Альфред даже не владеет магией. Верно, верно. А ведь знаешь, Лолошка, эта незнакомка с самого нашего появления здесь твердит, что времени у нас все мало и мало. Но я впервые начинаю думать, что его остается не просто мало, а совсем немного. Но, черт, мы ведь даже до сих пор не знаем, что именно здесь происходит.
Мы боремся с угрозой, которая даже обретя лицо в наших сознаниях, остается неизвестной. Да знаю, я знаю. И меня это очень бесит. Поэтому плевать на опасность. Я просто отправляюсь так, как есть. Что? Классно, ты это придумал. Когда мы только-только потратили кучу сил. Кстати, да, у нас же сил сейчас нет. Эй, Джон, может быть, все-таки повременим? Может быть, чуть посидим у Скинта, пораскинем мозгами? Ты сам согласился, что это очень опасно. Ладно, Джон, я с тобой, но... Надеюсь, ты помнишь, что у нас больше нет сна, в котором можно спрятаться. Ну, времени у нас и правда очень мало, и мы понимаем, что отец с каждой секундой все сильнее и сильнее. Я с тобой. О, супер. Как же я рад, Лолошка, что в таких ситуациях всегда можно на тебя рассчитывать. Какую бы безрассудную вещь я ни предлагал, в критических ситуациях ты всегда рядом. А что насчет сна, мы... можем попробовать, например, в мой сбежать. Я, правда, не уверен, что у нас хватит сил сейчас на физический перенос, но... Ладно, не продолжай, Джон, я понял. В каком хотя бы направлении нам нужно идти? Ты это-то знаешь? Ну вообще... Да. Это южнее башни Эвитерус, с уклоном на запад. Где-то рядом с водой. И, кстати, копье захвати, на всякий случай. Ты так говоришь, как будто у меня есть где-то место, где я мог бы хранить вещи. Оу. Ну да, действительно. Тогда погнали. До Эвитерус пойдем пешком. Пешком. Ладно. То есть вообще не пользуюсь скинтом? Ничего не понял. Так. Это та самая башня Эвитерус. Вот та самая, где Фалхтра. Боже. Так, в итоге что у нас? Эй, Джон, как думаешь, кто она такая? Незнакомка-то? Ну, в детстве я представлял ее в виде водной нимфы с длинными золотыми волосами. Почему это? Да, читал сестре фольклорные книжки на ночь. Она говорила, что у меня очень живо получается. Понятно. А почему ты был первым, кто услышал ее, если она в моей реальности? Да потому что я гений, Лолошка. А ей нужен был как раз гений. Все просто. Или же ты настолько упертый, что ради таинственного голоса внедрился в мой сон, отдал мне свой меч, изучил Миссар, написал целую книгу, чтобы я открыл отправление, закинул меня в свою реальность, чтобы избежать нашего слияния, а потом вынужден был вернуть меня, и... вот мы здесь. Именно. И все это, напомню, благодаря моей гениальности. Итак... Эй, Джон, мне кажется, или воздух стал более тяжелым? Да, мы приближаемся к воде. Скоро будем на месте. О, наконец-то. Сколько мы уже идем? Ну, по нашему времени примерно 3 дня. Могли бы быстрее, конечно, если бы кто-то не останавливался наподраться с зараженными. Сколько? 3 дня? Нифига себе, это полнедели. Да, а для нас это просто маленький черный экран. Смотри, у меня 107 тысяч спарков. Обалдеть. Так, ну ладно, продолжай. Я останавливаюсь не просто так. Я хочу научиться развоплощать без порошка. Да, и поэтому ты решил уничтожить целую популяцию крокодилов, верно? О, стоп. Чувствуешь? Что-то не так. Оу! Подожди, что происходит? Какого? Что ты такое? Эй, где незнакомка? Я здесь. Что? Это ты? Вы очень близко. Здесь мы можем поговорить. Так, ладно. Так, а если мы близко, давай просто подойдем, чтобы тебе силы не тратить, не? Нельзя. Опасно. Да ё-моё, ну кто же ты такая-то? Объясни. Я уже отвечала тебе. Да, отвечала, но можно теперь ответить так, чтобы я все-таки понял. Я та, кто был до появления всего. Я та, кто отдал свою плоть, чтобы создать миры. Эй, стой, подожди, но... Ведь это же примерно то, что говорят про междумирцев, разве нет? Я настоящий междумирец. Те, кого вы называете междумирцами, первые. Но что? Но междумирцы и первые это же одно и то же, разве нет? Черт, я ничего не понимаю. Ты первый, Лолошка. Что? Что значит первый? Ты поймешь, когда придет твое время. А что насчет меня? Ты тоже Лолошка, но ты не изначальный. Эй, вообще-то я единственный, и я лучший.
Я бы хотел, чтобы так и оставалось. Скажи нам, как избежать процесса слияния? Как, при всем стремлении Вселенной к порядку? Вселенная не стремится к порядку. Это люди стремятся к порядку. У Вселенной нет никаких стремлений. Она просто есть. Потому что мы ее сделали такой. Ой-ой-ой, что бы это, конечно, все не значило. Ты ставишь индивидуальность выше света, Лолошка. Ну так а на что еще можно опираться, если единственное, что в этом мире зависит от тебя, это ты сам? Лолошка, ты сам говорил, что целое всегда больше суммы своих частей. Когда вы соединяетесь, вы становитесь большим. Да, но я не хотел бы навсегда становиться частью этой непонятной амальгамы. И я тоже! Если Вселенная не стремится к порядку, как ты говоришь, то... Что толкает нас на слияние? Вы сами. Моя кровь внутри вас. Вы сила, что стоит после меня. Вам принимать решение, как ей распоряжаться. Так, подожди, ты хочешь сказать, что после гигантской рыбы капли перед нами, если что, без обид, которая предположительно является создательницей всего сущего, мы являемся следующими? Не ты. Первые. Ты близок к ним, но моя сила в тебе опосредованная. Ну тогда хотя бы скажи, много ли существует этих первых? Нет. Их создал сын. Так, то есть ты, мать, есть отец, а есть сын. Это тот пацан, которого я во сне видел, да? Да. Но я не мать. Мне не знакомы родственные связи. Я начало. Ну ладно, хорошо, начало. А чего тогда добиваются отец и сын? Ну, вот те самые. Отец несет тьму. Сын несет свет. Сын понял мой дар, принял его и нес остальным. Сын пришел с моим даром к отцу, но тот уже был осквернен. Ты о том осквернении, что зараженный скин получился в результате смешения твоей крови и отца? Верно? Моя кровь не то же самое, что кровь существ. Моя кровь — это воля, это добродетели, это сила и свет. Так вот почему багряники так помешаны на воле. Смешав свою кровь с моей, отец посчитал себя равным мне. Ну да, это он, конечно, зря. Вы должны остановить его. Моя кровь — это благо. Благо, которое было коррумпировано, осквернено. Осквернено тем, кому оно не открылось. Сын, поняв свои ошибки, запечатал себя и отца. Если эта печать будет разрушена, оскверненная сила хлынет и в отца. Но печать должна быть разрушена. Нужно все остановить. Вы должны быть теми, кто все разрушит и остановит. Так, подожди, ты говоришь, что печать спасает, но при этом ее нужно разрушить. Ты говоришь противоположные по смыслу вещи. Он пришел. Он пришел нанести мне вред. Я не смогу больше поддерживать с вами связь, только если вы найдете мое тело. Но не ищите мое тело сейчас. Нужно выждать, иначе вы сгинете, угаснете. Найдите отца, объедините усилия. Черт. Джон, поговорим? Знаешь, Лолошка, мы с тобой только что разговаривали с создательницей всего. Мы только что разговаривали с создательницей всего, а единственное, о чем я могу думать после этого разговора, что моя сила опосредована, а твоя чиста. Черт. Междумирка права. Никто из смертных, да и даже наших богов, не может обладать ее силой. Только нести ее в себе, как дарованное свыше благо. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что больше не считаешь, что искра это паразит, или что мы паразитируем на искре? Я просто считаю, что Лукий прямо сейчас истязает тело этой междумирки. И мы его остановим.
чего бы нам это ни стоило. Но, черт, видимо, не сейчас. Она ведь сильно против. Ага. Стоп, подожди, стоп. То есть мы не междумирцы? Все это время я думал, что я междумирец. Слово «междумирец» используется в обиходе как просто демиург. Ну, давайте будем думать, что междумирец и демиург это окей. В некоторых местах, типа, кстати, вот этого измерения, помните самые-самые-самые первые серии этого сезона, Годфри и Эрнольд говорили обо мне как о междумирце. Я помню это, или это был Альфред. Короче, кто-то говорил. Даже Луки произносит слово «междумирец». Но при всем при этом только она знает, что все люди используют слово «междумирец» неправильно, а где-то слово «междумирец» заменено на «мироходец». Это что-то в духе «искра» и «вспышка», но чуть глубже. Получается, слово «междумирец» изначально пошло просто как дань слову «демиург», то есть нечто высшее. Но, видимо, никто не знает, что с самого начала междумирцами называли именно тех, кто все создал. А те, кого другие называют междумирцами, и даже, получается, междумирцы сами, они первые. Подожди, Джон не первый? Чего? Моя сила опосредована, а твоя чиста. Она права, никто из смертных, даже наших богов, не может обладать ее силой. Я понимаю то, что нам пока не так много деталей вкинули, но насчет этого уже можно думать. Я не мать, мне не знакомы родственные связи. Я начало. Я думаю, что сейчас об этом не нужно думать и строить какие-то теории, потому что смотри, что она сказала. Очень важная фраза. Ты поймешь, когда придет твое время. То есть Лолошка буквально говорит, междумирцы и первые это же вроде как одно и то же. Она говорит, ты первый. Ты поймешь, когда придет твое время. А про GDH она говорит, ты тоже Лолошка, но не изначальный. И, видимо, что значит не изначальный, мы поймем, когда придет время. О, как много нам всего закинули, блин. У меня же, блин, сейчас башка просто тут взорвется. Кстати, стоп, куда нам надо? Так, давай, наверное, путеводный скинт используем. Мы же сейчас не можем вернуться в сонное измерение. И у нас буквально нету дома. У нас нет сундуков, нету там печек, верстаков. Мы просто сами по себе, получается. Мне знаете, что сейчас кажется? Джон очень погрузится в свои мысли, потому что он будет понимать, что все, что он делает, это его великий гений. Но, несмотря на весь его великий гений, он не сможет дойти до того, что он бы хотел достичь. Ну, то есть, он не сможет дотянуться до вот этой мега-силы. Назовем ее так, прям грубо будем говорить. А не сможет он ее достичь по одной простой причине. Он не первый. И вот что такое первый, нам еще опять же предстоит понять. Слушайте, а вопрос? Типа, если у меня есть, например, вот этот необработанный кристалл, то как я могу его обработать? У меня же, получается, больше ничего нет. Никакого улучшения оружия. О, стоп. Это что за... Подожди, это город какой-то? Причем я понимаю, что это город, в котором мы точно не были. Привет, ребят. Так, ща, подожди. Меч, берем. Здравствуйте, опа-на! Вот это встреча. А давайте-ка мы, наверное... Ой, черт. Так, ладно, я понял, сначала тебя надо убить. А ну, гори, тварина! Ох, сейчас с моими-то супер крутыми клинками Мракогрыштраклар мы справимся. Это будет изи. Отлично. Ай. Что? Необработанный осколок искаженного скинта? Подожди. Так, то есть все-таки я смогу улучшать свое оружие, да? Иначе бы мне не дали сейчас этот осколок. Значит, где-то должна быть какая-то кузница. Может быть, кстати, даже здесь. Сейчас самое главное... Черт. Сейчас самое главное как-то вот этих убить. Сколько с них спарков выпадет? Ребята, из-за того, что вы постоянно бежите, я даже не знаю, как мне к вам подойти. Так, хорошо, вот так. Отлично. Теперь валим. Черт, нет! Плевать на этих орков, короче. Так, ладно, прямо сейчас Джон что-то изучает. По поводу всех слов, которые нам сказала эта огромная... Как он назвал, кстати, мать? Рыбой-каплей? То есть перед нами была огромная рыба? Я не понял. Короче, над ее словами мы еще подумаем. А на этом, ребят, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Это невероятная серия для всего лора. Для глобального сюжета это просто разрыв. Нас явно готовят к чему-то большему, и ощущение, что сердце вселенной это, знаете, лишь предыстория. Сейчас я действительно могу так сказать. Это все одна большая предыстория. Поживем, увидим, что будет дальше. А на этом, опять же, не забывайте про вашу поддержку. Всего лишь пара кликов, и вы получите лучший контент.
который заслуживаете. Так, ладно, все, спасибо. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и голос матери, которая именует себя началом. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Я удивлен, что тебе хватило наглости лезть ко мне снова. О. Я сыт по горло смертями, страданиями и болью. Я Я достану нужную мне информацию из твоей головы, несмотря ни на что. Я знаю, где Лукий. Отец знает все, Лолошка. Ну разве тебе самому не интересно было бы узнать, почему ты должен был оказаться в ведомье? Что? Обалдеть, базы нет, дома тоже нет, а Лолошка и GDH, если верить их же словам, 3 дня подряд шли в сторону места, где находится Луки, отец и голос матери. Мало того, что мы топали и почти дотопали, так еще и впервые мимолетом увидели ее, тело матери. Капец, какая же она большая. Не, ну реально, 9-этажка или 12-этажка, не меньше. Какой она будет, когда мы приблизимся еще ближе, узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы наконец-то поговорили с матерью. Не-не-не-не-не, в этот раз не мимолетно. В этот раз мы поговорили основательно и выудили куда больше полезной информации. Например, цитирую: «Я так, кто отдал свою плоть, чтобы создать миры». Подожди, но ведь это примерно то же самое, что говорят про междумирцев. Нет? Я настоящий междумирец. Те, кого вы называете междумирцами, первые. Но междумирцы и первые — это вроде одно и то же. Нет, Лолошка, ты поймешь, когда придет твое время. Ничего не понятно, но мы также узнали, что, оказывается, неких первых создал сын отца. И Лолошка первый. Пока непонятно, кто такие первые, но про GDH мать говорит: ты близок к первым, но моя сила в тебе опосредованная. Я думаю, по Джону это очень сильно ударило, потому что он даже сам сказал: я не могу больше ни о чем думать, кроме как моя сила опосредованна, а твоя чиста. Абсолютно все, что я сейчас произнес, это тяжелая информация, и я очень надеюсь, что нам ее как-то вырулят, объяснят и все такое, а пока надо понять, куда идти. Эй, Джон! Так, я помню, что в предыдущей серии он здесь сидел, а в итоге... Эй, Джон! Ладно, есть у меня идеи, куда он мог отправиться, но прежде всего давайте проверим данное поселение. Эй, Джон! Может быть, ты где-нибудь здесь? О, господи, Ух, ема, это какой-то новый монстр. Огромный голем, здрасте. Я думаю, Джон вряд ли пошел сюда, но... Ой-ой-ой, так это, оказывается, огромная деревня. Ты погляди, какие там монстры. Наверное, я обязательно с вами подерусь, это правда. Но идея такая: Джон, скорее всего, телепортировался при помощи скинта. Вот этого самого скинта, прибрежные скалы. Переместиться, и я думаю, что нам надо в лагерь беженцев. Типа проверить Гимлина, детей, Невера. Переместиться. Угу, супер, спасибо. Так, и я надеюсь, что там кто-то есть. Эй, ребят. А тут, я смотрю, жизнь-то кипит. Садыка с кем-то разговаривает, кого-то слушает. Ну да, смотрите, вроде бы все нормально. Так, Гимлина вижу, детей. Привет, ребят. Ой. Чё кряхтишь? Не может уснуть, бедненький. Господи, мне так жалко Невера, который так привык к постоянному... Хорошо. Кажется, ребята постепенно осваиваются в лагере, несмотря на все эти косые взгляды в их сторону. Надеюсь, беженцы прислушались ко мне, и постепенно расовый вопрос правда исчезнет. Но все-таки, как бы то ни было, нашим придется первое время здесь явно тяжело. С другой стороны, я ведь не смог бы держать их в своем сне вечно. Раньше я и не задумывался, но... Что будет, когда я покину Архей? Кто знает, что вообще могло бы с ними случиться, если бы они остались в сонном измерении? Наверное, хорошо, если бы их просто выкинуло обратно во внешний мир, но вдруг они бы оказались заперты. Так, ладно, какая разница? Сна-то все равно уже нет. Будем разбираться с настоящим, а не со всеми этими «если». Проверю, как тут все устроились. Они ведь уже успели привыкнуть к удобству и безопасности моего сна. Может быть, и здесь тоже? Хе-хе, да нет, не совсем. Не похоже, скажем так. Невер,
Кстати, бедненький, не может уснуть. Кряхтит, Вот ворочается. именно поэтому Эй, Гимли. детишкой себя нужно вести. Детишки. дяденька. О, Лолошка! Да, привет, Гимлин. Здрасте, здрасте. А я тут, как видишь, за малышней пока слежу. Вообще, я слыхал, что в поселении ответственного выделяют. Ну, чтобы пока все работают, один кто-то следил. И... ребятня-то мои стесняются что-то. Я им говорю, все в одной лодке. Чё ж бояться-то? Они же людей-то не видали почти. Никогда. Орков-то тем более. Переживают. Пугаются, что могут укусить или чего еще. Да. Так что вот, остался тут, приглядываю. А Вален, кстати, может, видел, помогать пошел. На дело общее. Да, я его видел. А тебе, может быть, помочь чем-нибудь? Да, ну ты если только с ребятней посидишь. Гимлин, я Да все, расслабься. Чё ж ты сразу замялся-то? Ну не стал бы я тебя просить, правда. У тебя явно поважнее дела найдутся, это да. Сидеть с детьми дело не самое благородное. А сил при этом отнимает. Ой. В общем, все-то у нас в порядке пока, ты не волнуйся. Если что надо будет, я тебе обязательно скажу. Ага. Ну ладненько, хорошо. Невер, что насчет тебя? Поговорим? Невер? Ну чего еще? Еще? Но, Невер, я же только пришел. Прости, Ророшка. Я не сразу понял, что это ты. Даже по голосу. Тут все ходят, болтают, кричат. У меня голова так не болела вообще никогда. Не нравится мне тут, Ророшка, не нравится. Тише, тише, Невер, пожалуйста, не кричи. Я все понимаю, но другого выхода попросту нет. Мне тоже непривычно без сна и... Гар, да дело же не в привычке, Ророшка. Подожди, Невер, я не договорил. Мы с Джоном не сможем быть всегда рядом. Поэтому, если обосноваться где-то отдельно, вы всегда будете в опасности. Да, ладно. Возможно, мне просто нужно время на адаптацию. Все-таки твой сон более спокойное место. Но пока я совершенно не успеваю за темпом жизни бывших эшхолцев. А от их воодушевленного голдежа голова болеть не перестает, понимаешь? Да, я понимаю. Давай я попрошу Беренгария что-нибудь от головы. Что думаешь? Хорошо. Хотя я бы предпочел просто ничего не слышать. Сомневаюсь, что здесь найдется что-то хоть отдаленно напоминающее беруши. Тем более подходящее для птиц. О, и, кстати, Ророшка, представляешь? Ко мне подошел какой-то человеческий юноша. Сказал, что помнит меня за тренировки перед битвой. Поблагодарил даже. Сказал, что полученные знания помогают ему и сейчас. И, кстати, еще попросил позаниматься с ним и его друзьями. Когда-нибудь. Так это же здорово. Что ты ответил? Согласился. Да, все, Ну. и отдыхать. Ох, Невер, уставшая птица. Ну, хорошо, что согласился. Так, это не вот эти юноши случаем спят. Знаете, что я заметил? Не так уж и много здесь спальных мест. Где вы все спите, ребят? Эй, Беренгари, у тебя есть что-нибудь типа беруш? Неверу очень надо. Да, привет всем, ребят. О, Лолошка, здорово. Ну, здравствуй. Ну что, как вы здесь? Ой, да потихонечку, Лолошка, потихонечку. Альфреду бы сейчас, конечно, пригодились мои настоечки, но я ничего не захватил. Благо у местных одолжить чего-то да смог, да. Эй, Беренгарий, ну я же говорю, я нормально себя чувствую. Ой, не воздействуй со мной так, словно я какой-то калека. Да что ж ты, ну, я же как лучше хочу. Ой, ладно, ребят, все с вами ясно. Да? Да, только, пожалуйста, не ссорьтесь. У нас же и так хватает стычек по пустякам. Вы и сами это знаете. Это правда. Я тут его, кстати, Альфреду про Сайрису рассказывал. Он-то эльфов не видал никогда. А Сайриса-то ведь отчасти спасительница его. Ну так вот. Внимательная она, Альфред. Очень уж внимательная. И все у нее определенный порядок имеет. А ежели я по всему делать пытался, то раздражалась. О, раздражалась. Ой, приходилось вот слушаться ее. Я ж тогда у нее-то и жил. Че спорить-то буду, да? Хозяин барин, как говорится.
Взял я как-то, значит, корешок один нарезать, чтобы растолочь потом попроще было. Так она как нахмурится, так и посмотрит на меня. Говорит, что я, ай, да неправильно делаю. Забирает корешок у меня, значит, достает ножичек такой малюсенький. А я ей, мол, а в чем же разница, Сариса? Она и говорит, надо вот так вот, вот так и показывает. Что вот для корешков только такие ножички подходят. А тот, что я использовал, так он вообще для хлеба, представляешь? В общем, да, показала она мне, значит, что у нее все по везде строгому порядку. Уф! И предназначение все определенное имеет. Ежели белые ниточки на мешочках и склянках, то для грибочков разных. Зеленые для травинушек, а голубые для жидкостей всяких. Воды там, ну или сока древесного. А для корешков, значит, обычные коричневые ниточки. Она их всех сама красит. Лепестки цветные собирает, представляешь? Переваривает и вот это вот все. Да. Вот такая вот она, эльфийка. Ответственная и важная. Так, а что это вы тут делаете? Сплетничаете, значит? Да мы Ай, тут... да, Беренгарь, я шучу, расслабься. Обсуждаете методы хранения материалов Сайрисы? Интересное наблюдение, однако, интересное. Кажется, я все-таки не ошибся. Что? О чем ты говоришь? Ты что-то знаешь, Джон? Да не, ничего. Эта мелочь не имеет никакого хоть сколько-нибудь глобального значения. Я пошел. Ладно. Так, в итоге... О, Беренгарь, еще можем поговорить. А? Да, Лулошка. Так, слушай, я сам даже не знаю, что нажал. Расскажи еще про Сайрису. Так интересно. Можешь приготовить что-нибудь для Невера от головной боли? А, да, кстати, точно. Я вообще про Невера забыл. Почему ты изначально согласился мне помогать? Ну, давай, наверное, то, ради чего пришли. Что-то от головной боли Невера. О, да, конечно, Лулошка, конечно. Ой. Так. Ну ты это, Альфред, это, не скучай здесь. Я приготовлю и приду. Нет, я помогу Беренгарий. Я вообще-то на лекаря учился. Вот оно как. Что ж ты раньше-то не сказал? Ты ж считай коллега мой, Альфред. Идем, конечно. Нам кое-каких травок-то одолжить надобно. Ага, кстати, правда. Он же на лекаря учился, он еще говорил это, по-моему, серии 30 тысяч назад. Здесь в итоге мы не можем ни с кем поговорить. Так, Гимлин? Нет, этот же DH. Не ушел. Че ты в итоге? Поговорим? Вот он. Закончил, наконец, свои житейские разговорчики. У меня для тебя есть увлекательное предложение. О, нет. Мне стоит бояться. Ну, возможно, да, возможно, нет. Все зависит от твоего восприятия ситуации. Ну конечно. Ладно, я понял тебя, давай к делу. Короче, нам нужно понять, где именно заперт отец. Как мы поняли из недавней беседы, времени у нас совсем мало. И я подозреваю, что Лукий, Лолошка, уже закончил свои издевательства над Междумиркой. У меня даже есть подозрение, что единственной его целью было просто прервать наш разговор. Что? Подожди, то есть ты думаешь, он знает, что мы можем с ней разговаривать? Я знаю только то, что отец слишком часто оказывается на шаг впереди нас. Так, ладно, и... Что ты предлагаешь делать? Искать Лукея и пытаться выбить информацию из него? Мы понятия не имеем, где их найти, ты же знаешь. Это правда. Но, все-таки но. Я уже придумал выход и из этой ситуации. Какой я молодец, правда? Да, давай, Джон, что ты придумал в итоге? Мы должны снова попытаться забраться в голову отца. То есть я имею в виду, я снова, а ты в первый раз. Суть ты понял, надеюсь. Нет, Джон, ты с ума сошел! Прошлый раз был пару дней назад. И ты что, забыл, что произошло? Мы буквально остались без безопасного убежища, а я без сна. Да тихо ты, успокойся. У нас же есть замечательное преимущество, о котором ты, кажется, совершенно не слушал. Наше слияние, Лолошка. Я думаю, нам нужно снова слиться в одного. Так мы сможем объединить наши силы, а следовательно противостоять возможному влиянию отца. Найдем любого зараженного, оглушим и проберемся через его сознание прямиком к отцу. Но, Джон... Да, Лолошка, ну ты сам подумай. После успеха с разрушением твоего сна он точно не ждет новой атаки, ну точно! Это реальный шанс застать его врасплох. Тем более я это уже делал и немного понимаю, что там к чему. Может быть, мы даже узнаем, где находится сам отец, а не только Лукий.
О, черт, Джон. Эта идея звучит очень стрёмно. Угу, верно. Но в конце концов, последний раз был не таким уж неудачным, не? Чего? Ты про наше слияние? Угу. К тому же у нас всегда есть неплохой план Б, как разъединиться. Просто начнем спорить, если что-то пойдет не так, ну ты помнишь. Ну да. Это у нас отлично выходит. Да правда, Лолошка, я настроен более чем оптимистично. Последний раз мы были в сознании, в отличие от самого первого слияния. Контролировали свои действия полностью. Рассоединение мы тоже контролировали. Междумирка неспроста нам это все рассказывала, пойми. Это наша особенность, Лолошка. Исключительная способность, которой здесь точно ни у кого нет. И способность, как мы успели с тобой заметить, крайне сильная. Уверен, Междумирка понимает, о чем говорит. Все-таки это ее кровь делает слияние возможным. Ее! Да, черт, Джон! Я не понимаю, как ты можешь так быстро менять свое мнение? Ты сам изначально боялся слияния как огня, а теперь просто предлагаешь попробовать? Ой, Лолошка, ну когда же ты уже поймешь, что менять свое мнение в соответствии с изменением водных есть признак ума, а не слабости? Но, а что если эта Междумирка не права? Что если мы не сможем потом рассоединиться, а? Может быть, она этого и хочет на самом деле, чтобы мы слились навсегда. Да. Ты сам-то в это веришь? Ну, нет. Ах. Ну так и что скажешь? Давай быстрее. Черт, я так надеялся, что не будет никакого выбора. Хорошо, Джон, давай попробуем. Ты уже пробирался в голову отца один. Тебе не нужен я. Давай попробуем, но без нашего с тобой слияния. Мы не знаем, как именно оно работает. Это слишком рискованно. Ну, короче, точно не второй вариант. Либо раздельно туда в сознание телепортироваться, либо все-таки слившись воедино. Я думаю, что слившись воедино звучит куда прикольнее, и как будто это действительно действенный способ, поэтому давай попробуем. О, вот отлично. Только где бы нам достать какого-нибудь такого зараженного? Да, я чтобы- знаю, в руинах Эшхолда. Там достаточно зараженных. Мы можем поймать кого-нибудь там. Тогда сейчас за мной. Куда? Подожди, реально, куда? Путеводный скин там, Да в другой стороне? заткнись ты, Лолошка. Ну подальше от лагеря, очевидно же. Или ты хочешь прямо на глазах беженцев проворачивать эти фокусы? Хочешь, чтобы они еще больше нас боготворили? А вообще знаешь, Джон, странно, что тебе не нравится подобное внимание. То, это еще почему? Ну знаешь, все эти золотые статуи в Хэнфорте, улицы и бизнесы, названные в твою честь. О, тихо, это другое. Ты сам это прекрасно понимаешь. Ну так давай тогда просто в Эшхолд. Там же некому смотреть. Оу, точно, Эшхолд. Окей, тогда туда. Как все просто. Да, давайте, ребят, для некоторых, кто не смотрел предыдущий сезон, я напомню, что такое Хэнфорд. Предыдущий сезон называется «Последняя реальность». Он выполнен в сеттинге настоящего времени. То есть там автомобили ездят, есть всякие разные бизнесы, торговые автоматы, банкоматы. И так уж получилось то, что этот город, в котором мы находились, построен, знаете кем? JDH. Ну или, по крайней мере, его компания по созданию автоматонов была одним из главных спонсоров. И в честь этого JDH были построены всякие разные улицы, статуи, названы разные компании типа JD Company, JD Bank и многое другое. Поэтому говорить, что JDH не любит внимания, ну фиг знает. Очень даже любит. А мы тем временем не поговорили, кстати, с Садыкой, блин. Так, здесь у нас... Наверное, травы выпрашиваю, да, очевидно, травы. Итак, ты просто телепортируешься? Да, понятно. Тогда мы тоже перемещаемся, и нам нужен Эшхолд. Боже, как давно я это не нажимал. Эшхолд, павшая столица. Такс, здравствуйте. И вот мы здесь. О, слияние, прям так. Ну давай. Что, начинаем? Видимо, да, начинаем. То есть мы теперь используем это как прям самую что ни на есть способность. Ладно, Что ж, не будем медлить. Да Так я я и и не не собирался. собирался. О, черт. Слушай, нам подойдет любой зараженный. Да, любой. Предлагаю после поимки найти укромное местечко, чтобы не привлекать других зараженных. Угу, принято. О, они нашли способ разговаривать. Прикольно. Так, ну вот, тут есть, кстати, зараженный, я вижу... Ой. Видимо, он и нужен был, да? А ну иди сюда! Бля-бля-бля.
Вот так вот. Любого зараженного так и убивают. Рукояткой. Ух ты, батюшки. Так. Прикольно. Угу. И что теперь? Просто поддерживай связь и следуй за мной. О, отлично. Как же мне понравилась эта аллегория с коридорами. Удобно, не заблудиться. Угу, в итоге мы действительно в коридоре. И мы сейчас, понимаете, в сознании какого-то ноунейма. Ну, то есть, просто какого-то зараженного. Только именно поэтому... Ой. Я ожидал несколько иного. О, да? И что же ты ожидал? Мне казалось, моего урока достаточно, чтобы раз и навсегда отучить непослушных детей лезть туда, куда не следует. Да что ж за привычка у тебя и Луки всех называть детьми? Это неуважение. А пробираться в чужое сознание без разрешения — это уважительно? Да где ж ты разговариваешь-то? Кто ты? Точнее, откуда ты? О, должен признать. Я удивлен, что тебе хватило наглости лезть ко мне снова. Какой ты, кстати? Наверняка Джон. Лолошка на такой никогда бы не пошел. О, ты удивишься. Я не Джон. Ну как же так, Лолошка? Я не Лолошка. Я нечто куда большее, поверь, и я приду за тобой. Я сыт по горло смертями, страданиями и болью. Я достану нужную мне информацию из твоей головы, несмотря ни на что. Это было куда проще, чем я думал. Что? Ты точно тот самый отец, которого все так боятся. Хватит! Я не позволю! Я знаю, где Лукий. У меня получилось. Ой. У нас получилось, а не у меня, алло. Или все-таки... Ладно, им, видимо, плевать. У нас получилось. А, нет, все-таки не плевать. Да, получилось, Джон. Я чувствую себя таким сильным, будто горы могу свернуть. Угу, эндорфины и адреналин. Мой любимый коктейль. Ну что, за дело? Пожать руку. За дело. За дело. Так, в этот раз не сольемся? А. Или... О, хо-хо-хо! Етить! Мы реально продолжаем играть за Джиноложку. По итогу, где мы находимся? Что ты сделал? Куда ты отправил его? В лагерь. Я считаю, мы должны развоплотить бедолагу за помощь. А теперь пойдем. А, подожди, в лагере, ну, в клетку, надеюсь, хотя бы в клетку? А то он там всех заразит сейчас. Так, куда, где мы, подожди, что это за место? Стоп. Это... Подожди, это Эшхолд? Я не узнаю Эшхолда. Что это за место реально? Я могу лишь предполагать, но, по-моему, если мы сейчас пойдем туда, то там будет порт и вода. Давай даже проверим. Да, вот оно, порт и вода. Окей, мне, наверное, не нужно с ними драться, мне вообще этого не нужно делать. У меня прямо сейчас и магия есть, и мечи есть. Как это прикольно. А что у меня интересно по поводу... Так, ловкость, сила, выносливость... А, ты посмотри, у них объединенные характеристики. То есть это как отдельный персонаж, что-то в этом духе. Так, слушайте, ну я не совсем понимаю просто, куда мне нужно. Поэтому, наверное, я телепортируюсь к выжившим. Я же правильно понимаю? У меня тут и желания, и заклинания. Ля, как это прикольно! Мы реально управляем просто Джиноложкой. Так, переместиться. Вот, алые луга. Сейчас как раз еще проверим, что у нас с тем зараженным. Типа, мы же ему... Эй, привет, Беренгарий. У тебя нет случайно заготовок? Порошка с собой. Ну, с собой у меня, с собой. Сейчас. Вот, держи. Да, спасибо. Заготовка для очищающей пыли. Так, заготовка это не пыль. Ну, то есть это не то, что мне надо. Это надо из этого, получается, еще что-то доделать, правильно? Подожди, а наручи изменились, вы заметили? Я же правильно понимаю, что мне нужно все сделать где-то здесь? И я, вот, допустим, беру наручи. Они надеваются. Я вижу кинжал слева, наручи справа. Далее, получается, я кидаю заготовку и выливаю кровь. Как-то вот так. О, да, реально. Экспериментальная чарующая пыль. Ну-ка. Развоплотить. Уху-ху, плюс один выживший. Ну-ка, на-ка. Ну, я так понимаю, что это будет просто рандомный выживший, то есть...
Чисто развоплотили, чтобы развоплотить. Он выиграл лотерею в жизнь, понимаете? Супер. Эй, Перенгари, отведешь его в поселение, когда очнется? Я нашел его в Эшфилде, так что, возможно, даже кто-то знает. Да, конечно, конечно. Спасибо, Беренгари. Да, не за что, что уж. Я рад видеть тебя таким воодушевленным, Лолошка. И это, как бы спросить-то у тебя... Потом, Да, Беренгари, потом, Беренгари, всё все потом. Ну ладно. Давай. Очнись, молодой человек. Так, ладненько. Получается, когда мы слышим двух лолошек, ну то есть лолошку и Джона, все остальные слышат только одного. Понял, понял. Это все как бы прикольно и приятно, но... Подожди, а что в итоге мы выудили? То есть, вот, мы какую-то ткань, не знаю, чего-то там, каких-то воспоминаний разрезали, достали какой-то кусок воспоминания, наверное, или какую-то связь зараженных, и теперь мы, получается, знаем, где Лукий. Я правильно понимаю? Только, что мне делать-то с этим? Я с этой информацией буквально ничего... Ты думаешь о том же, о чем и я? Именно, Лолошка. Если нам удастся развоплотить Лукия, то мы, считай, лишим отца его рук. Предлагаю отправляться за ним прямо сейчас. Нам очень повезло, что отец отправил его за совой. Мы думали, что он всегда на шаг впереди, а он просто расставил ловушки повсюду. Как же ты был прав, когда решил не нападать на Лукия у гнолов. Но ты уверен, что мы сейчас справимся? Хотя, что это я говорю? Я уверен. Сюда! Слияние! Так, в итоге... При помощи совы мы сможем телепортироваться, точно! А ну-ка. Да, капец, чеховское ружье. Я уже вообще забыл про сову. Так, скинт. Активирую. А что это, что это? Это, знаете, похоже на босс-арену, только с Лукием. О, господи. Не нравится мне это, честно говоря. Ну ладно, давай подойдем. Здрасте. Как-то мне на самом деле не хочется драться с Лукием, зная, что он не виноват в его как вы? заражении. О, два в одном. Ну и ну. Не ожидал, не ожидал. Не ожидал, что придется ждать вас так долго. Ай-яй-яй, Лолошка. Отец недоволен тобой. Ты пошел на такую мерзость, как слияние. И с кем ты пошел на это? С братом своим. Грешно, Лолошка, грешно. Но не волнуйся, все грехи исповедимы. Хватит этой пустой болтовни. Что, и что, мы Нет. Пожалуйста, я не хочу. Нет, нет! Нет! Ну почему драться? Куда меня заражать? Так, а ну-ка, кристалл. Задницу пошел. Эти кристаллы нужно разбить. Они странно резонируют с моим светом. Да, я понял, разбить. Разбить, разрушить. Только как это сделать? Черт, подожди, зажечь! Восстановиться! ХПшки нужны, ХПшки! Черт! О, да, разрушил. Обалдеть. А как? Ребят, я сейчас умру. Я, конечно, могу как бы бесконечно драться этими клинками Мырка Гриштраклара, но что-то ощущение, что это все равно не то чтобы рабочая схема. Так, сейчас. Или не сейчас. Понятно. А как в итоге? Я правда не совсем понимаю. Так, вот. Пока атака не началась, мы сразу вот это подбираем. И тут же начинаем бить. Все, если долго стоят кристаллы, то мы теряем силу. Отлично, минус. Эти кристаллы нужно разбить. Они странно резонируют с моим светом. Да, мы знаем. Так, теперь бьем. Я думаю, что нужно лучников убить. Вот лучники, они прям бесят, такие бесячие, да? Минус 1. А, нет. У них много хп, оказывается. Так, минус 1. Теперь вот этого. Давай, клинки Мырка Гриштраклара, помогите мне, черт возьми! Вы же самое лучшее оружие на планете! Так, хорошо. Сейчас быстро опять используем. И погнали. Давай, минус кристальчик. Замечательно. Сейчас мы тебя, Луки, из этого кокона-то достанем. Ты не переживай. Ой, блин, опять лучники. На лучников, я вижу, нужно 5 ударов. Блин, интересно, как быстро я могу убить с помощью копья отца? Но копье отца в это же время не восстанавливает хп, поэтому, наверное, лучше я все-таки вот так буду восстанавливаться. А еще надо, кстати, сферу желаний использовать, точно. Минус лучник. Далее быстро. Подбегаем.
Лучников опять же убиваем. Выносливость восстанавливаем. Блин, они просто бесконечные. Ребята, ну я хочу на вас хп восстановить, а вы какие-то прям реально лютые. Сейчас. Минус кристальчик надо сделать. Все, минус, есть. Отлично. Давай, выходи из этого кокона, тварина. А-ха-ха. Бедные заблудшие души! Вам не сломить истины веры! Внемлите же словам его, совершившие грехопадение! Эти кристаллы намного опаснее. Надо избавиться от них побыстрее. Так, ладно. Избавляемся как можно быстрее. Так, -1 есть, хорошо. Если я умру, то я надеюсь, будет хоть какой-то сейфпоинт. Так, минус, отлично. Так, быстро заряжаем. Уклоняемся. Восстанавливаем. Нет, пожалуйста, только не это. Опять все с самого начала. Обалдеть, это будет очень сложно. Так, ладно, я, знаете, попробую копьем отца. Наверное, оно даже будет покруче в этом плане. О, нифига, как я быстро. Подожди, что? Так подожди, копье отца сильнее. Фига себе. 4, 5, 4 удара по кристаллу. Это в разы быстрее, чем клинок Мырка-Грыштраклара. И всего лишь 2-3 удара по мобам. Да, копье отца действительно куда сильнее. Отлично. Меня даже никто не успевает ударить. Следующая фаза сейчас начнется. Мы успеваем в этот момент подхилиться. Так, его надо ударить, да? Получай. Бедные заблудшие души! Вам не сломить истины веры! Внемлите же словам И вот теперь при помощи его, копья отца. Так, 3 удара, 4 совершившие удара. 4 удара точно так же, хорошо. А если я разрушу и... Давай, отлично. Сейчас они все умрут. Так, хорошо. Господи, сколько у меня эффектов. Не протився отцу, Лолошка. Прими свою судьбу, пока еще не слишком поздно. Даже после такого отец радостно примет тебя в свои объятия. Услышь же меня, Лолошка, услышь! Да, сейчас, погоди. Бить я тебя не буду, потому что мне нужно восстановиться. О, боже, пока я его не бью, он не переходит на следующую фазу. Это отлично. Так, теперь начинаем бить. 94, обалдеть, какой же копье. Хватит с меня милости! О, нет. Епона, мать! Так, ладно, я понял. Здесь нужны клинки Мырка-Грыштраклара. Я помню, нужно, чтобы поджигались антики эти. Стоп, он их лечит! Он их лечит, черт возьми! Так, сейчас, подожди. Может быть, хотя бы хп восстановить на них. Так, нормально. Хорошо. Так. Я не знаю, сколько у них хп, ребят, но они жесткие, это точно. Сейчас, может, от огня погорят. Давай. О, -1 есть. Отлично. Они, кстати, мне хп даже не снесли. Все. Что такое? Не можешь, бедненький. Получай! Ой. Так, все, драка теперь только с ним, я так понимаю, да? Что будет? Черт! Черт возьми! Что мне делать? Так, ладно, попробую. Нет, не разбивается. Тогда убиваем, просто убиваем. Какое же, черт возьми, копье отца мощное! Я реально в шоке, что такое оружие. Эй, а что если попробовать ударить его же оружием? Его же оружием? Я понял. Все-таки надо попробовать, да? Так, ладно, давай, копье отца. Я использую копье отца, ну правда использую. Сейчас у меня Эй, а что если попробовать ударить его же оружием? Ай, больно. Да я понял. Только что ты имеешь в виду под копьем отца? Типа вот что-то из этого? Просто я не могу использовать здесь копье отца, это невозможно. Здесь нет места для кастования. Сейчас попробую, конечно, давай. Так. О! Обалдеть, это реально работает! Что, все? Так. Полдела сделано. Давай-ка, знаешь, для удобства. О. Да, так, наверное, будет лучше. Мы сейчас реально развоплотим. Да неужели? Так. Что со мной? Неужели я... Как же так? Успокойтесь, Лукий. Это вы? Как вы себя чувствуете? О, дитя. Глупцы! Думаете, моя вера и верность исходили от одного лишь воплощения? Как бы не так!
Вы богохульники! Вы даже не подозреваете! Я был верен отцу и деяниям его задолго до того, как он открыл Архею Блага. О, черт! Я был его первым и ближайшим соратником. Был им и останусь. Пускай даже я стал слабее, это ничего не меняет. А ты, вместо того, чтобы заниматься глупыми попытками остановить неизбежное, ты бы мог перейти на правильную сторону. Серьезно? Сторону отца? Именно, Лолошка. Но это неправильная сторона. О-хо-хо, как бы не так, ты просто не понимаешь. Кто еще может помочь тебе так, как может отец? Чем он может мне помочь? Чем? Отец знает все, Лолошка. Он может рассказать тебе, кто ты. Он расскажет твое происхождение. Он все тебе поведает. Ты ведь его творение. Мы все его творение. Но ты другой, Лолошка. А, какие же это глупости! Я знаю, кто я! Придумки отца меня нисколько не волнуют. Что? Придумки? О, Лолошка, яй-яй. Ну разве тебе самому не интересно было бы узнать, почему ты должен был оказаться в ведомнее? Что? Это интересно. Если что, ведомнее — это огромная башня из голоса времени. Та самая башня, которая вытягивала силы мироходцев. Подожди, а как я там появился, правда? Что? Но откуда ты это... О, вот видишь. Отец знает все. Только под его руководством ты сможешь открыть то, что сейчас неведомо, Лолошка. Слушай, я понятия не имею, откуда у тебя эта информация, но этого недостаточно, чтобы я резко стал его фанатиком. О, ничего. Через пару дней ты все поймешь. Дней? Ну ладно, или же не поймешь и закончишь, как ваша ушастая подружка. Сайриса, что ты с ней сделал? Где она? О, понятия не имею. Возможно, там, где я ее оставил. А может быть, и перебралась куда-нибудь. Если смогла, конечно. Что? Что слышали? Без артефакта она оказалась абсолютно бесполезна. Хотя что это я говорю? Нет. Ни одна душа не является бесполезной в служении ему. Если, конечно, она оказалась достойна воплощения и прошла через него. Бывайте. Ах ты ж зараза-то, а! Демонюка, которого невозможно развоплотить, вот она что. Черт! Он снова сумел сбежать! Идем отсюда! Так, а подожди, а мы в итоге где? Что это за место? Нам это покажет Скинт или нет? Так. И... Да, он телепортируется. Последовать за Джоном. В итоге, что это за место, мы, видимо, не узнаем, да? Так. И мы сразу же здесь. Джон! Скажешь что-нибудь? Что я могу сказать тебе? Я зол, Лолошка, зол! Мы должны найти Сайрису! Но, Джон, а что если... Нет, не говори! Мы найдем ее и развоплотим! О, ты волнуешься за нее, Джон, верно? А ты-то как думаешь? Это моя вина, что она попала в руки к Лукию. Я предал ее доверие. Не только ко мне, но ко всей человеческой расе. Да, я понял тебя. Мы обязательно найдем ее, Джон. И она простит тебя, я уверен. Да, но сначала отдохнем. Если Сайриса заражена, ей ничего не угрожает. А если же она... Да, ладно, я понял тебя. Только не думай об этом, не надо. Ты прав. Сначала отдыхаем. Обалдеть. Мы впервые встретились с тем, что есть тот, кого невозможно развоплотить. Никакой порошочек в этом не поможет. А еще я понял, что мне очень хочется зачаровать копье отца.
Сейчас оно +3, но то, как оно наносит урон, боже, мое почтение. Это реально поистине лучшее оружие. То есть, я понимаю, клинки Мырка Штраклара, да, бомба, но копье отца все равно наносит намного больше по ДПСу. То есть, ДПС у этого оружия пока что самый сильный в игре. То есть, коэффициент эффективности, если проще будет выразиться. Каким образом улучшать оружие, если нет наковальни, я, честно говоря, без понятия. Просто вот 0 идей. Но то, что мы у отца не сможем забрать Лукия, мы поняли достоверно. Мы правда не сможем. Зато мы должны спасти Сайрису и каким-то образом, наверное, еще раз поговорить с матерью. Нам нужно больше информации. Все это мы будем делать уже в следующих сериях. Я очень надеюсь, что вам нравится на то, что вы смотрите. Мне безумно нравится не просто смотреть на это, а играть, понимаете, озвучивать все это. Могу ли я назвать этот сезон топ-1 по геймплею? Черт возьми, да, мне так нравится эта боевка. Я хочу, чтобы она оставалась все сезоны в будущем. Разработчики, если вы смотрите это до этого момента, пожалуйста, оставьте эту боевку в будущем, я прошу вас. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Надеюсь, вы, дорогие зрители, не забыли поставить лайк, не забудете подписаться, потому что это правда поддерживает нас в будущем. И, конечно же, не забывайте нас поддерживать денежно. Можно на Бусти, вот здесь ссылка сверху, и можете поддержать нас, купив официальный мерч мироходец.ру. Спасибо большое, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и недоразвоплощение Лукия, а также контролирование слияния меня и Джона. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Где нам искать мать? Есть у меня одна версия. А теперь, Лолошка, мы ныряем. Опа. Так, кого вы там увидели? А вот и она. Дамы и господа, запоминаем: слияние — сила! О да! Объединение Лолошки и Джона может дать отпор куче монстров и даже Лукию. Вот только проблема: как бы мы ни старались развоплотить Лукия, это невозможно. На него не действует порошок. По итогу, как добираться до отца, который, если верить матери, пока что заточен в некую печать, неизвестно. Будем думать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы очень даже постарались. Да-да, слияние, поиск, воспоминания, использование совы, драка с Лукием. Как бы хорошо мы ни делали каждое из этих действий, этого недостаточно. Друзья, прискорбно признавать, но да, отец и правда постоянно на шаг впереди. Как побеждать того, кто видит и знает многое, если не все? Лукий даже произнес фразу: «Разве тебе не интересно было бы узнать, почему ты должен был оказаться в ведомнее?» Напомню, в самой первой серии сезона «Голос времени» мы появились в непонятной башне ведомния, которая, как оказалось, высасывает силы мироходцев. Из этой башни меня спас будущий я, Лолошка Междумирец, но сейчас уже не будущий, потому что таймлайн мы немного сместили. Я бы даже сказал, поломали. Хе-хе-хе. Но самое-то главное, спустя 2 года мы до сих пор и правда не знаем, зачем и почему я должен был появиться в ведомнии. Мне так никто и не объяснял. Короче, очень круто, что все это постепенно деталями взаимосвязывается, но вопрос: откуда у отца данная информация? Как будто бы столько знать — это немного перебор. Не? Эй, Садыка, привет, поговорим? Не поговорим. Также напомню, в предыдущей серии мы с GDH договорились спасать Сайрису. Вот только проблема: Джон куда-то делся. Бога ради, почему ты постоянно куда-то уходишь? Черт, что я делаю? Нам нужно срочно заниматься поисками Сайрисы. Вот только главная проблема в том, что мы даже не знаем, где ее искать. Ну, по крайней мере, я не знаю. Может быть, у Джона есть какие-то идеи? Ну вот, да, я именно об этом-то и говорю. Нам нужен Джон, но в деревне его нет. Здесь, получается, его тоже нигде нет. Тогда, наверное, все, что мне остается, это поболтать с кем-нибудь другим. О! Гимлин! Эй, привет! Да, вот здесь можно подняться. Здравствуйте. Да? О, кого слышу? Лолошка! Ой, я тут отошел подальше от толпы долгоросликов. Отдохнуть хотя бы немного. Но тебя видеть рад, само собой. Ты давай, садись. Посмотрим на красоту Санкхагола вместе.
Ага. Окей. Ой, слушайте, какие тут, кстати, растения-то огромные. Привет, гарпии. Меня только не трогать, пожалуйста. Знаешь, Лолошка, начинаю постепенно понимать Невера с его нелюбовью к шуму. Да ладно Да не, тебе. я серьезно. Мало того, что люди шумные, так еще и Гули да Синдри вступают в тот возраст, когда им нужно все больше и больше пространства для себя. Ой. А здесь-то уж я им такого точно не могу дать. Вот и приходится от шума убегать на красоты смотреть. Я ведь, Лолошка, не против шума-то как такового. Вот только знаешь, я какой шум люблю? Шум хорошей битвы. У меня уж и топор-то мой затупился. Мы все время в поселении сидим. Крики детей да своры долгоросликов. Вот что меня окружает. А хочется такой славной, необычной битвы, чтобы забыться в ней и больше вообще ни о чем не думать. Слушай, Гимлин, знаешь что? Чего? Кажется, у меня есть одна мысль, что может тебя взбодрить. А? И что это? Жар птицы! Чё? Не понимаю, какие птицы? Ну как же, жар птицы! Это обновление в бесплатном масштабном онлайн-экшене War Thunder! Дамы и господа, добро пожаловать в War Thunder! В War Thunder происходят эпичные сражения наземной, воздушной и морской техники в красочных локациях по всему миру. Многогранный геймплей позволит вам выбрать свой собственный стиль игры, мощный прорыв линий врага на танке или лихие дуэли на самолете. А для любителей деталей крутая и проработанная система кастомизации техники и прокачки. Используй все современные технологии. Самонаводящиеся ракеты, дымовые завесы, тепловизоры и даже дроны. Ну а самое главное, в игре вышло обновление Жар Птицы. Теперь полноценно поддерживается рейтрейсинг, отображение полностью реалистичных теней, эффекты освещения, отражения. Завезли даже оптимизацию для PlayStation 5 Pro. Подарок для консольщиков. Привет. Помимо трассировки лучей добавлено улучшение графики, визуальных эффектов, и все это делает игру еще более динамичнее! И, конечно же, не стоит забывать десятки улучшений игры по запросам сообщества. В игру добавлен эффектный самолет-невидимка F-117, а также более видимый самолет F-15 и Су-34. Друзья, качайте War Thunder бесплатно по ссылке в описании. Все новые игроки и те, кто не заходил в игру более полугода, получат крутейшие бонусы. Самолет Ла-5, танк Т-34 на неделю, 100 тысяч серебра, 3 премиумные машины и другие подарки. Поспешите, сезон бонусов скоро закончится. Что скажешь, Гимлин? Так вот где битвы-то настоящие. О, спасибо, Лолошка. Всегда пожалуйста, Гимлин. А вы, друзья, не забывайте, ссылка в описании. Эй, ребят, всем привет. Джона не видели? О, господи, что у вас происходит? Я выше, я выше. Вален? Выше. Ой, а вообще смотри, смотри, как я еще могу. Фу, подумаешь, я тебе сейчас такое покажу. Дети, дети, пожалуйста, немного поспокойнее. Синдри, ты так шею свернешь. Эй, Гулида, смотри. Ну, Гулида, смотри. Ничего не вижу, ничего не вижу. Вот так целый день, Лолошка, смотри на это. Ой, уже даже и не знаю, что с ними делать. Синдри, не стой на голове! Ну и ладно, все равно уже расхотелось играть. Ага, значит расхотелось. Вот как это... Так, дети, ребята, я тут вообще-то быстро спросить кое-что хотел. Вы уж простите, можете помолчать. Ну ладно. Вален, еще раз привет. Ты Джона видел? Да нет, не видел вроде. Что-то не припоминаю. Я тут, видишь ли, за этими двумя-то еле-еле успеваю приглядывать. Больше ничего вокруг и не замечаю. Угу, ладно, спасибо, я понял. Вам, кстати, помощь-то какая-нибудь нужна? О, спасибо тебе, Лолошка, но нет. Нам ничего не нужно. Благодаря тебе мы уже в безопасности. Да, кров, еда есть. Пока вот сами справляемся потихонечку. Ага, ну хорошо. Я тогда пойду, Вален, у меня просто дело есть. Конечно, удачи тебе, парень. Так, ну что, ребят, ну что вы дуетесь друг на друга? О, боже мой, дети! Ох уж эти дети! О, Беренгарий, чего вы тут смеетесь? А ну-ка поговорим.
Привет. О, да, привет, Лолошка. Ай да, здравствуй, дружок. Как поживаешь? Дружок? Слушай, как тебе сказать-то, Беренгарий? Вы Джона не видели? Ой, честно признаться, мы так увлеклись зелеварением, Лолошка. Так что даже если он здесь и был, мы могли его просто не заметить. Ну, да. Мы тут с Альфредом пытаемся восстановить запасы целебных зелий и отваров. Он такой славный малый. Так здорово работается с Альфредом, ты не представляешь. Ну понятно. Рад, что вы нашли общий язык. Вам нужны, может быть, какие-то, кстати, ингредиенты? Ой, Лолошка, так много всего нужно на самом деле. Проще перечислить то, что у нас уже есть, чем то, чего не хватает. Да уж. Ну, ты как это, Лолошка, как в лесу-то будешь? Осмотрись там, нарви каких-нибудь травушек-то, всяких разных. А мы уж-то посмотрим, да. Сами-то выберем. Если что, еще попросим принести. Хорошо, Беренгарий. А так-то у вас как? Все в порядке? О, конечно, да. Местные нас очень тепло приняли. Я бы даже сказал, ценят нас, ценят. Да, мы тут вроде как у них единственные медики. Что ж, тогда это прекрасно. Вы тут наслаждайтесь своими зельями, я пойду. Пойду Джона искать. Ну хорошо. Ты это, удачи тебе. Ага. Задание по грибы да по ягоды. О боже мой, что это такое? Ну-ка, отправиться в лес, собрать все, что плохо лежит, отдать Беренгарию. Надо помочь Беренгарию и Альфреду в восстановлении аптечки с зельями. Насобирать как можно больше потенциальных ингредиентов. Хорошо. Ага, потенциальных ингредиентов. Так, окей, у кого еще можно спросить про Джона? Здравствуйте. Может, Садыка? Нет. Получается, у нас сейчас есть Невер, с которым я точно еще не разговаривал. Невер, привет. Ну, Ророшка, здравствуй. Тебе нужно чего-то, не? Что? Что я сейчас услышал? Невер сам предлагает мне помощь? Я точно не в другое измерение попал? В смысле, Невер, нет, спасибо. Я просто хотел узнать, как ты. О, смотри-ка. В кои-то веки ты ко мне не со своими корыстными целями. Ну хорошо, хорошо. Я даже расскажу. Смотри, у меня вот здесь редиска растет. Здесь у нас редька будет. А это вот редкая приправа. Даже не знаю, где они ее раздобыли. Трын-трава называется. Растет, да. Вот такое вот у меня хозяйство, которым я с удовольствием занимался, пока ты не заявился. Вернусь-ка я к своим грядкам, да, Ророшка? Нет, стой, Невер, пожалуйста, стой, секунду. Кар. Ты Джона не видел сегодня? Кстати, нет, вообще не видел. Так, ну ладно, все, не отвлекай меня. У меня есть дела поважнее, чем с тобой болтать. Да. Вот это да. Не думал, что когда-нибудь увижу такую картину, но как же здорово, что Невер нашел себе занятие по душе. Может быть, когда-то давным-давно в море он был земледельцем? Хотя стоп, он же птица. Ай, ладно, я понятия не имею, чем они там питались. Гигантскими червями? Ладно, в любом случае, уход за растениями оказывает на него терапевтическое действие. И это славно. Если найду какие-нибудь семена, нужно будет отнести ему. Так, подожди, что? В саду да в огороде. Собрать семена каких-нибудь растений, отдать Неверу. Думаю, надо помочь Неверу в его новом начинании. Хоть он и не просил этого. Думаю, ему будет приятно. К тому же, это поможет развитию земледелия в лагере беженцев. Батюшки, сколько же у меня тут всяких заданий. Так, подожди еще раз, вот по грибы да по ягоды, в саду да в огороде. Ладно. Но Джона при этом никто не видел, да? Джон, GDH, где? Кто его мог видеть-то? Садыка? Или может быть Гимлин? Поговорим? О, Лолошка, еще раз день добрый. Да, и тебе еще раз привет, Гимлин. Балсмэк, привет. Привет. Че надо? Быстрее говори, ты тут отвлекаешь нас. Да? Басмак, ты че это? Это ж Лолошка. Пусть отвлекает сколько вздумается. Давай, Лолошка, что такое? Да я... Вообще, я просто хотел спросить, не надо ли вам чего-то... Чего? Нам? Ну, не знаю. Вообще, честно говоря, да. Приходится заново все инструменты делать. И для земледелия, и для кузницы.
А кузницы-то еще и никакой нет, считай. Ой, материалов-то мало совсем, ничего не хватает. Так что да, ты если найдешь чего, нам неси. Да уж, все пригодится. Будем очень благодарны тебе. Да, Балсмэк? Да, да. Ой, ох уж этот Балсмэк. Ладно, ребят, я понял, хорошо. А вы Джона случаем нигде не видели? Джона? Да нет, кажется. А, погоди, так ты не Джон, что ли? О, господи, ладно, понятно. Удачи вам, я пошел. Давай, Лолошка, пока. И тебе удачки, как говорится. Да, бывай. О, ладненько. Если травы и семена это еще окей, то вот шахтером я не смогу поработать. У меня уже есть свои задачи. Обошел весь лагерь, а Джона нигде нет. Все как всегда, Джон. Найти его можно только тогда, когда ему самому это нужно. Черт. Оба! То есть как сейчас, например, да? О, Джон! Блин, зачем так пугать-то? Как был заразой, так и... Воу, стоп, чего? То есть... Ничего. Как ты мои мысли только что послушал, а? Я надеюсь, у тебя это не намеренно вышло? Если я узнаю, что ты научился управлять этим процессом, Да то... успокойся, эта мысль совершенно случайно до меня долетела. Контролировать я это не умею. Пока что. Но сейчас это все совершенно не важно. У нас есть более насущные вопросы. Например, откуда отец может знать про ведомнюю? Вот оно! Я ж буквально только что это... Я буквально вот стоя здесь, я помню, что я тут стоял и задавал этот вопрос. Зачем и почему я должен был появиться в ведомнии? Мне так никто и не объяснял. Как же офигенно, что этими вопросами задаются и персонажи тоже. Так, продолжай. Об этой ведомнии не помнит никто, кроме тебя, меня и Пернатика. Раз уж отец обладает этой информацией, то он действительно невероятно силен. Да, но я... Что но? Но это же не дает нам никаких ответов. Никаких Только больше ответов. вопросов возникает. Слушай, Ложка, а ты думаешь, я все это время просто прохлаждался? Я пытался создать оптимальные условия для успешной когнитивной деятельности. Что? Условия? Опять медитировал стоя на голове, что ли? О, ну конечно, у тебя все так просто. А ты попробуй проконтролировать собственный сахар в крови, сатурацию, все на глаз. Нормализовать циркуляцию крови, найти место с оптимальным температурным режимом. Ну и... да, помедитировать стоя на голове. Так вот, пока я медитировал, у меня родился план. Так, Тихо, ты не перебивай. Наша главная задача на данный момент найти и остановить отца. А также спасти Сайрису. Вряд ли Луки оставил ее невоплощенной. Да, но... Где мы будем искать-то их? С чего начинать, Джон? Я об этом думаю. Да просто спросим у мамы. Она всегда знает, где что лежит и где что искать. Точно! Угу. Я думаю, что она так или иначе чувствует всех, в ком есть ее кровь. Кого-то сильнее, как нас, кого-то слабее. Да, но подожди, если мы говорим про Сайрису, она же не обладает искрой, разве нет? Не, успокойся, все, кто родился в Архее, так или иначе ей обладают. Помнишь легенду того чокнутого ворона? Угу, у нас есть все шансы. Идея действительно отличная. Тем более Луки нам вряд ли помешает. Уверен, мы ему неплохо задали. Именно. Так что, идем? Пойдем вместе? Пойдем вместе? Слушай, слияние... Может, все-таки не будем часто так делать? Ой, блин, Лолошка имел в виду слияние. Не-не, слияние не хочу, сейчас не надо. Да, ладно, Джон, ты прав, не будем. О, спасибо, что не стал настаивать. Мне уже, знаешь, как-то не по себе от этого джиноложки. Эй, мне больше нравится название Лоло... Все, давай, пойдем, нам пора. Нет, джиноложка реально лучше звучит. Так, стоп, задание. Найти Сайрису, развоплотить. Мы должны найти Сайрису как можно скорее. Правда, мы совсем не знаем, где искать ее. Надеюсь, теория Джона правдива. Развоплотить ее будет несложно. Мы уже много раз так делали. Так, окей, порошок у меня, получается, найдется. И нам нужно именно что развоплотить ее. Но это не говорит о том, что мы сможем ее развоплотить. Помните, у нас то же самое было с заданием... Вот. Развоплотить Марка. Я более чем уверен, что сюжетно вообще никак нельзя было его развоплотить. И, скорее всего, я бы все равно... провалил это задание. Что насчет Сайрисы, пока непонятно. Может быть, сможем, а может быть и не сможем. Так, ладно, ребятки, всем пока. Надо бы еще не забывать, что у меня есть другие задания, типа по грибы да по ягоды. Собрать все, что плохо лежит. Отдать Беренгарию. То же самое получается и с Невером. За Джоном.
И... Что? Эй, это Джон, давай, наверное, сначала поищем немного в лесу. Ну, не знаю, зачем тебе это, но давай. Такс. Давай тогда встретимся у Прокса через пару киафов. Окей. Подожди, а мы же не Сайрису ищем в лесу, правильно? Просто Лолошка предложил это скорее вот ради чего. Артига обыкновенная. Может вызывать серьезные ожоги, но при правильной обработке становится эффективным антисептическим средством. Прикольно. Так, это у нас жимолость мохнатая. Используется в ряде целительных зелий. Коренье скинтовика. Стоп. Что, скинтовика? Имеет свойство усиливать эффект зелья. Скинтовик ложный. Блин, прикольное название. Так, здесь... О, еще что-то. Берем. Далее, семена неизвестного растения. Может выйти приятный или не очень сюрприз. О, это то, что для Невора. Да-да-да-да. То есть мы, получается, сразу выполняем 2 задания. Окей, я не против. Так, это у нас кора секвойя архейской. Имеет тонизирующие свойства. Хорошо. Я не знаю, сколько надо добыть, но, наверное, рано или поздно там задание выполнится или что-то в этом духе. Так, сюда. Ой. Ой. Я к этому, к деревне прибежал. Интересно, а мы здесь будем что-то искать с Джоном? Или это деревня ради деревни? Вроде как уже прошла пара киафов, да и я собрал все, что хотел. Пора постепенно возвращаться. Ну, у меня много всего, по правде говоря. Тут и жимолость, опять же, и скинтовик ложный, и артига обыкновенная. Наверное, самое интересное — это неизвестное растение. Типа, что в итоге вырастет? Представляете, если вырастет какой-то огромный переросток, который все поглощает. Эй, привет. Так, поговорим. Ну, Лолошка, как успехи? Да ничего не нашел толком. Только травы для зелья Беренгария и Альфреда. А я, кстати, тоже травы нашел. Но делиться, конечно, ими не буду. Они мне как-то нужнее будут. Чего? А тебе-то зачем эти травы, Джон? Альфред с Беренгарием варят целебные зелья. Что может быть важнее, чем это? Ну, например, мои исследования. Я пытаюсь понять, как устроен этот мир. В том числе его биом. Тут очень много эндемиков, что, в принципе, логично в таком-то герметичном мире. Но все-таки... Архей — это очень странное место. Да. А как тебе эти травки могут помочь понять мир? Ну, как минимум, а откуда ты знаешь, что они не помогут? Решение Лолошка иногда приходит оттуда, откуда его совсем не ждешь. Так, и вообще, хватит терять время. Пойдем. Что, куда? В город? А, так я там уже был. Там это, прям много всяких отвратительных тварей. Но из них, наверное, много чего падает. Правда, я не удивлюсь, если мы... Ой. Я думал, мы с кем-то столкнемся. О, батюшки, это кто такие? Лавовые слизни? Окей. Так, ну могу сказать, судя по всему, здесь был порт. Да. Кораблей, конечно, уже не осталось. Дерево очень быстро гниет, особенно в воде. Понятно, но, Джон, тут же запустение полное. Где нам искать мать? Есть у меня одна версия. За мной, дружище. Дружище, он сказал дружище. Так. Куда мы вообще? Подожди, я даже не знаю, что это за локация. Мы просто отошли правее куда-то? Нам... туда. Что? Под воду, что ли? А что, у тебя есть другие варианты? Пошли, давай, пошли. Так, и куда? А что теперь-то? А теперь... Лолошка... Мы ныряем. Что? Да ладно! Эй, Джон, ты там живой? Ну, естественно, я живой. Давай, Лолошка, я жду тебя. Спускайся. Только имей в виду, вода плотнее воздуха в 1000 раз. Поэтому ты из разбавленной среды будешь входить в очень плотную. Чтобы не травмироваться, с такой высоты лучше всего нырять ногами вперед. И очень компактно сгруппироваться. Прижать все конечности к телу. Но самое эффективное решение — это магией себе помочь. Да, кстати. Только как? Магией. Так, очки обязательно снять. Поехали сюда! И прямо об скалу, да? И что теперь? Мироходцы много чего умеют, но только не дышать под водой, Джон. О, это ты зря. Ты, кажется, нас недооцениваешь. О, это же магия Санкюмантии! Ой,
Я как-то странно себя чувствую, Джон. Как-то очень легко. Голова немного ватная и кружится. А я тебе что говорил? Я времени зря не теряю, и исследования мои иногда внезапно оказываются полезны. Это простенькое заклинание увеличивает концентрацию гемоглобина в крови в 1000 раз. А гемоглобин, как известно, транспортирует кислород через кровь в ткани. Так что в воде мы будем чувствовать себя как... Как рыбы в воде, да? Ну, может быть, не как рыбы, но точно не хуже амфибии. Так, хорошо, но как мы поймем, в какую из этих пещер заплывать? И как не потеряться там внутри? А ты просто замолчи, закрой глаза и прислушайся. Тебе, знаешь ли, почаще нужно так делать. Ладно. Сюда. Следуй за мной. Я жду вас. Я слышал ее! Джон, я ее слышал! И почувствовал. Вот, конечно. Мы же совсем близко. Так наша связь еще сильнее. Так что, погружаемся? Да, погружаемся. Уф. Так. О, очки, лолошки, так, окей. Поплыли. Ого, блин, прикольно! Мы первый раз видим, как кто-то плывет. Ну, кто-то из других персонажей. Ля, круто. Так, в итоге, о, у нас партиклы, я вижу, куда плыть. Слушай. Это прям... прикольная пещерка. И самое-то главное, что мы можем плыть здесь, походу, бесконечно. Тихо. Что за... Ой-ой. Так, подожди, что это за звуки? На нас сейчас какие-то страшные рыбешки не наплывут, нет? Что-то мне прям, знаете, не по себе резко стало. Только не говорите, что сейчас реально будет какой-то левиафан. Слушайте, а вообще эта пещера походит на какой-то орган. Знаете, типа... сердце, когда вот клапаны и вот эти вот трубки. Ой. Оба. Задание найти кого-то не... Так. Кого вы там увидели? Что? Ну покажите. Так. Я вижу партиклы, по которым надо идти. Вот и она. Етить! Обалдеть, Джон. Она нам, конечно, уже являлась, но все-таки вживую ее размеры впечатляют еще сильнее. Я знаю, зачем вы здесь. Раз ты знаешь, почему бы тебе сразу не дать ответы на все наши вопросы? Искать ответы на все вопросы бессмысленно. Даже для меня. О, боги. Но что нам делать-то? Кто такой этот сын? Где искать отца? Может быть, сейчас уже расскажешь? Сын тот, кто принес мой свет смертным созданием. Он тот, кто научил и взрастил первых. Тот, кто смог сиять так же ярко, как я когда-то. Но он вскармливает зло, связанный незримыми узами. Сын лишь хотел помочь своему отцу, поэтому он постигал свет. Ой-ой-ой, помочь. Снова, как в том видении. Да, сын жаждет помочь, но он скован. Они оба скрыты за двумя печатями. Первая покрывает весь Архей. Завеса? Да, спасение для всех других миров, но проклятие для этого. Ох ты ж. Так, теперь можно, пожалуйста, поподробнее? Чтобы все остановить, нужно, чтобы сын перестал кормить отца. О, черт, да что же это должно значить? Мать, ты можешь выражаться точнее? Я выражаюсь максимально точно, ведь это даже не слова. Ты просто не умеешь слушать. Вы не должны дать моему свету угаснуть, иначе он угаснет везде и навсегда. Та, кого вы ищете, брошена в горах. Там, где живет страдание. Прошу прощения, а мы можем как-то помочь тебе? Нет, я не нуждаюсь в помощи. Я лишь хочу, чтобы свет не угас. Это, конечно, все информативно, да, но где нам искать отца и сына? Так, Молчит.
Видимо, большего мы от нее не добьемся. Но кажется, я предполагаю, где может быть Сайриса. Да, знаешь, я тоже немного поразмыслил. Горы, где живет страдание. Возможно, речь о пыточной, где мы нашли Балсмага. Ого. Все-таки объединение действует на тебя благотворно. Ладно, раз уж мы пришли к одному выводу, скорее всего он правильный. Давай, спасем Сайрису. Мать! Мама, боже! Какая же она реально огромная. Но она такая, знаете, как будто... Давай, так, давай, подожди, Джон, ложкой, сейчас, я хочу кое-что быстрее. сказать. Не знаю, заметили вы или нет, но она вся выглядит как будто иссохшая. То есть, вот везде вот это вот какая-то проплешина у нее, никакой цветастости. Я уверен, что раньше она была сильно больше, и как будто в ней было больше света. А еще, не знаю, заметили вы или нет, но эта мать выглядит как рыба. Ну, реально рыба. Страшно представить, каких размеров она была раньше. Не знаю, как весь этот мир. Так, ладно, ой, господи, мы уже все, уже прям так быстро. Пипец! Джон, ты слишком быстро бежишь. отвалите. Так, ладно, извините, ребят. Тут это я за Джоном. Так, пыточная, та самая берлога. Здесь когда-то мы встретили Балсмага, я помню. И в итоге... О, боже. Так. Ох, не переживай, все нормально, она живая. Угрозы жизни нет. Скажи, пожалуйста, у тебя же с собой порошок? Да, сейчас. Так, вот, возьми Сайриса. О, Неужели... Покой, наконец-то. о, Сайриса. Тихо, не кричи, все нормально. Она просто без сознания. Нужно срочно переместить ее в лагерь к Беренгарию. Так, ладно. Согласен. Так, а теперь нам тоже пора возвращаться. Окей. Супер. Блин, вот бы был у нас какой-то микроскинтик, который позволяет перемещаться прямо в лагерь. Так. В итоге где? Так, наверное, надо Беренгария найти, правильно? Ребята. Где Беренгарий? Где все ребята? Я не понимаю. Я правда не понимаю, где? Подожди, ну... Окей, мы телепортировались. Во, нашел. Так, ребятки. Чё, как у вас тут? С кем можно поговорить? Беренгарий. Эй, Беренгарий, как она? Ой, дружок. Плохи дела, плохи. Ой, выходим мы ее, конечно, что уж тут. Будет вроде такая же резвая, как и была раньше. Да вот сложно это будет, сложно. Время нужно. Так, ладно. Ой, я как раз травы собрал. Отдать Беренгарию собранные травы. Вот, возьми, Беренгарий. Я тут по твоей просьбе чего-то насобирал в лесу и... Может быть, это поможет вылечить Сайрису? О, Лолошка, это же просто славно! Какие травки ты насобирал, а? И пердульки тут, и нафаник, корень сырный, ай, да хорошо! Да, нам очень пригодится, правда. Мигом леди Сайрису поставим на ноги, мигом! Ага. Как резко у него поменялась интонация после того, как он травы получил. Так, Невер, ты чего тут? Отдать семена, кстати, да-да-да, вот, отдать семена. О, Рорушка. Спасибо. Что это за семена? Слушай, честно говоря, я не знаю, Невер. Ну, будет сюрприз. Окей. Тогда посажу подаль от грядок. Мало ли, что там такое вырастет. Будем с детишками вместе за саженцем ухаживать. Кажется, разобрались с некоторыми насущными проблемами. Но самое-то главное все еще осталось. Надо обсудить с Джоном наш следующий шаг. Эй, Джон. Слушай, времени-то у нас совсем мало, а мать толком ничего не сказала. Что теперь-то мы будем делать? Ой, Лолошка, я так устал. Лукий сказал, что через пару дней мы сами все увидим. Давай, не знаю, дождемся следующего хода врага. Сами мы пока что ничего не можем сделать. Но мы можем потратить это время на то, чтобы проанализировать всю информацию и сделать какие-то выводы. Ну, кстати, это тоже тактика. Я бы даже сказал, это Например, ты заметил, что Лукий действительно сказал «через пару дней». Значит, когда-то давным-давно в Архее было нормальное летоисчисление, а не карасоисчисление. Лукий об этом помнил, но намеренно использовал другую парадигму со своей паствой. Не значит ли это, что церковь намеренно изменила летоисчисление? Представь себе, Лолошка, у людей нет понятия недели, месяца, года.
Как они могут загадывать на будущее? Какое может быть долгосрочное планирование, если самая крупная единица, которой ты оперируешь, это 27 часов? Кроме того, знаешь, я понял, что сын сам пробрался в мой сон и подкинул мне видение из своего прошлого. Именно так он пытался помочь мне. Возможно, он и отец обладают схожими способностями, но сын в данный момент гораздо слабее. Поэтому отец смог вселиться в Альфреда полностью, а сын всего лишь смог показать мне какие-то расплывчатые обрывки воспоминаний. Сложно. То, что сказала сегодня Междумирка, было слишком расплывчато. Смысл ее слов пока ускользает от меня. Единственное, что я точно могу понять, 2 печати. В прошлый раз она сказала, что печать нужно разрушить. Хоть это и приведет к тому, что оскверненная сила хлынет в отца. Не знаю, запомнил ты или нет, но в этот раз она произнесла «Сын вскармливает зло». Не об отце ли речь? Они оба находятся за печатью, значит, могут как-то взаимодействовать. Если печать разрушить, сын перестанет кормить отца. Но оскверненная сила хлынет в отца, видимо, уже извне. А эта информация нам потом очень пригодится. И мы все еще не знаем, для чего отцу нужны артефакты. И какова же его глобальная цель. О, черт. Так, ладно, появилось больше пищи для размышлений. Обалдеть, Джон, ну ты даешь. Я, знаешь, я даже перебивать тебя боялся. Ты как будто вошел в... Что, состояние потока? Да, так и было. Ладно, Лолошка, оставь меня на время. Мне нужно еще поразмышлять. Фига себе. Вот это реально был поточище информации. Просто поточище. Вот так вот лучше сказать. Но Джон прав, и я тоже об этом думаю. Мы до сих пор не знаем, какая цель у отца. А еще вот, что самое главное. Единственное, что мы можем понять, это 2 печати. Получается, некая печать, которая будет разрушена, и в итоге она позволит выйти отцу, она позволит выйти сыну, и получается, сын перестанет кормить отца, но другая сила хлынет тоже в отца. Следовательно, у нас такая, знаете, палка о 2 концах. Вроде как мы можем сделать хорошо и одновременно плохо, и с другой стороны мы можем сделать плохо и одновременно хорошо. Типа, нам где-то нужно закрыть вот это плохо, чтобы осталось только хорошо. Мы все еще не знаем, для чего отцу нужны артефакты и какова его глобальная цель. Мы вообще не знаем, что ему надо. Типа, он хочет спастись. Ну, понятно, что отец хочет выйти из печати, как будто это очевидно. Но вот именно самая-самая-самая глобальная цель непонятна. Учитывая, что он знает даже про ведомню, планы отца явно очень глобальные. Какие они будут на самом деле, мы, видимо, поймем уже в следующих сериях. А на этом будем постепенно заканчивать, ребят. Я очень надеюсь, что вам понравилась данная серия, и я очень надеюсь, что вам нравится данный сезон. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, подписки, потому что вся ваша поддержка конвертируется в улучшение сезонов. Также не забывайте, что вы можете поддержать нас денежно. Вот, ссылка на Бусти здесь, наверху. Также можете приобрести компьютеры на lightflightpk.ru или же купить официальный мерч мироходец.ру. Спасибо за вашу поддержку. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и очень бурный поток от Джона, а самое главное, встреча с матерью, очень иссохшей матерью. Всем удачи, всем пока. Пока. Ритуал непростой, дитя. Мне нужно, чтобы ты как следует постарался. Вот так, дитя мое. Вот так. Не протився ему. Поддайся его силе. Обалдеть, дамы и господа. Иссохшая рыба, или что это такое, именуемая себя междумирцем, наконец-то найдена. Да, именно она тот самый голос, именно она та самая мать, и именно она звала Лолошку сотни лет подряд. Внимание, я говорю Лолошку специально, ибо напомню, GDH она тоже называет моим именем, только она говорит про него не изначальный, а про меня некий первый. То есть вот прям так и говорит: ты первый, Лолошка. Ничего не понятно. Проблема в том, что даже найдя эту рыбу, мы из ее загадочных предложений поняли информацию только про какие-то печати и про то, что сын создал первых. Получается, и меня тоже. Я все еще ничего не понимаю. На данный момент сын и отец запечатаны. Но именно сын, видимо, вопреки его желаниям, питает силу отца, которая позволяет бате управлять зараженными. Если печать разрушить, сын перестанет кормить отца.
но оскверненная сила хлынет в отца, видимо, уже извне. То есть получается палка о двух концах. Делая одно действие, мы сразу получаем и хороший, и отвратительный эффект. Но, дамы и господа, все то, что я сейчас сказал, хоть и важно, но не настолько важно, как то, что сказал Джон в конце предыдущей серии. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы впервые увидели мать. Да-да, мама у нас это, оказывается, огромная и сохшая рыба. Вот кто же представлял, да? Как говорится, долго поживешь и не такое увидишь. Но самое главное, что мы также узнали про запечатанного отца и сына. Если прям супер коротко, вся информация обрабатывается примерно так. Нам это потом очень пригодится. И мы все еще не знаем, для чего отцу нужны артефакты. Кстати, да, на протяжении всех серий мы до сих пор не узнали, зачем ему весы, наручи, какие-то другие артефакты. Но самое главное, что нужно помнить, несмотря на наши познания, отец все равно на шаг впереди. Лукий сказал, через пару дней мы сами все увидим. Давай дождемся следующего хода врага. Что ж, по идее, следующий шаг сегодня? Наверное, да. Но у меня, если что, никаких улучшений сделать не получится. Нету кузницы, нету никаких прокачек, поэтому, типа, я готов. Ну и, кстати, заметил, что Садыка и Балсмак постоянно спорят. Наверняка, может... Как же он произнес? Ты все поймешь через пару дней. А сколько времени прошло после той нашей встречи? Черт. Как же тяжело ориентироваться, когда нет часов. Но я чувствую, что тот самый момент скоро настанет. Связано ли это как-то с печатью, за которой находится отец и сын? Если Междумирка сказала, что именно мы должны разрушить эту печать, значит ли это, что нам нужно помочь Лукию? Наверняка он знает, где находится отец и что именно нужно для снятия этой печати. Хотя Луки ведь искал артефакты. Значит, это у нас все есть, верно? Или все-таки чего-то не хватает? О, черт, как же сложно. Именно поэтому я предпочитаю отдавать все планирование Джону. Так, ладно. Сначала нужно удостовериться, что с Айриса в порядке. Потом уже обдумывать следующие шаги. Ага. Так, окей, проверить Сайрису и понять, зачем мы должны освободить отца. Ну, то есть, я как бы понимаю, что освобождение отца — это одновременно освобождение сына. То есть, одним действием у нас получается и супер круто, и супер плохо. И в итоге непонятно, что из этого круче. Так, ладно, это, Балсмак, Садыка, Нет, привет, серьезно, что у ты вас меня тут? задолбал. Чё ты от меня хочешь-то? Ну, я... Эй! Вот, Всем привет, о чем секретничаете? О, Лолошка, собственной персоной. Я ведь просила тебя, чтобы ты его сюда не приводил. эй! Ой, да опять 25. Слушай, Садыка, ну я не мог оставить его одного, ты сама это знаешь. По Архею сейчас бродить в одиночестве опасно. Ага. Не, Лолошка, этот нигде не пропадет. К сожалению. Да, ну, Садыка, чё ты сразу-то, а? Я же просто поговорить, блин. Вспомнить былое и забыть старые обиды. Да, в одно место все твое былое. Так, ладно, ребят, я, кажется, вторгаюсь во что-то личное Чё? и... Ты на что это сейчас намекаешь, пацан? Вот был бы тут Сайман. Он бы показал тебе, где твое место. Да, я чё виноват, что ли, что он Да, это... короче, Балсмак, я тебе еще раз повторяю. Мы с тобой не друзья. Хватит за мной таскаться. Мешаешь только. Да, ну, Садыка, я... поделите. Чё она такая бешеная, а? О, Балсмак. Ну, я думаю, ты сам знаешь, ей многое пришлось пережить и... Так а чё? Мне тоже вообще-то... Ах, ладно, я просто хотел сказать, ты бы лучше ее не терроризировал. Лучше помоги с чем-нибудь в лагере, если планируешь здесь задержаться. И, кстати, об этом. Ты почему не с Гимлином? Вы же вроде как лагерь хотели отстраивать. А чё, а кто сказал, что я не планирую помогать, а? Тем более материалов как не было, так и нет вообще-то. А Гимлин вон, пошел округу осматривать под места для построек. Так, ну а ты чего? От работы, что ли, отлыниваешь? Спарки не дают? Да, иди ты со своими спарками. Да.
С другой стороны, я никогда и не соглашался принести эти материалы. Тоже мне. Да уж. Каждый разговор с Балсамогом это реально прям какая-то тоненькая грань. Ходить по тонкому льду. Как будто его можно вот в один момент взять и взорвать. Причем не только его, но и меня тоже. То есть я вижу, как ложку Балсамог прям злит. Так, что у нас здесь? О, господи. Что это за детский утренник? О, кого вижу? На ребятню опять посмотреть пришел, да, ложка? Привет, Вален. Да вот, хотел спросить, как дела? Гимлин говорил, что Гулида с Синдри побаивались остальных Да, и... да, было. А вот теперь взяли и осваиваются потихонечку. У тебя как? Ты сегодня за Гимлина на смене, верно? Ой, да у меня уж силы-то не тело, ложка. Подкосили меня битвы, ох уж подкосили. А в свое время я... Ой, Ой, да что ж ты, ну куда ты так, Синдри-то? споткнулся. Давай, вставай. Так, ладно, ребят. М? Я, наверное, не буду вам мешать. Да, ладненько, давай, удачи тебе. Вот так вот, реально, детский садик. Что произошло? Вы танец не поделили? С кем-то, может быть, еще поболтаем? Привет, орки. Ты че его бьешь? Сорвен. О, привет. О, ложка. Скажу тебе честно, многие обескуражены обилием существ, которых ты приводишь в лагерь. Ой, сначала незнакомые нам дворфы, ворон, а потом еще и девочка. Признаюсь, многие недовольны таким резким изменением. Больная, за которой еще и нужно ухаживать. Лишний род, который нужно кормить. Ох, Сорван, знал бы ты. Я бы сказал, что всем нам повезло, что Сайриса нашлась. Потому что именно Сайриса помогала нам разрабатывать лекарство, с помощью которого мы способны лечить заражение. О, какая-то девчушка помогла лекарствам. Да. Это... Сайриса это не просто какая-то девчушка. Ну, ладно, кажется, я видел ее пару раз. Это же та сумасшедшая из леса, верно? Да, она по-любому. Помню, стражники говорили, что она пыталась попасть в Эшхолд. Обвиняла церковь в краже какой-то реликвии. Видимо, наручей. Ну, то есть Что? это... У тебя дважды два не складывается, да? Это... Так, не говори мне, что... Да, Сорван. Это именно то, что я пытаюсь сказать. Сайриса — эльфийка. Да как получается? Не предполагал даже... эльфы не существуют в Архейже. Да, Сорван. Церковь истребить всех все-таки не смогла. Да нет, я не это имел в виду, но... Да... Этого уже не изменить, верно? Правильно, этого не изменить. Вы, церковники, конечно, изменили и переписали историю, но ваших деяний это не отменило. Да и ход истории всегда можно повернуть в другое русло. Да я... Не понимаю. Ты о чем? Я намекаю на то, что тебя назначили управляющим в поселении. Ты можешь сделать так, чтобы жители приняли Сайрису и помогли выходить ее. Тогда, возможно, Сайриса захочет отплатить вам тем же. И, может быть, постарается забыть старую вражду. Если честно, у меня такое чувство, будто я где-то еще ее видел. Когда Джон нашел меня в архивах, да. Помню, она говорила не очень приятные вещи. Это смутные воспоминания, но она, кажется, убить меня хотела. Да. Потому что я кардинал, ворон из церковников Успокойся, успокойся. Кардинал уже давно мертв. Теперь его место занял Сорван. И я уверен, что Сорван сделает все возможное, чтобы изменить историю Архея в лучшую сторону. Да. Спасибо, ложка. Я постараюсь поговорить с остальными. А вообще, знаешь, ты смог бы неплохо работать в исповедальнях. О, нет, Сорван, не надо. Давай ты все-таки не будешь приниматься за старое, окей? Ладно. Что ж, ну, живи, получается, осматривайся. Да, у нас, получается, Сорван управляющий, кстати, с Балсамогом больше не поговорим. Ну, главное, чтобы всех приняли. Привет. Выжившие обычные неразговорчивые, ладно. А у нас все-таки Сайриса, эльфийка, которая выжила. Что ж, Это-то не двигайся, лежи, девушка. Ну чего ты так сразу-то, а? Эй, Сайриса, привет.
Ты как? Рад видеть, что ты уже в сознании. Ой, это Лолошка, ты не говори с ней, не надо. Она-то уж получше, получше. Но все-таки ж силы надо беречь. Беречь надобно. Она пришла-то в себя только с Кефос назад. Слаба еще Лолошка, слаба она. Старый человек, он обращался ко мне. Ну, ладно, ладно. Болтайте. Как вы... Сколько действует эта пыль? Когда я снова... Тихо, тихо, Сариса, успокойся. Слишком много вопросов. Особенно в твоем-то состоянии. Мы все обсудим, когда ты полностью восстановишься. Ну да. Слушай, Лолошка, не обессудь. Я уж нашей-то красавице рассказал немного, что произошло. Про лагерь там, про порошочек новый. Все это уж страшное позади, Сайриса. Только зелья целебные принимать надобно. И все тут. Ох, какой кошмар для организма женского-то. Ой, заражение. Ай. Слушай, Лолошка, он очень много говорит, но при этом не говорит ничего полезного. Слушай, давай коротко. Сайриса, я уже испытал новую чарующую пыль на человеке. Заражение к нему не вернулось. Я думаю, тебе тоже не о чем переживать. Но невероятно. Вы сделали ее без меня? Поверить не могу. Но как вы вообще... Успокойся. Я обещаю, что расскажу тебе потом. Сейчас тебе нужно отдыхать. Но ведь если... Да что такое? Не нервничайте, леди. Нервничать вредно. Успокойтесь. Ты вон смотри, какая слабенькая-то. Старик, как же ты не понимаешь, что... Да, привет. Леди Сайриса уже очнулась, да? Я собралась, и что немного слизней должно помочь от боли в мышцах после проросшего в них скинта. Еще раз привет. Рад, что вы пришли в себя. Еще один болтливый человек. Хватит с меня. Простите. Да что такое? Ну, девушка, ну мы же как лучше хотим. Тебе бы поспать бы, отлежаться. А все твои вопросы, они потом они. Ой. Так. Ладно, Беренгари, у меня вот, возьми. Слушай, Сариса, Беренгари вообще-то прав. Мы с тобой обязательно поговорим, но только не сейчас. Мне есть чем с тобой поделиться, правда? Джону, кстати, думаю, тоже. Давай сюда свое. Так. Все? Успокаивающее зелье. Не, ну, скин-то на ней нет, поэтому все нормально. Так, здесь в итоге что-то делается. Здесь мы поговорить больше не можем. Короче, то, что она восстанавливается, это шикарно, но Лолошка упомянул Джона. И тут до меня дошло, что мы реально его не видели. Эй, GDH. Так, Садыка уже не спорит с Балсмагом, это... Лолошка. Так, ладно, это пофигу. О, Так. ура! Ты наконец-то снизошел до своего скромного опосредованного слуги. О, великий первый Лолошка. Джон? Да. Ты сейчас серьезно решил сказать именно это? Кажется, слова Междумирки тебя очень сильно задели. О, господи, нет. Я всего лишь решил на время перенять твое чувство юмора. Чтобы ты понял, как ты выглядишь со стороны. Слушай, Всего давай лишь. честно, мне сейчас совсем не до шуток. Тебе, кстати, тоже. Когда была наша последняя встреча с Лукием, ты знаешь? Пару дней назад, верно? Угу. 45 часов и порядка 47 минут, если говорить чуточку точнее. Удивлен, что ты не считаешь. Думал, мы с тобой уже обозначили важность долгосрочного планирования. Как ты... Плевать. Луки собирается разрушить печать. Вау. Сам до этого дошел или как? Ой, пожалуйста, только не ехидничай, не сейчас. Междумирка говорила, что печать должны разрушить именно мы. Значит ли это, что мы должны с ним... объединиться? Объединиться с Лукием. Ну, возможно, в какой-то мере ты прав, но... разве не ясно, что у нас совсем другая цель? Да, согласен, но Луки знает, как ее разрушить, а мы нет. Что, если он сделает это без нас? Ой, опять ты все забываешь, Лолошка. Артефакты. Он не смог собрать все артефакты, помнишь?
А, точно. То есть ты думаешь, что Да, без них... да, все правильно. На самом деле довольно типичная механика. После слов Междумирки все встало на свои места. И... Да, Лолошка, я как следует все обдумал. Как бы ты ни критиковал мои методы силлогистической практики. Очевидно, ценность артефактов не только в их сакральном значении, скорее в их, практической сути. Для поддержания печати одной силы сына явно недостаточно, особенно если он каким-то образом питает отца. Я пока что не уверен, как именно должен работать этот механизм, но убежден. Применение артефактов заключается именно в этом. Создание печати, ее поддержание и, соответственно, ее разрушение. Ну, ты понял? Мы нужны Лукии, Лолошка. Так же сильно, как Лукий нужен нам. Угу. Только он знает, где находится отец. Именно. Рад, что мы с тобой это определили. Да, это все, конечно, окей, но... А сейчас-то нам что делать? Идти искать Лукия? Серьезно? Рядом с телом Междумирки его не было. Может быть, снова используем сову? Не знаю. А, черт. Это напоминает бесконечную и ужасно раздражающую игру в прятки. Сколько можно это... Успокойся, тебе ли возмущаться? Да и к тому же мне показалось, ты к такому привык, не? Вообще, знаешь, у меня есть ощущение, что Лукий сам на нас выйдет. А, может быть, я и ошибаюсь, а может быть и не ошибаюсь. Короче, в любом случае пойдем. Если что, объединимся снова. На данный момент наше объединение одно из главных наших преимуществ. Если не самое главное. Ну да, справедливо. А что тут происходит? Невер, ты с каких пор стал... А, я вспомнил! Его же просили обучить магии, точно! И он реально обучает, красавчик! Неверу есть чем заняться, и растения повыращивать, и магии пообучать. Так, по итогу мы... Давай. Да, я знаю, что тебе это начинает нравиться. Прекращай, Джон. Так, начинаем слияние. И... у нас все получится, правильно? А? Что за... Что происходит? Почему я... Эй! Нет. Я что, поглотил Джона? Почему мы выглядим как я? Как обычный я? Джон? Ты тут? Что происходит? Джон! Ладно, все. Прости, за этим было слишком забавно наблюдать. Что за... Поверить не могу! Я же испугался, Джон! Я знаю. Я ощущал твою панику. Это был такой наивный детский ужас. Вот вообще... Это не смешно, Джон! Почему мы выглядим вот так? Но я немного поманеврировал, назовем это так. Просто Лукий знает, как мы выглядим, когда объединяемся. Плюс к тебе он настроен более снисходительно, чем ко мне. Ты же сам это знаешь. Подозреваю, что он выдаст нам больше информации, если будет уверен, что перед ним самый обычный Лолошка. Но... Как именно ты это сделал? Ой... Ладно, это, конечно, не самый важный вопрос, но окей. Дал тебе чуть больше контроля над своей вспышкой. Поэтому давай, пожалуйста, ты не будешь делать глупостей, окей? Ну что ж, ладно. Да, и еще кое-что. Ты будешь прислушиваться к тому, что я тебе говорю. Хорошо? В этом состоянии я не сильно способен контролировать наше тело. Ой, знаешь, Джон, когда-нибудь я тебе обязательно отомщу. Блин, ну а чё, прикольно? Так, и что в итоге? Теперь будем ждать или выйдем на него сами? Я не уверен, насколько Луки педантичен, но прошло уже практически 2 суток по стандартным меркам времяисчисления. Так что, думаю, он должен выйти на нас. Нужно сделать так, чтобы это произошло дальше от поселения. Так, ладно. Дальше от поселения. Это каким образом? Здесь у нас получается все еще поселение, очевидно. Выйдем, наверное, с той стороны, где начали, и просто пойдем... ну просто пойдем, окей. Привет, ребятки! Так, мне на самом деле не то, чтобы с вами нужно встретиться, но окей. Мне, ну... Ой-ой-ой. Мне нужен Лукий. Ой, да боже, иди отсюда. Пошел прочь, тварина! Лукий, значит, все-таки пришел. Ой, а что тут все в крови? Так. Привет. Подожди, мне кажется, или... Мне показалось, там какая-то тень. Типа, знаете, второй Лукий стоит, но нет.
О, Лолошка, нечестивое непокорное дитя. Знал, что ты послушаешь, знал, что ты придешь. Время пришло. Близок судный час. Да светится имя его. Да простит он грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть, реально вот так просто? Ты действительно решил организовать небольшую аудиенцию? После нашей последней встречи ты... Искренне молящиеся находят благо возле стоп его. О, Лолошка, пойми же, здесь нет никакого потайного смысла. Роль твоя важна для благих целей, дитя. Как и он, важен для целей твоих. Ты обдумал мои слова? Я не перейду на его сторону, как бы ты ни просил, Лукий. О, нет, я и не прошу. Ты пока сам не ведаешь, что говоришь. Но скоро ты наконец все поймешь и сделаешь правильный выбор. Да дарует он тебе благоразумие. Ты должен пойти со мной, Лолошка. Давай, соглашайся. Это наш шанс узнать, где он прячется. Если что, мы все равно сильнее. Как же хорошо, что в этот раз ты один. Твой близнец останется здесь, ибо он нам ни к чему. Ведь только ты способен помочь ему вершить благо над землями грешными. Так, ладненько. Я вообще сейчас ничего не понимаю уж. На что мы соглашаемся? Согласиться пойти с Лукием, сразиться с Лукием, отказать Лукию и убежать. Ну давай соглашаемся, если даже Джон это говорит. Да, Луки, я готов идти с тобой. Но только если ты действительно обещаешь ответить на все мои вопросы. Про отца, про его силу, про заражение. И самое главное, про меня. Ой-ой-ой, Лолошка. Я вижу неповиновение в твоих глазах. Смирение еще не пришло к тебе. В тебе нет веры, а душа твоя полна злыми помыслами. Ай-яй-яй. Но до помыслов твоих мне нет никакого дела. Я ведь не идиот, дитя. Я знаю, что согласие твое исходит от сопротивления, но я приму твой ответ. Ибо нужно мне, чтобы ты пошел со мной. Такова воля его, а значит, такова воля моя. Эльфийские наручи при тебе, Лолошка? При мне. Хочешь отобрать, да? Не будь ты нужен ему, разговор наш бы не продлился долго. Да, ты обделен благодетелью. Но если именно ты необходим для вершения блага, так тому и быть. Я ничего не понимаю, что ты говоришь. Постоянно какими-то загадками. Вот оно, Лолошка. Место покоя отца. Место, где вершится чудо его. Да будет оно даровано каждому. Место, доступное только первым его последователям. Именно там заперт отец? Нет. Именно оттуда он дарует нам благодетель, Лолошка. И как только мы повинуемся воле его, да помолимся, благодетель свою он дарить будет не только нам. Следуй за мной, дитя. Так. Ребят, если вы понимаете, о чем он говорит, вы молодцы, прям реально. О, они не нападают? Да, все они дети его, и все послушаются ему. Им незачем вредить нам, когда мы здесь с благой целью. Ага, иными словами, он контролирует их, потому что знает, что мы идем к нему. Мы идем вершить настоящую добродетель, Лолошка. Мы поможем ему даровать очищение всем. Освободим его от оков этого мира. Слушай, Лукий, а можешь сказать, какова его конечная цель? Подчинить себе все миры, да? О, нет. Ты думаешь о его даре как о проклятии,
когда дар его — спасение для грешных, грешных заблудших душ. Но, Лукей, это спасение совсем не похоже на спасение. Ну, потому что ты смотришь, но не видишь. Ты упрямо отказываешься понимать то, что объяснялось тебе бесконечное количество раз, Лолошка. Смотри же. Милосердие его не знает границы рамок. Даже сейчас, когда сила его ограничена, он делает все, чтобы даровать чудо этому миру. О, это же величайшая честь. Честь, которой можно удостоиться. Существовать под его мудростью. Да, пускай, Лолошка. Возможно, пока ты так и не поймешь, ведь ты не знаешь его так, как знаю я. Ты позволил зерну сомнений прорасти в сердце твоем, Лолошка. Но я очень надеюсь, он сможет тебя переубедить сам. Если он увидел в тебе что-то, что значимо для него, если у него на тебя такие глобальные планы, я доверюсь этому суждению его, как доверяю любому другому его суждению. И не дам вере своей покоситься из-за моих собственных убеждений. А, черт. Луки, а почему ты так предан ему? Ты ведь больше не заражен, мы развоплотили тебя. Воплощение — это не только про физическую суть вещей, глупое дитя. Это про искреннюю веру, про преданность, смирение. Так, ладно. Чего же ты тогда снова не заразился заново? Говорил же, что теперь стал слабее, разве нет? Не надо. Моя связь с ним достаточно крепка. Я не могу рисковать и помешать планам его из-за собственных ошибок. Черт, я никак не могу понять эту логику, честно. Если то, что он дарует, благо, это не было бы риском, разве нет? Почему ты все еще не заражен? Перед ним не нужно было бы смиряться и все такое. Оно бы не причиняло тебе страданий и боль, и... Говоришь, как сын его. С такой же уверенностью и с таким же упрямством, Лолошка. Все вы, дети, считаете, что вы умнее того, кто вас породил. Все вы уверены, что знаете лучше, чем есть на самом деле. Его сын противостоял ему, и даже частично преуспел в этом. Его сын познал благо, когда еще не был к нему готов. Посчитал, что сможет превознестись над собственным отцом. Ха! Им двигала гордыня и непослушание, Лолошка. Ровно так же, как и двигает сейчас с тобой. У тебя еще есть время обдумать это. Есть. Не отрекайся от блага, которое так искренне тебе дарует. Пойми же. Как это все сложно. Мы уже близки, дитя. Близки. Так, и что же нам нужно сделать? Все не так просто. Печать открыть могут лишь первые, а артефакты всего лишь инструменты. Ритуал непростой, дитя. Мне нужно, чтобы ты как следует постарался. Мне понадобится твоя кровь. Думаю, ты уже примерно понимаешь, какая ценность в ней хранится. Но ты все еще строптив. И помыслы твои богохульные. Ладно. Я думаю, ничего страшного не случится, если кровь твоя будет немного подпорчена. Что? Эй, ты что творишь? Епископ. Да, и я прошу прощения, что прервал вас. Ай. Ну что опять? В королевстве оказывают сопротивление. Нам не справиться без вас. Ну что же, я же просил! Я же говорил вам, какое важное событие сегодня ждет всех нас! Все, что вам нужно было сделать, удостовериться, что мы можем достойно его принять! Простите, епископ, пожалуйста, простите, но наших сил не хватает. Да вопрошаем мы к помощи вашей, а через вашу к помощи его. Ай-яй-яй.
Нам стоит немного повременить, Лолошка. Ты уж извини. Я верю, что ты не будешь делать опрометчивых и небогоугодных вещей. Не пытайся бежать отсюда, иначе тебе не выжить. Будет крайне обидно, если все наши планы разрушатся только потому, что ты погибнешь. Давай. Что это, черт возьми, сейчас было? Подожди, он хотел заразить меня? Ай, надо убираться отсюда. Ай! Ой. Эй, Джон, ты что творишь? Нет, ты не прав, Лолошка, нам точно не нужно убираться отсюда. Точнее, тебе. Джон, ты не понял? Он хотел только что воплотить меня. Да, тихо, успокойся, Лолошка, я понял. Но ты не понимаешь. Это буквально единственный наш шанс пробраться к отцу. Лукий сказал, что ритуал непростой. Мы понятия не имеем, как он работает. Дай ему заразить себя. Что? Ты с ума сошел? Тихо, доверься мне, доверься. Наш враг привел нас в свое логово. Лукий до сих пор не доверяет тебе, но сделал это только потому, что мы нужны отцу. Лолошка, не переживай, я спасу тебя. Ты же знаешь, что я спасу. У нас есть чарующая пыль. Я подготовлю все, чтобы пробраться к отцу вместе с тобой и развоплотить тебя. Больше у нас такого шанса просто не будет. Мы не можем его упускать. Вы чё, реально заразить? Нет, ну подожди. Отказаться от заражения. Согласиться с Джоном и дать Лукию себя заразить. Предложить Джону заразить вместо себя. Я верю в то, что меня защитит сюжетная броня. Это реально единственное, о чем я думаю. Поэтому, наверное, только из этих, мыслей я могу сказать, ну ладно. Я знаю, что если я сейчас сделаю какой-то выбор, он будет аукаться на протяжении последующих сезонов. То, что я сейчас себя заражу, это как-то аукнется. Я уверен на миллиарды процентов, на миллиарды миллиардов процентов. Черт, какой выбор, а? Блин, это очень круто, но дайте Лукию заразить себя. Джон, мне как-то не по себе от этой затеи. Да я знаю, Лолошка, я знаю. Единственный шанс. Я понимаю, что это просто... Черт. Ладно, хорошо. Я доверяю тебе, Джон. Ты притащил меня сюда, поэтому будь добр. Сдержи свое слово. Да, само собой. Несмотря на наше слияние, мои коренные принципы слабо изменились. Я бы не стал тебе врать. Я очень надеюсь на это. Если ты меня не спасешь, я просто выберусь и тоже заражу тебя, понятно? Не сомневаюсь в этом. Так, ну что же получается? У нас мало времени. Он может вернуться в любой момент. Я прослежу, чтобы все прошло гладко. Да. Чё, прям настолько? А, ты спрячешься? О, ты все еще здесь. Рад видеть, что ты наконец приступил свою гордыню. Да, Лукий, мне все еще нужны ответы на мои вопросы. И ты обязательно получишь их, дитя. Получишь напрямую от него. Я реально зараженный! Пиздец просто! О май гад! Это трэш. На что я пошел ради сюжетного... понимания, скажем так. Назовем это Вот так, дитя мое. Вот так. Прими его волю. Не протився ему. Отдайся его силе. Ложка. Обалдеть. Так, ладно. Если так подумать, это совсем недалеко. Это очень рискованный шаг, но я справлюсь. Мы справимся. Для моего плана понадобятся остальные. Подожди, где... меня оттуда выкинуло? Или это он убежал? Это он, скорее всего, сбежал. Да, это он убежал, получается, он теперь знает, где находится отец. Следовательно, где-то за теми горами, правильно? А мы сейчас находимся...
А, в том самом поселении, где был голем. Да, вот тот самый голем. Он даже прямо сейчас здесь стоит. Ребят, вы уж простите меня, но я просто обязан это сказать. Я в тотальном ну, типа, других слов здесь не подобрать. Мой главный персонаж, Лолошка, что вы это видите? Его буквально заражает. Это по-любому аукнется в будущих сезонах, но все-таки этот сезон еще не закончился. Что будет дальше? Узнаем. Пора понять все планы отца, секреты, ну и все такое. У меня, сори, ребят, просто ком в горле. На этом буду постепенно заканчивать. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам понравилась данная серия. Надеюсь, что вам нравится то, что вы смотрите. И надеюсь, что вы подпишетесь. Не забывайте поддерживать нас не только своими кликами, но и денежно. Можете поддержать нас на Бусти, ссылка сверху, или на мироходец.ру. Официальный мерч. Шарфы, рюкзаки, игрушка Рая Прайм и многое-многое другое. Все это можно приобрести прямо сейчас. Спасибо большое за просмотр. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были только GDH. Только GDH. Всем удачи, всем пока. Пока. Стоп, я узнаю эту шляпу, ребята. Вдруг этот неизвестный любитель шляп где-то неподалеку. Может быть, ему нужна помощь? О, нифига, куда партиклы показывают. Но, надеюсь, все будет нормально. Я просто надеюсь. Эй, прошу тебя, мы не можем развоплотить твою Брунгильду, потому что если мы потратим порошок на нее, мы не сможем развоплотить моего Лолошку. Ах ты ж мразота! О, великое очищение. Да, знаете, какой бы смысл сейчас не вкладывали в эту фразу, мне плевать. Для меня оно уже вполне себе великое, потому что, напомню, в предыдущей серии Лолошку заразили, черт возьми. Заразили, забрали и не отдали. Все это план Джона. Джона, который буквально выпросил Лолошку пойти на это самое очищение. Напомню, только так мы активируем ритуал, освободим отца, уничтожим печать, освободим сына и остановим дальнейшее заражение. Если вы не видите в этом логику, то я тоже не видел до этой серии. Сейчас объясню поподробнее, у этого просто офигеть какой крутой фундамент. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы заразились. Да, друзья, впервые за 12 лет существования канала я заявляю официально: у меня потерян доступ к Лолошке. Напомню, только зараженный первый может разрушить печать и освободить сына, но и также отца. Признаюсь, спустя кучу серий до меня наконец дошло, зачем мы вообще все это делаем? Зачем мы освобождаем отца, если это плохо? А потом до меня резко доперло. Его же и так ничего не держит. Вы посмотрите на это. Он поглощает людей, монстров, поглощает память и воспоминания. Несмотря на свою печать, он все равно становится сильнее. Поэтому да, уничтожив печать, мы действительно освободим отца, но и при этом у нас появится преимущество. Мы лишим его мощной подпитки в виде сына, а самое главное, получим доступ к его физической оболочке, которую можно буквально убить. Если говорить еще проще, это тот самый случай, когда плохой выбор лучше, чем бездействие. И именно плохой выбор приведет к шансу сделать лучше. Если же выбирать бездействие, то отец рано или поздно все равно добьется своего, потому что, сидя в своем коконе, в своей печати, его сила все равно постепенно растет. Короче, выбираем худшее, чтобы добиться лучшего. Проще не скажешь. Черт, лишь бы успеть. И убедить остальных помочь нам. Там слишком много зараженных, одному мне точно не справиться. Держись, Лолошка, держись. Я должен сделать все возможное. Я сделаю все возможное. Так, Джон, ты, конечно, прав, и ты молодец, и все такое, но я не совсем понимаю, куда мне нужно идти. Типа, мне... Ох ты ж, батюшки, здравствуйте. Мне, по идее, нужно найти скинт и телепортироваться к выжившим. Стоп! Я узнаю эту территорию? Да, те самые ворота. То есть, получается, если мы сейчас отсюда выбегаем, потом идем вперед, то там будет скинт. Ребят, простите, не до драки. Давайте, пожалуйста, скажите, что здесь есть скинт. О, да. Приветствую. Так, сразу же. Мне интересно, Сайриса, она восстановилась или нет? Эльфийка, она же, помните, лежала в предыдущей серии. Может быть, сейчас с ней все будет нормально? Так, алые луга, переместиться.
Так, супер, и получается прямо сейчас... Поднять перо, что? Эй, а это еще чье перышко? Невера? Сорвано? Не уверен точно, но не особо похоже на цвет оперения кого-либо из них. Хе, хотя, конечно, в Архее тяжело разобрать все оттенки черно-серого. В такой-то темноте. Так, ладно, подожди, что еще раз? Перо ворона. И у нас появились какие-то партиклы. Ну, это либо Невер, либо сорван. Очевидно. Я так понимаю, мне сейчас не в поселение нужно. Эй, а почему это так резко монстры здесь появились? О, черт! Почему здесь везде следы борьбы? А! Я не понимаю, почему здесь реально следы борьбы. Что происходит? Так, тихо. Ребят, подождите, у меня меча нет, у меня ничего нет, но не буду я с вами драться. Погодите! Ой, бога ради, отстаньте. Все? Так, я в безопасности. А теперь спокойненько. Вот вам перышко. Я хочу попробовать магию. О, вот это я ни разу не использовал. А, надо, наверное, зажать. Так. Опаньки! Хо-хо-хо-хо! Сюда! Минус вся мана, но и минус все монстры. Что тут за следы борьбы? Ну-ка, объясните мне. Еще перышки, зараженный скин. Ничего из этого подобрать не могу. Так, и партиклы в итоге просто исчезли. Стоп! Я узнаю эту шляпу, ребята! Это... Посмотрите внимательно на вот этого ворона. Походу, вот оно, чье это перышко-то. Капец, а я уж совсем про него забыл. Да, такую, знаете, шляпу не забывают. Окей, сейчас, подождите. Подобрать. Эй, стоп. Где-то я видел уже эту шляпу. Но, насколько я помню, никто из беженцев не носит такие экстравагантные головные уборы. Тут, судя по всему, была та еще заварушка. Кто-то спасался от монстров? Но почему тогда не решился бежать за помощью в лагерь? Ай, вдруг этот неизвестный любитель шляп где-то неподалеку. Может быть, ему нужна помощь? А, черт, на меня же ждет что-то более важное. Что делать? О, нет, ну, блин, зачем меня-то спрашивать? Ну, зачем мне давать выбор? Пойти по следу, не отвлекаться и отправиться в лагерь. Так, ну, давай мы немножко пройдемся. Может быть, там действительно будет тот самый ворон? Ай, ну почему в такие моменты в моей голове начал появляться маленький занудный лолошка, который усердно уговаривает не бросать никого в беде. Ай, короче, надеюсь, это будет быстро. О, нифига, куда партиклы показывают. Так, ладненько, посмотрим. На самом деле, в той территории мы не ходили. Подожди, а шляпа в итоге просто разодранная, без описания. Оки-доки. Так, блин, ну мы уходим действительно немного далеко. Но, надеюсь, все будет нормально. Я просто надеюсь. Эй! Это реально тот самый ворон! Что ты делаешь? Понятно, что ты делаешь. Так, слушайте, на самом деле мне бы нужна какая-то, наверное, магия против этих тварей. Но у меня магии немного. Сейчас мы тогда сделаем немного иначе. Берем мана-скинт, восстанавливаем всю себе ману. Я примерно-то понимаю, что просто так держать мана-скинт в инвентаре это не самая лучшая идея. Выбираем, допустим, вот это. И привет, ребят! Я не дамся вам, не дамся! Получайте, мерзкие тварюги! Получайте! Знакомые лица. И как же я сразу не догадался, что это он. А я вот догадался. Так, смотри, а он сносит им? Спаситель! Батюшки, ты меня тоже помнишь, да? Так, ну что ж, давай попробуем. Добрая душа! Да, подожди, сейчас мы... Спасибо тебе, добрая душа! Счастье твоему дому! О-о-о! Жену тебе богатую! Давай, оба! Как же красиво! О, черт возьми, это лучшее заклинание, которое можно было использовать. Детишек побольше! Да тихо ты, тихо, успокойся. Помощь! Я еще толком даже не помог тебе, а ты уже кричишь, что я тебе помог. Так, все нормально. Эй, постарайся не воплотиться и не убить меня! Не убить! Будет сделано. О, черт! Я сейчас реально погибну! Стоп! Так, тихо. Вы только посмотрите на него! Каков герой! Каков красавец! Спаситель! А, все, наконец-то. Фу, блин, это было тяжело. Кар, иди ко мне! Ух ты. Ты что, летать не умеешь? Так.
Спасибо! Спасибо! Эй, ты... Добрая твоя душенька! Добрая. Эй, успокойся, хватит, хватит, что ж ты? Я думал, ты уже давно погиб. Ты как вообще оказался в такой передряге, а? О, да! Погиб! Я погиб! Ну нет! У меня хватает мозгов, чтобы не погибнуть! Где же? Кстати, где же? Куда потерялась? Да успокойся, боже, я случайно нашел твой аксессуар, не волнуйся. Разодранная шляпа. Вот, держи. Настоящий спаситель! Мир дому твоему, мой дорогой! Дому твоему, дорогой! Да. А я пойду искать свой дом, а то мои топи совсем затопило. Представляешь, просыпаюсь однажды, а я по горло в болоте. Ну разве так можно жить? Так, Эй, подожди! Да? Слушай, психопатная птица, ты как реально выжила? О, у нее имя, или у него имя, подожди, что? Линерра? Как ты говоришь? Почему я вижу имя, если это еще даже не представилось? Пригласить странного ворона в лагерь выживших, потребовать вознаграждения за спасение, попросить впредь быть аккуратнее и уйти. Ну вообще, я помню, что он подарил мне том желаний, Лолошке, поэтому я за это хочу отплатить ему и пригласить в лагерь. Ты куда ж идешь-то? Лагерь в противоположной стороне. Да, помню, знаю. На меня там неподалеку воплощенные напали. Ну так... А чего ж ты тогда за помощью туда не побежал? На это интеллекта у тебя не хватило, что ли? О, да, побежать в лагерь и подвергнуть выживших опасности? А мне казалось, что это у меня проблемы с головой. У меня. Я-то уж знаю, как жить в одиночку среди воплощенных. Я знаю, как с ними справляться. Алло, люди что? Они в лагере? Приди туда с такой толпой монстров на хвосте. Кого-то из лагеря точно бы пришлось потерять. Потерять бы пришлось. Ничего себе, какой ты, оказывается, альтруистичный. Слушай, я не помню твое имя. Это потому что ты не знаешь его. Ну да, логично. Так и как же в таком случае тебя зовут, а? Я, кстати, Джон Дэйви Харрис. Джон, Дэйви, Харрис. Как смешно звучит, а? Какое нелепое имя. Отвратительно, просто отвратительно. Эй, алло! Нормальное у меня имя. Я сам выбирал. Какой кошмар! Ты сам себя так назвал? Ужасно, это просто ужасно! Так, слушай, умник, не эксплуатируй мое терпение. Я вообще-то спас тебе жизнь. Джон Дэйви Харрис. Звучит как какой-то случайный набор звуков. Эй, я не могу понять, ты давно ни с кем не общался, да? Давно? Дай-ка подумать. Ты, кажется, был последний, кто у меня гостил. Только тебя было двое, я помню. Двое. То есть последний раз был тогда. Это многое объясняет. Да, меня было двое. И сейчас мне очень нужно найти второго меня, так что, знаешь... Второй ты потерялся? Думаю, ты скоро найдешь его. В конце концов, все мы в Архее связаны. Во всех нас течет одна кровь. Вот и у вас со вторым тоже течет одна кровь. Он же второй ты, что ли? Не помнишь, что ли? Обязательно найдешь. Обязательно. Меня же нашел. Это потому, что кровь у нас с тобой одна, мальчик. Одна. Хоть я и не третий ты. И даже не четвертый, кстати. Да, боже, какой поток мыслей. Одна кровь, говоришь? Не уверен, схожу ли я с ума, но... Твои слова мне кажутся почти разумными, что ли? Да. Мои слова разумными? Не неси чепухи! Во мне нет ни капли разумного! Так, плевать. Слушай, давай я просто отведу тебя в лагерь и продолжу заниматься своими делами, хорошо? К людям! Ну нет, не только к людям. Там уже есть два ворона, и ты отлично впишешься. О, вороны! Там есть вороны! И ты молчал! О, идем!
Конечно, идем! Боже мой. Ай, знаешь, Джон Дэви Харрис, так интересно посмотреть на живого ворона. Ой, а то мне попадались только наполовину живые. Ох. Слушай, так как говоришь к тебе обращаться? А, Линера! Линера меня зовут. Что? Линера? Слушай, это разве не женское имя? А, шутишь над тем, как меня зовут, а у самого женское имя. Это что за... Ну, да, конечно, женская, конечно. Я же женщина. Да... А что? Что, чего ты лицо скукурузил, а? Подожди, правда? Реально, то есть ты женщина? Мы все это время обращались к тебе в мужском роде? Ты сам обращался к себе в мужском роде? Ну, то есть сама обращалась и... Ну да. И что? Какая разница, как к кому обращаться, если суть это не меняет? Да, но... Черт, мне казалось, это не совсем так работает. Мальчик, 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 я тысячи карасов живу один посреди мертвого мира. Ты серьезно считаешь, что я не понимаю, как в этом мире относятся к женщинам? В моей топе пришли двое незнакомцев. Я пытался всеми способами себя обезопасить. Откуда мне знать, что у вас на уме, а? Ты чудак, чудак, чудак. А, какой глупый человек, ничего не понимаешь. А, плевать, все, заткнись, просто иди за мной. Просто иди за мной. Одна кровь. Ну, конечно. Во всех живущих в Архее есть вспышка. Хотя бы малая ее часть. Во всех, кто меня окружает, есть кровь первой матери. В чистом или искаженном ее виде. Как же я сразу об этом не подумал? Моя вспышка, разумеется, сильна, вспышка Лолошки тоже. Но вопрос. Чтобы победить самого отца, которого бесконечно питает сын, хватит ли только нашей с Лолошкой объединенной энергии? А если наши с ним вспышки будут подпитывать другие, то это же получается... Что получается? Ну черт возьми, ну объясни, Джон. Это ж... Вы привели еще одного. А, ворон! Настоящий ворон! Что это? Так, Сорван, прости, но нет времени. Поболтать с ней... С ней... Короче, прими ее как следует, все такое. Да, как же меня это... Меня зовут Линера. Привет! Да. Слушай, Джон, нам бы не помешало обозначить, что новых беженцев мы принимаем предварительно обговорить... Да, Сорван, хорошо, я понял. Да, не дал. Просто скажи мне, где Невер? Да. Кажется, у Беренгария. Отлично, спасибо. Но подожди. Все, отстань от него. Эй, Сорвен. Пойдем поболтаем. Черт возьми, происходит. О, господи. Интересно. А, ну и все, мы не сможем, да, подслушать? Блин, обидно. Так, ладно, мне действительно нужен Невер, потому что у него сильная магия, и он явно мне может помочь. Эй, Да, Невер! Ты чё это такой взъерошенный? Невер, ни слова больше. Нам нужно собрать всех. А? Тебя, Гимлин, это тоже касается. Я-то чё? Да, Лолошка. Лолошка в беде. Что? Чего я сейчас... Ророшка? Такой, Джон, ты нормально тогда можешь рассказать, что случилось-то? Да, там долго объяснять. Соберите сначала остальных. Альфреда, Валина, того орка. Может быть, он тоже будет полезен. Вообще всех собирайте. Да, это... Да, просто сюда, к Беренгарию. Да, слушай, Джон, так а может ты это, объяснишь хотя бы, что это там... Гимлин, я еще раз говорю, обязательно, когда здесь будут все, чтобы не повторяться миллионы раз. Давай, быстрее. Лолошке нужна наша помощь. Скажите всем, чтобы взяли с собой оружие. Да, оружие... Да, ща мы мигом. Так, Невер, за мной. Оружие. Так, да, отлично. Сейчас, короче, да, придется всем все объяснять. Сайриса, с тобой все нормально? Беренгари, поговорить? Эй, Беренгари, здорово. Тихо, Джон, ну чё ты кричишь-то? Чё такой взбалмошный, а? Случилось чегось? Беренгари, скажи, пожалуйста, сколько чарующей пыли у тебя осталось? Ну, мешочек-то один найдется, да. А чего это? Заразился кто? Ох, да, Беренгарий. Лолошка заразился. Эва. Ложка? Это... Как же оно получается-то? Так везде... Да, Беренгарий, я в курсе. Просто отдай мне пыль. Да, конечно, вот, держи, Джон. Там немного-то осталось, она возьмет его-то, возьмет. Эй,
Он делал ее из своей крови, да? На, Сайриса, из своей. Выбора у нас другого нет, так что... Так, Джон, а может ты это еще сделаешь, не? Какой уж там Беренгарий, у нас нет наручей. Ой, черт. И где они в этот раз? Так, Сайриса, не надо. Сейчас вот правда не до этого, нам... Джон, вот все. Так, слушай, мне нужно идти. Вот Джон, ну куда же вы пойдете-то? Спасать Лолошку, очевидно же, Беренгарий. О, тогда я с вами. Не обсуждайте, если что. Нет, Беренгарий, ты больше здесь нужен. Тихо! А коли поранится кто, а? Ежели кому плохо станет, Джон? Ну нет, уж нет. Лолошка мне жизнь спас. Я не буду сложа руки сидеть, не буду. Я пойду с вами. Что? Ты-то куда? Ты с ума сошла? Тебе сейчас с кровати нельзя вставать, не то что идти в бой. Джон, там мои наручи. Да верну я тебе твои наручи, Сайриса, ну пожалуйста. Давай мы не будем второй раз подряд рисковать жизнью. Единственный оставшийся эльфийки, если что. Джон Дэви Харрис. Я не могу просто вот так Да взять... можешь ты, можешь! И будешь! Все, Беренгарий, пойдем. Обалдеть. Так, Джон, рассказывай. Что с Ророжкой? Где он? Да, Так, рассказывай. тихо, ребят. будет. Мне сейчас нужно, чтобы вы слушали меня очень внимательно. Реально, Короче, очевидно. Лолошка заражен. Чего? Ну, как это? Ребят, это долгая и слишком сложная для вашего понимания история. Суть в том, что одному мне не справиться. Нужна ваша помощь. Лолошка сейчас в Гахлидоле, за Гланимором. Это же оно. Доля. Ай-яй, да уж. Джон, там же ни одной живой души. Там пустоши. Одни лишь монстры. Я же вам говорил, зачем вы туда пошли, зачем? Чтобы найти отца, Невер. Черт. И вы нашли его, Джон, да? Он заразил Ло. И да, и нет, Альфред. Нам нужно развоплотить его, чтобы уже окончательно расправиться со всей этой историей. И... Как вы все прекрасно понимаете, один я точно не разберусь с тьмой зараженных, которые охраняют это место. Это что? Это я я догадываюсь. понял. Эй, Джон, ты что, выходит, просишь нас пойти в Гахлидол, что ли? Да. Слушай, парень, мы же там вообще не выживем. Да? Послушай, мертвые мы уже никому никогда не поможем. Ничем. Верно, да, Джон? Так, понятно. У меня нет времени вас уговаривать. Кто со мной? Просто скажите. Я... С тобой, Джон, я пойду. Невер. Я почти начал в себе сомневаться. Другие, получается, нет, не Я тоже с тобой, Джон. Я не могу бросить Лолошку. О, Альфред, ты Скотт, не надо. меня сюда привел? Обрадовал, что живой остался? Чтобы потом пойти на верную погибель? Скотт, ничего ты не понимаешь. Гимлин, Это Лолошка. Эй, Джон, я тоже с тобой иду. Я уже обещал, а значит, пойду. Как его составлю-то? Супер. Отлично. Нас 4. Меньше, чем я предполагал, но сойдет. Погоди, Джон. Эй, Гимлин, ты что, сейчас серьезно, что ли? После всего, что Ророжка для тебя сделал? Ну ведь дети, они Что? же... Что, дети? Ты просто возьми и вернись оттуда живой! Ради детей! Так, ребят, Гимлин, знаешь, а ведь пернатый-то прав. Долгорослик много хорошего для нас сделал и... Да, Вален, я знаю. Черт, да, я пойду с вами. И я с вами пойду. Что? Эй, а как же дети? Ну так, присмотрят за ними, Гимлин, присмотрят. Хорошие здесь люди, не обидят. Так, все? 6, значит, отлично. Возможно, будет уже не так неимоверно сложно, как я предполагал. По крайней мере, наши шансы точно увеличились на несколько процентов. Так, короче, встаньте в круг, я вас сейчас возьму... это... Ай, блин, я тоже пойду. Чё? Что? Алсмэк,
Балсмак, мне сейчас послышалось, или ты Да, действительно... да, я знаю, я прекрасно понимаю, что ты хочешь сказать. Просто, блин, ну, пацан этот, ну, Лолошка, он хороший все-таки. Помог мне, когда не должен был, и... Ну, чё, я не могу, я просто не пойти. Короче, я с вами, вот. Кар, это называется совесть, орк. Да, плевать, как это О, называется. так, ладно. 7 перенести одному будет уже тяжеловато. Невер, поможешь? Кар, а как же? Нужно будет... Погоди-ка. А нам-то что делать? Сколько вас ждать? Что предпримем, если не вернетесь? Ух ты. Так, блин. Получается, не все пойдут, да? Тренируйте бойцов. Если через 3 караса никто не вернется, отправляйтесь искать нас в Гахлидол. Укрепите оборону лагеря. Не идите за нами, это будет слишком опасно. Если никто не вернется живым, никогда больше не ходите в Гахлидол. Ну, то есть, по факту, это два выбора про не вернетесь. Вообще, ребят, лучше не ходить, потому что если даже мы там погибнем, то все остальные, они точно не справятся. Поэтому больше никогда туда не ходите, если мы не вернемся. Будь сделано. Так, ну, с меня тут все. Ага. Вот так все просто, да? Ну что ж. О, Садыка. Поговорить. Эй, Садыка, будь добра. Присмотри за девушкой в палатке, чтобы она никуда не сбежала. Смогу рассчитывать на тебя? Да. Угу. По итогу Садыка не идет. Так, и в итоге все остальные идут. Ну что, Невер? А теперь... Поехали. А ну-ка. Телепортация, да, вот она. Все в Гахлидол. Каждый раз я удивляюсь всем этим эффектам, очень красиво. Так, ребятки, собрались? Нам туда. Эва, давненько меня не было за пределами. Так, ребят, вперед! Че, и все за мной, что ли? Так а чё, погодите, мы нужны, чтобы с зараженными разобраться или как? Да, Джон, нам нужно защищать тебя, пока ты будешь развоплощать Лолошку. Ну, да, почти, Альфред. Эй, пацаны, а вы вообще слыхали про Гахлидол, а? Ох, Гимлин, там все говорят поросло фиолетовым скинтом. Да смерть там одна смерть, и ничего больше. Ой, знаете ли, а я вот все волнуюсь, сработает ли порошочек на Лолошке-то? Должен, Беренгарий. По крайней мере, у меня есть идея, как можно усилить его действие. Ну, вот оно как. Ну как же? А чё за порошок вообще? Но есть у меня одна теория, Беренгарий. Слушайте все. Вы все живете в Архее с самого рождения. Значит, во всех вас есть частицы скинта. Чистой незараженной энергии. Когда путеводный скин только появился, люди могли пользоваться им, если верить священным книгам. В вас наверняка тоже должна быть чистая энергия, даже если вы все не догадываетесь об этом. Ну, Невер не в счет, я так полагаю. Невер у нас владеет магией, которая обычно доступна только мироходцам. Короче, даже если силы чарующей пыли будет недостаточно, мы можем попробовать направить вашу энергию в Лолошку и таким образом истребить его заражение. И уже, возможно, тогда победить главную угрозу Архея и вообще всех миров. Я чё-то вообще ничего не догнал, если честно. Эй, Джон, думаешь, сработает? Ох, Невер, очень хочу в это верить. Иначе будет неловко. Я ж все-таки Лолошке обещал, что спасу его. Так, Джон, а как направлять-то ее, ну, типа, энергию-то куда? Нам нужно будет очень сильно сосредоточиться и сфокусироваться на одной задаче. А если прицел немного сбит? Ох, Альфред. Так, ребят, просто идете за мной, давайте, погнали. Ох. Так, ну, по крайней мере, туториал какой-то провели. О, боже. Да, ребятки, вот такие вот монстры нас могут поджидать. Ема, а чё так много-то, подожди? Реально, просто толпа какая-то. Вы как, готовы драться или... А, ладно, я понял, более чем готов. Капец монстров, это просто трэш. Давайте, ребята! демоны! Ура! Так, все, окей, сейчас мы быстренько разберемся. Вот эту Чёрт тварину возьми, как же их на! много! Один удар и сразу трупчик. О, нифига себе, тут кристаллы все равно дропаются. У меня, знаете, идея. Я хочу магию использовать. Сейчас мы всех соберем. Так. Получай, И тварь! потом... На! Ой, что-то не получилось. Аккуратнее.
О, блин. Так, ну во всяком случае мне дают еще раз попробовать. И сейчас еще раз магию хочу использовать. Давай, поехали. Хорошо! О, господи, как я много всех убил сразу же! Так, есть идейка. Сейчас быстренько кушаем. Или пьем. Потом еще быстренько пьем. Давай. Да черт. Да, я не могу успеть даже выпить. Ребят, у вас тут все нормально? Да, вроде бы справляются, молодцы. Обалдеть, сколько спарков я зарабатываю. Сколько скин-то я зарабатываю. Теперь подходим прямо в середину и давай. Супер! Получайте, демоны. Оп. Здравствуйте, големчики. Ага, тоже на один удар. Блин, слава богу, здесь все умирают за один удар. Это приятно, честно говоря. Все. Фу. Справились. Ой, Балсмак заражен. Ты посмотри, на них эффекты тоже действуют. О. Так, и в итоге мы действительно идем на ту сторону. Гахлидол. Место, в котором не то, чтобы кто-то хочет появляться. Обалдеть! Место, в котором все поросло фиолетовым скинтом. Да, именно об этом и говорили. Только погоди, а куда идти-то? Я-то, честно говоря, вообще не шарю. Ну, давай, наверное, вправо пойдем. О, мобы. Ребят, как же хорошо, что вы всем мне помогаете. Так. Сюда. Давай. Опа, молодцы. Блин, прикольно. Так, все со всеми будет нормально же, да? Мы же никаких плохих сцен не увидим. Все должно быть по-доброму. Все должны быть живы. Только не это. Что такое, Гимлин? Эй, Джон. Что? Джон, прости, но... Джон, там. Бруня! Его Бруня! Там девочка моя. Брунгильдочка. Сочувствую, Гимлин. Ну, нет же, Джон, ты что не понимаешь? Нам вылечить ее нужно, вылечить! О, черт! Джон, пожалуйста, ну я прошу тебя, дай порошок! Эй, Гимлин, но у нас остался всего лишь один мешочек. Мы не Да можем. чё уж ты! Мы же этой энергией своей долгорослика вылечим, но энергией! Верно? Энергией же! Давай используем порошок на Брунечке, прошу тебя! Гимлин, я не Да уверен, что... я уверен, зато я! Я прям уверен! Ой, ну давай, Брунгильдочка! Прошу тебя, Джон, ну дай сюда свою пыль! Эй, Гимлин, я же сказал нет. Это не в приоритете. Что? В приоритете? Да как ты смеешь? Эй, Гимлин, дружище! Эй, ребят, вы чего там встали? Какого черта? Что за задержка? Так, бляха-муха, ребят, вы... Нет, Гимлин, прошу тебя, успокойся! Согласиться развоплотить Брунгильду, отказаться развоплотить... Само собой отказаться! Блин, один порошок, и он нам нужен! Прости, Гимлин. Гимлин, прости, но мы не можем тратить порошок просто так. Чего? Просто так? Просто так? Гимлин, прошу тебя, мы не можем развоплотить твою Брунгильду! Потому что если мы потратим порошок на нее, мы не сможем развоплотить моего Лолошку! И тогда уже никого никогда больше не сможем развоплотить, понял? Ах ты ж мразота! Да я ради вас! Да я вышел! Да я живу Гахлидол! Я чертов ты тварина! А, черт возьми, Гимлин! Ты ж скотина! Да пожалуйста, Гимлин, не надо! Нет! Да, Гимлин. Я тебя! Иди сюда, Джон! Да я бляха-муха, ну я не могу развоплотить Брунгильдочку! Гимлин, пожалуйста, не делай глупостей! Так, кажется, мне придется его... О, боже, сколько у него хп, обалдеть! Гимлин, Да я пожалуйста! сделал глупость, когда впервые вам доверился! Ублюдка! Я самое главное, я понимаю, я понимаю Гимлина, но я ничего не могу с этим поделать! Гимлин, твою-то мать, что же ты творишь? Да, послушай Валина! Не меня, но Валина! Так, все нормально, все нормально. Черт, прости! Прости, Гимлин! Я не хочу, но мне приходится. Так, капец, у него молот. Гимлин, пожалуйста, мы можем решить все словами! Да, послушай, голос разума! Черт возьми! Неужели мне Голос придется- разума! Сейчас я все решу! Сейчас все порешаю! Да, уж понятно, он, короче, слушать точно ничего не Я будет. сейчас так все решу! Я спасу свою девочку! Иди сюда!
Да, бля. Эй, мужики, вы что делаете там? Да блин, как бы тебе объяснить, Балсмак? Тут такая задница. Ай-яй-яй, вот что же вы творите, парни? Даже не знаю, как объяснить. Прости, Гимлин, прости. 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 Ай-яй, Гимли, ну что же на тебя нашло-то? Жить будет жить. Так, а ну-ка погодите, ребятки. Сейчас посмотрим, что там с ним. Альфред, а ну-ка давай, помоги его к дереву оттащить. Пипец. Джон, с тобой-то все нормально? Джон? Это очень плохо, что ты все силы сейчас потратил на Гимлина. Но я уверен, что мы защитили вот порошок, это очень хорошо. Не зря мы его защитили. Тут прям, знаете, вот так... Джон, не надо было их с собой брать, не надо было. Да, возможно, но подожди, тут так и написано. Последний мешочек экспериментальной чарующей пыли. Нужно использовать с умом. Вот это прям очень важная такая надпись. Ой, нифига себе, смотри, сколько у меня. Пипец, у меня скинтонита и скинта. Так, слушай меня сюда, Невер. Их брать надо было. Он оклемается, и мы нормально все обговорим. Ага, я устал. Черт. Да, я за привал. Надо остановиться, я заколебался уже. Отдыхаем. Че, в итоге правда отдыхаем? Так, Гимлин, с тобой точно все нормально? Уделал меня долгорослик. Я отец... Да заткнись ты уже. Я тебе сейчас тоже уделаю, Гимлин. Ой, отдохнуть надо, всем нам отдохнуть. Ладно, я уже понял, согласен. Устроим привал. Я так устал. Пипец. А это ведь даже не подход к тому самому замку. Ребята, зачем ты это делаешь, Гимлин? И где твоя Брунгильдочка? Она ушла или мы ее... Да, ладно, короче, я даже не буду это продолжать. Трэш, который стоил нам кучи сил, полностью заряженного фиала жизненной силы, опять же, и... У меня такое ощущение, что я все сделал правильно. Ребят, давайте так, я уверен, что вот эта надпись нужно использовать с умом. Очень важная надпись. Вы, конечно, как угодно можете сейчас защищать Гимлина и говорить, что надо было спасти Брунгильду, типа мы там энергией восстановим Лолошку и все такое, но понимаете... Это все лишь шанс. И чем больше шанса, тем лучше. Я топлю за то, чтобы увеличить шанс спасения. Поэтому прости, Гимлин, я 3000 раз могу тебе сказать прости, но... Нет, вот этот последний мешочек останется со мной. Продвигаться дальше в одиночку мы точно не будем. Зато смотрите, что я здесь вижу. Помимо фиолетового скинта здесь есть и обычный. То есть вся эта территория все-таки растет еще и добром. Блин, я так понимаю, что это очень большой намек на силу сына. Типа, понимаете, вот это все отец. Просто представим аналогию. Фиолетовый скинт — это все отец. Но во всей этой территории местами выигрывает сын. Добро, благо. Поэтому да, еще не все потеряно, как говорится. Думаю, на этом стоит закруглиться, немножко отдохнуть. Давайте все тоже устроим привал и поставим лайк этому ролику. А если были не подписаны, то еще и подпишемся. Напомню, что ваша поддержка — это супер большой буст к мотивации. И в последнее время я не забываю попросить вас о том, что вы можете поддержать нас и денежно. Ну, если хотите, правда, если хотите. Можно сделать это на бусте, ссылка сверху, или купив официальный мерч на сайте мироходец.ру. Спасибо большое за просмотр, ждем будущих сюжетных разветвлений. А с вами были Джон и где-то там Лолошка, а также Гимлин, который явно не в ресурсе. Всем удачи, всем пока, пока-пока-пока, пока. Порте Апериандор! Да откроются врата отцовы! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, готовьтесь, ребята. А! Сделаю все, чтобы этот кошмар наконец закончился. Да, что? Альфред! Чего? Обалдеть. Операция спасения зараженного Лолошки. Примерно так можно описать происходящее в предыдущей серии. Наша команда в качестве Джона, Гимлина, Валина, Альфреда, Невера, Беренгария и Балсмага отправились в земли отца. Земли, где сосредоточена вся мощь заражения, и земли, где Гимлин уже успел посраться, подраться и банально поссориться. Напомню, мы, играя за Джона, отказали Гимлину в развоплощении его жены, потому что у нас остался всего лишь один порошок, предназначенный для Лолошки. Короче, страсти накаляются, но спасение продолжается. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали!
И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы отыгрываем спасателей. Да-да, как говорится, кто, если не мы. История постепенно движется к полному пониманию хронологии отца, сына, их заточения в печати, зачем нужен Лолошка, кто такие первые, мать, именующая себя началом, и многое-многое другое. Прямо сейчас наша команда во главе GDH идет спасать Лолошку, а самое главное, разрушать печать. Как говорится, ехала! Нам, походу, сейчас покажут что-то от лица Лолошки, да? Так, я вижу луки, я вижу кучу гнолов. И вот... Ой-ой-ой. Ага, и нашу команду спасателей. Так, ну, по крайней мере, они не забили на спасение. Ай, как же странно наблюдать со стороны за тем, как мои друзья сражаются, и при этом не вмешиваться. Я чувствую, как мое нутро этому сопротивляется, но тело не слушается. Я понимаю, что мне сейчас туда нельзя. Я должен участвовать в ритуале снятия печати. Но даже если бы я попытался сорваться, даже если бы попытался броситься им на помощь, я бы не смог. Мое тело будто не до конца подчиняется мне. Я чувствую его внутри себя. Это чем-то похоже на ощущение единения с Джоном, когда мы сливаемся. Но одновременно чувствуется совсем по-другому. А еще я как будто не совсем свой. Когда я сливаюсь с Джоном, я чувствую себя так, будто у меня выросли еще 2 руки, а еще 2 лишние ноги и 1 голова. Как будто у многорукого бога. Да. Когда мы сливаемся, я ощущаю нашу невероятную силу и свободу. Бесконечную свободу. А сейчас я чувствую себя так, будто мои руки связаны. И сила отца, которая проходит через меня, давит, а не окрыляет. Черт. Зачем Джон их всех сюда притащил? Это же невероятно опасно. Что он замышляет? А может быть... нет, стоп, Лолошка, нет, остановись. Отец же может услышать тебя. Он, конечно, контролирует одновременно целые полчища воплощенных, и внимание его рассеяно. Но не стоит думать ни о чем, что может его слишком заинтересовать. Черт! Как же это сложно! Не думать о белой обезьяне! Не думать о белой обезьяне! Не думать о белой обезьяне! О, дитя! Неужели ты правда думаешь, что тебе удастся закрыть от меня свои мысли? Да, я правда так думаю. Во-первых, я знаю, что от тебя ждать. Я готов к этому. Во-вторых, я довольно силен. Так что ты не сможешь контролировать меня так же, как воплощенных крыс или даже обычных людей. Конечно. Безусловно, ты прав, Лолошка. Ты действительно силен. Но моя цель не контроль над тобой. Моя цель — всеобщее благо. И я уже совсем близок к ней. Столько лет я шел к этому. Распространял свое благо по крупице, которое серьезно? По крупице? Да ты почти всех здесь перезаражал своей гадостью, и в итоге... Тише! Вижу, ты пока не готов понять, несмышленое дитя. Но не переживай. Скоро тебе откроется истина. Я посвятил ей всю жизнь. И готов посвятить еще целую вечность. Теперь мы в одном лишь шаге от всеобщего вечного блага. И у тебя не получится меня остановить. Твои друзья спешат к тебе на помощь. Я чувствую, как ты переживаешь за них. И где-то в глубине души надеешься, что они успеют. Хоть и не хочешь впутывать их в это и подвергать опасности. Успеют они или не успеют, это уже не важно. Все случится так, как я запланировал. Они лишь станут свидетелями рождения нового мира.
вознесение к новой, воплощенной форме жизни. Они первыми узрят меня и прикоснутся к всеобщему благу. Интересно, а можно ли помечать твои мысли как спам? Что? Какой еще Мне и без тебя есть о чем подумать, отец. Можешь не тратить силы на попытки меня завербовать в свою секту. Черт, как же мне... Нет, нельзя, нельзя. Как же остановить свои собственные мысли? Можешь не стараться, дитя. Я прекрасно знаю, что ты сейчас пытаешься от меня скрыть. В глубине души ты уже начинаешь сомневаться. А точно ли я не прав? Ведь мир действительно так несовершенен, верно? Не лучше ли будет исправить его? Начать все с нуля? Начать с изного, покорившись всеобщему благу, Ай, да заткнись ты уже наконец, заткнись! Прочь, прочь из моей головы! Мне все равно, что ты мне скажешь. Я только надеюсь, что с ребятами все в порядке. Что же, скоро ты увидишь, как заблуждался. Ух. Так, а наши что с... Ой. А наши все еще идут, окей. Капец, сколько там монстров, да? Эй, дитя, вижу, твои друзья уже на подступах. О, бедные заблудшие овечки. Да. Они ведь и правда думают, что идут спасать тебя, Лолошка. И что у них что-то получится. Сердце кровью обливается видеть, как жестоко они заблуждаются. Но у нас нет сейчас времени на безмозглых овечек. Да. Дитя, все готово к проведению ритуала. Давай же, отдай мне копье. Вот. О, поверить не могу. Снова держу его в руках. Сколько тысячелетий минуло с того момента. А ведь тогда я тоже еще был обычным человеком. Как и сейчас. Все идет своим чередом, дитя. Как и должно. О май гад. Ступай за мной. Блин, бедный Лолошка. То есть видно, как он противится, он сопротивляется. О, там артефакт сова. И еще какая-то урна непонятная. Это, видимо, другой артефакт, о котором мы тупо не знаем. Дитя, подойди ближе. Встань лицом к вратам. Я произнесу заклинание, и артефакты начнут действовать. Тебе же нужно подготовить наручи. Как только ты почувствуешь его зов, надень наручи и приложи окровавленную руку к вратам. Открой их, дитя. А, Лолошка! Неужели он настолько себя не контролирует? Наконец-то мы узрим лик Отца. Аудите me, omnis fili patris, sua potentia magna, et sanctra vestrum exit, et ili vorteret. Portate fortres vostrem ad patrem vostrum, tornate equem tentum fuit. Порте Апериантур! Да откроются врата отцовы! Ой-ой-ой-ой-ой. А, блин, Лолошка реально просто берет и делает. Просто берет и делает. Обалдеть, реально, прямо сейчас будет отец. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так.
Готовьтесь, ребята. А! Бляха. О, так вот оно что. Сам того не зная, я выбрал ту же стратегию, что отец и Лукий. Нас, конечно, меньше, чем этих монстров, но нам не нужно распечатывать многовековую завесу. Надо всего лишь развоплотить одно нелепое создание. Так, ну что, команда GDH? А? Чё? Это что значит вообще? GDH, это ты про себя, да? Слышь, я в твою команду не записывался. И продолжаю помогать только ради ложки. Да, все это сейчас не важно. Ребят, слушайте. Нам открылось окно возможностей, и оно скоро закроется. Прямо сейчас я телепортируюсь к ложке и попытаюсь развоплотить его. Как только я исчезну, начинайте ритуал. Как мы и договаривались. Надеюсь, все помнят, что нужно делать. О, черт. Джон, смотри, мне кажется, нелегко будет проводить ритуал, когда руки мечом заняты. Так, я сейчас все устрою, не переживай, Альфред. Да ладно, вы не воины, что ли? Справитесь. Давайте попробуем отбиться вместе. Подожди, а чё они снова-то напали? Сейчас я все устрою, не переживай. Я тут недавно одно полезное заклинание открыл. Сейчас. Так, ладно. Какое? Подожди. А! Боже, стой, Джон! Какое? Вот это, что ли? На! Ух ты ж, батюшки! Какое заклинание! Так, ребятки, вас, наверное, вот так вот, а? До свидули. Ну вот, как-то так. В общем, у нас есть не больше половины киафа. Постарайтесь, друзья. Ради ложки. Что там? Отец! Отец! Джон! Я не верю, что этот момент наконец настал. Сколько же мы шли к этому? Ну-ка. Надо действовать сейчас. Да, Джон, сейчас. Давай! Ой-ой-ой! Порошочек достаем! Ритуал передачи вспышки. Джон их научил. О май гад. Опа-на! И тут же вспышку! Сюда! Да. А ну? Что? Тихо. Следуй за мной, дитя. Он ожидает нас. И только Наилу ложка. Пока что не объединяемся. Отца лучше лишний раз не раздражать. Повторюсь, пока. Да и потом, это бессмысленно. Я только что отдал тебе все свои силы. Мне нужно время восстановиться. Да, Джон. Спасибо. Джон не соврал! Он знал, что делает! Ай да хорош! Ай да чертов Джон! Ну какой же молодец! Хорошо, теперь немного выждать и следовать за ними. Незаметно. Рано или поздно отец все равно заметит меня, но вот Лукия облапошить не так уж и сложно. Пока что все идет по плану. Мы перестраховались и направили в ложку очень много своей энергии. Даже гораздо больше, чем на самом деле было нужно. На развоплощение ушла только малая ее часть. Сейчас я чувствую, как он переполнен этой энергией. И все это получилось в сущности благодаря тому, что Лолошка это Лолошка. Все эти существа покинули безопасный лагерь, пошли за ним в самое опасное в Архее место, рисковали и продолжают рисковать своими жизнями, сражаясь с полчищами монстров, и даже согласились провести рискованный ритуал перераспределения вспышки, только потому, что Лолошка в свое время отнесся к ним с состраданием. Спас, выручил и помог. Не оставил в беде. Неужели в его модус операнди тоже есть смысл? То есть это не простая глупость? Удивительно. Как же интересно жить, да? Каждый день окружающая тебя фауна подкидывает новое открытие. А еще то, что произошло сейчас с Лолошкой, очень похоже на то, что происходит с отцом и сыном. Мы пожертвовали ему свою энергию точно так же, как воплощенные отцу.
Только мы это сделали сознательно. Надеюсь, у Лолошки хватит ума и самообладания, чтобы распорядиться этой огромной энергией правильно. Так, ладно. Я чувствую, как он отдаляется. Я же так потеряю его с радара. Все, теперь точно нужно следовать за ним. Чё, прям туда? Чё, прям реально? Немножко страшно. Ну ладно, погнали. О, продолжается драка, я понял. Как же я устал. Как же я безумно устал. Кар, чертовы монстры. С другой стороны, я прекрасно их понимаю. Я же сам был таким еще недавно. Я знаю, что они не виноваты в том, что творят. Простите меня, пожалуйста. Я не хочу с вами сражаться, но у меня нет никакого выбора. Я должен помочь своему другу Ророшке и своему другу Джону осуществить свой план. Если кто-то и сможет спасти Архей, то это они. Точно. И я буду сражаться рядом с ними. До последней капли моей пустотной магии и моей вороньей крови. За всех детишек, которые еще живут в Архее. За всех выживших. И за мой огород, черт возьми. А еще я хочу увидеть, что же там вырастет из семян, подаренных Ророшкой. Ну да, это важно. Черт! Да что-то уже тяжеловато становится. Нужна хоть какая-то передышка. Черт! И на битве не могу нормально сосредоточиться. Все думаю о Бруне. О Брунечке моей Брунгильдушке. Ай, улыбка-то у нее была самая солнечная, самая добрая. И ни у кого в поселении зубов-то таких красивых не было. Они даже почти все на месте были. Ой. Вот что называется наследственность хорошая. О, где ж теперь Брунгильдочка-то моя? А вдруг ее уже бил кто из нас? Ай. И даже не заметил. Столько тут чудищ этих. Могли и не заметить ведь. О, это что же? Я никогда ее улыбку больше не увижу. Но нет. Никогда не прощу это Джону. Те и понимаю теперь на трезвую голову, что со своей стороны правильно поступил. Выбора-то у него не было. Он мог развоплотить только кого-то одного. Мою Бруню или своего Лолошку. Как это не грустно, но наш мир спасти может только Лолошка. А, Брунечка моя, только меня может спасти. Понимаю я Джона, понимаю. Но простить не могу. Остается мне только молиться, чтобы у этих двух прохвостов все получилось. И чтоб Брунгильдочка моя жива была. Воплощенная, но живая. Чтоб шайтаны эти ее развоплотили. Хоть бы жива была, Бруня моя. Ложка, Джон, как же я надеюсь, что вы в порядке. Я все, что смогу, сделаю, чтобы помочь вам, честно. Правда? Ай, что ж я могу-то? Так, пошел. Мечом махать. И то не слишком профессионально. Хотя с этими монстрами хватает и азов фехтования. О, Ложка, я так до сих пор и не понял, откуда ж ты появился в Архее-то? И твой брат Джон тоже. Ой, просто как с неба свалились, получается. И все вверх дном перевернули. Это же просто невероятно, если так подумать. До вашего появления никто и думать не смел о том, чтобы бороться с церковью. С заражением и всем таким. Не просто монстров убивать, как мы, охотники. Ремесло-то это благородное, хоть и простое. А вот замахнуться на сам источник этого заражения... Какой же нужно иметь ум, силу и веру в себя. Я знаю, что мне никогда не стать таким, как вы. Хоть мне и очень хотелось бы. Но я пойду за вами до конца. Сделаю все, чтобы этот кошмар наконец закончился. Мы и мечтать о таком не могли. А тут наконец появилась надежда. Спасибо тебе, Лолошка. Спасибо. Да, что? Альфред! Чего? Ой, я играю за Альфреда, охренеть! Так, а ну-ка!
Пошел прочь! Очумелые ручки! Вот это то, чего я точно не ожидал! Ребята! Так, ладно, я помогу всем и вся. Сейчас все будет, не парьтесь. Мне даже интересно стало, какие у него характеристики. Так, это получается 83 уровень. Офигеть! Живучесть 33, сила всего лишь 20, интеллект 15. Так, окей, ладно, продолжаем. А, кого тут бить-то? Кто наш, кто не наш? Получайте, твари! Наконец-то. Ой. Да ё-моё, сколько их? Ой, Вален. Блин. А, Вален. А я, друзья мои, плох, совсем Вален, плох. Сил у него не осталось. Серьезных ран нет, но сражаться он уже не может, поглядите-ка. Да и мне тоже, если честно, не вмоготу уже. Дядя Дуль, да не переживай ты. Ща я метнусь быстро к скалам. Найду нам какое-нибудь убежище. Мужики, вы держите пока оборону, я ща мигом. Нет, Балсмак, ты не пойдешь один. Я с тобой. Да, ладно. Задание Редут обновлено. Так. Ого, блин, это так необычно. Я реально играю за другого персонажа, не Джона или Лолошку. Найти место для привала, привести группу в это место. Беренгари и Вален больше не могут сражаться. Да и всем остальным давно нужен отдых. Надо срочно найти безопасное место для привала. Так, да, я согласен. Только что нам, просто уходить, да, надо? Черт, куда? Куда идти? Вообще хорошие все-таки мужики-то, да? И дедом уважуха. Мне бы их в возрасте так махаться-то. Вот если выберемся отсюда, сделаю Садыке предложение. А то она всерьез-то меня не воспринимает вообще. А я покажу, какие у меня намерения. Надо что-нибудь придумать романтичное, правда, да? О, я знаю! Принесу ей, короче, кость какого-нибудь монстра с поля битвы. Скажу, пока монстров этих мочил, только о тебе, красотка, думал. Вот она реально офигеет. Балсмак, ты же в курсе, что ты это все вслух говоришь? Так, подожди, а куда надо? А куда реально, куда надо? Есть какие-нибудь, может, партиклы? Партиклы, реально. Так, погоди. Наверняка у некоторых будет вопрос, могу ли я за Альфреда развоплотить этот кристалл. Но нет, продумано. За Альфреда это развоплотить нельзя. Здесь на всякий случай, попробуем с кем-нибудь поговорить. Вален нет, Беренгари тоже нет. Если я попробую кого-то убить, то я так понимаю, то, что они будут постоянно спавниться, да? Новые монстры спавнятся и спавнятся. А, стоп. Они буквально не умирают. Понял. Все настолько быстро идет и двигается, что просто не успеваешь рассмотреть локацию. Где мы находимся? Это огромный лес, в котором... Так, монстры есть, я вижу. И здания, может быть, какие-то. На всякий, Ой. Так, это монстры, где шли, получается, наша банда спасителей. Так, да, нам сюда, получается. Подальше от этого замка. Здравствуйте! Слушайте, мне придется вас убить, простите. Балсмак, помогай! Балсмак! Бога ради, почему ты просто стоишь? Почему вы все просто стоите? За что мне это? Нам нужно найти убежище для всех этих людей. Ну, то есть не только для людей, а вообще для всех. Ой, зомби, у тебя костюмчик на Джона похож. Но все-таки не такой сильный, как Джон. Так, вижу партиклы где-то наверху. Такое ощущение, что нам вот здесь надо... слышь, а тут вроде неплохо. Зачетное место, не? Да, я согласен. Давай ты тогда здесь оставайся, подготовь место, а я за остальными. Ага, окей. Так, все молодцы. Порешали достаточно быстро, теперь нам нужно вернуться. Ой, как же я надеюсь, там сейчас все будет нормально. Только, пожалуйста, давайте без плохих новостей, я умоляю. А еще у тебя так мало выносливости, Альфред. Очень быстро выдыхаешься, прям очень. Эй, ребята! О, батюшки, вы все еще сражаетесь, реально. Эй, друзья! Я место нашел! За мной! Ребята, мы правильно сделали, что ушли. Надо поберечь силы. Вдруг мы еще Ророшке понадобимся. А, я тебе больше скажу, мы бы просто-напросто померли там все, если бы биться продолжили. Ой, ты погляди на Валена, а! Лежмя лежит уже. Да и Альфред, хоть и молоденький, на ногах еле стоит. Ой. Балсмак, спасибо, что хоть костер развел. Да, что уж тут говорить. Мы все вымотались по самое не хочу. Ой. Надо, может, кого подлечить, не? Ой, да, меня, Беренгари, подлатай. Будь другом. Ребят, а как Джон и Лолошка, если что, узнают, что мы здесь? Ребята, так, нам нужно решить, как действуем дальше. Предлагаю прямо сейчас хорошенько отдохнуть. По очереди будем охранять вход в пещеру. А потом уже посмотрим по ситуации. То ли за пропитанием нужно будет кого-то отправлять, то ли на разведку, чтобы узнать, как там Ророшка.
А может быть и то, и другое. Но сейчас главная задача залечить раны и отдохнуть. Все согласны? Ой, добро, Невер, добро. Так и поступим. Ты, главное, не стой, садись, садись. Отдохни уж маленько. Я сейчас и до тебя доберусь, подлатаю. Ага. В итоге... Что? А. Затухание и... Нас снова к Джону, да. Ой-ой-ой. О, отец. Эй, Джон, самое главное, не дать им отсюда выйти. Ложись! О! Что? Запечатать самим собой ты что делаешь? Что ты делаешь, Лолошка? Зачем? Лолошка. Так, ладно, Луки явно не ожидал, что Лолошка развоплощен. Ну что ж, вот и все. Оставь меня. Ты ничего не добьешься. О, но кажется, он... О! Добился! Ты был тем, кто допустил присутствие этого уродца здесь. И ты считаешь, что ты достоин меня? Нет! Ой-ой-ой, дамы и господа, здравствуйте. Тяжело говорить о предыдущей серии, потому что страшно ошибиться. Мало ли что-то не так скажу, но давайте конкретно о том, что мы точно увидели. GDH исцеляет Лолошку от заражения. Они оба заходят в разрушенную печать, видят Лукия, а также двоих неизвестных, видимо это сын и отец. Лолошка закрывает проход, чтобы никто не сбежал. Лукий удивляется. Джон говорит, ну вот и все, а потом бам, продолжение следует. Если говорить коротко, то да, мы добрались до отца. И что будет дальше, давайте узнавать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы добрались. Отец и сын, вот они, буквально передо мной. Наконец-то, спустя кучу монстров, страдания, огромные походы, изучение истории и артефактов, мы разрушили печать. Печать, в которой неотвратимый отец, а также сын. Некий добряк, который все еще борется за то, чтобы сила матери шла во благо. Друзья, напомню, серия закончилась буквально на том, что я, Джон, Луки, отец и сын остались в неизвестной черной пустоте, и бам, продолжение следует. Что сейчас будет, не представляю. Не будем тянуть, поэтому продолжаем через 3, 2, 1. Ай, да что же происходит? Хватит, пожалуйста. О! Мы играем за Лолошку. Окей, так, получается, мы начинаем с момента, на котором закончили, верно? О, поговорить. Джон, ты как, в порядке? Относительно. Пытаюсь продумать наш дальнейший план. Поскольку я не знал, чего ожидать дальше момента, когда мы снимаем печать, то я и не думал вовсе. Ловко ты это придумал, да, Лолошка? Запечатал нас внутри. А дальше-то что? Что мы теперь будем с этим делать? Как ты здесь оказался? Тебя нет в его планах? Убирайся отсюда! Успокойся, дедуля. Куда, не подскажешь? Да как ты? Все должно было пойти не так, Лолошка. Ну почему же вам так сложно принять очевидное? Я понимаю, что вы дети, что не умея разобраться в сложных материях, исходите из своих детских убеждений. Детям часто кажется, что взрослые не ведают, что творят. И я бы очень хотел наказать вас. Проступки не должны оставаться незамеченными. Я же знал, что будет сопротивление. Но мы уже дошли до нашей цели, и ваши шалости не остановят меня. О, какая скука, опять ты заладил свои... Я не идиот, каким вы считаете меня. Хотя, признаюсь честно,
Тот факт, что у вас все же вышло провести развоплощение за моей спиной, поразил меня. О, пускай так. Даже несмотря на то, что воплотить тебя, Лолошка, сейчас снова не выйдет, это не помешает планам его. Ай-яй-яй, как же я разочарован. Увидев мир его глазами, ты так и не оценил возможности и силу, которые он волен даровать тебе. Твоя глупость, Лолошка, погубит тебя. Грешное ты дитя. Терпение отца не безгранично. Он не станет давать тебе шансы вновь и вновь. Я ведь говорил ему об этом, я же предупреждал. Он дал тебе шанс тогда, даровал еще один снова, а ты как был глупцом, так им и остался. Все достаточно. Лолошка, скажи, ты тоже это заметил? Что? А, вот эти искры. Да. Это что же получается? Да, это энергия. Это все ваши познания? Эй, вообще-то С не... чем же вы пытались бороться, если не знаете всего? Ох, впрочем, я не удивлен. Дети, в Архее связано все и все. Но, полагаю, он просветит вас сам. Как жаль, что все пошло не по моему изначальному плану. Мне следовало быть более внимательным. Окей. Я сам виноват. Мысль о скорой встрече с отцом ослепила меня. Что я слышу? Ой. Ослепило настолько, что ты соизволил забыть о своей первоначальной задаче? Нет, ничуть. Нет, я не забывал ни на одно мгновение. О, прошу. Все мои действия были направлены только на твое спасение, Тадмавриэль. Да ты ведь и сам это знаешь. Каждый день я проводил в службе тебе на благо твоего величия. О, я рад. Я так рад снова видеть тебя. Прошло столько времени с нашей последней встречи. Но теперь я здесь и снова могу говорить с тобой. Лицом к лицу. О, я ни на секунду не сомневался, что день нашего воссоединения вновь настанет. Да как ты смеешь? О, начинается. Прошу прощения, а мы можем обойтись без стереотипно-пафосной болтовни главного злодея, а? Уже было такое. Джон, мне кажется, это лишнее. Лукей, ты подвел меня. Подвел мои ожидания и надежды. А теперь обращаешься как к равному себе? Без капли должного уважения? Твоей наглости можно только позавидовать. На твоем месте я бы уже полниц и вымаливал прощение. Тадмавриэль, прошу тебя, чем же я успел прогневать тебя? Несчетное количество лет я провел служа твоей воле, и все это время я доносил до жителей Архея благо твое, не забывая искать способы освободить тебя. Всеми силами стараясь увеличивать твою мощь. Я был верен тебе с самого начала. Верен и теперь. Никогда не смей произносить мое имя, Лукей. Из-за тебя я все еще заперт здесь. Ты снял печать, но тут же позволил закрыть ее снова. И я не помню, чтобы звал тебя в гости. Я не виноват, что эти двое встали у меня на пути. Если бы ты позволил уничтожить их, я бы сразу... Молчать! Как смеешь ты сомневаться в моих планах? В моих словах? В моих указаниях? У тебя была простая задача, которую ты
не сумел исполнить. Только слабые глупцы будут скидывать свою вину на кого-то другого. Ой, кажется, он Прими же перегибает. свою ответственность, не пытаясь... Стоп! Алло! Прошло так мало, а вы уже мне надоели своими разборками. Я не хочу быть свидетелем подобного. Это же скучно! Что тут вообще происходит? Так, ладно. Отец, сын... Да, ладно, это мы все вроде как и так знаем. Но что конкретно-то произошло? Мы не в курсе. Давайте о чем-нибудь интересном, пожалуйста. Раз уж мы застряли здесь, независимо от желаний и личностных предпочтений. Ах. Ну, самое время начать длинный рассказ о том, как вы докатились до жизни такой. Предыстория, мотивация злодея, подробности, проблемы. Я уверен, Тадмавриэль просто жаждет поделиться с нами своей историей. Я провел в твоем сознании достаточно времени, чтобы понять, что ты любишь болтать. Начни. Сколько времени ты торчал здесь запертым? Наверняка ведь у тебя развилась какая-нибудь клаустрофобия. Я бы, если честно, не выдержал. Джон, мне кажется, что ты... Да, Лолошка, я понял, ладно. Но я не думаю, что я не прав. Иначе зачем были эти воспоминания в виде кинопредставлений? Архей. Архей был таким же миром, как сотни других. Местом, ничем не отличающимся от прочих. Расы Археев всегда жили обособленно друг от друга. Однако в те времена между ними существовали договоры и торговые соглашения. Каждая раса имела свои преимущества, свои сферы деятельности, в которых преуспевали лучше прочих. Люди в мастерстве освоили землевладение и разведение скота. Дворфы были мастерами работы с металлами и камнем. Птицы же славились своим охотничьим мастерством. Впрочем, на торговые сделки птицы всегда шли неохотно даже между собой. Орки зарабатывали на жизнь заказами и мелкой работой. Им это было проще всего, ведь в те времена орки были кочевым народом. Ну вот, это уже похоже на историю. А вы? А мы, эльфы, имели огромную предрасположенность к науке. Исследование, открытие. За наше изобретение люди были готовы отдавать немалые суммы. Но куда чаще мы просто меняли товары на нужные нам. Чего уж говорить о даже простеньких артефактах. То, что большинство рас называло чудом, мы называли научным достижением. Дворфы поставляли нам заготовки, а мы использовали их в зачаровании. Я был одним из тех, кто старался не просто использовать открытое, но и находить новое. Угу, так и запишем. Борец за прогресс. Эй, дитя, не перебивай его. Научный совет единогласно окрестил меня отцом науки. Ага. Так вот откуда. Каждый мечтал попасть ко мне в ученики или ассистенты. Но нет! Нет! Я не мог допустить каждого. Я предпочитал работать один. Работа с кем-то в моем случае могла лишь мешать. Не нашлось никого, кто хоть в половину смог бы достигнуть моего уровня. Учить кого-то? Тратить время и собственные силы на то, что никогда не окупится? Нет. Я желал большего. И что в итоге? Если боги существовали в те времена, то они явно были благосклонны ко мне. Моя жизнь тогда напоминала мечту. Идеал. У меня было все. Высокое положение в обществе. У меня была женщина, в которой я был бесконечно влюблен, и которая родила мне прекрасного здорового сына. Так, и в чем проблема? Я не понимаю, история вроде звучит же С хорошо. годами моя жизнь становилась только лучше. Наука Архея развивалась и крепла. Отношения между расами улучшались.
Среди воронов, сов и даже людей начали появляться подающие надежды ученые. Их вклад помог нам продвинуть науку вперед. Но эльфы оставались центром исследований, а я оставался центром для эльфов. Я был счастлив и доволен. А потом случилось то, чего не ожидал даже я. Впрочем, этого никто не ожидал. Мы открыли наши границы для всех желающих, чтобы нести им просвещение. Но кто-то принес нам заразу, к которой мы не были устойчивы. Этот неизвестный недуг сразил нас стремительно и летально. Увы, технологии эльфов еще не были развиты до такой степени, чтобы предотвратить эпидемию. Трагедия коснулась и меня. Терраса, моя любимая жена. Она была одной из тех, кто подвергся этой болезни. Но нет, я не отдал ее в руки лекарей. Я понимал, что больничные покои, в которых лежало по 10 эльфов, это не то место, где есть шанс на излечение. Я знал, что со мной у нее больше надежды. Теперь мои дни и ночи проводились не просто на благо науки, но во имя поиска лекарства. Я пытался найти его. И это помогло. Отчасти. Терраса лишь продержалась дольше остальных. Вот она какая, значит, история. Значительно дольше остальных. Но найти лекарство мне так и не удавалось. Моя любовь словно дивный цветок. Она усыхала прямо на моих глазах. Каждый раз она просила меня, чтобы я отпустил ее, чтобы я не играл жизнью. Я видел, что надежда, вера в меня покидали ее. Но нет, я не был готов сдаваться. Однако мои усилия все равно оказались тщетны. Эльфы относились к смерти не так, как люди. Мы верили, что за чертой жизни мы можем вернуться к духам предков. Туда, где всегда будет спокойно. Поэтому даже такие ужасающие смерти не приравнивались к трагедии. Терраса, наоборот, была рада избавиться от мук ее болезненного вместилища. Вот только я не мог разделить этой позиции. Я знал, что весь мир еще не изучен. Я знал, что что-то упускаю. Я знал, что смогу вернуть мою Террасу. Это не мог быть ее конец. Боги не просто так были ко мне благосклонны. Смерть моей возлюбленной явно была просто ошибкой, которую я намеревался исправить. Нужно было только найти способ. Ага. Вот почему он все это время был в науке. И я наконец нашел. В одну из ночей я так перетрудился, что поддался сну прямо на рабочем месте. И в том сне со мной связалась она. Существо куда более высокого порядка, чем многие могут себе представить. Но, насколько мне известно, с ней вы уже встречались. Да, это Она связалась со мной первой. Тогда я и подумать не мог, что существуют создания настолько могущественные. Мы не общаемся со смертными, но мой путь закончится здесь, и я следила за вами. Ты сумел заинтриговать меня, смертный. Да? Кто ты? Я чувствую твое горе, хоть мне и чужды эмоции. Пытливость твоего ума превосходит способности всех в этом мире. Ты ценишь учение и изучение. И все это с самоотверженностью, на которую способны только смертные. Я знаю, чего ты ищешь, но этого я не могу тебе дать.
Однако мне есть что дать тебе, эльф. Тебе нужно найти меня. Ой, сначала я решил, что это всего лишь сон, навеянный моим переутомлением. Но ее слова не отпускали меня. Внутри я чувствовал, что это не бред усталого сознания. С каждым мгновением во мне росло чувство уверенности. Она может помочь мне. И я решился. Мне было нечего терять, поэтому я отправился в дорогу. И в итоге куда ты? Возможно, кому-то я бы показался бы глупцом и безумцем. К тому моменту многие отвернулись от меня, сочли, что я сошел с ума от горя. Меня все еще уважали, но в глазах моего окружения все чаще читалась жалость. Но я знал, что я верну свое положение и веру в меня. И я нашел ее! Увиденное поразило меня до глубины души. Уверен, увидеть ее остальные архейцы незамедлительно сошли бы с ума. Вероятно, мне повезло, что я сумел найти ее первой. Ты нашел меня. Я не ошиблась в тебе. Я наблюдала за тобой и твоим рвением, эльф. Ты можешь принести больше не только Архею, но и всем мирам. Ты испугался? Этот звук — то, что вы называете смехом, смертные. Я не понимаю, чего ты хочешь от меня. Моя кровь обладает силой, которая никому из смертных ранее не была открыта. Что ты имеешь в виду под всеми мирами? Ты сможешь путешествовать в другие места, далеко за пределы Архея. Я научу тебя пользоваться нашим даром. Ты хочешь безвозмездно помочь мне? Почти. Взамен я прошу только одно. Ты должен отречься от несбыточных мечтаний о победе над смертью. Посвяти свою жизнь живым. Оставь мертвых смерти. Да. Хорошо. Возьми мою кровь. Наша сила не должна принадлежать только нам. Я готова поделиться ею. И ты должен быть щедрым для остальных. То есть он ее по сути обманул. В тот момент я ощутил такой прилив сил, что казалось, я вознесся к божествам. Я стал экспериментировать. Мирохождение — штука соблазнительная. Но зачем мне другие миры без нее? Я все равно собирался вернуть Террасу к жизни. Ну короче, он ее обманул. Я действительно. собирался отправиться исследовать миры вместе с ней. Терраса должна быть рядом со мной. Она должна быть свидетельницей моего гения. И все это злило ее. Эльф, ты обещал мне. Я доверила тебе нашу силу, но ты распоряжаешься ей безрассудно. Я доверила тебе силу, потому что ты пытлив, и ничего в этом мире не держит тебя. С этой силой ты можешь нести науку в те миры, которым до нее далеко. Но вместо этого ты тратишь мои силы на одну единственную жизнь. Я уже говорила, моя кровь не предназначена для экспериментов. Она не предназначена для воскрешения. Нет ничего, что могло бы вернуть мертвых. Я не считаю, как мне подобные, что смертные не могут обладать нашим даром.
Но если ты не остановишься, мне придется поменять свое мнение. Если ты не остановишься, все миры, все существа лишатся шанса обладать нашей силой. Но она не могла. Она не имела права мной командовать. Я устал объяснять, а она устала слушать. Угрозы не были пустыми, я знал это. Поэтому решил действовать сам. Он ее решил обмануть. Я знал, что кровь подобного существа так просто не добыть. Запасы собранной крови были ограничены, а без нее мои эксперименты были обречены на провал. И в итоге он начал думать, да. Долгое время я разрабатывал чертеж. Я начал готовиться заранее. Вероятно, мне повезло, что мой план не был предугадан и прочитан ею. Кажется, для нее была недопустима сама мысль о возможной уязвимости. Я подыгрывал ей, в то же время готовя идеальное орудие. И этот день настал. Копье отца. Здравствуйте. Ну-ка, и что было дальше? Я снова посетил ее временное пристанище. Эльф, ты явился вновь? Можешь не тратить свое ограниченное время, эльф. Я больше не стану делиться с тобой своей кровью. Ты не сумел понять моего дара. Возможно, жизнь смертных слишком коротка, чтобы они смогли понять ценность моей силы. Что ты делаешь? Оставь меня. Ты ничего не добьешься. О, но кажется, он... О, добился! Я воспользовался ее уверенностью в собственной неприкосновенности. И благодаря этому мои запасы больше были не ограничены. Теперь мне не нужно было ее разрешение. Она перестала являться мне, перестала разговаривать со мной. Но мне это и не нужно. Я продолжил добывать кровь. Я продолжил изучать ее, использовать. Вот только найти ответа все так же не удавалось. Но мы помним, как ему удалось. Ой. Боже мой. Остальное вы и так уже знаете. Я не сумел вернуть Террасу. Но обретя новую силу, я понял, что она и не нужна мне. Все это время попытки вернуть ее ограничивали меня, тянули назад. Моя сила всегда была только во мне самом. Никто для этого мне не нужен. Батюшки. Вот чего стоит любовь отца. Я не собираюсь оправдываться перед пришельцем из другой реальности. Ой, да ладно. Чего ж так грубо-то? А что насчет гостеприимства? Ай. Впрочем, если ты так обращаешься даже со своим ребенком, о каком гостеприимстве идет речь? Настолько холодного отношения в семье я никогда еще не видел. И это после всех тех разговоров про желание вернуть жену? Серьезно? Когда чадо отбивается от рук, за ним нужна слежка. Эх, а ведь я так надеялся поговорить с ним. Что же насчет тебя, Лукей? Ты был тем, кто допустил присутствие этого уродца здесь. Ты был тем, кто задержал осуществление моих планов на миллионы лет. И ты считаешь, что ты достоин меня? Нет! Ё-моё. А я говорил, что Луки самый серьезный противник, который когда-либо мне встречался. О, посмотри, что с отцом. Видимо, отключился, потому что все его силы уходят на контроль зараженных. И убийство Луки высосало из него все силы. Ну что, Лолошка, что скажешь?
Я скажу, что нам нужно поскорее что-то придумать. Что делать-то? Нужен хоть какой-то план действий. Это правда. И вообще, знаешь, думается мне, что вот этот как раз сможет нам помочь. Только как бы его привести в сознание-то? Сын? Так, ну я не знаю. Так, а ну-ка... Так, что ты делаешь? Оу, Ой. ё-моё! Что ты... Отец? Да. Слушай, он немного утомился после убийства своего ближайшего друга и самого древнего последователя, но... что насчет тебя? Ты у нас кто, получается? Я... Эгросель. О, здравствуй, Грассель. Как спалось? Это мы тебя разбудили или что? Присутствие вас, моих братьев-междумирцев внутри печати, так близко, рядом со мной, придало мне сил и пробудило меня от многовекового сна. Удивительно. Я так долго спал. Ощущение, будто просыпаюсь после сладкого, послеобеденного сна. Как когда-то, когда мама готовила на обед слизней в соусе из корешков либертона. А я, наевшись до отвала, хватал книгу и убегал в лес. И там каждый раз засыпал в тени старой развесистой Нисамельды. Я чувствую себя хорошо, отдохнувшим. Это магия ее крови. Отец должно быть недоволен, что вам обоим удалось проникнуть за печать. Да знаешь, если так посмотреть, он у тебя в целом, кажется, не особо доволен жизнью. Как верно подмечено. Значит, Эгросель, верно? Да, так меня когда-то звали. Значит, Эгросель, хорошо. Очень приятно, я Джон. А это мой... брат, Лолошка. Я вижу, ты замешкался. Но ведь это абсолютная правда. Все мы междумирцы братья. Во всех нас течет одна кровь. Ее кровь. Да, тут ты прав. Здравствуй, Лолошка. Эгросель, у нас очень много вопросов. Что мы можем сделать, чтобы остановить Тадмавриэля? Как нам выбраться отсюда? И как снять печать? Я запечатал нас здесь импульсивно, поддаваясь внутреннему порыву, но... Кто изначально ее наложил? Как ее снять? Кто Так, стоп, братец. Давай, может быть, Эгросель расскажет нам все от начала и до конца? В логичной последовательности. Ты согласен? Да, согласен. Вы зашли так далеко, братья. У меня впервые появилась надежда. Я поведаю вам обо всем. Но сначала позвольте я восстановлю у себя в голове всю информацию, что пропустил, пока спал. Так. Он отрубился. Похоже, мы здесь с тобой на какое-то время одни. Эй, Джон, мы не одни. Уверен, что сын и отец нас слышат. Не, по-моему, они просто дрыхнут. Не выспались, наверное. Ну, Так. получается, подождем. Что, реально? Так, подожди. Как его еще раз? Еще раз, я забыл. Эгросель. Он назвал 2 раза нас братьями-междумирцами. То есть, получается, он междумирец. Угу, хорошо. И он... Блин, мне больше важна информация, которую расскажет Эгросель, нежели Тадмавриэль, отец. Потому что все то, что рассказал отец, это, знаете, его собственное я. Это эго, которое он пытался... как бы, скажем так, защитить. Ну, то есть, его история понятна, окей, все ради жены. В целом, это была достаточно читаемая история, но вот все то, что нам расскажет Эгросель, куда важнее, потому что, по сути, он расскажет о том, как появилось все. Междумирцы, мироходцы, каким образом из силы матери появились мы. О, пожалуйста, хватит спать, ну ты
только что поспал, черт возьми. Тебе что, миллиона лет не хватило? В общем-то, дамы и господа, мы в печати. И мне не совсем понятно, Луки в итоге умер или не умер. Знаете, несмотря на то, что Луки все это время нам перечил, но он же и помогал. Что-то как-то мне не хочется, чтобы его вот так вот все закончилось. Его жизнь, имею в виду. Ты погляди, он прям реально запитывает. Просто постоянно отовсюду, из всего Архея забирает силу. Вот и завсюду, прям реально видно это. И отдает сюда. По сути, оборви вот эту ниточку. И все, конец отцу. В общем, будем посмотреть, как говорится. На этом будем постепенно также заканчивать. Ребят, не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Это невероятно интересно. Нам уже вот-вот могут поведать про очень глобальный лор. Ну, я не знаю, куда глобальнее на самом деле. На самом деле у меня есть уже кое-какие затравки, которые я прочитал за этот сезон, которые могли бы открыться в следующих сезонах. Но я пока не буду прям жестко об этом говорить, потому что я боюсь, ну, либо там проспойлерить, да, мало ли как бы это так и будет, либо просто не хочется давать лишние надежды. Я потом об этом скажу обязательно, но да, у меня уже есть кое-какие глобальные затравки на будущие сезоны и на будущий глобальный лор. Об этом поговорим в будущем. Также не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Также можете поддержать нас на Бусти, ссылка сверху, или купив официальный мерч мироходец.ру. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и огромная история, которая еще не закончилась. Всем удачи, всем пока. Пока. Тогда-то я и воззвал к первым, с кем я когда-то поделился светом, чтобы они несли его в другие уголки вселенной. Ох, так нам прям сейчас объяснят, ни хрена себе! Обалдеть! Ага, отец по имени Тадмавриэль. Так вот, как тебя зовут на самом деле. Некогда мирный и самый умный эльф во всем Архее. Как говорится, жить бы ему до добра наживать. Но нет, черт возьми, все не так просто. Когда-то давным-давно в город, в котором жил Тадмавриэль, пришла сильная болезнь. Забрала много эльфийских жизней и в том числе жену отца. Долгие поиски лекарства жену хоть и не спасли, но привели к матери, которая даровала Тадмавриэлю силу искры. Напомню, мать попросила нести эту силу во благо других миров, чтобы вселенная процветала. Но отец у нас пожелал ни с кем не делиться и оставить все себе. Он создал копье, способное самолично забирать силу матери все больше и больше. Ну а дальше история, как он сошел с ума, заражение крови, убийство Лукия, и вот мы здесь. Занятно, но еще десятки серий назад понятно. Отец действительно сходил с ума и вот докатился до жизни такой. Прямо сейчас самое главное узнать историю сына. Также напомню, что сын уже успел дважды меня и Джона назвать братьями-междумирцами. Что это значит? Давайте узнавать, как говорится. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы узнали, как псих сошел с ума. Да-да, жадность, власть и щепотка силы. Примерно таким отец виделся еще десяток серий назад, но теперь это не просто догадки. Это буквально его история, которую он сам же и поведал. Напомню, больная жена, сила матери, бессонные ночи, чтобы спасти любимую, постепенная потеря рассудка и, казалось бы, все. Да не все. Помните вы или нет, но во всем этом многообразии истории фигурирует сын, о котором нам толком до сих пор ничего не рассказывали. Почему вы в печати? Почему ты, сын, называешь меня и Джона братьями-междумирцами? Что происходит-то? Как говорится, давайте узнавать и, наверное, с кем-то надо поговорить. Эй, Джон, привет. Нет, не поговорить. Здесь тоже нельзя. Так, погоди, а что делать? О, да ладно, Альфред! Блин, я уже на самом деле забыл про эту команду. Привет, ребят. А чё, у вас даже костер не горит? Все дрыхнут? Я так и не смог уснуть. Да и вообще, как тут уснешь, когда судьба твоего мира решается прямо сейчас, а ты даже не знаешь, что происходит, и помочь при этом ничем не можешь. Хотя остальные вроде как смогли заснуть.
наверное, до такой степени вымотались, что тело взяло свое. Эй, Балсмэк, Ща... А? Чё, Альфред? привет. Да, здорово, здорово. Ты чё не спишь-то? Да вот, не спится. Слушай, хочешь, подменю тебя, если что, я... Да не, забей. Я отдохнул уже неплохо, все нормас. Ты иди, полежи еще. Ладно. Слушай, Балсмэк, а как думаешь, а сколько киафов уже прошло с тех пор, как мы здесь? Да черт его знает. Понятно. Там Ну, болтает-то. Опа. Ну, погляди-ка. Дедуля, кажись, наш проснулся. Ой, ребятушки, да что ж вы тут болтаете-то, вы хоть отдохнули, а? То есть я имел в виду, спасибо, что посторожили, пока старики спят. Альфред, ты спрашивал, сколько киафов мы уже здесь находимся, да? Да, Беренгарий. Ну тогда, наверное, у меня лучше всех здесь глазомер-то работает. На время так уж точно. Когда зелья всякие готовишь, нередко время надобно засекать. Если в котле передержишь, то можно и свойства целебные проворонить. Нельзя. В голове уже сам, знаешь ли, постоянно слышу эти капли. Кап-кап, кап-кап. Вообще, я, конечно, подремал тут, да. Ну, абы как и совсем недолго. Так что могу сказать, что прошло, эдак, киафа 4. На глазок, само собой, если округлять. 4 киафа, это... А это много или мало, не? Балсмэк, не утруждайся. Вообще сейчас сложно сказать. Мы ведь даже не знаем, что происходит с Лолошкой и Джоном. Терять время попусту мы точно не можем себе позволить, но... остальным действительно очень нужен отдых. О. Невер! Так, у нас получается Вален спит и Гимлин. Доброе пробуждение, Невер. Я не знаю, насколько оно доброе и насколько оно пробуждение, но здравствуй. Невер, ты как себя чувствуешь? Привет. Ну, я про то, тебе удалось поспать или нет? Только подремал немного. Как можно спать в таких условиях? Нервы, постоянные нервы. И пол твердый, еще такой холодный. Ужас какой. Да. А еще птицы тут надоедливые орут под боком. Согласен, спать просто невозможно. Тихо, Гимлин, не кричи. Что правда? Ты бы тоже потише-то был. Валена ведь разбудите. Да не сплю я. Да что такое, Вален, что такое, батюшки? Ты куда ж так вскочил-то? Та-та-та, ложись давай обратно, ложись, куда встал? Тьфу ты, Беренгарий. Отстань ты от меня уже. Я прекрасно себя чувствую. Зелья твои кого угодно на ноги поставят. Эва, как? Ну, раз уж так, то замечательно, что ли? Ты-то хоть поспал немножечко, или как? Да, поспал. Гимлин, Невер, вы-то как? Как? Как обычно. Живой. А я огурчик. Беренгарий, спасибо тебе большое. Вот ведь выручил-то, а? Я уж думал, все. Мне караса 2-3 для восстановления надо будет. А ты вон здорово подлатал-то, а? Ну, а как же? Работа моя такая. Так, вообще давайте порешаем, что делать-то дальше. А действительно, а что делать-то дальше? Я предлагаю выдвинуться за Лолошкой и Джоном. А как? Давайте еще немного отсидимся в пещере, отдохнем и будем ждать сигнала. Надо вернуться в лагерь. Свое дело мы уже сделали. Я согласен с Валеном. Нам нужно выдвигаться. Не, я думаю, то, что у них все равно ничего не получится. Ну, по крайней мере, мы, как зрители, знаем, что ничего не получится. Они буквально не смогут зайти в закрытое. Но, тем не менее, я, как не зритель, хотел бы сюда нажать. Поэтому давайте попробуем выдвинуться за Лолошкой и Джоном. Вот это я понимаю, все правильно. У меня уже руки чешутся опять этих монстров крошить. Да стойте. Ребят, мы ведь даже не знаем, где они сейчас. И нужна ли им хоть какая-то помощь. И вообще, что именно-то от нас надо? Гимлин, да, ты прав, мы, конечно, не знаем. Но ведь и они не знают, где мы. Ребят,
Если им понадобится помощь, они даже не смогут дать сигнал. Сейчас мы, по крайней мере, знаем, что около 4 киафов назад они были у поместья. Вот значит, туда и отправимся, не? А я согласен. Да, понимаете, мы ведь там, возможно, найдем какие-нибудь зацепки. Или будем отбиваться от монстров и ждать их сигнала. Рано или поздно мы либо им понадобимся, либо они сами за нами придут. Я точно знаю, что Лолошка и Джон не оставят нас. Ну, Альфред, вообще да, ты прав. Что-то я попутал. Да уж ради ложки я готов карас за карасов монстров мутузить. Ха. Как говорится, пока ни одного в этом чертовом предгорье не останется. Так, ну что, получается, все согласны? О, естественно. Конечно, конечно. Да-да-да, понятно же, что да. Давайте уже быстрее монстров крошить, а? Ну, тогда в путь. Ну, погнали. Ну, вперед! Так, и что, мы реально пойдем... О! Мутузить монстров! Ух ты, ребятки! Давайте, давайте, вперед, погнали! У-ху-ху-ху! Освобождаем территорию. Ну, а вы-то чё мне не помогаете? Алло! Ребят, давайте на помощь, что вы смотрите? Я же правильно понимаю, что нам нужен вход в этот самый замок? Да, замок я вижу, монстров я тоже вижу, до свидания. Простите, тоже пока, кстати. Похож на какого-то жителя, которого я как будто где-то видел. Ладно, сейчас это явно не самое важное, потому что погляди, сколько монстров! Вперед, ребята! Да, о, наконец-то! Пошла жара. Так, Беренгарий. О, боже! А, Беренгарий! А подожди, у него, получается, нет никаких атакующих способностей. Он у нас лекарь, точно. А я, кстати, как-то не придавал значения тому, что Беренгарий не сражается. Окей, способность используем и поехали! Ой-ой-ой. Вот бы их, конечно, сейчас убить, чтобы Альфред не того. Отлично, минус орки. То, что я за Альфреда фармлю Спарки, это, конечно, интересно. И еще интереснее, смогу ли я Ну вот, вроде бы и все. По крайней мере, пока. Здесь и будем ждать. Ага. Ой, все, ребятки, выдохлись. То есть они ведь даже и не знают о том, что там открылся портал, и то, что туда зашел Лолошка и Джон. Альфред правильно сказал, последний раз мы видели их у поместья. Все, это единственное, что мы знаем. И получается, все, что нам сейчас остается, это вот так вот пялит. О! Эй, Джон, ты как думаешь, когда он начнется? Ну, судя по его дыханию, знаешь, он сейчас в каком-то странном летаргическом сне. Я понятия не имею, Лолошка. Может быть, попробуешь его разбудить? Доставать-то ты умеешь. Вдруг у тебя получится. Разбудить? А, реально разбудить. А может быть... Не, выбора нет, только Эграселя. Эграсель у нас сын. Ну, давай. Разбудить. Снова появилась кнопка. Снова разбудить. Так. Снова появилась кнопка. О. Отец все так же... Да, Эграсель, да. Ой, так, ладно, сам он явно не начнет. Ну, привет. Как спалось? Расскажешь теперь, как снять печать? Это не так легко, как вам может казаться. Я расскажу, но с самого начала. Все. Его воспоминания. Наконец-то, это то, что я так сильно хотел. Узнать вот эту вот всю историю, с чего вообще все началось. Ага, получается, еще жена отца. Все, Играсель, тебе давно пора спать. Ложись уже. Ну, мам, я хочу еще немного посмотреть на папин эксперимент, пожалуйста. Нет, Играсель, я тоже тебе говорю, ложись спать. Ну Никаких «но». Мне все равно придется повторять эксперимент несколько раз. Ты на него еще посмотришь и завтра, и послезавтра. Да он тебе еще надоесть успеет. Ну хорошо. Я лягу спать, а взамен мне завтра дашь подержать какую-нибудь колбу. Вот так вот, Хотя бы на секундочку, пожалуйста. Ну, хорошо. Но ненадолго. Ой, Тадмавриэль, мы же с тобой уже обсуждали это. Держи свои склянки подальше Да уж, дорогая, я-то точно это знаю. Но ты хочешь, чтобы он заснул или нет? Ай, ладно.
Давай спокойной ночи, моя улиточка. Спокойной ночи, мама. О, ведь когда-то это было так все мило. Да. Когда-то не существовало никакого заражения. Мое детство было невероятно счастливым. Но сказка закончилась со смертью мамы. Хоть у меня и был отец, я остался совершенно один. Угу. Ну это мы помним, да. Папа! Папа! Пап, я здесь! Поговори со мной! Я скучаю по тебе! И скучаю по маме! Да что ж такое? Я тебе уже говорил, что я теперь тебе никакой не папа! Ты уже взрослый сын! Не подобает тебе такие слова использовать! Называй меня отцом! И не дергай по пустякам! Ты что, не видишь, что я сейчас занят? Иди в свою комнату и занимайся! Оставь меня в покое! Я очень тосковал по своей матери, но и видел, что отец по ней тоскует. Так сильно, что не может себя преодолеть. Он даже не может посмотреть мне в глаза, потому что я слишком похож на нее. И я прощал его. Я ждал и надеялся, что рано или поздно он опомнится, и мы снова будем семьей. Я восхищался им и хотел быть таким же, как он. Поэтому учился день и ночь напролет. Надеялся работать с ним, когда вырасту. Ага. Блин, ну это прям очень грустная история, правда. Он воровал книги отца, чтобы учиться. А, нет, это он помогал ему с уборкой, господи. Или нет, все-таки... Нет, не с уборкой. Он действительно воровал книжки, чтобы почитать. Он не хотел, чтобы я вертелся рядом, когда он работал. Поэтому я караулил у дверей его кабинета и ждал, пока он уснет. И прокрадывался внутрь, чтобы посмотреть его наработки. В итоге, я действительно неплохо разобрался в его исследованиях. Я хотел доказать ему, что тоже на что-то способен. Я работал и даже проводил свои эксперименты. Иногда я показывал отцу их результаты. Он даже хвалил меня и использовал это в своей работе, но все равно не хотел работать вместе. Долгое время я думал, что пытаюсь помочь отцу облагодетельствовать весь Архей. Но со временем я начал понимать, что отец делает что-то не то. Что-то страшное. Ну, мы-то знаем, что это было. И походу он решился с ним поговорить, да? Да. Окончательно и бесповоротно, как говорится. Ай, да как же мне вас соединить, черт возьми! Я все перепробовал, все! Все бесполезно и... Чёртово чудище, ты что, специально со мной тогда? Я понял. Это все ты, долбаное чудище. Если бы ты мне не препятствовал, я бы давно уже нашел лекарство. Отец! Что? Опять ты здесь? Отец, я всего лишь... Я, кажется, понял, чем ты занимаешься. Я знаю, что... Тебе кажется, ты делаешь это во благо, но я очень боюсь. Боюсь, как бы это ни привело к ужасным последствиям, отец. Я всего лишь хочу, чтобы... Да замолчи ты, что ты несешь? Что ты можешь понимать? Я ведь делаю это в первую очередь ради тебя! Разве ты не хочешь вернуть мать, а? А если не хочешь, значит не так уж ты ее и любил. Я знаю, что она хочет от меня другого. Но она неправильно понимает благо. Ей кажется, благо заключается в каком-то междумирстве. Но точно ли междумирство — это всеобщее благо, которое спасет вселенную?
Отец, не существует всеобщего блага. Не может существовать, Да, если... ты меня как будто и не слышишь вовсе. Его не существует, но я создам. Я уже совсем близок. А теперь убирайся вон отсюда! Я понимал, что отец заблуждается, но думал, что в этом совсем нет его вины. Я ужасно скучал по маме и понимал, он тоже по ней скучает. Конечно, горе помрачило его разум и толкнуло совсем не в том направлении, и поэтому я решил, что моя миссия – спасти моего отца. Когда отец открыл воплощение, она сама позвала меня. Я был в отчаянии. Я пошел к ней. Пошел искать помощи. Я дарую тебе свою кровь, чтобы ты исполнил мою волю. Я вижу, что помыслы чисты твои. И вижу, что ты справишься, в отличие от отца своего. Пусть рассвет начнется с тебя. Распространи свет. Останови своего отца. Иначе конец не только этому миру, но и всем существующим мирам. Так, И ладно. так шло время. Я был убежден, что смогу убедить отца, если покажу ему настоящее благо. Продемонстрирую на своем примере то, чего действительно хотела она для всех нас. Он очнется, придет в себя и, наконец, опомнится. Станет, как раньше, моим отцом. Но было уже слишком поздно. Я спрятал отца от всех в нашем поместье. Он был слаб. Заражение поедало его. А, в этот момент он уже создал зараженную Пока кровь. эта фиолетовая мерзость съедала моего отца, и я никак не мог помочь ему, я помогал Архею. Основываясь на исследованиях Тадмавриэля, я научился добывать чистую энергию искры, приумножать ее и раздавать всем вокруг. Я нес ее свет в наш мир. Вот оно получается как. Ты-то все это и распространил. Но в целом, да, мы это помним. Мы даже помним, кстати, вот эту сцену. Такое уже было, нам это показывали. О, какого развития достиг Архей в те времена. Чтобы добиться этого, у меня ушли многие годы. Но это точно того стоило. Ну-ка, и как в итоге появилась зараженная? О, отец. Он в итоге выбрался из подвала? Но или что? несмотря на внешнее процветание, внутри нашего дома царила тьма. Я сходил с ума от чувства вины, а отец... Его одержимость полностью поглотила его. Он ушел в своих заблуждениях так далеко, что они заменили ему личность. И теперь это было зло. Первородное и страшное зло. Я ощущал его тяжелое присутствие в Архее, и поэтому... Что поэтому? Ой, так это же... Это что самое поместье и тот Я самый решил, круг? что запечатаю его навсегда. Однако перед тем, как окончательно поставить на своих попытках спасти отца точку, я хотел последний раз попытаться помочь ему. Я думал, что сила моей новообретенной искры сможет исцелить его. Ага. Да, я точно в это верил. Ведь она уже принесла мир и счастье в Архей и прочие миры и вселенные. В Архее оставалось только одно страдающее существо. И это был мой отец. Грассель. Я... Да, отец. Я исцелю тебя. Я здоров, сын мой. Мне нужно лишь еще немного силы. Еще... Я поделюсь с тобой своей искрой, отец, чтобы ты тоже смог найти свой путь среди звезд. А, и это была ошибка. Да. Это была определенная ошибка. Юнгенос, Omnium Genetrix, per vene sanguis meus flure axanare. Вот оно.
Вот. Нет! Я не могу остановиться! Отпусти меня! Отпустить тебя? Ты сам предложил мне свою энергию, сын. Сам направил в меня ее. Не жалуйся, что я принимаю ее. О май гад. Ну да, получается, вот все было бы хорошо, если бы не вот эта ошибка. Вера в отца. Да, он слишком в него поверил. Отец, прошу тебя, я же хочу помочь. И ты помогаешь, сын мой. Наконец-то ты действительно можешь помочь. Простите меня, братья. Прости меня, первое. Прости, отец. Сигилум. Что значит сигилум, господи? О! Понятно. То есть он изначально не планировал и себя-то печатать, понимаете? Да. Вот оно оказывается. Я как. продумал эту печать так, чтобы никто не смог ее открыть, кроме эльфов, в ком есть свет. Это был второй, самый печальный день в моей жизни. Связи с отцом я разорвать не мог. Я чувствовал, как он становится сильнее, вытягивая и поглощая весь свет, что был во мне. Тогда-то я и воззвал к первым, тем моим приближенным, с кем я когда-то поделился светом, чтобы они несли его в другие уголки вселенной. И эти первые... Это... Ох, это к нам прям сейчас объяснят, ни хрена себе! Обалдеть! Меня уже было не спасти, поэтому я сказал им покинуть Архей навсегда и запечатать его. Сказал тебе, Лололошка. Охудеть. А я в шоке просто, реально. Это просто обалдеть. Я сделал все, что мог. Принес свою жизнь в жертву. И думал, что запечатал зло здесь, со мной. Но... я не понимал, что все мы связаны. И свет проходит сквозь мультивселенные. Сюда, ко мне. И... да. Тадмавриэль раньше меня понял, что это работает и в обратную сторону. Вот оно. Так вот начало это зло и проникать. Заражение. О, Луки. Так, и что, Луки? И вот так вот он уверовал? Или, ну, он стал Я первым сам зараженным? направил свою энергию в отца, в надежде, что смогу его исцелить, смогу помочь ему. Я протянул руку, а он вцепился в нее зубами и не отпускает до сих пор. Он продолжает тянуть из меня энергию. Все это время он паразитировал на мне и на вас, братья мои. Ведь все мы связаны одной кровью. Я тянул энергию из вас, чтобы питать своего отца. И тяну до сих пор, не в силах противостоять нашей связи. Мы заключили договор с первыми, что они будут делиться со мной энергией. И запечатали этот договор заклинанием. Мы думали, я использую эту энергию, чтобы развоплотить отца. Но он сумел извратить мою помощь, использовать меня в своих грязных планах. Я был обманут собственным отцом.
И все же я признаю свою вину. Я осознаю, что был самоуверен. Посчитал, что перехитрил отца и обошел его в изучении крови. Моя уверенность в том, что я наконец исправлю все и сделаю как надо, была ошибочной. А расплачиваются за это теперь все. А ведь единственное, чего я хотел все это время, это чтобы у меня был отец, и чтобы он гордился мной. Ну, все понятно. Ты как был неженкой, так и остался. Что? А, так он тот. Терраса была прекраснейшей женщиной из всех, но воспитала тебя таким слабаком! Ты хотел, чтобы я гордился тобой? Ха-ха-ха! Как можно гордиться таким слюнтяем, как ты? Эй, Тадмавриэль! Перестань уже абьюзить своего сына у всех на глазах. Стыдно должно быть, стыдно. Что? Да, это не важно. Важно то, что ты, старый хрыч, паразитировал на нас все это время. Джон, получается, все то, что ты говорил до этого, что искра это паразит, это ведь в некотором смысле правда. Ну, кстати, да, так и получается. А значит, решение простое. Нам нужно избавиться от главного паразита. То есть, убить отца? Да-да. Убить! Дитя, да ты совершенно ничего не понимаешь! Во мне есть сила, которой не знакомы концепции жизни и смерти. По моим венам веками течет кровь первой матери. Я сам решаю, жить мне или умереть. А, ну да, конечно. И что же это получается? Раз ты это сказал, то убивать мы тебя само собой не будем. И даже, Лолошка, не попытаемся, правда? Ага, мы, конечно же, попытаемся. Лолошка, теперь давай ты. Нифига себе! Что? Я просто его помутузил кулачками, серьезно. Забавные смешные маленькие детишки. Вы как муравьи, кусающие бога за пятки. Слушай ты. Эй, братья, он прав. У вас действительно ничего не выйдет. Убить его можно только если он сам решит умереть. Но знаешь что, отец? Ведь во мне тоже есть эта сила. Во мне тоже течет кровь первой матери. И именно я главная часть твоей паразитической системы. Что, если разрушить ее? Чтобы тебе было больше не от кого питаться. Чтобы зло, воплощением которого ты стал, наконец закончилось. Пришло время исправить все мои ошибки. Я принимаю это решение. Я принимаю решение умереть. Что? Что ты несешь, сын? Я... Сын мой, Грассель, одумайся! Ведь папа почти у цели! Я все это делал и продолжаю делать только ради тебя, чтобы... Нет. Стой. Не нужно больше слов. Прошло несчетное количество лет. Ты уже давно не мой отец. У тебя была такая возможность. У тебя была возможность сделать меня счастливым сыном. Мне больше ничего от тебя и не нужно было. Никакое мировое господство, никакое всеобщее благо или абсолютная сила. Мне просто нужен был папа. Но мы оба зашли слишком далеко. Выход остается только один. Убейте меня. Я... Да это какого черта, блин? Я только-только приблизился к тому, чтобы узнать, кто я, откуда взялась вспышка и... Нетушки, я не могу совершить ту же ошибку, что и вы. Эти знания стоят слишком дорого. Лолошка, а ты что думаешь? Черт. То есть, если мы прямо сейчас убиваем
сына, то... Стоп, подожди, то есть, получается, заканчивается вот эта вот арка... Ну, как бы не то, что арка, знаете, заканчивается то, с чего началось мирохождение. Заканчивается то, с чего появились междумирцы. Вообще заканчивается вся вот эта вот... искра. Хотя нет, кстати, не заканчивается. Существует же мать. С самого начала вся эта сила пошла от матери, а не от сына. Я не могу принимать такого решения. Я не хочу, Джон. Нет, Джон, нельзя его убивать. Нельзя, Джон. Мы должны остановить отца. От этого зависят все миры. Другого выхода просто нет. То есть, если отец не хочет умирать, то он не умрет. Но при всем при этом, вся его сила, она же идет от сына, буквально. Без силы сына он никто. Следовательно, если мы не одолеваем сына, то... Ой... Блин, это, наверное, мой самый сложный выбор вообще за все время. Мы должны остановить отца, потому что от этого зависят все миры. Другого выхода нет. Угу. Я согласен с тобой. Мы сделаем это вместе, брат. О, объединиться. Нафиг. Правда. Мы убьем нашего создателя. Нет! 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 За что? Я в шоке. И вот мы... О! Буквально ничего не осталось. Джон! Ой. Все реально в шоке, просто в тотальном. Так, подожди-ка. А он еще дышит! Он еще дышит! Так, подожди, стоп. Подожди, а вот это я могу взять? О, я могу взять, стоп. Статуэтка совы, подожди. Копье отца! Взять, обязательно. Так, что это такое? Книга. Какая-то книга непонятная. Это артефакт, явно артефакт. Далее сова. Сейчас, подожди, на всякий случай, раз уж мне дают это взять, я, прежде чем пойду вот к тем, я действительно хочу забрать все, что здесь есть. Вы не понимаете, что вы наделали! Глупцы! Идиоты! Жалкие отродья междумирского чудища! Благодетель моя безгранична! Но все прощения от меня не ждите! Либери Мэй! Винита! Ложка. Батюшки. Эй, ребята, вы что? Вы что, сражаться собрались? О, да, ребята, это очень дурацкая идея. У меня совсем нет сил. А это, между прочим, эльф, который миллионы лет их копил. Нам нужно сматываться отсюда. Срочно! Ложка. Вместе. Вместе. Объединиться. О, трэш. А что же мы будем делать? Вы за это поплатитесь! О, нет! Нет! Давай спасать, черт возьми! А, вот мы и... Сбежали? Ха, изи. Мы должны отправиться в прошлое. В те времена, когда завеса над Археем еще не существовало. Что? Мои дети погибли из-за тебя! Кор! Ты убил их моими руками! Также убил и свое дитя! Молчать! Ай-яй-яй, дамы и господа, буду честен. Описывать и обсуждать события предыдущей серии можно не просто долго, а целую вечность. Давайте попроще, я кратко зачитаю список того, что действительно произошло. История отца и сына, появление первых междумирцев, дар матери, начальные этапы заражения мира, запечатывание отца, убийство сына, дабы отец перестал быть неуязвимым, и самое главное, взрыв печати. Да, напомню, серия закончилась на том, что впервые за очень и очень много лет отец выбрался на свободу. Конечно, более он не запитывается магией сына, потому что сына больше нет. Но то, чем отец успел напитаться, явно имеет вес. В момент, когда наша команда увидела огромного дракона и кучу монстров, мы все сбежали. А потом бам, продолжение следует и... Что будет дальше, давайте узнавать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали!
И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы... Первый. Ага, увидеть себя за много-много лет до сегодняшних событий, вау, это реально круто. У меня тут даже очки другие. Правда, я так и не понял, что имела в виду мать, когда называла GDH неизначальным Лолошкой. Он ведь тоже междумирец, он тоже носит маску. Хотя изначально мы можем заметить, что носителей масок первых было не так уж и много. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Всего лишь 7. То есть мы понимаем, что далее носителей масок стало явно больше. Но самое главное, почему я, настоящий Лолошка, не помню свою междумирскую жизнь за миллионы лет до этого? И еще вопрос, если теперь нет сына, означает ли это, что все первые во всей мультивселенной станут слабее? Или же они наоборот станут сильнее, потому что не отдают сыну часть энергии? Цитирую, сын так и сказал: мы заключили договор с первыми, что они будут делиться со мной энергией, и запечатали этот договор заклинанием. Получается, все, сына более нет, следовательно, мы одновременно потеряли посредника и энергетический сосуд. Как это аукнется в будущем, поживем увидим. А вообще напомню, у нас тут отец на свободе. Серия закончилась на нашем побеге, продолжение следует, а что в этом продолжении, узнаем через 3, 2, 1. А? Что происходит? Много. Гимлин, Вален. Что происходит? Всем тихо! Позаботьтесь о ребятах. Они только-только с битвы. Объясню все потом. Вот, хороший Лолошка всех унял. Да, мы объясним обязательно, только это, там дракон. А как против дракона-то? Если он даже огромный город положил, то вот эту маленькую деревушку... ну, очевидно, что против дракона мы не справимся. Что-то, походу, нам всем задница. Так. Что? Что-то показал и все. Так, в итоге прямо сейчас мы Джаналошка. И с кем бы мне поговорить? С кем бы мне побеседовать? Может, мне тревожно, что мы вернулись в лагерь выживших. Что, если отец последует за нами? Думаешь, он прямо сейчас займется этим? Сын мертв. Отца больше ничего не питает. Да, но и в то же время не сдерживает. Резонно. Даже без энергии извне Тадмавриэль безгранично силен. Теперь он свободен, а значит, первая часть его плана выполнена. Что Эграссель говорил про завесу над Археем? Разрушить печать могли лишь те эльфы, в ком есть свет. Значит, и завесу тоже. Тадмавриэль готовился к этому тысячелетие, если не больше. В нем есть кровь первой матери. Наверняка он знает, как снять эту завесу и как избавиться от нее. А я ведь даже не знаю, как его остановить. Его вообще можно остановить? Ничто не способно его убить, кроме него самого. А, нет. Должен ведь быть хоть какой-то способ. Я явно что-то упускаю. Я здесь из-за Междумирки. Раз уж это она привела меня сюда, то... Да, пусть она и отвечает на мои вопросы. Надо поспешить. Так, ладно, вот мы коллективным разумом, как говорится, все и порешали. Нам нужно спросить у матери, что делать, да? Так, только перед этим, погоди. Балсмак, Садыка. Опять что-то обсуждают. Ну, надеюсь, не насилие. Оу. Линерра, или как тебя там? Смотришь, что Невер посадил? Так, ну, поговорить я не могу. С кем-то вообще могу поговорить, кстати? Так, здесь нет, здесь тоже нет. Что-то мне подсказывает, что беседу завести мы с кем-либо сейчас не сможем. О, Сайриса! Да даже с ней не могу поговорить, что ж такое-то? Блин, ну ладно, видимо, нам действительно нужно поспешить, и нам нужно к матери. Получается, мы это сделаем либо через скинт, либо... А, ну вот, кстати, так и написано. Связаться с первой матерью, путеводный скинт. Ну-ка. Как же мы это сделаем? Мы типа уже научены? Типа умеем? Нет. Сил не так много. Она как будто нарочно не хочет отвечать на мой зов. Так, и в итоге что, не получится? О! Стоп! Нет! Он хочет отдать свои силы, чтобы связаться с ней! Нет!
Ты же знаешь, что это приведет к не самым лучшим последствиям, Лолошка. Или Джон. Кто там у вас мозговой штурм? Зачем ты тратишь силы на этот разговор? О, ну наконец-то. Столько всего пережил за последнее время. А ты даже не соизволила спросить, как у меня дела? Я чувствую, что сын пал. Его свет угас. И отец больше не питается его силой. Ты сделал то, что должен был сделать. Зачем мне взывать к тебе? Что? Но подожди. В смысле сделал то, что должен был? А как же завеса над Археем? Тадмавриэль наверняка знает, как через нее пробиться. А если он это сделает, то... Не трать свои силы. Ему не преодолеть завесу, Лолошка. Ты ведь сам возвел ее. Неужели ты все еще не понимаешь? Я правда не понимаю, что ты имеешь в виду под «не преодолеть». Отец-то вообще в курсе этого? Он не хочет это признавать, но его нежелание не дарует ему свободу от оков этого мира. А гарантия? Есть у этого хоть какая-нибудь гарантия? Моя воля, твоя гарантия. Завеса не ослабнет, а эльф не выйдет за ее пределы. Он силен, но лишь потому, что я однажды увидела в нем что-то, чего на самом деле в нем никогда не было. Да, я уже прослушал его биографию. Было очень занимательно, правда. Но... Черт. Ты просто хочешь сказать, что удерживаешь его? И удержишь? Нет, не я. Моя сила, которая живет в нем. Не особо понятно, но дико интересно. Он не сможет распоряжаться моим даром, как пожелает. Даже если я не способна забрать этот дар обратно. Сейчас, Лолошка, ты тратишь силы на пустое. Тебе незачем говорить со мной. Тьма не распространится за пределы этого мира. Даже если под гнетом отца падет весь Архей. Что? Но мы ведь не можем допустить падения Архея. Мы не можем просто взять и позволить этому миру умереть. Мы не можем дать всем существам, которые здесь обитают, заразиться. Мы должны найти способ раз и навсегда остановить Тадмавриэля. Нет, он не остановится, если сам не захочет остановиться. Да черт! Что нам делать-то? Просто дать ему уничтожить весь Архей? Ты на это намекаешь? Меня не волнует смерть одного мира, Лолошка. О, как же ты... Сын выполнил свою роль. Мой дар распространился по другим мирам. А тьма запечатана здесь. Но ведь если... Уходи отсюда! Если ты не вернешься, угаснешь. Ты сделал то, что должен был. Уходи! Но как? Как мне уйти отсюда? Черт! Ё-моё, сколько же ты сил сейчас потратил, Джоналожка? Мне кажется, ты вообще... Ой-ё. Чё-то мне кажется, ты переборщил, серьезно. Так, встаем. О, боже, да, нам немножко фигово. Джон? Все нормально? Ну твою же, а! Ну вот казалось бы, за столько лет я уже должен был привыкнуть к ее несносному характеру. Успокойся, но... Джон, не начинай. Знаешь, вы даже с ней чем-то похожи. Что? Ну, я имею в виду, также не любите ничего нормально объяснять, если не видите в этом персональной выгоды. Что? Ты сейчас серьезно? Что она тебе ненормально объяснила? Завесе над Археем не пасть, отцу не умереть. Да, но а нам-то что делать? А это уже, видимо, не ее забота. А, да? Спасибо за разъяснение и поддержку, Джон. Проблемы только это не решает. Ну, как есть, Лолошка. И мать и Грассель говорили, что я создал эту завесу, но...
Я ничего из этого не помню. Вообще ничего. Ни Играселя, ни Тадмавриэля, ни уж тем более весь этот Архей. Черт, я ненавижу это ощущение. Только показалось, что я перестал забывать, как... Теперь оказывается, что огромный пласт своей биографии я вообще не помню. Ты успокойся и не переживай. Все будет хорошо. Что? Джон, это ты так сейчас сочувствовать пытаешься? Ай, да нормально у меня все с сопереживанием. Я просто правда не знаю, что тебе сказать. Хотя, погоди-ка. Твои слова навели меня на одну мысль. Нет, Джон, никаких мыслей, сейчас это не так важно. А что тогда? Самое главное — остановить отца. Нам нельзя дать заражению распространиться. Ну, технически... Нет, Джон, еще раз. Не технически, а по-настоящему. Я не хочу, чтобы жители Архея медленно умирали. Ах, все рано или поздно умирают, Лулошка. Это естественный процесс. Просто в Архее внутри этого процесса есть еще одна дополнительная переменная. Ну, Джон, ну ты сейчас серьезно? Ну ты же прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Да, конечно понимаю. Но я согласен с ней. Мы сделали все, для чего прибыли сюда изначально, Лулошка. Узнали про истоки вспышки, прервали ее процесс паразитирования над мироходцами, да даже сделали лекарство от заражения. Остальное немного не наша забота, пойми. Нет, Джон, мы должны остановить Тадмавриэля. Мы должны хотя бы попытаться. Да как? Ну как мы не сможем его убить, Лулошка, если он сам этого не захочет? Хочешь ему, не знаю, терапевтическую сессию провести? Объяснить ему, что его все ненавидят и ему уже пора на покой? Он же сразу тебе поверит и послушается, ну конечно! Но, Джон, это наш единственный способ. Ты притащил меня сюда, а значит, ты поможешь мне в этом, понял? Как иначе мы тогда выберемся отсюда, а? Мы должны расправиться с отцом. Мы должны уничтожить завесу и разойтись обратно по своим вселенным. Или же мы навсегда застрянем здесь. Да все, ладно. Как же ты разгорячился-то, а? Но просто пойти поговорить с ним мы не можем. Ты же осознаешь это, да? Вообще, я уже размышлял над этим некоторое время. Ну, над тем, как мы можем отсюда выбраться. И... Ты же помнишь, как работает завеса, верно? Так, ну она не дает распространиться заразе и избежать отцу. Короче, это будет звучать безумно, но я уверяю тебя, этот вариант намного реалистичнее того, что предлагаешь ты. Мы должны отправиться в прошлое. В те времена, когда завеса над Археем еще не существовала. До того, как ты успел возвести ее. Чего? Подожди. Чего? Отправиться в прошлое? Каким образом? Ну ты сам подумай. Да, мы не можем перемещаться за пределы Архея. Но это не значит, что мы не можем перемещаться в материально-пространственном временном континууме. В пределах этого мира. Но это же... Да, сложно, Лулошка, понимаю. Но я знаю, о чем говорю. Я думал об этом еще до того, как мы сюда попали. Предполагал, как один из возможных способов выбраться отсюда. Я примерно рассчитывал, когда нам надо, и это... Подожди, Джон! Что? Лулошка... Да нет, подожди, я не понимаю, Джон! Ты сейчас серьезно предлагаешь переместиться в прошлое? Ай-яй-яй-яй-яй... Эй, ты куда? Да нет же, знаешь, решил тебя немного развеселить. Ай, какой же ты... Знаешь, что-то ты очень погрустнел после разговора с Междумиркой. Да, конечно, я серьезно, Лулошка, да, я серьезно! Да, все, тихо, не кричи. Я в целом поверил тебе, правда. Это очень опасный способ. Мне нужно как следует все обдумать, Джон. К перемещению во времени нужно как следует подготовиться. Мы не можем делать это импульсивно. Подожди, но... Не. Знаете, почему это плохо? Штука со временем — это очень опасная хреновина, потому что есть такой персонаж, как Смотрящий. Смотрящий — это олицетворение самого времени. И прикол в том, что Смотрящий,
как время. Очень не любит, когда с этим временем играются. То есть все вот эти вот искоренения парадоксов, искоренения неправильных рамок, это заслуга смотрящего. И по сути Джон сейчас предлагает сделать парадокс. Просто, ну это плохо, но так хочется, честно говоря. Что я могу еще тут добавить? Напомню, во всех сезонах, где как-то видоизменялось время, где присутствовал временной парадокс, присутствовал и смотрящий. При всем при этом он предлагает быть соучастником этого процесса. Если все, что было до этого, мы с ним сталкивались, сейчас Джон по сути своей предлагает стать преступником. Если кто забыл или просто не до конца разбирается в лоре, то напомню, что у нас существует такая штука, как тюрьма времени. И как раз таки туда заточаются те, кто со временем делают что-то не так, как надо. Эй, Джон, это очень опасный способ. Мне нужно как следует все обдумать. К перемещению во времени нужно как следует подготовиться. Мы не можем делать это импульсивно. Джон, тебя эта история вообще ничему не научила. Я не могу на такое согласиться. У этого способа риск намного выше. Из-за малейшей нашей оплошности что-то может пойти не так. Если ты так уверен, что другого выхода у нас действительно нет, я готов тебе довериться. Нет. Вот это тот самый случай, когда я понимаю, что это полная задница, и из-за малейшей нашей оплошности что-то может пойти не так. Джон, я не согласен на эксперименты со временем. Люди Почему? вообще не должны обладать такой силой. История с эльфами прекрасный тому пример. Ай, ну и что ты тогда предлагаешь? Я думаю, Междумирке плевать, как мы тут будем распоряжаться ее силой. Если мы сделаем это без злого умысла. Она сама сказала, что нам нужно уходить. Тем более мы сделаем все с предельной осторожностью. И не устроим никаких временных парадоксов. Он это сказал! Он сказал слово «временной парадокс». Это буквально то, о чем я только что говорил. Джон, а точно ли мы не устроим эти парадоксы? Вдруг что-то пойдет не так? Вдруг мы помешаем установке завесы, и тогда все миры подвергнутся заражению. Да, брось ты, я тебе поражаюсь. Каждый раз я думаю, что ты перестанешь быть опрометчивым, и Что? в итоге... Это я опрометчивый? Джон, ты буквально предлагаешь переместиться в прошлое! А ты предлагаешь пойти на контакт с Тадмавриэлем. Да, но мы можем хотя бы попробовать и... О, Что? опять. У него умер сын. Он может к нам прислушаться. Нет, а потом взять и пойти за сыном на тот свет, да? О, действительно, давайте все поучимся у Лолошки эмоциональной манипуляции. И тогда все... О чем вы тут спорите? О, Невер, ради всего святого. Чё ж ты так незаметно подкрадываешься, а? Вообще, я хотел спросить про это существо, которым вы были, но не стал перебивать и поэтому немного подслушал. Невер, ты хотел спросить про наше слияние? Да, вы это так называете? Это выглядело сюрреалистично. Ну, знаешь ли, ощущается примерно так же. Когда вы научились так объединяться, а? Тогда в Эшхолде вы... Невер, пожалуйста, давай ближе к делу. Вопросы посущественнее. Ладно. Какой у вас план? Что вы теперь планируете делать? Ой, ну вот как раз таки... Пока что ничего. Потому что наш Лолошка отказывается меня слушать. Потому что ты, Джон, предлагаешь какие-то безрассудные идеи. Да, И задолбал. отец выглядел устрашающе. Даже хуже, чем я себе представлял, кстати. Что вообще с вами произошло? Не смогли убить его, да? Его нельзя убить, Невер. Что? О, нет. А ведь я знал. Я знал, что ничем хорошим это не закончится. Кар, нельзя. Всем нам грозит смерть. Кар. Мы могли бы даже не ввязываться во все это. Тихо, Невер, пташка. Да, Невер, тихо. Никто не говорит, Да что... ты-то куда полез? Нет, Лолошка. Невер в целом прав. Отца в любом случае не уничтожить. Так что... Да, Джон, ну хватит уже, пожалуйста. Я не понимаю, почему мое предложение тебе кажется таким невыполнимым. Я уже все сказал. Нам нужно просто поговорить с ним. Надо поговорить с отцом. Нет. Ну мы же можем хотя бы попытаться.
Что, если его слова были правдой? Ну, то, что он говорил о сыне. Что все, что он делал, было ради Эграселя. Ох, да. Урокам эмоциональной манипуляции скорее учиться все же нужно тебе, Лолошка, а не у тебя. Я... Но Эграсель мертв. Завесу ему не сломать. Какой смысл отцу добивать все живое в Архее? Да потому что в его действиях и не было никакого смысла. Он сумасшедший, Лолошка. И конкретно сейчас он, вероятнее всего, хочет нам с тобой отомстить за смерть сына и уничтожение его планов по захвату всех мультивселенных. Простите, а у него сын погиб? Да, Невер. Нам пришлось это сделать, чтобы заражение не распространилось дальше Архея. Оу, тогда, Ророшка, родительскую боль ничем не успокоить. Когда твои дети умирают, самому жить уже не хочется. Вот видишь, Джон, что... Возможно, у нас все же есть шанс. Слушай, Лолошка, я не думаю, что Невер подразумевал именно это. Я... Ну, Джон, ну мы же обязаны попробовать. Мы и так потратили уже достаточно времени. Нет. Нет. Знаешь, я вот почти всегда не соглашался с твоими способами решения проблем, и сейчас тоже, если честно, не согласен. Но за время нашей совместной работы я многому научился. В том числе тому, что иногда ты бываешь прав, а я нет. Так уж и быть, ладно, мы пойдем твоим путем. Надеюсь, что я не ошибусь в правильности своего выбора. А если ошибусь, мы все еще будем живы. Пойдем. Реально? Я уговорил? Давай, пошли. Эй, стой, а как же подготовиться? Реально? Как ты к такому подготовишься? Простите, вы идете к отцу прямо сейчас? Вдвоем, что ли? Без поддержки? Какой поддержки, Невер? Моральной, что ли? Да вы и так уже помогли нам. Да, слушай, Невер, отец слишком опасен, и вы столько времени противостояли монстрам, что мы не можем каждый раз подвергать вас опасности. Нет, я просто хочу пойти с вами. Воу, птичка, ты чего это? Отстань ты, Ророшка. Отец правда внушает в меня невероятный страх, но еще больше страх внушает в меня жизнь в Архее. Пока отец не повержен, мы не... Ой. Что? Вы что здесь топчетесь, идиоты? Идите болтать в укрытие! О, черт. Эти твари стали еще злее, чем раз назад. О, пока отбивался от одной, руку повредил. Озверели совсем. Да, еле расчистил территорию вокруг. Ну так, расчистил же. Да, дуря твоя башка, тут-то! Не пустословьте здесь. Говорю уже, идите в лагерь. Эй, Скотт, тебе бы к Беренгарию руку подлечить. Да, сам разберусь. Да, видимо, теперь отцу ничего не мешает вселять в воплощенных всю свою мощь. Печати же больше нет? Да. Так, ладно, все, пойдем уже. Нет, стой, Джон! Ну дай мне хотя бы Невера тогда слушать. Давай. Короче, я хотел сказать, что вряд ли вы его убедите. Вау, вот это да! Как же воодушевляюще! Как я рад, что мы дослушали Невера. О, Джон. Пойми же, вы с Ророшкой никогда не испытывали такую боль утраты, которую испытал отец, потеряв сына. Да, он ужасное и мерзкое существо, которое этой боли заслуживает, но направить ее в нужное русло вы не сможете. А я, возможно, смогу. Я ведь тоже отец. Я тоже потерял своих детей. У меня, может, получится донести до него Да, все, не продолжай. То есть ты хочешь сказать, сможешь донести необходимость его собственной смерти? Да, именно. Понятно. Лолошка, что скажешь? Ну... Слушай, учитывая, что Лолошка топит за поговорить с отцом, и учитывая, что Невер тоже был отцом, ну, объективно, да. Отказаться от предложения Невера. Ну, согласиться, да, определенно. Но, Невер, это очень опасно. От него практически невозможно отбиться, ты сам его видел. Да, я знаю.
Поэтому я и хочу пойти с вами, Ророшка. Ты прав, Невер. Мы с Джоном вряд ли сможем его уговорить. Да, точно не сможем. Нас-то он хочет уничтожить. Что ж, в словах Невера есть какой-то смысл. Да, я тоже так думаю. Невер, ты только поаккуратнее будь, хорошо? И держись поближе к нам. Хорошо. А где мы найдем-то его? Ну, я подозреваю, что он мог отправиться за останками первой матери. Кого? Ах, точно, ты же не знаешь. Ну, короче, идем туда же по направлению к предгорью. Давай, Лолошка, погнали уже. Давай, все, теперь я согласен. Блин, кстати, а ведь действительно, Невер вообще не в курсе про первую мать и все такое. А, мы еще и сливаемся. О, Невер реально вообще в шоке. Первый раз видит. Да. Такс, ну, Поехали, как говорится. а как же хорошо, что мы можем телепортироваться. Такс. Монстров нет. Все более-менее пусто. Получается, погнали? Так, а теперь куда? Обратно в Кахлидол, что ли? Нет, она находится не там. Да. Нам нужно, получается, в город? Объясни мне, что за она? Первая мать, Невер. Первая мать. Да, это я понял. Я имел в виду... А что это вообще такое? Первая мать? Это, скажем так, существо, благодаря которому я здесь. Во всех пониманиях этого слова. Говоришь как-то странно. Как Ророшка и Джон одновременно. Ну, потому что так и есть, Невер. Но при этом, как ни один из них. Странно. Потому что я — это я, Невер. Не Джон и не Лолошка. Да, кстати, мы понимаем, что Джоналошка имеет, можно сказать, свою собственную сущность, свои собственные мозги в какой-то степени. То есть, когда Лолошка и Джон сливаются, мы понимаем, что у него даже характеристики другие. Он мыслит так, как не мыслил бы Лолошка и Джон по отдельности. Ну а теперь мы приходим в тот самый город, здесь ты уже в целом был, и нам нужно не налево, по идее нам нужно направо, да? Вот в эту сторону. Или я ошибаюсь? По-моему, да, по-моему, сюда. Простите, ребятки, ты еле держишься после последней битвы. Это он кому? Самому себе или Неверу? Так, и по-моему, нам действительно нужно в эту сторону. Типа, что-то в духе направо вот здесь. Типа, у меня правда нет никакого понимания, потому что я в этом городе, ну, не то чтобы бегал. Так. Опа! Почему их так много? Ну, как бы тебе объяснить-то, Невер? Потому что... Невер, осторожнее! Вообще, судя по тому, что здесь есть монстры и там гора вверх, мне нужно именно сюда. О, капец, какие же они сильные! Я в шоке! У них прям очень много хп. Я прям ощущаю себя, как будто я в первой серии этого сезона, и у меня только-только появилось первое оружие. По идее, мы почти прибыли. Да. Получается, вот по этой горе поднимаемся, и там должен быть такое могущественное существо, а такое предсказуемое. Нам к нему, да? А, вон оно. Ты хочешь поговорить с ним телепатически? Мне страшно. Мне тоже, Невер. Пойдем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Глупцы! Жалкие глупцы! Я дал вам время, разрешил бежать! А вы сами пришли ко мне! Настало время платить по заслугам! О май гад! Щит! Невер! Подожди! Стой! Мы пришли просто поговорить! Разговоры с вами бессмысленны и ничтожны! Ровно как и вы сами! Да хватит уже! Никогда! О! Прекрати! Это еще что за глупая птица? Как ты смеешь вставать у меня на пути? Прошу, дай нам слово. Какой чудный ворон. Считает, что достоин того, чтобы говорить со мной. Считает, что способен защитить собой междумирца. Эй, ты кажешься мне знакомым. Энергия в тебе кажется мне знакомой. Да,
Когда-то я был зараженным и... Это многое объясняет. Ты уже испытывал мое влияние, удостаивался моей благодати, и поэтому не так робок передо мной, как должен быть. С дороги, жалкая птица! До тебя мне все равно нет никакого дела. Прошу, пожалуйста, я просто хочу... Эй, просто объясни, какой твой план, Тадмавриэль? Избавишься от меня? И что потом? Как ты тогда пересечешь завесу? Или просто будешь блуждать здесь, пока в Архее не останется ни одной неподвластной тебе души? Всякая душа в Архее подвластна мне. Кроме первой матери, да? Да как ты смеешь? Мерзкое, мерзкое создание. Ты лишил меня сына. Ты должен ответить за свои грехи. Послушай, я понимаю, каково тебе. Что? О чем ты, глупая птица? Я тоже потерял своих детей. Прошу, послушай. Я знаю, что ты чувствуешь. И к чему же мне твое знание? Разве ты хочешь, чтобы твою боль переживали другие? Разве твой сын хотел этого? Ты не знаешь, чего желал мой сын. Да, но я знаю, чего желал ты. И это точно не была смерть твоего ребенка. Да, никакая цель не может стать на пути жизни твоих детей. Твоя сила безгранична, но ты используешь ее во вред. Подумай сам, сколько семей было разрушено, сколько детей погибли от твоих рук, и сколько еще погибнет, если ты не остановишься. Глупая птица, ты ничего не понимаешь. Ты не ведаешь, о чем говоришь. Твои слова ничто для меня. Ровно как и жизни тех, кто встает у меня на пути. Такие как вы. Величие моей цели превосходит ценность жизни мне непокорных. Каждый, кто отрешается от моего блага, недостоин его. А значит и недостоин моего прощения. И что это значит? Кар, ты ужасен! Ты просто отвратителен! Ужасен! Ужасен! Это... Ты думаешь, что ты божество, но на деле просто самодовольный болван! Мои дети погибли из-за тебя! Кар! Ты убил их моими руками! Также убил и свое дитя! Руками Ророшки! Молчать! Его явно это задело, его явно задело то, что сказал Невер, но... Невер. Сейчас, подожди, пожалуйста. Я тебя развоплощу сейчас. Эй, Лолошка. Удар отца был не с целью заражения. Он бил насмерть. А Джон, получается, не может использовать магию, чтобы исцелить, потому что, во-первых, рана наверняка огромная, а Джон при этом слабый. О, нет, как это все не вовремя. Что? Нет. Невер, я не дам тебе умереть. Невер. Сейчас мы перенесем тебя в лагерь. Ророшка. Я так долго ждал своей смерти. И вот этот момент настал, когда во мне появилось желание жить. Черт. Невер, мы обязательно тебе... О, нет. Да, спасибо. Спасибо тебе, Рошка. Спасибо, что дал мне шанс на жизнь. Спасибо, что подарил спокойствие в своем сне.
и что дал мне возможность искупить вину перед самим собой. Невер, пожалуйста, не говори так. Мы прямо сейчас... Спасибо, что были моими друзьями. С друзьями умирать не страшно. Невер, повторяю, ты не умрешь. Мы сейчас же перенесем тебя обратно. В твой сон, Джон. Давай переместим его в твой сон, Джон. Ложка, нам... Нет. Нет. Прости. Это... Я... Черт возьми, я не этого ожидал. Что в итоге? Невер. Как же так, Невер? Один раз. Один чертов раз я усомнился в правильности своего решения. Я пошел у тебя на поводу, Лулошка. И вот, один грёбаный раз. Вот что мы из этого имеем. Джон, но я же... Заткнись. Просто сейчас взял и заткнулся. Так, ладно. Но... Джон, как ты смеешь? Мой друг только что погиб. Ты думаешь, я именно этого хотел? Нет, я ничего... Ты думаешь, я сейчас не сомневаюсь в правильности своего выбора? Ах. Тише, тише. Привлечешь зараженных. Тише? Это все, что ты можешь сейчас мне сказать? Джон! Нет, не все. Я не могу на тебя злиться, Лолошка. Это просто отвратительное чувство. Было бы куда проще обвинить во всем тебя, чтобы справиться с этой потерей. Но... Нет, я не могу. Я знаю, что в этом нет твоей вины. И что твой выбор тоже имел право на существование. Джон, я... Слушай, у меня в голове сейчас слишком много мыслей. А вот тут... Вот тут слишком много эмоций. Понимаю. Я просто не знаю, что сейчас делать. Я не знаю, как смотреть в глаза остальным. Это ведь я согласился на то, чтобы Невер пошел с нами. Это я привел его к смерти, Джон. Тихо, не надо. Не твоя вина, что Тадмавриэль сумасшедший ублюдок. Нужно дать остальным попрощаться. Я сейчас хочу побыть один. Дай мне немного времени. Себе, кстати, тоже. Ладно. Он в свой сон телепортировался. А я могу? Нет, скин сновидений не используется. Это пи***. Давай просто без лишних слов сейчас вернемся в деревню и понаблюдаем. Ой, блин, у меня просто нет никаких слов. Я честно, я не хочу это комментировать, но, как вы понимаете, приходится. Черт. О, я не хочу подходить ближе. Я не хочу. Знаете, единственное, за что я сейчас цепляюсь, это за то, что все не зря. Я просто увидел вот эту толику сомнения в лице Тадмавриэля. И я не знаю, я оправдываю все это только этим. Этой маленькой верой в то, что Неверу получилось. Но на этом я все равно буду постепенно заканчивать. Ребят, спасибо за просмотр данной серии. Я надеюсь, что вам нравится этот сезон. Спасибо за ваши лайки. Дальше больше. Ребят, не забывайте, пожалуйста, поддерживать нас, команду. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, что будет дальше. А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и попытка противостояния. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.
Вернуться в прошлое, когда завесы еще не существовало. Если, конечно, не считать за вариант тот сценарий, при котором мы остаемся здесь навсегда. Нужно разыскать Фалктру и вернуть ей артефакт ее расы. Ой. Нет, стоп. Я хоть и последняя эльфийка в Архее, но скоро нас станет больше. Стоп! Итак, что мы имеем? Встреча с освободившимся отцом, предложение GDH телепортироваться во времени до появления заражения, мой отказ от этого предложения, ибо изменение времени — это буквально временные парадоксы, а самое главное — смерть Невера. Да, друзья, предыдущая серия сильная, правда, сильная настолько, что подобного мне больше не хочется. Покойся с миром, пташка. А мы готовимся к финальной битве. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы должны победить. Да, способ убедить отца не уничтожать Архей, ведь он все равно никогда не сможет отсюда выбраться, не увенчался успехом. Невер погиб, отец сбежал. Напомню самую главную фразу. Отец не погибнет, пока сам этого не захочет. А учитывая, что убедить его не получилось, неужели придется согласиться с GDH? Изменить ход времени так, что никакого заражения не появится. Признаться честно, это выбор, от которого мне, человеку, понимающему лор, становится страшно. Поясняю, любое изменение времени, если оно не одобрено самим временем, то есть смотрящим, приведет к временным парадоксам. А это серьезные последствия. Короче, давайте честно, очевидно, что история сердца вселенной близится к концу, поэтому не будем строить догадки. Как мы победим или не победим отца, как выберемся из запечатанного Архея, узнаем не просто скоро, а очень скоро. Как говорится, продолжаем. Напомню, Джон попросил дать ему время, чтобы он немного подумал. До сих пор не могу в это поверить. Невер ведь был первым существом в Архее, кто со мной заговорил и внес хоть немного ясности в происходящее. Именно с ним мы дольше всего разделяли безопасное пространство моего сна и... Да, я успел привязаться ко многим в Архее. К Альфреду, Беренгарию, Гимлину, остальным. Но все-таки Невер. Именно Невер был для меня ближе всех. В каком-то смысле. Я никак не могу осознать его утрату. А хуже всего чувство вины. Ведь именно мое решение привело к его гибели. Да, Джон может сколько угодно меня убеждать, что мое решение было принято в надежде помочь Архею, и оно не было таким уж глупым, и что я не несу ответственности за злодеяние отца. Но, черт, я не уверен, что когда-нибудь смогу справиться с этой страшной, всепоглощающей виной, которая гложет меня изнутри. Ладно, сейчас мне кажется, пора идти. Похороны скоро начнутся. Ох, как же жутко это звучит. Похороны Невера. Нашего Невера. Да, Лолошка. Что ж, получается, сейчас все готовятся к похоронам. Наверное, мне к ним. Эй, привет. Вы случаем не знаете, куда идти? Так, нет, здесь я не могу понять. Я не вижу ни Садыки, ни... О. Там, да? Ах, да. Действительно там. Ну что ж, давайте тогда без лишних слов просто возьмем и подойдем. Привет, Джон. Привет. Друзья, сегодня мы прощаемся с одним из последних представителей вида воронов. Ой, да. С одним из самых выдающихся представителей. Я не был с ним близко знаком, но я видел в нем невероятную душевную силу и доброту. Для многих из вас он был близким другом. Для обитателей же нашего лагеря он стал поддержкой и опорой. Он занимался земледелием со страстью.
которой можно было только позавидовать. Благодаря ему наше хозяйство разрослось быстрее, чем можно было ожидать. Мы почти перестали беспокоиться о том, сможем ли мы прокормить себя. А еще он многому научил нашу молодежь. Ой. Для многих из нас присмотр за детьми — это такая же скучная рутинная задача, как уборка хижин или сбор хвороста. Но он душу свою вкладывал в наших детей. Ой. К сожалению, мы не сможем похоронить Невера по всем правилам. Нам пришлось оставить в городе все, что когда-то нам принадлежало. Поэтому все, что мы можем предложить ему перед тем, как он отправится в последний путь, это... вот... простой деревянный гроб и слова прощания. Есть ли у вас последние слова, прежде чем мы окончательно попрощаемся с Невером? Да, я хотел бы начать. В общем, дружище, это самое... Я знаю, что вороны после смерти улетают высоко в небо, туда, где растет дерево Иврансиль. Дерево, от которого произошла вся жизнь в Архее. Ну, во всяком случае, вам, воронам, так кажется. Ой. Я знаю, что на ветках этого дерева растут прекрасные сладкие плоды, и что там ты сейчас встретишься со своей семьей. Но мы тут будем, если что, скучать по тебе. Правда. Как же мы тут без тебя-то, Невер? Ой. И прощаемся-то мы, получается, навсегда. Потому что кто же меня, дворфа, на дерево-то ваше возьмет после смерти? Меня будут ждать в самой глубокой шахте, в самых глубинах Архея. Мои батька, матушка, боевые товарищи. Все, кроме тебя, дружище. Да, черт. Ай, ладно, что такое? В общем, я закончил. Продолжайте. Я тоже, короче, скажу, да? Ты хороший мужик был, да. Боевой товарищ, что надо. Вот все. Бывай. Покойся с миром, Невер. Я всегда восхищался твоей внутренней силой. Ложка? Нет. Знаете, я бы тоже хотел сказать. Хотя, чего уж тут скажешь-то, да? Как-то вот, что не скажи, как будто все и незачем это говорить-то. Толку-то. Ай. Не вернуть нашего дорогого Невера уже. Ох, не вернуть. Любим мы тебя все очень, дружище, правда? И будем помнить всегда. Невер был самый добрый. Ну, что вы? Ребятишки, вы слышали, что Гимлин сказал? Невер сейчас со своей семьей в безопасности. Ну что вы, идите сюда. Ну, что же? Кто-нибудь хочет еще что-нибудь сказать? Ну, так, тогда давайте прощаться. А то я вижу, уже слишком тяжело становится. Да, начинаем. Подождите. Вот. Невер, я буду ухаживать за твоими растениями. Каждый день. Честное слово. Что ж. Ах. Да. Ну, блин, начало у этой серии, ребята. Ой, что-то мне прям не по себе даже немного. Я так понимаю, прямо сейчас мне либо нужно с кем-то что-то... Просто все еще не укладывается. Мы действительно похоронили Невера. Похоронили. Такая гнетущая атмосфера в лагере. Всем нужно время на то, чтобы оплакать его. Время, чтобы осознать и принять эту потерю.
Так, ладно. Эй, Лолошка, ну что, ты как? Плохо, Джон, плохо. Я до сих пор не могу перестать думать о причине его смерти. Ты же понимаешь, все из-за моего дурацкого решения. Серьезно, как я мог подумать, что отца можно просто уболтать? Я же тебе уже говорил, это не твоя вина, Лолошка. Хотя я понимаю, что не винить себя в такой ситуации сложно. Очень сложно. Уж слишком силен еще шок от потери. И горе тоже давит. Ладно уж, Лолошка. Давай, ты же понимаешь, что рано или поздно тебе нужно будет это проработать, да? Ну... Да. Я не слышу уверенности в твоем голосе. Ай, так, ладно. Давай я пока отвлеку тебя другими вещами. Может быть, ненадолго полегчает. Невозможно горевать без остановки. Так ведь можно и с ума сойти. Так что, давай обсудим один важный вопрос. Что нам с тобой теперь делать? У тебя предложение есть? Честно говоря, нет, Джон. Я пока не думал об этом. Конечно, я не удивлен. Впрочем, в этот раз у тебя действительно серьезное оправдание. Зато я думал. Эмоциональные и интеллектуальные процессы внутри меня зачастую происходят одновременно и параллельно друг другу. Для меня не проблема грустить по Неверу и в то же время обдумывать наши дальнейшие планы. Ты предложил свой план действий, мы уже попытались его осуществить, и Лолошка, я еще раз тебе повторяю, это нужно было сделать. Нет, Джон, нужно было попробовать твой вариант. Да подожди, я не закончил. К сожалению, твой план не сработал. Поэтому, вот теперь поэтому я снова предлагаю свой. Единственный оставшийся. О, ты про путешествие во времени. Снова. Джон, я же уже говорил тебе, что я... Да тихо, подожди, выслушай меня сначала, просто выслушай. Что мы можем сделать с отцом, а? Мы уже выяснили, что переубедить его нам не удастся. У него настолько протекает крыша, что никакой капремонт уже не спасает. Тут надо все здание сносить. Но убить его мы все-таки тоже не можем. Междумирка нам это весьма доходчиво объяснила. И мы все равно попытались, ты помнишь. Получается, мы буквально ничего не можем сделать. И да, я слышу, как заскрипели шестеренки в твоей голове в поисках идей. Я знаю, как сильно ты хочешь мне возразить, Лолошка. Но поверь мне, я уже сам долго размышляю над этим вопросом. Я рассмотрел все возможные варианты. И он у нас действительно остался всего лишь один. Вернуться в прошлое, когда завесы еще не существовало. Да, нам нужно покинуть Архей. Если, конечно, не считать за вариант тот сценарий, при котором мы остаемся здесь навсегда, отказываемся от нашей сущности мироходцев и целыми днями бессмысленно убиваем или развоплощаем монстров, ощущая при этом полную беспомощность перед источником проблемы, то есть главным паразитом, то есть отцом. Так что, у тебя есть какие-нибудь мысли? Черт, ну блин, если даже Джон говорит, что он много думал об этом, и это единственный вариант, то мы можем либо остаться в Архее навсегда, либо покинуть Архей тогда, когда еще завесы не существовало. Но эту завесу создал я, Лолошка! Что я могу ответить? Я согласен, давай отправимся прямо сейчас. Наверное, ты прав, Джон, но... мы должны хоть как-то помочь остальным в Архее. Мы не можем просто взять и оставить их. Я остаюсь, Джон. Я не могу их бросить. Уф, вот это выбор. Не, ну мне кажется, что он не сработает в любом случае. То есть, если даже я сейчас сюда нажму, то Джон все равно все сделает под свою дудку, и мы априори согласимся с ним. Ну, мне так кажется. Наверное, ты прав, но мы должны как-то помочь остальным в Архее. Хорошо, я понимаю тебя. Останемся еще ненадолго. Дыши. Кстати, что там происходит? Пойду-ка посмотрю. Так. Что реально происходит? Вы какие-то совсем помятые. Да, видела бы ты, от какой оравы монстров нам пришлось отбиваться. Так, тихо, ребятки, не болтаем. Сначала выпейте зелье. Вам хоть немножко полегчает. Ой, походу они с охоты вернулись, а там жопа полная, да, с монстрами? Спасибо тебе большое, Беренгарий. Да, спасибо. В общем, Скотт прав, Садыка. Монстров стало еще больше. К тому же, с тех пор, как отец на свободе, они стали заметно сильнее. Да, мы, конечно, зачистили территорию вокруг лагеря, но уже из последних сил. К
кто пойдет патрулировать через Скифос? Ох, я ходила 3 Скифоса назад. Не уверена, что выдержу еще одну такую же битву. Гимлин ходил вместе со мной и... Если что, я могу пойти. О, Балсмак, не неси чушь. Ты тоже недавно ходил. Тебе нужно восстановиться. Да не, смотри, я уже как новенький. Ха-ха! И вообще, я всегда в бой готов. Я же не трус там какой-то, да? Да, это уже глупости какие-то, Балсмак. Тебя там сразу заразят. Да и тем более, кто пойдет с тобой, а? Можно спросить? Вон, Вален, например. Чё? А точно ли стоит Валена в это впутывать, Балсмак? Он вообще-то уже совсем пожилой. И его предыдущие раны еще не до конца затянулись. Не надо его... Ой, блин, я даже не знаю, что делать. Ой, патрульных катастрофически не хватает. Мне даже пришлось пропустить похороны Невера, чтобы их смогли провести в безопасности. Ой. Эй, Джон, ты же... Давай, чего тебе, говори уже. Так, а действительно, чего Джон-то? Ничего? Ты должен пустить всех в свой сон. Хватит твоего эгоизма. Не, сон это плохая идея, мы это уже выяснили. Я понимаю, что ты был сильно против вторжения в твое личное пространство, но... Может, пустишь жителей в свой сон? А, подожди, то есть у меня буквально нет выбора? Я-то думал, что тут будет что-то в духе, типа, защитить. Блин, ну, наверное, ничего, это так себе. Окей, может быть, пустишь жителей в свой сон? Думаешь, в том мрачном местечке будет лучше, чем здесь? Да, Джон, там безопаснее, а это главное. Теперь, когда отец на свободе, а монстры стали сильнее и агрессивнее, прошу тебя, Джон, я же знаю, что ты изменился. Ты не оставишь всех в опасности. Ах, ладно. Только вот единственное, а как мы всех туда перенесем? Нам хватит сил переместить всех выживших? Ой, Лолошка, опять ты... Мне кажется, ты забываешь, что ты один из первых. Как меня не бесит это признавать, но... Возможно, в очень редких случаях ты, конечно, даже сильнее меня. А ведь я, кстати, тоже невероятно силен. Если мы объединимся, я думаю, у нас получится. И, кстати, прекрати уже в себе сомневаться. А ты тогда прекрати быть всегда самоуверенным. Хотя... Ладно, иногда это бывает очень полезно. Вот видишь? Так, эй, ребятки, все слушайте сюда. Мы с Лолошкой собираемся вас всех переместить в безопасное место. Соберите остальных. Через половину Киафа отправляемся. Ой, что ж, Лолошка. Реально? Минус деревья... Ух ты, нифига, сколько их. Хотя, если так подумать, то не так уж и много выживших. Ты чего, Сорван? Я хочу сказать, что это очень важное решение вы приняли. Я понимаю, что ты, Джон, не очень-то хочешь, наверное, кого-то туда пускать. Давай быстрее. Ты так спасибо пытаешься сказать. Спасибо. Так, все собрались. Посмотрите все внимательно вокруг себя. Никого не забыли ли? Все нормально. Так, ну, вроде никого не забыли, наверное. Да, все на месте. А куда мы, собственно, собираемся-то? Чем плох наш лагерь? Вот именно. Я не думаю, что в Архее можно найти место безопаснее, чем это. Опасно же сейчас везде. Но тут хотя бы у нас уже хозяйство, жилище. Да, слушайте, я уверяю вас, что есть место гораздо безопаснее. Хотя лично мне не очень хочется туда возвращаться-то. Так, в общем, доверьтесь этим юношам. Они знают, что делают. Ну ладно. Ладно. Так, ну что? О, объединиться! Погнали, как говорится. Вдвоем переместить всех и вся, это, конечно, сильная идея. О-хо! Самая масштабная магия переселения. А, мы всех вот так вот по одному, да? Блин, просто мне почему-то кажется, что сонное измерение это... Отлично. Да нет, ну не то чтобы отлично. А как, если что, они будут выбираться оттуда? Поверить не могу, что я действительно справился. Это было непросто.
Но с того момента, как Лолошка поверил в свои силы, с него как будто слетел блок. И я чувствую себя намного сильнее. Конечно, если бы мне помогал Невер, было бы чуть проще, но Невер... Я не могу сейчас раскисать. Нужно последовать за ними и помочь им обустроиться в сонном измерении. Окей. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. Мне правда интересно. Сонное измерение Джона, оно же темное. О, да. Не беспокойтесь, главное, здесь правда безопасно. Вы уже здесь? Что, никак не можешь успокоить народ? Я все могу. Я работаю над этим. Хорошо, хорошо. Тогда я пока вас оставлю. У меня есть одно дело. Пока я еще здесь, надо разобраться со всеми незаконченными делами. Например, есть один предмет, который я взял на время и обещал вернуть. А именно, статуэтку совы. Нужно разыскать Фалктру и вернуть ей артефакт ее расы. Кстати, ведь и правда. Мы же обещали вернуть ее. Так, а по итогу, подожди, а как выбраться? Как, если что, отсюда уходить? Типа, этого мне никто не объяснял. Кто-то тут уже всякие фонари расставил, какой-то свет есть. Могу ли я, например, пройти сюда? Вообще я... Вау, я могу реально сюда пройти. Ну, здравствуйте. Воспоминания с отцом и сыном больше не будут, да? Я правильно... Что? Подожди. Незакрытый гештальт. Найти Фалктру, вернуть совиный артефакт, предложить Фалктре переместиться в сон. Надо платить по счетам и возвращать взятое в долг. Особенно, когда оно было взято в долг почти силой. Может быть, даже снова предложить Фалктре переместиться в сонное измерение? В знак благодарности и в качестве извинения за мое не самое вежливое поведение. Да, как бы окей, но проблема-то в итоге, а что мне делать? Как мне в итоге переместить? В этом сне нет путеводного скинта. То есть, Прокса. А я чувствую, что он здесь явно еще понадобится. Интересно, смогу ли я создать его сам? Конечно, мне уже удалось перенести сразу целую толпу выживших сюда, но... Путеводные скинты при мне появлялись только на месте сильного всплеска энергии. Эй, Джон, я считаю, мы должны попробовать. Эй. Я не уверен, что такая авантюра сейчас безопасна для нас. Последнее время мы только и делаем, что расходуем наши вспышки. Но мы же можем попросить помощи. Отличный план. Нужно вернуться к остальным. Эй, друзья, всем привет. Я рад видеть, что вы постепенно осваиваетесь в новом месте. Я понимаю, сейчас здесь не очень уютно и... Кстати, пожалуйста, постарайтесь ничего не трогать, чтобы не вызывать к жизни никакие воспоминания. Но... Ребят, я пустил вас сюда в очень личное, для одного из меня, место. И взамен я не прошу ничего. Однако, если вы хотите поблагодарить меня, помогите мне в одном деле, пожалуйста. Да? Что мы можем сделать? Друзья, во всех вас есть особая энергия скинта, но вы все об этом даже не догадываетесь. То есть, подожди, ты хочешь сказать, мы все заражены? Да нет же, не совсем. В вас есть энергия чистого, незараженного скинта. Если вы со мной ею поделитесь, вместе мы сможем создать нечто прекрасное. Я понял, о чем ты говоришь, да. Мы так и сейчас уже делали. Невероятное чувство, должен сказать. Я такое единение тогда со всеми ощутил. Соглашайтесь, ребят. Мы должны помочь нашему спасителю. От нас не убудет. А что делать-то? Ну, давайте, получается, в кружочек встанем, а там уж я все расскажу. Да, точно, они же уже передавали энергию. Кто-то вот умеет. Так, молодцы. А теперь расслабьтесь и сосредоточьтесь. Но это противоположные по смыслу требования. Так, тихо. Направьте свою энергию в центр круга. Все получится, ребят. О! Так, те, кто уже пробовали, у них получается. Давайте, ребятки, давайте! Сюда! Сейчас мы вместе бахнем скинт. Ай да красавчики, ребятки. О, я чувствую вашу силу, друзья. Спасибо большое. Я чувствую, что сейчас все получится. Так. О, да! Получилось! У нас такая штука прямо за воротами лагеря была. Да, мне нравится. Приятное, тепло от нее. Спасибо, что дал нам возможность быть полезными. Мы давно тебе хотели как-то помочь. Да вот только что мы можем-то? А то такую штуковину сотворили. О, супер.
Надо же. Я и не ожидал, что жители захотят мне помочь. Ведь жизнь в таком мире, как Архей, из многих сделала эгоистов. Видимо, новообретенная надежда растопит любые сердца. Так, ладно, все, я что-то становлюсь сентиментальным. Пора в Эвитерус. Угу. Так, получается, путеводный скин все-таки... Проблема решена. Вот я как раз еще и задумывался, а как? Каким образом решить проблему, если у нас скин-то нет? В итоге здесь на всякий случай попробую с кем-то поболтать. Нет, ни в коем случае, ни в коем разе. Понятно. Но зато мы можем воспользоваться путеводным скинтом. И... Присаживайтесь, переместиться. И нам, ну, о, что? Вот как это место называется. Лабиринт GDH. Так, короче, нам нужен Эвитерус, подножие, переместиться. Угу, супер. Капец, как же давненько мы сюда не ходили. И самое главное, как давно мы вообще не использовали путеводный скинт. То есть... Ой. Нет. Нет, стоп. Мне не туда, да? Мне в итоге... Это писец! Что? Нет, пожалуйста, давайте без плохих новостей. Сначала я все-таки сюда, потому что наверх забираться явно дольше. Это что, Фалхтра? Черт возьми, они что, пожирают ее? Другие совы? Нет. Обалдеть. Я прошу прощения. А ну пошли вон отсюда, чертовы твари! Нет. Черт, что же мне теперь делать? Это писец! Это явно не то, чего я ожидал от такой доброй, ну ладно, не самой доброй, но все-таки как будто более-менее теплой серии, когда мы всем помогаем, всех спасаем. Похоронить Фалхтру и оставить себе артефакты. Я понимаю, что это были зараженные совы. И то, что зараженные монстры для меня не новость. Черт. Ну как же жутко на такое смотреть. Фалхтра. Обалдеть. Покойся с миром, Фалхтра. Прости, что не успел. Черт. За один день я похоронил уже 2 птиц. Да. Это, конечно, просто звездец как... Это не то, чего я ожидал сейчас увидеть. Я как бы понимаю, что Фалхтра это персонаж, ну не то чтобы часто встречаемый в этом сезоне, но... Ну почему так? Почему так? За что? Так, ладно, в жопу, в задницу. Я просто... Путеводный скин. Так, и нам нужно лабиринт GDH. Переместиться. Слушай, я тебе какой раз говорю, ты отстанешь от меня или нет? Садыка, милая. Чё? Ты сейчас чё сказал? Я тебе никакая не милая. Пшел вон отсюда! Ну зачем ты так? Да потому что я уже так не могу, Балсмак. Ты несколько карасов меня преследуешь. Предлагаешь руку и сердце. Кость мне какую-то грязную пихаешь. Обещаешь вечную любовь. Но ничего из этого мне от тебя не нужно. Да, я люблю тебя безумно и все такое. Ой, знаешь, я бы тебя убила уже. Но нас и так слишком мало осталось. Ой, мне, наверное, приятно, что ты такие чувства испытываешь. Но я тебе на них ответить не могу, Балсмак. Да, но... А что если... А что если я тебя добиваться буду, а? Тебе что, кость не понравилась, да? А я что-нибудь другое придумаю. Ой, Балсмак, послушай. Я же сказала, что не хочу быть с тобой. Да ну почему? Потому что я не обязана тебе ничего объяснять. Просто прими это. Ты понял? Ну, наверное. И все-таки, Садыка... О, боже, почему в этом разговоре участвуют они, а стыдно мне? Так, ладно, все, хватит подслушивать. Надо пойти поговорить с остальными. Сказать, что я ухожу скоро. О, это скоро, это когда? Это что, уже все? Это вот-вот? Это все, это финал? Эй, ребят, привет, я скоро ухожу. Сайриса! Блин, а мы ведь так давно с ней не общались. Слушай. Да, здравствуй. Как к тебе обращаться? Слушай, может быть лучше вернуться в мою исходную двойную форму? Чтобы никого не путать. Подожди, Сайриса.
Да, действительно, хорошая идея. Ну, Так. так лучше, красотка? Ой, лучше будет, когда вы наконец исчезнете. Что? Ты уже знаешь, что мы уходим? Да, это же очевидно. Что вам здесь еще делать? Вы уже сделали все, что могли. Благодаря вам у нас теперь есть лекарство от заражения. Ну, это в первую очередь благодаря Лолошке все-таки. Вы оба участвовали. Могли бы сразу сказать, что вы полукровки. Что? В каком плане? У вас ничего бы не получилось без эльфийской крови. Слушай, я не знаю, честно, Сайриса, но я думаю, у меня скорее несколько особенный случай. Это легко проверить. Сейчас. Что? Что? Являюсь ли я эльфом? Вообще, на самом деле, кстати, я помню, что в предыдущих сериях про печать говорилось, что ее могут снять только эльфы. Типа, я же не эльф, так, ну ладно, взять. Зеленый эльфов взвар. Так, Джону тоже. Вот. И что в Это итоге? зеленый эльфов взвар. А, я понял. И если туда добавить крови эльфа, он станет красным. Именно. Ой, мы реально проверим? Так. Ой-ой-ой. Интересно. Это Беренгари мне про вас рассказал. Он хоть и человек, но умный. И, кстати, естественно, если бы не мои предыдущие многолетние исследования, у вас бы ничего не получилось. Это точно. Да, конечно, Сайриса. Именно благодаря тебе этот мир до сих пор держится, правда. Слушайте, я хоть и последняя эльфийка в Архее, но это пока что. Что? Что, Флай, Пока что только я смогу изготавливать чарующую пыль, когда вы уйдете. Но скоро нас станет больше. Что? Подожди, то есть... В смысле? А... Ты... Да, все верно, Джон. Я собираюсь изготавливать как можно больше пыли из своей крови, и мы постепенно начнем развоплощать Архей. Сначала понемногу, да, но мы спасем этот мир. Возможно, монстры окажутся сильнее и перебьют нас всех. А может быть, у нас все получится, но... Я уже не стану свидетельницей возрождения моего мира. Полное развоплощение может занять очень и очень много времени. И, скорее всего, не произойдет никогда, потому что отца нам не победить. В любом случае, это уже не ваша битва. Вы нас спасли и дали Архею шанс. Спасибо вам за это. Довести дело до конца – это уже наша работа. Джон, ты мне будущее Архея совсем иначе описывал. Удивительно, но у Сайрисы даже больше уверенности в себе, чем у тебя. Ей ситуация совсем не кажется безнадежной, погляди-ка. Ай... В Архее сейчас очень опасно. Но и оставаться все время здесь мы не можем. Честно говоря, здесь неуютно. Эх, вот бы можно было бы перемещаться отсюда в Архей и свободно возвращаться сюда. Как было бы здорово, если бы была какая-нибудь путеводная штука. Эй, Джон, прекращай. Рассказывай уже. Хватит красоваться перед Сайрисой. Ой, Лолошка, помолчи лучше. А ты слушай. О чем ты говоришь, Джон Дэви Харрис? Что мешает нам снова научить вас пользоваться путеводным скинтом? Да, кстати, и тогда вы сможете жить во сне, находиться в безопасности, заготавливать запасы порошка и совершать вылазки в Архей, чтобы развоплощать других существ и приводить их сюда. Вот, именно. Это ты неплохо придумал, признаю. Я все неплохо придумываю. Тем более для таких красавиц, да, Лолошка? Ладно, пойдем, Сайриса, я научу тебя пользоваться скинтом. А ты потом покажешь всем остальным. Подожди, что? А я не понял, откуда у нее Стоп! Она с В Джоном... сущности, все очень просто. Тебе нужно всего лишь почувствовать в себе энергию вспышки.
То есть искры. Найди ее в себе, Сайриса. Но я не знаю, как искать. У тебя уже получалось это ранее. Здесь процесс другой, но схожий. Прикоснись к скинту. Это поможет. Так, ладно. Но, чувствуешь его тепло? Да. Теперь тебе нужно изо всех сил сосредоточиться. Прочувствовать всю искру. С каждым разом это будет все проще. И после нужно подумать о том месте, куда ты хочешь переместиться. Там, где тоже есть путеводный скинт. Вспомни любое место, где есть такой же. Вспомнила? Да. Недалеко от моей хижины. Вот, замечательно. А теперь тебе нужно... Хотя нет, подожди. Я перемещусь туда первым делом, прослежу, чтобы не было монстров. А, да, точно, конечно. Тебе нужно будет подойти к скинту, прикоснуться к нему, сосредоточиться на энергии искры, которая течет в твоих венах, и очень четко представить себе тот кристалл скинта, к которому ты хочешь перенестись. Выстроить мысленно мост между этим скинтом и тем. Поняла? Да, я поняла. Отлично. Тогда жду тебя там. Ну-ка. Ага. О! Во дела! Как это Джон все-таки устроил, а? Теперь мне не так страшно оставлять их всех здесь. Вот оно что! Все-таки действительно... Идеально. Я в тебе и не сомневался, Сайриса. Теперь твоя задача — обучить этому всех остальных. Справишься? Естественно. Ну, отлично. Что в итоге, Лолошка? Получается, все дела здесь... завершены? Давай хоть отдохнем немного и будем думать, как именно отправимся в прошлое. Подожди, а то, что она беременна, это вообще... Откуда? Кем? Но если среди нас кровь эльфа течет не только во мне, но и в Джоне, и в Сайрисе, то... Ладно, я что-то даже думать об этом не хочу. Это так странно. Джон, когда ты успел? Что ж, я думаю, вы сами понимаете, все дела закрыты. У нас больше нет ничего, что можно было бы сделать, и... Блин, даже Фалхтра, даже, блин, сова... Честно говоря, лучше бы мы к ней не телепортировались. Я не хотел бы такое видеть. Теперь, как говорится, дело рук утопающих не у утопающих, потому что утопающих больше нет. Мы им хорошенько помогли. У нас теперь есть и путеводный скин, который позволит им спасаться, и Сайриса, которая сможет объяснить, как этим всем пользоваться, потому что, как-никак, все здесь могут пользоваться на самом-то деле. Что будет дальше? Ну, как говорится, поживем увидим. Но, я уверен, следующая часть... Готовьтесь к следующей части, короче говоря. На этом мы действительно постепенно заканчиваем. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте про ваши лайки и подписки. Ну а Джон, который успел с Сайрисой... короче, если вы здесь впервые, то можете позвать друзей, поставить лайки, позвать друзей, да, подписаться. А с вами были Лолошка, Джон и Сайриса с ребенком. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока, пока. Если вы сможете одолеть меня, я приму то же решение, что и мой сын. Что? Ты должен сделать все так, чтобы не произошло никаких глобальных изменений. Не надо менять прошлое. Я позвал вас сюда, чтобы просить вашей помощи. Объединив усилия и наши искры, мы сможем изгнать заражение из Тадмавриэля. О, черт. Я понимаю, что Джон говорил ничего не менять, но... Может быть, если сейчас я остановлю Играселя, то... О, сила первых! Сила, о которой известно, но которую лишь предстоит и не потерять, и обуздать. А еще Архей, мир, в котором мы находимся, одновременно стал нашим домом, но и клеткой. Клеткой, которая сдерживает отца, и клеткой, из которой нам так или иначе предстоит выбраться. Друзья, сегодня мы погружаемся в единственный возможный вариант побега. Нам до сих пор не до конца известно, что именно хочет сделать GDH, но его слова про путешествие во времени пугают меня. Дамы и господа, давненько подобное не произносил, но добро пожаловать в заключительную, финальную серию сезона «Сердце Вселенной». Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Сердце Вселенной, сезон, в котором мы готовы к
Как выбраться из мира Архей, при этом не разрушая печать и не выпустив отца? Именно этим вопросом мы задаемся уже последние 3 серии. Напомню, только печать позволяет заражению не выйти за пределы этого мира. Но главный источник заразы, отец по имени Тадмавриэль, настолько запитан силой, что убить его попросту невозможно. Также напомню, что GDH предлагает использовать перемещение во времени и выйти во время, когда Архей еще не был запечатан. Когда-то давным-давно в других сезонах мы уже сталкивались с подобной магией, но то было в разы проще и затрагивало короткий промежуток времени. А сейчас это что, сотни тысяч лет? Миллионы? Многовато как-то. Я так понимаю, Джон предлагает сделать все аккуратно. Просто телепортироваться во времена, когда печати нет, ничего не трогать, чтобы не создавать временные парадоксы, и просто сбежать. В целом, наверное, это может сработать, и нынешнюю временную ветку, в которой мы находимся, не поломает. Но это не точно. Так, короче, мне, наверное, прямо сейчас нужно с кем-то поговорить, поэтому просто берем путеводный скин «Здравствуйте», перемещение, лабиринт GDH, перемещение. Так, всем привет, дорогие друзья. Ну... Что? О, подожди! Да ладно! Они уже обучаются перемещению по скинту. Обалдеть! Сайриса молодец, вы тоже красотка молодец. И ты, красавчик, молодец. Так, Скотт, здорово, не поговорим. Сорван, тоже не поговорим. Ну еще. Господи. Смотри. Можно побыстрее? Да, я тоже хочу попробовать. Побыстрее. Давай. У тебя все получится. Что, серьезно? Да. Так, короче, могу ли я с кем-то поговорить? Эй, Джон? И когда же ты собирался мне рассказать? Ой, ну что такое? Я рассказываю тебе, Лолошка, все, что тебе нужно знать. Ой, вот только не надо, не включай со мной Джона Дэйви Харриса. Ты меня в некоторых ситуациях братом называл, а сейчас пытаешься морозить, серьезно? Ну ладно. И что же, брат, я должен был тебе рассказать? Ну как же, Джон? Про Сайрису. Я же правильно все понял, да? Она ждет ребенка? Ну, судя по всему, да. И... Ты же к этому как-то причастен, да? Какой же ты неловкий, я не могу. Ну, видимо, да, причастен. Во всяком случае, Сайриса так считает. Обалдеть. И что ты будешь делать? Ты останешься в Архее? О, не-не-не-не-не. Если бы мои планы поменялись, я бы тебе сказал. Но как же, Джон? Это ведь твой ребенок. Так, а ну. Остановись, Лолошка. Пока ты не ушел в своем морализаторстве слишком далеко. Я поговорил с Сайрисой и узнал, как это устроено в Архее. Она не хочет, чтобы я оставался. Конечно, для средневекового мироустройства нравы относительно детей здесь продвинутые. Даже очень. Но есть и нюансы. Например, расовое смешение тут не поощряется. Ну, знаешь, не такое уж оно и смешение, как мы выяснили. Угу. Это нам тоже, кстати, надо будет обсудить. Вот, кстати, на этом моменте я бы хотел кое-что пояснить, ребят. Если что, это не означает, что мои папа и мама, ну, то есть папа и мама Лолошки эльфы. Дело в том, что меня изначально создал первый. Во мне течет кровь эльфа. Они означают, что моя раса это эльф. А то некоторые в комментариях уже начали писать про острые уши, про высокий рост. Нет, ребят, это не так работает. Короче, Сайриса не хочет, чтобы ее... Ну, то есть, наш ребенок подвергался издевательствам. Так, подожди, а как же она сможет это объяснить? Она же единственная эльфийка в этом мире. Ой, да откуда я-то знаю? Ну, не знаю я, Лолошка. У меня вообще создалось впечатление, что Сайриса немного стесняется меня. Стесняется того, что именно я отец ее ребенка. Хотя я бы на ее месте гордился. У ее сына отличные шансы преуспеть в науке. Ты серьезно никогда не теряешь самоуверенности, да? Годы тренировок и самотерапии. Что ж, я, честно говоря, даже пытался придумать, сможем ли мы забрать ее с собой. Но до того, как я начал расчеты, она отказалась уходить. Да. Видите ли, она единственная, кто остается в Архее, кто может всем помочь. О, кажется, тебя отшили, Джон. Ну, все когда-нибудь бывает первый раз. Ну так, и чего? Все?
Теперь-то ты доволен? Можем вернуться к обсуждениям, которые касаются нас обоих? Нет, подожди. У меня есть еще вопросы. Но ты только не испытывай мое терпение. Да нет же, Джон, это связано и со мной тоже. Слушай, если у нас обоих есть эльфийская кровь, скажи, ты помнишь своих родителей? Помню, к сожалению. И нет, Лолошка, я не могу дать тебе ответов, которые ты ищешь. Я понятия не имел, что мы с тобой полукровки. Я был рожден в мире, где эльфы существовали, но исчезли еще до моего появления. А ты, дорогой первый, очевидно родился здесь, в Архее. Здесь? А, ну да, это ведь и правда звучит логично. Я как-то даже не задумывался. Вот да. Я со многим сумел смириться за свою жизнь, но с этим не могу. О чем ты? Да я про то, что я столько времени потратил на самосовершенствование, образование, изучение, а первый все равно ты. И какой в итоге я, так и непонятно. В общем, кстати, тот факт, что ты отсюда, очень нам помогает. Чем это? Когда я прикидывал вариант с возвращением во времени, я был уверен, что этот факт нам не понадобится, поэтому не вдавался в детали. Теперь же на поверхность выплывают разные сложности. Например, создание завесы было настолько давно, что нет никакой возможности точно установить, когда именно она была создана. А нам для перемещения нужно знать точное время, потому что если ты... Мы должны сделать это в один скачок, чтобы избежать парадоксов. Вот видишь, Джон, я не такой тупой, каким ты пытаешься меня выставить. Эй, но я никогда не говорил, что ты тупой. Ну, может быть, когда-то говорил, но сейчас это не важно. Гений ты или нет, Лолошка, но только ты можешь выяснить, в какое время нам нужно вернуться. Ну и как я должен это сделать? Ну так, через воспоминания, конечно же. Конечно же. Угу. То есть, по-твоему, я всего лишь должен вспомнить, как жил миллионы лет назад? Правильно понимаю? Отличный и надежный план, Джон. То есть тебя вообще не волнует, что я только недавно научился не терять воспоминания и вообще думал, что основную часть я уже вспомнил? Ну, оглянись и поверь мне, если бы ты все помнил, твой сон выглядел бы примерно вот так. Так что если бы нам резко не понадобилось одно очень конкретное и древнее воспоминание, я бы даже сказал, что твой выбор не помнить — это хорошая стратегия. Но поскольку настолько давние воспоминания нужно осознанно записывать в сознание, а ты этого не делал, просто вспомнить не получится. Эти воспоминания утрачены безвозвратно. Угу. И сейчас, я так понимаю, ты намекаешь и презентуешь мне какую-то свою гениальную идею. Правильно? Опа. И для этого ты еще встанешь на руки. Да. Я уже говорил, у меня есть гениальная идея. Но если ты на нее не согласишься, я пойму и не буду настаивать, правда. Оу, это что-то новенькое. Вообще-то во всех важных для тебя решениях я спрашивал именно твоего мнения. Да, короче, не надо, рассказывай давай. Ладно, Лолошка может и не помнить того, что с ним было миллионы лет назад, это нормально. Но твоя вспышка, скорее всего, помнит. Понятно, что она не обладает своей волей или сознанием. Во всяком случае, я надеюсь, что не обладает. Однако в органе межпространственного перемещения явно биологически вписан какой-то запоминающий механизм. Тебе, Лолошка, нужно достучаться до своих инстинктов и позволить вспышке вернуть тебя в то время. Ой, Джон, и как это должно работать? Я перенесу тебя с собой, что ли? Мы за ручки будем держаться? Или как ты себе это представляешь? Не-не-не, успокойся, ни то, ни другое. Те исследования со вспышкой, что я проводил, показали мне, что межвременное перемещение, если ты совершаешь его по каналам памяти вспышки, позволяет... Стоп, Джон, что? Я не понимаю, чего? Короче, это я так назвал, когда, представь, не ты своей силой перемещаешься во времени, а как бы вспышка перемещается сама в себе, утягивая тебя и твое сознание с собой. Ой, да. Давай еще разок попробуем, хорошо? Еще разок. Это довольно важно, поэтому я хочу, чтобы ты хотя бы примерно понял механизм. Есть два способа переместиться во времени. Физический и ментальный. Так, ладно, я попробую запомнить это. Еще раз, два способа, физический и ментальный. Физический перенос — это когда мы своими телами вместе с одеждой и вещами перемещаемся в прошлое или будущее. Ментальный перенос более сложный, на который вспышка, однако, способна.
Я думаю, это связано с тем, что Междумирка — существо за пределами нашего понимания. Физические законы, такие как время и пространство к ней, если и применимы, то мы понятия не имеем как. Ментальное путешествие во времени заключается в том, что твое сознание как бы... создает свою точную копию, которая отправляется в прошлое или будущее, в то время как изначальное сознание остается на месте. То есть ты хочешь сказать, что я со всеми своими знаниями нынешними попаду в себя прошлого? Угу. И заменишь собой того себя. То есть воспоминания у тебя магическим образом не появятся. Я запутался. Нет, подожди, вообще я не запутался. То есть ментально мы переместимся в другую физическую оболочку самого себя. Но это же и есть временные парадоксы. То есть, ну подожди, я думал то, что мы как бы физически туда переместимся. Что-то как-то эта идея, мне кажется, уже слишком опасной, не? Но в любом случае, ладно, Лолошка у нас запутался. Продолжай. Ай, ладно, понимаю, ты продержался даже дольше, чем я ожидал. Короче, если все получится, ты, по сути, вернешься в свое тело в прошлом, но помнить будешь только то, что помнишь сейчас. Теперь понятно? Да, наверное. Но что будет с моим телом здесь? Хороший вопрос. Опа! Это серьезно, что ли? Теоретически твое сознание отправляет в прошлое свою копию, так что ты останешься собой и ничего не поменяется, пока твоя копия не вернется из прошлого и не заменит твое настоящее. Если твое возвращение произойдет в тот же миг, из которого выйдет, то для внешнего наблюдателя, например меня, это будет выглядеть так, будто ты прозрел в 1 секунду. Да. Если что, Лолошка, я изучал это исключительно в теории, так что не могу быть уверен, как именно все пройдет. Но могу тебе сказать, что мои теоретические расчеты очень точны и выверены. Это можно понять по расчетам схождений, в которых я был невероятно хорош, помнишь? Да, но а что если я не смогу вернуться? Ну, может быть, так уже и было, а? Может быть, ты сейчас уже ничего не помнишь, потому что не смог вернуться. Что думаешь? Эй, Джон, ты не помогаешь. Ой, ладно, слушай, Лолошка, если у тебя получится переместиться назад, то получится и вернуться сюда. Я верю в тебя. Ой, черт. Хорошо, допустим, у меня получается переместиться. Но что я там-то должен сделать? Что я должен узнать? Все просто. Тебе необходимо понять, в какое именно время нам нужно будет вернуться. Но главное, слушай внимательно. Ты должен сделать все так, чтобы не произошло никаких глобальных изменений. Понятно? Не надо попыток всех спасти. Не надо менять прошлое. Я думаю, ты не дурак такое делать. Да и любая массовая культура все время показывает, насколько разрушительной может быть игра со временем. Это очень и очень серьезно, Лолошка. Да, я не дурак. Я понял, хватит. Ой, ну и славненько. Хорошо. Надеюсь, так и есть. Если тебе захочется побольше узнать о себе прошлом, ну, развлекайся. Мне в целом без разницы, каких дел ты там наворотишь. Для меня ты вернешься спустя мгновение ока. Единственное, если тебе начинают говорить, что ты какой-то не такой, как обычно, придумывай отмазку и меняй поведение сходу. Ты понял меня? Да, ладно, я понял. Отлично. Тогда давай к делу. Устанавливать связь со своей вспышкой ты уже, кажется, и сам умеешь. Начинай. Уф, блин, немножко страшно. Лолошка, сосредоточься, почувствуй ее энергию и передавай свой запрос. Я хочу попасть в свое прошлое во времена, когда завесы еще не существовало. Хочу попасть... Джон, я только что почувствовал что-то странное. Я не знаю, что это было. Ну, кажется, остается надеяться, что все получилось. И копия твоего сознания уже гуляет по солнечному Архею. То есть вот оно как. И получается, мы поймем, что все случилось и все сработало только тогда, когда я за старого Лолошку что-то сделал. Ловил. О май гад. О, ничего себе! Это мы реально попали в... Что? Это что за очки? Это что за очки? Я такие не ношу.
У меня больше нет таких очков. То есть когда-то давным-давно я носил такое, а одежда вообще не поменялась за миллионы лет. Обалдеть. Так. Получается, мы попали за много-много лет. Обалдеть, я просто в шоке. Ради одной серии целый город построить. Я просто поражаюсь такой самоотверженности. Так, а ну-ка, что у меня? Самоучитель магии стихий. Автор Мерлинель. Оригинал. Эх, мой дорогой друг, если ты держишь в руках эту книгу, значит тебе, как и многим другим жителям Архея, захотелось освоить азы элементальной магии самостоятельно. Это значит, что твоя любознательность настолько велика, что ты хочешь лично проникнуть в суть законов природы. Как она выращивает цветы, создает ветер, мечет молнии и заставляет моря шуметь у наших берегов. Ты хочешь не только понять это, но и самостоятельно научиться воспроизводить все те блага, что природа дарует нам. Что я могу на это сказать? Магия наука сложная и тонкая, а потому не нужно заниматься ее изучением самостоятельно. То есть когда-то давным-давно Лолошка хотел научиться магии стихии. Офигеть, а когда это было? Это было миллионы лет назад, серьезно? Эльфы! Гнолы! Когда-то давным-давно даже гнолы жили просто в содружестве со всеми остальными. Обалдеть! Так, погоди. У меня есть серебряная монета, у меня есть золотая монета. И здравствуйте. О, торговать. Магия пустоты. Опять работа. Домашние дела. Скинт опасен. То есть это уже во времена, когда Скинт появился. Белочка и котик. Бессмертная искра. Так, ладно, допустим. Что у нас здесь? Заостренный меч из темного металла. Блин, это так прикольно, что здесь есть даже торговля. И все это ради одной серии. Не, ну... Я прошу прощения, я просто хочу похлопать за такое. Реально, ради одного выпуска подобное реализовать — это сильно. Судя по всему, в товарах спрятано много всяких разнообразных пасхалок, которые мы можем прочитать. Так, здесь просто еда, окей. Вот интересно, 8 золотых монет. Это богатый Лолошка или бедный? Просто как будто это очень даже много. Как же много всего. Я реально хочу все посмотреть, раз тут есть даже такое. Приветствую, эльф. Что читаете? А ведь удивительно, да? Когда-то все расы жили в дружбе, в процветании. И самое главное, с солнцем. Акция «Купит 9 печенья и получи одно в подарок». Здравствуйте. О, реально печенье. Ладно, я, наверное, не буду сейчас тратить деньги, мало ли пригодятся. Здесь у нас... Так, тоже еда. Вино. Прикольно, прикольно. О, смотри! Так тут даже скинт уже есть. Вот он. Приветствую. Обалдеть. Полноценные кристаллы продаются. Заряженный кристалл скинта 40 золота. Слушайте, как будто это прям очень даже дорого, да? Кажется, получилось. Неужели я действительно переместился назад во времени на целые миллионы лет? Так, надо убедиться в этом. Ага, я понял, надо убедиться. Так, и что, как убедиться? Может быть, мне нужно именно тут с кем-то поговорить? Может быть, кого-то подслушать? Эй, не проходите мимо! Самые свежие научные достижения, самые смелые изобретения. Все это в нашем периодическом выпуске. Интересно. Лолошка! Здорово! Здравствуйте. Привет! Видел сегодня уже Играселя? Нет, вот как раз и ищу его. Понимаю. Но если он не у себя в лаборатории, то может быть в поместье. Не понимаю, как ему до сих пор хватает сил каждый раз на гору пешком переться. Если бы я стал первооткрывателем путеводного скинта, я бы первым делом дома себе такой же поставил. Особенно если бы жил на горе. Ладно. Слушай, ты не волнуйся, если он соизволит почтить своим великолепным присутствием нашу торговую площадь, я скажу ему, что ты его искал. Ну а пока... Ну что могу сказать, мне работать надо. А вообще, знаешь, все последнее время так разленились, читают только периодические свитки. Никто не хочет брать книги. Все хотят выжимки. Покороче, да побыстрее. В общем, самые свежие научные достижения, самые смелые изобретения. Все это в нашем периодическом выпуске. Налетай! Ага, а ты мне, может быть, дашь? Да, смотри, я могу. Опять работа, магия пустоты. Я уже смотрел, кстати, у тебя, да? Может быть, мне нужно еще кого-то? На всякий случай-то хочется проверить.
Зачарованные кулоны от сглаза, от разочарований, от несчастной любви. Ой, человек, не стой здесь. Ты мне сейчас всех клиентов распугаешь. Так а, может быть, я и есть клиент? Нет, людям не продаю. Девушка, подходите, не стесняйтесь. Вижу, у вас тяжелый день сегодня. У меня есть то, что вам нужно. Да давай уже сгинь, клиентов мне отпугиваешь. Как же приятно знать, что некоторые вещи не меняются и спустя миллионы лет. Эльфы не то чтобы любят людей, даже тогда. Вот откуда пошел расизм, еще с тех давних времен. Ладно, мне определенно нужно вот ту газету купить, я правильно понимаю? Или мне нужно с кем-то все-таки поболтать? О, подожди, что? Поговорить? Ну, о, добро, добро, мил человек. Бери, бери, что тебе надобно. У меня тут все есть. И для устрашения, и для обольщения. Тебе для себя, для подружечки. Ай, да ладно, уж просто смотри, смотри. Все товары-то скинтом покрытые. Уф. Вот меч этот, а? За 80 золотых всего отдам. Всего 80. От сердца отрывай, ну бери. Скинтом украшен, смотри-ка, а? Рукоятка-то как блестит. Давай, давай, нигде больше такие цены не найдешь, мил человек. Эй, не слушай его, ложка. Подделки у него одни, просто подделки. Это не скинт, это янтарь обычный, обесцвеченный. А тебя-то откуда знать, остроухий? Не слушай его, да не брешет он. Эй, поверь, милоложка, я не вру. Да ты, блин, а? Что тут такое? Я с тобой разберусь. И они просто начинают... Блин, реально, некоторые вещи даже спустя миллионы лет не меняются. О, поговорить? О, здравствуйте. 3 капусты отдам за 2 серебряника. Пшеница, серебряник за килограмм. Хрен, редька и... Нет, я просто смотрю, простите. Да чё ж такое, чё ж вы все вечно смотрите и смотрите? Овощи, что ли, никогда не видели? Ты если хочешь что купить, то покупай! А так просто рядом тут не ошивайся, клиентов не отпугивай! Да уж, ладно. О, еще поговорить? Да, привет, мужик. Здравствуйте. Все свежее, смотри. Недавно освежеванное. Хе-хе-хе. Вот эту тушку меньше суток назад зарубил. Давай, бери, вот эти пару часов назад еще бегали. Мамой клянусь, брат. Да че смотришь, говорю тебе, бери, не пожалеешь. С пальцами своими сожрешь. Да я просто смотрю и... Ага, смотри у меня. Аппетит еще быстро нагуляешь. У меня тут лучшее мясо, еще никто не жаловался. Ладно. Да, блин, только подождите, но мне надо время как-то узнать. А чё, газета не подойдет разве? Газета как будто это хорошо, я бы купил. О, ты погляди, тут оказывается скинт есть. То есть реально настолько давно он уже создан. Ну да, ладно, понимаю. Получается, Эграсель сделал так, что все могут телепортироваться через него. И получается, прямо сейчас, если понимать хронологию событий, Тадмавриэль, отец, он у нас заперт. Помните, Эграсель говорил о том, что он запер отца куда-то то ли в кладовку, то ли в какой-то чулан, что-то в этом духе. То есть, если исходить из того, что небо у нас нормальное и скинт уже создан, а Эграсель еще не заперт в печати, да, отец находится где-то в каком-то подвале, в поместье. Так, ладно, хорошо. Мы определились, что пшеница тут дешевая, а мясо свежее. Теперь нужно понять, как найти Эграселя. Наверное, он мог бы помочь мне понять, в каком именно времени я сейчас нахожусь. Я понял, кстати, почему мы не можем просто взять и купить что-то типа газеты. Потому что даже если мы найдем там дату, она нам ничего не даст. Мы же не будем знать, какой это промежуток времени. Если судить по путеводным скинтам, Эграселю уже удалось изучить искру. Тадмавриэль, вероятно, прямо сейчас заперт от всех в поместье. Интересно, сколько времени осталось до создания завесы? В какой момент этот яркий солнечный мир превратится в вечно сумеречное и опасное нечто? И неужели я действительно был одним из тех, кто обрек этот мир на нехватку витамина D? Эй, о чем задумался? Эграсель? И вам желаю великолепного дня, ложка из глаз Гарфа. Чего это ты так официально? Прости, я просто не с той ноги встал, видимо. О, понимаю. Я тоже нервничаю.
Скоро ведь и остальные первые должны прибыть. Я знаю, что тебе не терпится узнать, для чего я вас позвал, и я удовлетворю твое любопытство. Но только после того, как все соберутся. Ты уже виделся с семьей? С семьей? А ты что, не слышал, что ли? Несколько первых уже тоже прибыли в Архей, по моему зову. А, я просто на пару капель подумал, что ты про моих родителей и... Что? Каких капель? Ой, ложка, я бы никогда не затронул тему твоих родных. Я понимаю, что сколько бы лет ни прошло, ты никогда их не забудешь. Благо, искры, которые мы получили, имеет свою обратную сторону. Сколько лет прошло со смерти твоей матушки? Я не знаю. Я тоже предпочитаю не считать. Идем. Пора наведаться к остальным. Да, подожди. Ты хотел что-то приобрести? Я... Мне кажется, я жестко палюсь на самом деле. Какие черту капли? Какая семья? Почему ты вообще об этом говоришь, Лолошка? Ты что, придурок? Как себя чувствует твой отец? Грассель, скажи хотя бы, случилось что-то серьезное? Вообще, я так понимаю, что он позвал нас именно в тот момент, когда Архей нужно было запечатать. Архей стал так прекрасен с появлением Скинта. Это все благодаря тебе. Да, наверное, не стоит задавать какие-то лишние вопросы. Я просто жестко спалюсь. Архей стал так прекрасен, это все благодаря тебе. Ну, знаешь, а ведь ты прав. Ты настолько хорошо вписываешься в окружение, что я забываю, как давно ты здесь не бывал. Да, с последнего твоего появления здесь многое изменилось. Как видишь, прогресс принес Архею не только радость изобретений, но и принятие. Можешь мне не верить, но даже вороны и ястребы подписали недавно торговые контракты. Ястребы? Я сам был обескуражен. Честно говоря, я считал, что кто-кто, а эти хищные птицы обойдутся без нас. Но из-за гор Ингентафа уже несколько раз прилетали делегации. Я тебе все обязательно расскажу. А ты расскажешь мне про свои путешествия. Ты не представляешь, как же я хочу услышать истории про другие миры. Мне, кстати, Гуахт и Шихтар рассказывал, что вы с ним создали некие врата даже в параллельной реальности. Это правда? Слушай, ты вроде торопился к остальным. Я теперь тоже тороплюсь с некоторыми болтунами повидаться, ты уж... Рад, что ты не сильно изменился за века отсутствия. Ладно уж, пойдем. О, братья, наконец-то! О, ну неужели? Великий Грассель и его ближайший брат Лолошка решили почтить нас визитом. Да, Лолошка вообще не изменился, поглядите на него. Всегда говорил, что глаз Гарпса не стареют. Привет, Лолошка. Эй, ты что делаешь? Поаккуратнее обращайся с маской. Ло и Эграса на них полжизни потратили. Да ладно тебе, забей, я 1000 раз так делал. Так и все же, Лолошка, в чем твой секрет? Так а чего я-то? Ты же сам совсем не изменился. Лолошка, не льсти Вальдхару. Он же себе поверит. А по мне так никто из вас вообще не изменился. Я как вас не различал, так и не различаю. Рад, что мы это обсудили. Теперь такое чувство, что никто никуда и не уходил. Кстати, ребят, я виделся с Фалиндой. Она сказала, что не сможет явиться. Ну конечно. Эта сова с момента, как сбежала в параллельную реальность, ни разу не приходила. Я же вот пришла сразу. Хотя в моей реальности тоже проблем хватает. Как понять, что перед вами Туэлин, если вы резко ослепли? В первые 5 минут разговора она обязательно расскажет, что живет в параллельной реальности. Эй, Лолошка, Гуаха я уже поблагодарила, а вот тебя не успела. Спасибо, что сделали такое прекрасное отправление. Даже спустя столько лет в другой реальности, мне было очень легко и удобно им пользоваться. Эй, Туэлин, сядь на место, пожалуйста. Ты тоже присядь, Лолошка. Я не сижу. Ой, да, конечно. Куда? Куда вот, сесть. Мы еще ждем некоторых первых, которые не смогли откликнуться на мой зов сразу. Гуахт и Шихтар, спасибо, что предупредил про Фалинду. Итак, я думаю, имеет смысл рассказать вам о том, зачем я позвал вас всех. Опоздавшим передадите уже сами. Да, давай, Грасса, не томи. Вон, Туэлин уже на стуле ерзает от нетерпения. Эй, это не нетерпение. Это ко мне на стул забрались вши из твоего мира, Вальд. Слышь,
Ты будешь так шутить, я в твою реальность запущу межмировых комаров. Они мгновенно... Друзья, я вам должен кое в чем признаться. Все это время я от вас кое-что скрывал. Кое-кого. Вы прекрасно знаете, что мой отец был первым, кто начал заниматься изучением искры. И вы все считаете, что я продолжил дело, в котором он не преуспел. Я обманывал вас. Что? Чего? Да, на самом деле мой отец не умер от старости. Он сумел обрести искру. Так, чувствую я в этой истории какое-то веское «но», которое не дает мне порадоваться этой новости. Да, Гуах, так и есть. Искра моего отца приняла иную форму. Он, кажется, ошибся в своих выводах, что привело к ужасной деформации. И он не может ни умереть, ни жить нормально. Что? И ты скрывал это от нас все эти годы? Твой отец страдал, а ты, Играсель, наслаждался званием несущего свет, в то время как твой ближайший родственник не мог насладиться этим светом? Прошу тебя, подожди, Туилин. Позволь мне договорить. Я понимаю, насколько эльфийское почитание старших для тебя значимо, Туилин. И оно имеет такое же значение и для меня. Я знаю, сейчас ты думаешь, что ты была бы счастлива иметь своего отца рядом живым, и ты бы сделала все, чтобы он жил в здравии, а не в горести. Ладно, продолжай. Что же ты в итоге сделал? Я перепробовал все, что мог. Личность моего отца, того Тадмавриэля, что вы видели и помните, была полностью уничтожена. Заражение исказило все его благодетели, превратив в пороки. Все его стремления к истине были извращены в жажду силы. Но я не мог его оставить, не мог отречься от него. Ведь если чему и учит нас эта история, так это тому, что родители наши не безгрешны, как нам кажется это в детстве. Да, но чего ты хочешь от нас, брат? О, Гуах, я почти готов отступиться и признать свое поражение. Но прежде чем я окончательно опущу руки, я хочу попытаться спасти его силой наших искр. Я позвал вас сюда, чтобы просить вашей помощи, чтобы ваша сила помогла мне. Так, продолжай. Объединив усилия и наши искры, мы сможем изгнать заражение из Тадмавриэля. И это будет очередное чудо, дарованного нам блага. Но я никогда не стал бы приказывать вам или требовать от вас участия. Вы вольны отказать мне, но тогда я прошу объяснения, почему. Я не хочу нечаянно затаить на вас обиду. О, я поняла. Конечно же, я с тобой, Играса. Теперь я вижу, как тяжело тебе было. Я помогу тебе. Благодарю тебя, сестра. Да, и я тоже помогу тебе. Вообще не понимаю, в чем тут вопрос. От меня не убудет, а семья это важно. О, спасибо, Вальдхар. Нардуш, а что насчет тебя? Ну, понятное дело, что я с тобой, Играса. Ты мог бы и не спрашивать меня. О, благодарю тебя. Гуах ты Шихтар, что ты скажешь? Если воля его угасла настолько, что он не в состоянии за века справиться, я не уверен, что Тадмавриэль нуждается в спасении, Грасса. Прости, но я не буду помогать тому, кто моей помощи не ищет. Спасибо за честность, Гуах. Я ценю ее и твою позицию. Тебе не за что передо мной извиняться. Лолошка, а что скажешь ты? А, ой, точно, я же тоже как бы здесь. Я что-то забылся вообще, я же тоже первый. Моя сила, твоя сила, я всегда готов помочь. Не, ну очевидно, мне не нужно делать временные парадоксы, поэтому я соглашусь. Типа, извини, но нет, точно нельзя. Слушай, а ты уверен вообще, что это безопасно? Моя сила, твоя сила, я всегда готов помочь. Слушай, ну если я спрошу вот это же ничего не поломает, да? А ты уверен, что это безопасно? Чё, да? Ложка? Эй, ты чё, Ложка? С каких пор безопасность тебя вообще хоть как-то волнует? Эй, Вальд, остановись, не стоит. Возможно, за века странствий наш брат набрался того опыта, которого ему не хватало. И он повзрослел.
Твой вопрос важен и серьезен, Лолошка. И я размышлял над ним. Если же у меня не выйдет помочь отцу справиться с его... искажением, то... я буду вынужден запечатать его в нашем поместье особым заклинанием. Разрушить эту печать сможет только тот, в ком течет эльфийская кровь и чистая энергия искры. А, умно! Все предусмотрел, гляди-ка. Благодарю. Кроме того, я дам вам заговоренные артефакты, которые вам необходимо будет спрятать. Здесь, в Архее. Таким образом, мы гарантируем, что снять печать можно будет только всем вместе. Или же, если кто-то найдет все артефакты, то знать об их предназначении будем только мы. Также нашу связь мы должны будем держать постоянно, так как печать нужно будет поддерживать. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Это будет почти незаметно, даже для одного из первых, не говоря уже о всех остальных. За свои искры и силы можете быть спокойны, друзья мои. Грассель вынуждена сказать, это блестящий план. Спасибо, Туэлин. Ну, что, Лолошка, теперь твои волнения улеглись? Ой, точно, это же я задал вопрос. Это не твое дело, Туэлин. Это только между мной и Эграселем. Ух, почему я реально могу такое сказать? Ну я же вообще прям такие временные парадоксы бахну. Честно говоря, нет. Это заражение звучит очень странно. Я не сталкивался с таким. Мы не знаем, что будет, если направить в Тадмавриэле нашу силу. Да, улеглись, я вижу, ты хорошо все продумал. Эграсса, я с тобой. Это... Я очень хочу парировать. Я же, по идее, могу в любой момент согласиться, да? То есть у меня в любом случае будет выбор. Я сейчас говорю не нет, не да. Это что-то между, я просто пока уточняю. Это заражение звучит очень странно. Я не сталкивался с таким. О, черт. Что происходит? Я понимаю, что Джон говорил ничего не менять, но... Может быть, если сейчас я остановлю Эграселя, то не случится смерти Невора, Марка, Фалхтры, Саймана, Готфри, Эрнольда и всех других, кто пострадал из-за благих намерений Эграселя. Знаешь, Лолошка, признаюсь, твои размышления удивляют меня. Мы можем поговорить с тобой наедине? Да, конечно. Черт, наверное, я все-таки зря это ляпнул, да? Но у меня ощущение, что в любом случае будет так, как сюжетом предначертано, потому что это буквально финал. Ну, типа... Так, я не могу здесь поговорить ни с кем, да? О, что? Туэлин поговорить? Эй, что такого пришлось тебе пережить, что ты сейчас подвергаешь сомнению Эграссу? Нет, Туэлин, я не подвергаюсь сомнению его. Я просто сомневаюсь в его плане. Это разное. Я не из тех эльфов, что склонны приписывать определенное поведение расам, но... Ты сейчас говоришь как типичный человек. Ну нет. Я тоже человек. Я придерживаюсь другого мнения. Я говорю, что раса тут ни при чем. Ладно, Лолошка, я просто надеюсь, вы сейчас поговорите и ты одумаешься. Да, ну, я не знал, что вот настолько это все уйдет. Так, здесь... О, Гуах, поговорим? Ложка, честно, я тебя не понимаю. В плане, Гуах, так ты тоже отказался. Ну да, и с моей стороны это было ожидаемо, но с твоей... Ты всегда был самым близким другом Эграселя и... Не говори, только не говори ничего, все знают, что это так. Конечно, мы все для него друзья, братья и сестры, но ты... Ты стал для него таким же хорошим другом, как когда-то дипломат Луки для его отца. Человек, который стал эльфу ближе других эльфов. Не надо, не сравнивай меня с Лукием. Чё? Почему? Да, ну ладно, впрочем, как знаешь. Иди давай, Эграсель тебя ждет. Вот так вот, а. Так, в итоге больше я ни с кем-то поговорить не могу. А, нет, Нардуш. Могу, привет. Да не со мной тебе надо говорить сейчас, а с Эграссой. А, это был короткий диалог, я понял. Так, в итоге... Ага, Вальдхар. Эй, Лолошка, слушай, как только вы там с Эграссой разберетесь, нам нужно сходить и выпить. Я 100 лет ждал, чтобы рассказать тебе, с какой красоткой мне довелось возлежать. Фу, какая грязь. О, не-не-не, никакой грязи. Она принцесса одного водного королевства. Принцесса? С тобой? Ну да, а я тогда королева гнолов. Так, ладно. В общем, Лолошка, поговорим, когда рядом никто не будет совать свои длинные уши. Ладно, все, на всякий случай проверим. Меня там Эграсель, наверное, уже заждался. Войти. А, прям настолько, на улице. Так.
Я с самого начала понял, что что-то не так. Но думал, что разговор с друзьями поможет тебе. Грассель, я Да что не... ж такое-то? Почему ты так формально ко мне обращаешься? Что произошло, Лолошка? Неужели я как-то обидел тебя? Да нет, прости, просто мы давно не виделись. Мне очень жаль, Играса, если ты думаешь, что мой отказ тебе связан с какой-то личной причиной. Я клянусь тебе, ничего кроме тех опасений, что я озвучил, нет. Точно? Точно, точно. Ну тогда это же прекрасно. Потому что я произвел все необходимые расчеты, и я знаю, сколько силы мне нужно. Как именно нужно ее направить и какие заклинания использовать. Ты ведь лучше всех должен знать, что мое познание искры превосходно. Чего стоят только эти маски, а? Сколько же времени мы ломали голову над тем, почему переходы расходуют столько энергии. Сколько же скин-то мы, должно быть, по неопытности в пустоте-то оставили. О, но благодаря моей идее и твоему дизайну, мы, наконец, овладели перемещением в полной мере. Гуаху, правда, не понравилась идея. Сам разберусь, ведь воля моя сильна. Да уж. Скорее, идем в научный зал. Я покажу тебе все свои выкладки. Прям гора как будто бы свалилась с моих плеч. Как мог я сомневаться, что мой лучший друг переживает обо мне? Конечно, ты всегда, сломя голову, несешься в опасность. Но в этой ситуации опасности скорее я подвергаю тебя. И я тронут, друг, до глубины души, что ты так заботишься обо мне. Но твои опасения напрасны, поверь мне. Черт. Он так сейчас уверен, так воодушевлен. А что, если в прошлый раз я ему отказал, и ему не хватило силы? Что, если сейчас я соглашусь, и у нас действительно все получится? Как же сложно. Так. О, красная маска. Как же лучше поступить? Как поступил прошлый я? Может быть, мне стоит поторопиться вернуться в свое время? Но ведь я так и не узнал когда я... Так вообще можно сказать? Может быть, мне стоит рассказать Играселю, что я все знаю? Ведь эта информация может уберечь его от миллионов лет заточения и потом от ужасной смерти. Как случилось, что я забыл своего лучшего друга и свою семью? Играсель так уверенно говорил, что я никогда их не забуду, а я просто взял и забыл. И, судя по всему, безвозвратно. Теперь я как минимум знаю мир, в котором был рожден. Мир, который ждут тысячелетия сумерек и забытия. Нет, это решение должен принимать не я. Не нынешний я. Иначе, если получится, что я сделаю неправильный выбор... Эй, Лолошка! То тогда... Лолошка! Да. Ой, ну только не говори мне, что ты снова отключился и погрузился в свои мысли. Я не хочу рассказывать тебе все с самого начала. Скажи мне, что ты думаешь? Черт, я же даже не слушал! Я вообще ничего... Не, ну очевидно, что да! Так, вообще, тут давай сначала прочитаем, какие тут выборы есть. Можешь, пожалуйста, еще раз повторить часть с расчетами? Не уверен, что все правильно понял. Я думаю, что твои расчеты не имеют значения, поскольку заболевание твоего отца недостаточно изучено. Ты убедил меня, Играсель. Я помогу тебе. Короче, мы не можем отказаться. Прям четкого отказа здесь нет. Здесь есть четкое согласие. Я думаю, что это скорее все-таки принятие. Типа, очевидно, потому что... Помните, Играсель рассказывал историю, когда... он еще живой был. Он ведь не сказал ничего в духе... Эх, Лолошка, а вот если бы ты мне тогда помог, или что-то в этом духе, и бла-бла-бла. То есть он ни слова, даже намека на это не подал. Следовательно, мы можем догадаться, что я согласился. И как будто это очевидно. Так что да, ты убедил меня, Играсель. Я помогу тебе. О, спасибо. Спасибо огромное, Лолошка. Да, то есть, опять же, ребят, я сейчас делаю выбор только чтобы не поломать время. Не потому что я понимаю, что это не поможет или поможет, а только потому что временные парадоксы. У меня в голове только это. Как же мне повезло иметь такого друга. Этот день в моем календаре навсегда будет отмечен печатью радости. О, кстати, а какой сегодня день? 362 496 день с появления у меня и тебя искр. Я до сих пор веду наш с тобой альтернативный календарь. И я, Играса, я тоже его веду. Как же я рад, что у меня есть такой друг. Да, мы, видимо, очень хорошие друзья. Сколько? 300 тысяч дней! Ой. Надеюсь, что
все получилось, и копия твоего сознания уже гуляет по солнечному Архею. Что? Джон? О, Джон! Как же я рад тебя видеть! Значит, ничего не изменилось, и все пошло по тому же сценарию, по которому должно. О, молодец. Ты выяснил, что мы будем делать с гигантскими котятами-убийцами? Что? Котятами-убийцами? С кем? Видел бы ты сейчас свою рожу. Знаешь, у нас в Архее за такие шутки... У нас в Архее? Рад, что ты испытываешь теперь с Археем такое единение. Рассказывай. Тебе удалось выяснить, в какое время нам нужно отправиться? 362 496 день с появления у меня искры. И раньше. О, ну наконец-то отличные новости. Ты, может быть, хочешь поговорить о том, что еще удалось тебе узнать, а? Нет. Ну и хорошо. Ладно, я скажу тебе. Эграсель был моим лучшим другом. Да, я был его лучшим другом. Самым близким. Оу. Я совершенно этого не помню, понимаешь, Джон? Все, что я знаю о нем, это только то, что он рассказал нам. Я даже не помню своих родителей. Эграсса говорил, что я никогда их не забуду, а я забыл. Эй, Лолошка, послушай. Вот что я тебе скажу. Я знаю, что у тебя долгое время были проблемы с твоим внутренним «я», и все провалы в памяти ты считаешь его виной. Но ведь тогда, в те времена, ты еще был волен распоряжаться своими воспоминаниями сам. Что ты имеешь в виду, Джон? Если наши с тобой истории похожи, а они, видимо, похожи, раз даже состав крови у нас почти одинаковый, скорее всего, ты сам выбрал не помнить своей семьи. Я не знаю, была ли у тебя твоя Саша, но в остальном я понимаю, почему такое хочется забыть. У нас, конечно, все было не так уж и плохо, как у Эграселя с Тадмавриэлем, но... Получается, знаешь, нам, может быть, пора? Ну, кстати, да, вполне реально, что наши истории более чем пересекаются, потому что параллельные реальности, но в всех параллельных реальностях лишь какая-то маленькая толика привела к тому, что он стал супер умным, а у меня... Ну, совсем все по-другому. Как минимум, потому что я первый. Если вы еще не поняли, давайте я объясню. До того, как Эграсель мне даровал эту искру, у меня была жизнь. Обычная жизнь. И эта самая обычная жизнь была точно такой же, как у GDH. Так, насчет получается пора. Ты Подожди, какой пора, алло! давай останемся еще ненадолго. Да, пожалуй, нам пора. Мы не можем уйти, не попрощавшись с остальными, реально. Просто взяли и смотались, такие, пока! Так, Ну, конечно, не можем. Ай. Предлагаю разделиться и поговорить со всеми по отдельности. И, кстати, Лолошка, предвосхищает твой вопрос. Ничего с моим сном не случится, когда мы уйдем. Пока существует завеса, этот фрагмент моего сна навсегда здесь. Конечно... да, я понял. Если его не разрушит Тадмавриэль. Да. Тут уж, увы, я ничего сделать не смогу. Это не на моей совести. На их. Пойдем? Ай, только давай реально побыстрее. Нам правда нужно идти. Ладно. О, он сразу к Сайрисе пошел, как я и думал. Блин! Я так хотел узнать, что он скажет ей. Блин! Ничего себе. Ладно. Не похоже, честно говоря, на него. Так, в итоге с кем я могу поговорить? С кем-то по отдельности? Может быть, мне слева направо нужно? О, да, Беренгари. О, Лолошка, здорово. Это, ты передавай Джону, что я очень благодарен ему, что он в сон-то нас свой пустил. Ой, вообще, знаешь, тяжело ему. Тяжело, конечно. Сон-то у него такой мрачный. Знаешь, Беренгари, я думаю, он еще сам к тебе подойдет. Ты лично ему скажешь. А ты чего такой грустный? Дело в том, что... Беренгари, мы собираемся уходить из Архея. Я пришел попрощаться. Вот как? И, слушай, я пока не ушел, я все спросить хотел. О, вопрос... Блин, история про Беренгария. Откуда ты столько всего знаешь о зельях и алхимии? Почему ты нам так помогал и никогда не просил ничего взамен? Кстати, а ведь и правда, он ни разу, никогда. Все на своем горбу, понимаете? Как ты смог отрастить такую густую бороду? Почему ты нам помогал и никогда не просил ничего взамен? В смысле? Так ты же меня спас, Лолошка. Да, но все-таки ты сам вызвался помочь во сне. И всегда, когда нужна была помощь, ты предлагал ее сам. Даже до того, как кто-то озвучивал свои желания. Юный Лолошка. Архей — это темное-темное мрачное место.
И я успел натворить своих темных дел. Алхимические знания, которыми я обладаю, не так легко достаются. И редко используются во благо. Когда старше стал, я, конечно, понял. Ужасы, что нас окружающие, не должны пробираться в нас. И в скорости ты нашел меня. И я понял. Мой это шанс. Тот свет, что от тебя исходит, он помог мне излечить себя. Если так вот сказать-то можно. Хе-хе-хе. Да и кому я такой старик-то нужен, если бы мне предложить было нечего? Привязался я ко всем вам, Лолошка. В радость мне было ваши счастливые личики наблюдать. Ох уж в радость. В радость было и радовать вас. Ежели вас довольных и сытых видел, самому сразу на душе теплее становилось, и то... Ответил я на твой вопрос? Ох, Беренгарий, спасибо большое. За все спасибо. Я буду очень скучать. Да ты шо уж ты. Не вешай нос, Лолошка. Тоже буду скучать. Ты это, знаешь, как думай-то? Ты радуйся, что столько времени мы вместе провели. Столько-то пережили. Что ты мне, старику, под конец жизни такую радость душевную доставил. Я тебя понял, Беренгарий. Спасибо, правда спасибо. И тебе уж, и тебе, Лолошка. Эх. Да, на самом деле у меня начинают немножко даже слезки наворачиваться. Черт, нельзя мне еще серию снимать. Нельзя. Так, здесь я ни с кем не могу поговорить. Ну, так вот я. О, Гимлин. О, Лолошка, прикинь. Ты представляешь, Голиду и Синдри взяли в человеческую школу. Ее одна выжившая создала. Говорит, наши невзгоды не должны образованию-то мешать. Да, а я тебе еще раз говорю, Гимлин. Не нужны им эти знания. На коем книжки до математики, а? Им нужно с оружием обращаться учиться. Да, хе-хе-хе. Да не переживай ты так, Вален. Это я им сам обеспечу. Да вот только... Надеяться хочется, что оно не сильно-то и понадобится в будущем. Если план эльфийки осуществится и мы всех развоплотим, то отец-то силу свою потеряет. Это он сейчас такой наглый, потому что у него армия бесчетная. Но понемногу-то отгрызать от нее начнем. Да, когда это еще будет? Ни Гулида, ни Синдри, ни дети их этого не увидят. А, ты, Вален, оптимистично на мир смотри, и сразу лучше будет. Так, а ты чё молчишь, Лолошка? Ты же у нас такой самый оптимистичный как раз обычно. Слушайте, Гимлин, Вален, я попрощаться пришел. Это как? Да, простите, но мы с Джоном решили уходить из Архея. Мы здесь свое дело уже сделали. Это неожиданно. Да, а я говорил тебе, долгорослики эти ненадежные. Не надо к ним привыкать. Чё? Это ты сейчас о Лолошке такое сказал? О друге моем, что ли? Тише, слушай, Гимлин, прошу. Вален же тебя подбодрить таким образом пытается, всего лишь. А? Ну, правда, ну что поделать, если он просто не умеет подбадривать? Да, хороший ты долгорослик. Рад, что тогда я в тебе не ошибся. Спасибо вам, что помогли нам. Вы же не только нашли способ от заразы-то избавиться, но и примирение рас архейских начали. А, и нас, мужиков неразумных, многому научили. Ой, хорошая была у нас дружба, а, Лолошка? Что? Почему это была, Гимлин? Я ухожу, но другом тебя считать не перестану. О, а вот это приятно, это по-нашенски. Удачи вам там с Джоном. Надеюсь, амулеты мои сохранятся у тебя и дальше будут оберегать. И все идут с Джон... Подожди, что? А где Джон? С Альфредом разговаривает, я понял. Детишки? С детишками не поговорим. Так, с кем? Джон? Понятно. Альфред? Поговорить? Знаешь, что я заметил, Лолошка? С момента, как зрение вернулось, слух как будто ухудшаться стал. Как будто уши мои перенапряглись, пока я слепым был. А теперь вот, расслабились. Разговоры и звуки-то я слышу нормально. Но вот по шагам теперь уже никого не отличу. Так, зачем тебе по шагам отличать, если ты автора шагов увидеть можешь? И то верно. Видеть оно все-таки приятно, как ни крути. Даже в таком месте, как сон Джона. Ты попрощаться пришел, да? Как ты понял? Да, ко мне уже Джон подходил. Но, честно говоря, я и без этого понимал, что
вам двигаться пора. Дальше. Да. Это ничего, Ло, ты не грусти, главное. Что тебя, что меня еще ждут такие приключения в жизни. Эх, как же мне повезло, что мы тогда с Эрнольдом и Годфри решили замок проверить-то. Жаль, что их сейчас нет с нами. Они бы очень гордились тем, как сильно я повзрослел. Мы со Скоттом продолжим дело Годфри. Мы уже это решили. Но будем записывать не только монстров, но и в кого они развоплощаются. Создадим некий справочник о фауне Архея. Я первый экземпляр для тебя подпишу. Будешь в Архее, заберешь. Да, только я не уверен, что мне удастся снова сюда попасть. Да. Но я все равно подпишу. Даже если не заберешь, буду на него смотреть, тебя вспоминать. Спасибо, Альфред. Ты отличный охотник и прекрасный друг, знай это. И ты тоже. Так, смотри-ка, общаются. Ну да. Привет, Садыка. Ай, Балсмак такой дурак, ты не представляешь, Лолошка. Как бы я хотела, чтобы он наконец услышал это. Если бы мы с ним остались во всем Архее последними орками, орочий род бы прервался, и мне было бы все равно. Ох, Садыка. Я уверен, развоплотят еще тебе достойного орка. Спасибо, Лолошка. Но лучше развоплотить достойную Балсмагу Арчиху, чтобы он уже отстал наконец. Я слышал свое имя? Че, меня обсуждаете, да, меня? Послушал. Ой. Вот вспомнишь, Киа, вот и Карас. Да ладно тебе, я все равно не к тебе, леди. Это... Вы че, валите от седова, да, что ли? Да, Балсмак, я попрощаться пришел. Ну ты это правильно, конечно, братан, это да. Нечего Архей ловить, дыра не место. Да, ты пацан четкий, хоть и с придурью немного. Тебе развиваться надо. Какими комплиментами тебя осыпал, ты посмотри, а? Не знаю, куда вы там собрались, Лолошка, но... Удачи вам. Вы хорошие люди. Спасибо, Садыка. Садыка, это если чё, мне как заслужить у тебя шанс-то? Все общаются, все прощаются. Так, здесь мы уже со всеми. Эй, детишки. С детишками не поболтаем. Так, мне кажется, что... с Айриса, точно. Поговорим? Вы прямо сейчас уходите? Да, красавица. Чем дольше мы будем тянуть, тем труднее будет прощаться. Лолошка, ты со всеми попрощался? Я, знаешь, я бы хотел еще кое-что с Арисой обсудить. Наедине. Окей. А мы узнаем? Мы узнаем? Дайте мне поиграть за Джона. Дайте поиграть за Джона. Я хочу узнать, что они там обсуждают. Ребенка же по-любому. Так, сейчас. Эй, ребятки. Все еще нет. Здесь нет. О! Сорван, Скотт. Тоже нет? Мне просто нужно дождаться, пока они поговорят, или как? Я бы на кого не... Ой. Счастливого вам пути. Вы всех нас наставили на путь истинный. А теперь вам время искать свой. Спасибо, Сорван. Вот и все, друзья. Да ладно тебе, Лолошка, да не грусти ты так. Мы ведь даже не прощаемся. Вы ж когда-нибудь зайдете нас проведать-то, да? Правда же? Я пирожков напеку-то, меда наварю. Спасибо, Беренгарий. Эй, всего вам хорошего. И спасибо вам за все. Если бы не вы, мы бы никогда не справились с заражением. Но ведь мы не смогли найти способ остановить отца. Да чё, ничего. Главное, что мы теперь любого развоплотить можем, Лолошка. И перенести сюда, в безопасность. Ой. Может быть, даже и Бруню мою. Я не оставляю надежды. Да, кстати, реально, мужики, спасибо вам. Чё ты орёшь-то? Мы даже не знаем, как благодарить вас за все, что вы сделали для нас. И за будущее для этих детишек. Пока-пока, одинаковые дяди. Оу. Пока. Пока-пока. Пока-пока, ребята. О, блин. А вот такие пироги. Только что будет дальше? На этом же ничего не заканчивается. Мы просто ушли обратно в мир, не более. Так, Джон. Ой, да уж, как-то здесь совсем уныло, когда понимаешь, что из разумной жизни только Тадмавриэль. Знаешь, Лолошка, что меня заставляет задуматься? Все подряд? Да, но есть и конкретные вещи.
Все-таки, насколько же легко переписывать историю. Ты вот сам видел. Все благо в Архей принес Играсель, но по итогу никто про него даже и не знает. А про отца, который валялся в своем поместье, пока благо вершилось, знают все. И тысячелетиями ему поклоняются, что... Потому что им понятно истинное положение вещей. О! О, черт, вспомнишь, Киав, вот и Карас. О, черт. Тебе не удастся одолеть нас. Не удастся? Я могу раздавить вас одним движением пальца. О, но это, к моему большому сожалению, не является моей целью. О, вот как. И что же тогда является? Когда я последний раз проверял, ни одна из твоих целей не может быть и не будет выполнена. Вы убили моего сына. Тадмавриэль, он сам выбрал такую судьбу, потому что он не трус, в отличие от тебя. Вы также убили мой источник силы. А, то есть в смерти твоего сына тебя волнует только то, что тебе не от кого кормиться? Так вот, вы станете отличной заменой ему. Вы продолжите существовать, чтобы давать мне эту силу. Ха-ха-ха-ха. Насколько же должно быть чудесно послужить столь высшей цели, верно? О, как же жаль, что ты, Лолошка, не послушал меня дважды. И теперь ты никогда не узнаешь правды о том, кем же в итоге сделал тебя Играсель. Другом! Играсель сделал меня своим лучшим другом, и мне не нужна твоя правда. О, любишь играть в героя, да? Когда вы подчинитесь, и я заберу вашу силу, завеса над Археем падет. И нигде и никогда больше не будет этих слащавых героев. Нет, мы не дадим тебе свою силу, как бы ты ни старался. А раз героев не останется, уже никто не сможет меня развлечь. Ну так это же плохо. Что происходит? О, нет! Именно поэтому, перед тем, как вы окончательно займете место моего сына, я предлагаю вам шанс! Серьезно? Если вы сможете одолеть меня, я приму то же решение, что и мой сын. Да, так это же гонево! Ну, очевидно, что он просто не будет этого делать. Типа, просто представьте, что мы его, допустим, победили, что на самом деле как будто невозможно с его силами. Даже толикой души я не верю, что он возьмет и такой, ну ладно, я самоубьюсь. Да нет, конечно, отказаться. Само собой. А я вас и не спрашивал. О! А, все настолько просто. Ой, аж залагало. О, боже! Лолошка, объединяемся срочно! А! Да? Срочно! Окей. Ема, это что такое? Он создал целую арену! Ну же, давайте! Что? А? В смысле? А что мне делать-то? Реально, что мне делать? Его же нельзя убить. Но и мне нельзя умирать. И уж тем более сдаваться. Даже если есть совершенно мизерный шанс того, что он сдержит слово. А, черт! Даже если шанса нет, я должен продолжать сражаться. Тебе никогда не завладеть мной, Тадмавриэль! Почему? За что? Так, ладно, убить монстров. Во-первых, убить монстров, я думаю, это самый правильный вариант. Так, что это? О, я понял. Вот на эти штуки лучше не Давайте, попадаться. покажите, на что способна сила первых. Покажите, чем так гордился мой жалкий сын. Эй, не называйся своего сына так. Черт возьми, жалкий. Но он же точно не сдержит слова. Так, тихо. О, ну раз вы меня не развлекаете, то я порассуждаю о том, что будет дальше. Бляха-муха! Да подожди! Так, срочно, мечи. Вот это убрать. Ай. Хотя стоп, какой убрать? Мне нужно... Давайте, покажите, на что способна сила первых. Да, Покажите, ты это уже чем говорил. так Мне нужно, гордился подожди, мой мне нужно жалкий сын. магию использовать. Сейчас, надеваем. Далее, магия. Какая? Вот это, допустим. А, нет, это меч. Вот это. Копье отца. Сейчас мы копьем отца прям бахнем, жестко бахнем. Давай, начинаем. Ну раз вы меня не развлекаете, то я порассуждаю о том, что будет дальше. Ладно, магия здесь не к месту,
А как мне это проходить? Так, ладно, выпить. Все, немножко попить. Будем пользоваться только клинками Мырка Гриштраклара, магией не будем пользоваться. Эта штука убивает за один бросок, за одно касание. Обалдеть! Это будет очень сложная битва, ребят. Это будет очень сложная. Так я могу, оказывается, бить его! Черт возьми, а чё я туплю-то тогда? Да ё-моё. Сейчас вот эти штуковины спадают. Мы также используем сферу желаний, которая нормально не используется, потому что мне нужно встать где-то в каком-то нормальном месте. Так, вот, давай, вот сейчас. Отбегаем. Убиваем этого паучару. Далее сфера желаний используется. И... не используется, потому что меня просто ударяют в этот момент. Ах вы твари. Ладно, тогда придется без этой сферы желания. Лишь бы стрелы не шли. О, нет, стрелы. О, нет, стрелы. О, нет, стрелы. О, нет, стрелы. Давайте покажите, на что способна сила первых. Покажите, чем так гордился мой жалкий сын. Вообще я понял главную тактику. Нельзя поддаваться яду, нельзя поддаваться никаким плохим эффектам. И желательно убивать лучников. Вот тут есть лучники, но мне кажется, сейчас немного не до них, потому что у меня есть хороший шанс постреляться. Точнее, не постреляться, а подраться. Давай хотя бы половину хп, хотя бы половину хп. Ай, больно. У меня еще есть фиал жизненной силы, я его почти не потратил. Это вообще шик-блеск. Давай, сфера желаний смогу. Беги! Беги, лолошка, черт! Долбаные стрелы! Но у меня пока все идеально, я практически с фулл хп, и я снял ему почти половину. Так, давай. Стрелы, уходите. Этих убиваем. Ждем, пока восстановится выносливость, и начинаем дубасить. Давай. Хорошо! О, это представление такое тухлое, что на него сбежались черви! Неужели он просто играет со мной? Черт, нельзя сдаваться. Нет, не сейчас. Может быть, есть шанс, что... Точно, у него же нет больше подпитки от Играсы, так? Значит, я должен заставить отца продолжать тратить больше сил на меня. Да, хорошая идея. Эй, это все, на что ты способен? Конечно нет! Но зачем напрягаться? В целом логично. Так, тихо. Включаем клинки. Все, давай, выносливость. Спасибо. Погнали. Половину хп уже сняли. Ой, хорошо. Так, сейчас главное выносливость и стрелы. Вот за ними надо наблюдать. За стрелами прям очень важно наблюдать. Сейчас стрелы закончатся, и мы тут же бьем фиал жизненной силы, и после этого бьем. Главное, чтобы монстры к этому моменту не подбежали. Так. Все, бьем. Стрелы. Все, стрелы уходят. О боже! Я почти! Долбаная паутина! Нет! Валим срочно. Так, вот этого паука убиваем. Отлично, бьем. Ребят, по-моему, у меня получается просто вау. Сейчас единственное, что стрелы сверху, вон они. Бежим! Мне осталось либо еще одна, либо две ходки. По-моему, я примерно понимаю, как его надо одолевать. Да. Монстры пока что стягиваются сюда. Потом стрелы постепенно заканчиваются. Привет, червячок. Мы добегаем спокойненько. И снова начинаем дубасить. Давай! Последний удар! Да! Давай, лолошка! Что? Ну все, поиграли и хватит. Пора принять свою участь, лолошка. На! О, нет. Все. Пришло детишкам время спать. Что за... Нет! Что происходит? Это мать! Бегите прямо сейчас! Что за... Нет, что ты делаешь? Сейчас же! Это мой последний свет. Вы должны... Нет. Лолошка, срочно объединяемся. И что я теперь должен сделать? Лолошка, нам нужно отправиться во вневременную пустошь. Пустошь? Мне кажется, я уже был там. Был, да. Не время сейчас об этом рассуждать. Но, Джон, мне там не понравилось и... Ты серьезно? Другого варианта у нас просто нет. Быстро сосредоточься. Если ты хочешь, чтобы у нас было какое-то будущее, нам нужно вернуться в прошлое. А это только через пустошь. Времени у нас очень мало.
но зато энергии предостаточно. Джон, она... Ложка, повторяю, сосредоточься и думай о том, что пространство больше не существует. О том, когда время становится пространством. Это перенесет нас в пустошь. И оттуда мы отправимся в прошлое. В тот самый день. 362 496 день с твоего получения вспышки. Хорошо. Ради будущего! О, пустошь. Получилось. Да, Джон, получилось. А что теперь? А теперь мы должны бежать в прошлое. Так быстро, как только сможем. Потому что бежать нам нужно очень, очень далеко. Ведь это было очень давно. Задерживаться нельзя. Это место не любит нерешительных. Тогда бежим. Писец просто! Ё, полетел, блин, флэш! Жесть! Что происходит? Эй, что происходит? Подожди. Эй, нет, Лолошка! Ты бежишь не туда! А куда? Да. Обалдеть. Это было вау. Дамы и господа, кажется, мы только что лицезрели сердце вселенной. Историю, от которой у меня с самых первых серий, практически не переставая, идут мурашки. Как же, черт возьми, это было шикарно! У меня сейчас от офигевания слова закончились. Если бы мне когда-то кто-то при регистрации канала почти 13 лет назад сказал, что такое можно сделать в Майнкрафте, я бы посмеялся. А если бы мне сказали, что это будет на моем канале, я бы подумал, что тот, кто мне это говорит, псих. Ребят, я просто скажу прямо, как есть. Это было шикарно. Это топ. Это настолько топ, что мне до сих пор не верится, что это происходит в Майнкрафте. Давайте все-таки подведу небольшие итоги по истории. Можем ли мы сказать, что отец в итоге победил? И да, и нет. Он действительно выбрался из заточения поменьше, но остался в заточении побольше. И при этом какую-то часть силы потратил на бой с Лолошкой и Джоном. То есть он немного ослабел, в надежде, что потом эти силы восполнит от нас же. Короче, как правильно сказал GDH, мы сделали все, что могли, и помогли жителям Архея так, как умели. При этом, наконец-то разгадав загадку, которую сотни и тысячи лет пытался решить GDH. Ту самую загадку о голосе. Представляете, вся эта история началась с матери. Матери было важно, чтобы мы прервали подпитку отца через сына, и чтобы рано или поздно отец не вырвался за пределы Архея. И в этом кто помог маме? Правильно, первый Лолошка и неизначальный GDH. Точнее, неизначальный Лолошка, так будет правильней. Сбежать через прошлое — это, конечно, прикольная идея, вот только все явно пошло не по плану Джона. Как я и подозревал, как бы мы ни старались аккуратно воспользоваться временем, время это может не одобрить. В нашем случае время это смотрящий. Куда побежал я и что будет с Джоном, увы, пока что неизвестно. Но будет известно уже в следующем сезоне. Поэтому, ребята, не забывайте, пожалуйста, что есть такая штука, как подписка и лайк. Благодаря вам, зрители, мы можем делать дальше и больше. Отдельную благодарность хочу выделить команде Storytelling, которая реально не побоялась создать такой амбициозный проект и вновь реализовать нереализуемое. Вы, блин, огромные молодцы, правда. Каждый раз я лично, как обычный зритель, просто в восторге от того, что у вас получается. Я считаю, что абсолютно каждый из вас
переплюнул самого себя из прошлого на пару голов. Просто задумайтесь, не прошло и года, а вы уже сами, немного оглянувшись назад, можете заметить, насколько вы стали круче. А вы и правда капец какие крутые. Благодарю, что работаем вместе. Чмок в пупок. Также, конечно же, огромное вам, зрители, спасибо, что посмотрели этот сезон вместе со мной от начала и до конца. Спасибо, что оцениваете, спасибо, что пишете комментарии. Опять же, подписывайтесь, дабы не пропустить следующий сезон. Спасибо за ваши фанатские работы. А самое главное, спасибо, что большая часть из вас, так же, как и я, просто наслаждаемся. Да, до идеала нам, конечно, еще явно далековато, но ведь в контенте по Майнкрафту главное не это. Главное это эмоции и наслаждение процессом. Помните это, ведь именно это поможет вашей душе дольше оставаться ребенком. Спасибо за просмотр, ребят. Новый сезон скоро. Ну а с вами были Лолошка, Сторителлинг и сезон Сердце Вселенной. Всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока, пока! Джон! Джон! Где Лолошка?